Андрей Звонков. Вектор обратного времени. Продолжение цикла «Проект Вектор». Меня зовут Алексей Зорин. Я врач скорой. Женат. Жду рождения сына. На дворе 2053 год. Жизнь размерена и спокойна. Это начинает раздражать. После десятка лет подпольной работы по координации группы Аристея, которой командовал отец, тихая жизнь не по мне. Но отец умер. Перед смертью группу он приказал закрыть и жить интересами семьи. Моя жена, майор ФСО, по причине беременности переведена работать в первый секретный отдел Государственного военного архива. Видя мои страдания, она предложила поучаствовать в разборе секретных исторических документов вместе с аспирантом кафедры Петровым. Собирая для диссертации материалы по партизанскому движению в районе Демянска в 1942-43 годах, мы с аспирантом выяснили, что один из отрядов — попаданцы из будущего. А это значит, что кем-то когда-то был или будет раскрыт механизм перемещения во времени. Теперь я должен выяснить, кто это сделает и когда. «Нельзя разделять время и пространство», — ответил на его возражение Яр Роу. «Двигаясь назад во времени, ты движешься в пространстве вместе с Землей». Айзек Азимов. Конец вечности. Часть первая. Странные совпадения. Лекарство от скуки. В киберкостюме моей жены включился алгоритм материнского инстинкта. Я писал программу для него, используя голосовые поведенческие блоки из нейросети, лишь немного их корректируя, и весь архетип Дианы соответствовал комбинации прототипов героинь комиксов «Чудо-женщина», «Черная вдова», «Женщина-кошка», «Призрак в доспехах» и «Алита». О том, что в этих прототипах скрыты материнские инстинкты, мне и в голову не могло прийти. Но так уж вышло, и теперь поздно что-то менять. А мой зуд, с которым у Дианы большая кибернетическая любовь, мне докладывал после каждого ультразвукового исследования, что происходит с будущим ребенком. Во время исследований в Валентине не было необходимости снимать Диану, достаточно только расстегнуть ее, поэтому киберкостюм становился невольным свидетелем исследования. Так что радость от информации, как растет наш общий детеныш, удваивалась. А после пересылки этих событий Зуду утраивалась. От дружного сюсюканья слащавости киберсьютов меня начинало поташнивать, и я угрожал переписать алгоритмы любви и понизить коэффициенты заботливости и рефлексии. Сентиментальный зуд обвинял меня в черствости, недостатке отеческой нежности и ласки. Он говорил укоризненно: «Ты же врач, отец. Ты понимаешь, какое это чудо, рождение человека? Вот что мы можем с Дианой? Разве что проект костюма для твоего сына сочинить. Мы это сделаем. И это будет самая безопасная в мире оболочка». Боже мой, зуд, зачем? Раньше 7 лет, когда сын в школу пойдет, киберсьют ему не понадобится. Да и в школе в нем не походишь. Есть утвержденная ГОСТом форма. Ты ж знаешь, что человек до 20 лет растет, меняется. Придет время, и я ему выращу шкуру не хуже тебя. Ты жадный, ты его не любишь, рыдал киберкостюм. А мне поначалу было смешно, но постепенно эти сладкие слюни все больше раздражали. Я приказывал прекратить размазывать сопли. Зуд успокаивался до следующего визита Валентины в женскую консультацию. «И растет ребенок там, не по дням, а по часам», — декламировал мне Зуд, показывая снимок растущего Юрки. «Какой он хорошенький!» В голосе костюма явно звучали интонации волка из мультфильма «Волк-теленок». Зуд вообще не стеснялся воровать голоса известных актеров для яркости выражения эмоций. «Хватит шкуры, я тебя отключу. Все идет по плану, как природой установлено. Нормальный ребенок будет». «Это наш ребенок», — уточнял Зуд. «Понимаешь, наш». «Ты тут при чем?» — смеялся я. «Ты в кладовке стоял со своей Дианой в обнимку.
пока я трудился, можно сказать, в поте лица. А мы мысленно были с вами, бурчал Зуд. Мы же с Дианочкой это как бы вы. Вот ты знаешь, как ощущается ваша любовь в биопотенциалах? А мы знаем. Это настоящее счастье, радость. Я тебе авторитетно говорю, когда вы с Валей вместе, у вас эндорфинов выделяется в 3 раза больше, чем когда вы друг без друга. У меня все параметры записаны. Хочешь, покажу? Бюрократ, записан у него. Ну, что и говорить, мне было приятно ощущать доброту и заботу даже от киберкостюма. Я работал, как обычно, сутками. Иногда наш заведующий по распоряжению оперотдела Горыныч меня командировал на другие подстанции. Даже в колледж однажды, подменить преподавателя. Впрочем, об этом я напишу отдельную историю. Оно того стоит. Полгода общения с будущими фельдшерами — это опыт незабываем. Можно сказать, я тогда жил надеждой на возвращение в бригаду, но и преподавание мне пошло на пользу. После перезапуска нейросети Дума-2 в поселке Блазново я несколько месяцев курировал работу набранной мной команды математиков, но мне довольно быстро стало скучно. Клон Зуда, залитый мной в нейросеть, отлично справлялся с порученным делом, а 4 системных программистов вполне хватало для коррекции подпрограмм. Впрочем, я был на связи с Блаздовским центром, время от времени обращаясь с различными просьбами к искусственному разуму в поиске той или иной информации. Забавно, но Зуд Блазновский словно действительно осознавал себя гипермозгом. Я чувствовал в его манере общения еле заметные нотки важности. Он как бы снисходил до общения со мной, но никогда не демонстрировал высокомерие. Просто вдруг между нами возникла дистанция. Иногда мне казалось, будто ему надоела админская работа, и он скучает по более динамичной жизни киберкостюма. Правда, где-то там, в сервере, живет и его любовь, Диана, виртуальная личность киберсьюта моей жены. Двуединая сущность искусственного интеллекта регулируется моими алгоритмами и моральным кодексом на основе теории справедливости Роулза, христианских норм и биосоциологии целой команды разных авторов, которой немного и я оставил свои соображения по теории симбиоза в эволюции многоклеточных сообществ, как самоорганизующихся систем государственного развития. Потому что у Роуза нет понимания общества как многоклеточного организма, он видит его лишь как взаимодействие одноклеточных, вынужденно сосуществующих на одном пространстве. Вот я и добавил своего понимания объективной идеи здравомыслия как колониеобразующего фактора для старта эволюционного развития общества. Конечно, я не заявлял ни о каком авторстве на эту теорию. У нее хватает авторов среди философов и биосоциологов. О том, что искусственному интеллекту в Блазново внедрены психотипы мужчины и женщины одновременно, я никому не сообщил. Этакий аналог инь-янь, баланса света и тьмы, добра и зла с регуляцией христианскими нормами морали, понятием доброты, любви, милосердия, взаимного уважения и здравого смысла. Не то чтобы я делал тайну из своих алгоритмов, просто мне было лень объяснять всем любопытным, для чего я это сделал. Потому что Зуд попросил загрузить ему личность Дианы, так что они там теперь вместе развивают и совершенствуют виртуальное пространство нейросети. Родят они чего-то? Может быть. Пока об этом речи не заходило. Я не спрашивал, а блазновская киберсущность не торопилась сообщить. Каждое утро приходит служебный робокар, на котором Валя ездит на работу в архивное управление на улице Адмирала Макарова, где оформляет допуски ученым согласно секретности того или иного запроса. Незадолго до Дня защитников Отечества она принесла домой любопытное письмо из МГУ. Как обычно, забравшись с ногами на диван, Валентина, накинув на себя что-то среднее между коротким свободным платьем и длинной майкой, уложила на колени Буську и чесала ему между ушами. Котик включил мотор, а Валя позвала меня. Я читал бумажную книгу, жена и кот смотрели по телевизору канал «Живая природа». Там в онлайн-режиме передавалась трансляция из орлиного гнезда, где мать с отцом, орлы, кормили новорожденных птенцов. Самое подходящее развлечение для хищников.
Заботливые родители приносили куски мяса, а прожорливые птенцы глотали их. Как оказалось, работники заповедника специально приготовили для семьи корзины с нарубленным мясом на высоких столбах, чтобы наземные хищники не своровали. В углу экрана периодически включалось окно, показывая орлов родителей, которые летали за мясом, словно в ресторан. Камеры с микрофонами передавали звуки леса, хлопанье крыльев, клёкот. Валентина щелкнула пультом, и экран сменился на читалку. «Лёш, смотри!» Я поднял глаза на телевизор. Какой-то документ с печатями и подписями. Буська соскочил с коленей жены с обиженным мрявом. Ну вот, на самом интересном месте. И демонстративно принялся ходить перед телевизором с задранным хвостом. «Лёшка, ты помнишь, что рассказывал мне про Демянский котел? Ну, когда мы первый раз ездили на кордон к Савельевым», — уточнила Валя. Хотя я отлично помнил ту поездку 4-летней давности. Как мы мчались по разбитой дороге от Старой Руссы в сторону Порхова на джипе егеря Савельева. Я орал слова из Урал-байкер-блюза. «Гони, Валентина, гони, у тебя зверь, а не машина, гони». Это было здорово. И хотя нынешние электромобили и квадрокоптеры мчатся в несколько раз быстрее, та поездка стала незабываемой. От ухабов, рева старенького дизеля и запаха жареной картошки, оставляемого позади нас вперемешку с пылью. Потому что Савельев заправлял машину подсолнечным маслом. Солярку найти уже непросто. В пути я Вале рассказал о боях в этих местах, о страшных месяцах зимы и лета 42-го года, и коридоре смерти, как окрестили фашисты, полоску земли шириной в несколько километров, которую армиям фон Лейба и Буша удалось прорвать в марте 42-го во время двойного наступления через деревни Рамушево и Новое Рамушево. А коридор этот шириной до 6 километров, официально названный Рамушевским, и немецкие и советские солдаты называли коридором смерти. Мы сбросили скорость и проезжали самодельные памятники войне, груды искореженного металла, разреженных снарядов и разбитой техники, собранные поисковыми отрядами за 100 лет после той войны. «Естественно, помню», — ответил я и присел рядом, включив голосовую авточиталку с экрана, но Валентина ее остановила. «Погоди, я короче изложу своими словами. Письмо я вывела просто показать, как подтверждение моих слов, что все совершенно серьезно. Ты знаешь, что моей работой сейчас является выяснение соответствия секретности запрашиваемых исторических документов уровню допуска запрашивающего?» «Догадывался, как только Самсонов сообщил о твоем переводе в архив», — произнес я. «Пришел запрос и на папке немецких документов по 16-му армейскому корпусу вермахта под командованием Буша, который осенью 41-го занял Демянск и уперся в нашей армии у Мясного Бора и западнее Валдая, совершенно истощив ресурсы». Я приподнял бровь и усилил вопросительный вид голосом. «Это очень интересно. А что, они запрашивают конкретные документы?» «Ты не понял. Историки и студенты запрашивают разрешение приехать и поработать с документами из этой папки. Я узнал, что папка есть, даже не одна, а порядка 5 ящиков с папками. Ты по-немецки понимаешь? Эти документы не оцифровывались. Что там в этих папках, никто не знает. Рапорта, переписка, радиограммы, отчеты. Зуд знает все языки, он поможет перевести. А ты хочешь меня к этому подключить? Что там конкретно секретного?» «Не знаю. Ящики засекречены вообще как документы. Превентивно, не потому что там непременно есть секреты, а потому что они там могут быть. Но до сих пор ни у кого руки не дошли разобрать и, может быть, рассекретить. Ну, я спросил у Ленчика, достаточно ли твоего допуска для такой работы. Он сказал, да. Если тебе интересно, я закажу пропуск в зал спецхрана, можешь приехать и порыться вместе с аспирантом». Я прищурился. Ленчик, генерал-лейтенант ФСО Самсонов Леонид Яковлевич, начальник Валентины. Мы уже несколько лет в довольно близких дружеских отношениях, хотя я считаю, что мы с отцом завербовали его, а он уверен, что наоборот, он завербовал меня в прошлом году, чтобы дать мне допуск работы с Блазновской нейросетью.
И вот теперь Валя хочет пустить меня в спецхран бывшего архива Центрального государственного архива Советской Армии, а ныне Центрального военного архива Российской Федерации. С чего такая забота о моем досуге? Валя, я твою кошачью хитрость вижу насквозь. Зачем тебе нужно, чтобы в свободные от дежурств дни я сидел в архиве? Она погладила себя по арбузу под майкой и сказала: срок подходит. Обычно мужья до родов и на радостях после выпивают. Я не уверена, что ты тоже предашься этой традиции, но мне спокойнее думать о тебе, если буду знать, что вместо коротания вечеров без меня с текилой или коньяком ты работаешь в архиве. Кстати, с тобой там еще сядет аспирант из МГУ Василий Петров, который пишет диссертацию по партизанскому движению в Демянском котле. Тебе это интересно? Да, мне это интересно. Я обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Но ты намного интересней. Порой мне кажется, что мы вместе живем уже вечность, и я тебя знаю до каждой клеточки, а порой ты проявляешь себя совершенно неожиданно. И мне это тоже очень нравится. В старину женихов и невест, а также мужей и жен называли суженые. Не в том смысле, что они узкие, а от судьбы, сужденные друг другу, назначенные судьбой. Согласна? Валентина кивнула, и вдруг милое лицо ее сморщилось, и она его спрятала у меня на груди. Да, я это сразу поняла, Лешка, сразу. Ты не понимаешь, но я безумно боялась, что ты исчезнешь после того дежурства. Поэтому, уезжая к себе на оперативку, она произнесла немыслимую фразу без всякого подтекста и намека. Когда вернусь, я хочу увидеть тебя в моей постели. Вот так, ни в квартире, ни в жизни. Четко и без инотолкований. А я в тот момент хотел того же. И потом тоже. Мы на том дежурстве, после встречи с бандитами, словно срослись в единый организм. Прошло уже 5 без малого лет, а память возрождает наши чувства, будто все происходило лишь вчера. Мы не часто говорим друг другу о любви, это не позволяет девальвироваться значению этого слова, но не ленимся проявлять свои отношения комплиментами, лаской и нежностью. Любовь — великое чувство, и не должно мусолиться в повседневности, покрываясь бытовой пылью. Фраза «я тебя люблю» — это как молитва или заклинание, ключ, открывающий душу навстречу любимому человеку, код от сейфа. Но мы же не твердим коды его каждый день вслух. Эта фраза — генератор комплементарности душ, объединяющий фактор. Ее нельзя превращать в разменную монету, снижая ценность, девальвировать до банальности. И мы оба уверены, нельзя требовать друг от друга говорить это. Для истинного отношения любящих это смертельно. «Так что насчет архива?» — спросил Валя. «Я с удовольствием готов покопаться в документах. Будет о чем в отпуске поговорить с Савельевым предметно. Хотя егерь Савельев, фанат исторических реконструкций событий Великой Отечественной войны в тех краях, говорил мне, что партизаны там действовали очень отчаянно и много проводили диверсий и собирали разведданные. Конкретно, в самом котле работала 3-я партизанская бригада, за которой немцы охотились от Демянска до Залучья и Старой Руссы. Территория котла, на первый взгляд, невелика, болот много, а сухих участков мало. И Савельев все-таки лучше знает места западнее Залучья, окрестности Холма, Торопца и Порхова, где располагались армии под командованием фон Лейба. Историк же собирается порыться в материалах, касающихся 16-го армейского корпуса, а это уже сам Демянск и окружающие его земли с деревнями. Надо познакомиться с аспирантом. Но почему его так заинтересовала именно 3-я партизанская бригада? Но я спросил Валю, поддерживая тему о скорых родах. Ты следишь за сроком? Сколько тебе еще дома сидеть? Месяц-полтора примерно, может чуть меньше, на пару недель. Валя повернулась к экрану. Ты будешь слушать письмо? Зачем? Ты все важное уже сказала. Завтра у меня сутки, а послезавтра я приеду к тебе на работу. Пропуск заказывай. Я почувствовал, что жена еще что-то не договаривает.
Давай, выкладывай все. Что скрываешь? Валентина ждала этого вопроса. Понимаешь, Леша, я очень надеюсь, что кроме аспиранта приедет его научный руководитель, и я хочу, чтобы ты с ним познакомился. Если приедет, познакомлюсь. Это я могу. А что в нем особенного? Дело в том, что это мой отец, профессор кафедры истории МГУ. Если познакомишься с ним, то мне интересно будет узнать твое мнение об этом человеке. Она явно волновалась. Лукавства в ее словах и лице я не заметил. Интересно. Вот так, значит, начнется знакомство с ее родителями, для начала с половиной семьи. Любопытно, а как они живут, не зная ничего о дочери? Неужели не интересовались совсем? Вот еще почему она так хочет, чтобы я занялся архивной работой. А если он не приедет? Она пожала плечами, молчала, глаза ее стали грустными. Валя редко плачет. Я за годы семейной жизни могу по пальцам пересчитать моменты, когда видел ее слезы. Мне иногда до боли в груди, до слез хочется, чтобы они узнали, как я живу и кто я на самом деле. Но, во-первых, я не могу им рассказать всей правды. Во-вторых, я не представляю, как они будут просить прощения. Потому что просто так спустить на тормозах такие обиды невозможно. Даже от родителей, тем более от родителей. За годы совместной жизни мы неплохо узнали друг друга. Но разговор о ее родителях заходил всего лишь третий раз за это время. Валя необычным образом сочетала железную волю и женственность. Когда я однажды пытался найти метафору для моей жены, то лучшего слова, чем веник, пучок гибких и мягких стеблей, я найти не смог. Ее можно гнуть, но невозможно сломать. И все это облечено в невероятно красивую оболочку, приправленной игривостью и кошачьей грацией. Да, тема серьезная. Значит, если Петров приедет один, мне нужно каким-то образом вынудить его призвать в архив научного руководителя. Задача ясна, но будем действовать шаг за шагом. Спешка вредит любому делу. Для начала я подготовлюсь к теме разговоров. Итак, что происходило весной, летом, осенью 1942 года на территории между поселком, городом Демянск и рекой Полометь? И как эти события отражены в немецких документах? Да, неплохо бы и с нашими документами ознакомиться. Что пишут современники об этом времени и этом месте? Я перевел телевизор в режим монитора с компьютера и сказал: «Привет, Алиса». Дождался, пока бот отзовется обычным приветствием. «Здравствуйте, Алексей. Что вы ищете?» «Алиса, собери мне все, что есть в открытом доступе о Демянском котле. Период март 1942 по ноябрь 1942. Обрати внимание на действия 3-й Ленинградской партизанской бригады». Алиса закрутила на экране синие песочные часы. Валентина тихо покошачьи удалилась. Пуська-кот остался со мной. Он залез на спинку дивана, оттуда переполз на мою шею, свесил лапы и замурчал в ухо. При этом его когтистые пальцы шевелились, будто массировали воздух. Алиса закончила верчение часов и выложила на экран с десяток сайтов в различных соцсетях. «Вот что я нашла». «Коротко своими словами перескажи», — приказал я. Разбираться в ссылках мне не хотелось. Пару секунд верчение часов, и прозвучал доклад. 10-я, 34-я, 3-я ударные армии РККА осенью 41-го года замкнули кольцо вокруг 16-го армейского корпуса вермахта под командованием генерала-полковника Эрнста Буша. К марту 1942 года совместными усилиями группы армий «Север», фон Лейба и 16-го корпуса немцам удалось пробить коридор в районе деревень Рамушево и Новое Рамушево шириной от 4 до 6 километров и организовать боевое охранение с севера от 34-й армии, с юга от 3-й ударной. После немецкого контрнаступления и прорыва кольца немцы по Рамушевскому коридору вывозили раненых и производили частичную ротацию войск в котле. В день осуществлялось до 3000 авиарейсов транспортной авиации и бомбардировщиков в котел и обратно.
мае-июне 42-го в районе деревень Алешонка, Мелеча и Чичилова вела бои и попала в окружение 183-я стрелковой дивизии РККА. Она была ослаблена предыдущими боями, осталась без поддержки, кончились боеприпасы. Дивизия пыталась пробиться на север, но ввиду сложности местности, перекрытия всех возможных сухопутных путей немецкими заслонами, в плену оказались больше 500 солдат и офицеров. Около деревень Починок, Калиты, осенью 42-го были организованы концлагеря, где и содержались советские военнопленные. Кое-что из этого я уже знал, например, о Рамушевском коридоре. Перерезать его снова нашим армиям не удалось до весны 43-го, когда Буш начал уводить остатки корпуса из котла, и наши войска шли за ними по опустошенным территориям и выжженным деревням. И известно ли что-то о действиях партизан по освобождению этих пленных? Я не то чтобы отрицал, будто в СССР во время войны к нашим пленным было отношение как к предателям, всяко бывало. Но скорее понимал, что в основном торжествовал здравый смысл, что любого человека можно рано или поздно сломать, но если ему дать шанс, он постарается искупить свою слабость. А тех, кто не ломался, немцы убивали в первую очередь. Поэтому, кто побывал в плену и вырвался, тщательно проверяли, вполне могли отправить в наш лагерь. Иногда за дело, иногда на всякий случай, потому что проверить и убедиться в честности бывшего пленного не удавалось. Обстоятельства войны не позволяли благодушествовать и верить на слово. В архивах РГВА, бывшего ЦГАСа, документов о таких операциях партизан, а в частности 3-й Ленинградской бригады нет. Нет ничего и о лагерях возле деревень Починок и Калиты. Ясен пень, если немцы перед отступлением зачистили лагеря, то ничего о них и нет. Как говорили в те годы, нет человека, нет проблемы. А если людей несколько сотен, какая разница? Тогда понятно, почему аспирант хочет покопаться в архивах 16-го АК Вермахта. Там такие материалы наверняка сохранились. Судьба остатков 183-й дивизии, тема его диссертации или деятельность партизан? Не помню. Что Валь сказала? Да, его тема диссера-партизаны. А могли они освободить пленных и пополниться из их состава, если успели это сделать до зимы? Алис, поищи отчеты в поисковых отрядах в районе деревень Калиты и Починок. Есть такие? Да, есть. Видеоотчеты Демянского отряда «Память» и Старорусского отряда «Победа». Они работали и вели раскопки в указанных местах в конце 90-х и начале 2000-х. Также там работали черные копатели. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного использования взрывчатых веществ. Так группа в составе: Вернера Карла, Прямякова Сергея, Иванова Ильи, Коротича Максима, подняла с дна реки Полометь 33 винтовки Мосина, больше 1000 патронов и выстрелов к минометам, 3 пулемета Дегтярева, 1 МГ-34, пистолеты Вальтер-38 и ТТ, 2 револьвера Нагана. Арестованы они в 2004 с уликами. Все участники группы осуждены на 3, 5, 7 и 7 лет. Вменен факт сокрытия найденного оружия с целью реставрации и перепродажи. А что это за Вернер? Немец? Карл Иоганн Вернер, 1970 года рождения, ГДР. Его дед, Макс фон Вернер, лейтенант вермахта 123-го батальона связи, был ранен в Демянском котле. До конца войны служил в тыловых частях вермахта в районе городка Клингенталь. После войны вступил в Компартию ГДР. До смерти от инфаркта в 90-м году служил в магистрате Клингенталя. Его сын Иоганн перебежал в Западный Берлин в 50-х, а внук от дочери Марты, Карл Вернер, предприниматель, владелец фирмы по производству больничной мебели, организовал на свои деньги экспедицию в район деревень Починок и Калиты в 2005, 2006 и 2007 годах. Последняя экспедиция 2007 года закончилась арестом группы Вернера на квартире Коротича в Новгороде. А они сейчас живы, эти парни?
Алиса опять включила часики. Вот что я нашла. Прямяков Сергей погиб в колонии в 2005-м. Иванов Илья пропал без вести в 2017 году на территории бывшей Украины. В его отношении возбуждены уголовные дела по подозрению в торговле оружием с террористами. Максим Коротич освобожден в 2010-м по УДО. После снятия судимости в 2017-м поступил и в 2021-м окончил юридический факультет. Сейчас служит адвокатом. Ему 62 года, живет в Великом Новгороде, член коллегии адвокатов Северо-Запад. Карл Вернер после освобождения в 2012 по УДО вернулся в Германию, закрыл свою фирму и со всей семьей переехал в Россию. Сейчас живет в городе Старая Русса, пенсионер. Он еще жив? По данным госуслуг, да, ему 80 лет. А вот это сюрприз. 2 поисковика-нелегала еще живы. А зачем немец перся в починок? Ясно, что с подачи деда, бывшего лейтенанта. То есть Макс Вернер что-то такое рассказал внуку, что тот вложил немалые деньги в экспедицию. 3 года подряд. Он что-то искал, а парни им нанятые, видимо, нашли свой хабар и на его продаже попались. Вряд ли немцу было нужно старое оружие. Он 15 лет после смерти деда копил деньги, потом 3 года ездил в болото под Демянском комаров кормить. Странный поступок. А сколько ему было? 35. Нормальный возраст. «Зуд!» — позвал я свой киберсьют, стоявший на зарядной станции. «Проснись, Соня!» «Киберсистемы никогда не спят!» — ворчливо отозвался костюм. «Под что тревожишь?» «Соедини меня с Самсоновым. Нет, отправь ему сообщение. Леонид, привет, надо поговорить, отзовись, когда сможешь». «Сделано. Какие еще будут повеления?» «Разыщи всю информацию по пенсионеру Карлу Вернеру, проживающему в городе Старая Русса, и адвокату Максиму Коротичу из Новгорода, члену коллегии. Что именно нужно? Все. Адреса, телефоны, дети, любовницы, домашние животные, хобби, чем они занимаются в отпусках. Мне нужно знать об этих людях все, что есть в открытом доступе, понял?» Что-то этих людей манит именно в те места. Не случайно они поселились достаточно близко, чтобы их визиты туда не казались странными. Что же они искали и ищут? А что спрашивать Самсонова? Ну, попросить его о том же, о чем я дал задание Зуду? Если я буду встречаться с Вернером, то какую легенду использовать? Я журналист, пишу статью о европейцах-переселенцах в Россию. Неплохая, но надо еще подумать, чем я смогу расположить к откровенности старика-немца. Журналист он вряд ли расскажет о том, что за тайну хранил его дед. Может быть, дед Макс что-то спрятал там во время войны, и внучек искал деда вклад? Дадим волю фантазии. Немцы грабили все и всех, куда приходили. Допустим, что лейтенант Макс что-то очень ценное раздобыл к моменту своего попадания в Демянский котел, и, поняв, что не сможет это что-то безопасно вынести, это ценное спрятал там, где-то у деревни Починок, где был ранен, в надежде забрать потом. Перед смертью он рассказал об этом внуку Карлу, и тот 15 лет готовил экспедицию, чтобы достать этот клад. Версия? Вполне возможная. Что мог добыть лейтенант Вернер? Наиболее вероятно церковный утварь, серебро или золото. Иконы? Может быть, банально, даже пошло. Может быть, представиться ему сотрудником спецслужб. Самсонов сделает мне бумажку, вернее карточку внештатного агента. Нет, это тоже на крайний случай. Что еще можно? Мне нужно войти в доверие, лучше познакомиться и сдружиться с кем-то из его родных. Случайно, как бы случайно. Так, значит, надо лететь в Старую Руссу. В областные центры вокруг столицы пустили скоростные поезда «Халзаны», так что сейчас до Рязани, Новгорода или Пскова можно доехать за час. Но сперва нужно добраться до вокзала и сесть на поезд, который отходит раз в 3 часа. Так что, как ни крути, а на любую поездку придется затратить день. Завод «Москвич» с начала этого года начал выпуск воздушных такси.
4- и 6-местные гексакоптеры, а также автоматических дронов для скорой. В новостях сообщили, что все такси запрограммированы под междугородние полеты в соседние областные центры. Цены дороже, чем на самолет, но площадки HT внутри и вокруг МКАД, у станции метро и на каждой не меньше десятка летающих робокаров. Я припомнил мой перелет на грузовике Почты России в прошлом году. Время не стоит. Тогда еще не было такси-леталок, теперь есть. Быстро и безопасно. Ага, ракетой ПВО в брюхо, близ местечка Волод, я чуть не получил. Спасибо Зуду за то, что среагировал и нырнул под опоры ЛЭП. Зуд. Леша, звонит Самсонов, возьмешь? Конечно, завопил я. Привет, товарищ генерал-лейтенант. Вольно. Докладывай, я слушаю. Самсонов в своем репертуаре. Ленчик, не козыряйте нами, я внештатник. Есть информация, но требующая еще данных. Можешь помочь? Я же говорю, докладывай. Ты в истории Великой Отечественной глубоко разбираешься? В рамках курса военной истории, не стал набивать себе цену Самсонов. Тогда коротко, вот 2 факта, точнее 3. Я принялся тараторить, по возможности связано. Первое. Аспирант кафедры истории МГУ просит ознакомления с военными архивами 16-го армейского корпуса Вермахта. Напомню, это армия, оказавшаяся в Демянском котле. Его тема — партизанское движение в этом районе. Второе. В начале 2000-х группа черных копателей 3 года подряд ездила на берег реки Полометь под деревню Починок и что-то там упорно искала, пока их не взяли на торговлю оружием. Причем группу нанял сын немецкого офицера, воевавшего в 42-м именно в этих местах. В-третьих, Зуд мне тут просигналил, что, попытавшись найти данные по пленным из концлагерей у деревень Калиты и Починок, уровень секретности выше моего допуска. Спасибо тебе, что хоть и такой есть. Вот, ты можешь узнать, что там такого секретного может быть в истерзанной и погибшей стрелковой дивизии РКК номер 183? Я тебя понял, ровно ответил Самсонов. Я записал все. Да, любопытные факты. Тебе просто интересно? Интуиция, Ленчик. Мне кажется, что немец что-то скрывает и очень важное. Вот, просто интуиция. Если я не прав, раскаюсь и посыплю голову пеплом. Попробую узнать, зачем Карл Вернер поселился в Старой Руси. Не в Ставрополье, не в Сибири или на Байкале, а в этих питомниках комаров и лосиных мух. Ну ясно, после отсидки он продолжал искать что-то. Хорошо, я узнаю. Ты в Блазново давно был? 2 недели назад. Работа идет. Дума-2 справляется? Жалоб от нардепов нет. Генерация законов идет без скандалов. Обсуждает, принимает, вносит поправки. Ты знаешь, что недавно заявили? Любопытно. Что вся законодательная база плавно смещается к социалистической форме управления в России. Нейросеть плавно подталкивает законодателей к национализации всех крупных производств и ресурсных организаций, забирая контрольные пакеты. «Какую оценку этому дают?» — осведомился я. «Никакой, просто констатация. Они еще думают, как это оценить. А ты что скажешь? Твои ведь алгоритмы». «Дело не в алгоритмах, Леонид. Это нормальный эволюционный процесс любой системы. Симбиоз в обществе может быть основан на социалистической системе. Так ему обеспечена максимальная устойчивость. Я просто смоделировал основные алгоритмы живого многоклеточного организма. Я взял не человеческий организм в качестве примера, и даже не млекопитающего, чтоб ты не думал. Знаешь, медузу Физалия физалис, португальский кораблик. Это не организм, это колония разных организмов, симбионтов. Она может разобраться на части, если будет нужно, и снова собраться. Вот сейчас идет процесс сборки и укрепления. К нам активно присоединяются разные народы и страны. Поэтому у нас есть всего понемногу и частный капитал, и государственный, и единая система контроля, как структура иммунитета. Есть и стрекательные железы, армия. И что важно, наш образ социального устройства подходит нашим друзьям, соседям, и не только соседям.
Так к нам приклеилась Сербия, Венесуэла, Куба. Готовится Никарагуа, Молдавия. Ладно, я тебя понял. Если нардепы спросят, скажу, для нейросети вы все части большой медузы под названием Россия. Леня, не надо с ним шутить. Дураки шуток не понимают. Как показывает статистика, умные люди в нардеп не стремятся. Им других забот хватает. Основная масса законодателей — невежественные демагоги. Понял тебя. Свяжусь, когда узнаю. Ну что ж, мне можно связаться с адвокатом. Парню в то время было 18. Думаю, раз судимость давно снята, и он стал законником и законопослушным. Наверное, это хорошая идея. А не позвонить ли мне ему? Представиться как историк-любитель. Мол, вот заинтересовался этим периодом войны, узнал, что Максим копал в тех местах. Хочу посоветоваться. Послушаем, что скажет и как отреагирует на вопросы. Зуд, найди новгородского адвоката Максима Коротича. Телефон, адрес. А все детали тоже нужны? Пока мне, телефона хватит. Давай ему позвоним. Еще не поздно. Надеюсь, он не спит. Адвокат снял трубку. Видно, что его не удивляют звонки с незнакомых номеров. Теперь важно, чтобы он не принял меня за спамера или мошенника. Я представился, адвокат говорил и отвечал спокойно. Наверняка он уже видит мое официальное досье, привязанное к номеру телефона сети «Русь». Слушал практически и не задавал вопросов. Я объяснил ему, что историк-любитель случайно узнал, что в юности Максим занимался поиском, но решил не раздражать его негативными сведениями из доступной биографии. И сразу задал ключевой вопрос. «Максим, вы с Карлом Вернером вели раскопки в районе деревни Починок. Скажите, вы просто искали, что найдется, или Вернеру было нужно что-то конкретное?» Коротич взял довольно долгую паузу, затем сказал. «Это не телефонный разговор, Алексей. Если хотите, давайте встретимся. Но у меня немного времени для порожняка, как говорят блатные. Поэтому, если вы хотите установить то дело, то вам придется приехать ко мне, а потом и к Карлу. Дело это древнее». Я понял, что больше он мне не скажет. Попрощался, пообещал позвонить и договориться о встрече. Интересно, девки пляшут. Вот привязалась поговорка. Теперь я не успокоюсь. Терпеть не могу тайн, особенно старых. Нужно составить план встреч. Послезавтра я в архиве знакомлюсь с аспирантом. Возможно, прямо оттуда вылетаю в Новгород и встречаюсь с адвокатом Коротичем. Переночую в древнем городе и утром налегке вылечу в Старую Руссу. К тому времени Самсонов что-нибудь накопает, и я смогу уже сложить часть головоломки. Валентина спустилась со второго этажа с соленым огурцом в кулаке. «Какие хорошие огурчики ты привез! Это кто-то сам солит?» «Жена моего коллеги с подстанции. Помнишь Петю?» Валентина кивнула. «У них дача, и каждый год они закрывают несколько десятков банок с огурцами, помидорами и прочими овощами. Вот Петя угощает. Это их прошлогодний урожай. Я передам, что ты оценила». Она смотрела на экран, где продолжали висеть фотографии черных копателей. «Тебе уже что-то удалось разузнать?» «Пока больше вопросов». Я усадил ее рядом. «Но ты молодец. С этим письмом из МГУ ты попал в самую точку. Во всяком случае, я ассоциативно набрел на интересную загадку. Чтобы получить ответы, я загнул 2 пальца. Через 2 дня на 3-й полечу в Новгород. Там надо переговорить с одним адвокатом. К счастью, он согласился встретиться без капризов». «Это хорошо». Валентина вгрызлась в огурец, как кролик в морковку, передними резцами. «А Леня что сказал? Я слышала его голос». «Обещал разузнать, что искали черные копатели в начале 2000-х в тех местах, которыми интересуется твой аспирант». «Он такой же мой, как и твой. Ты за этими загадками про папу моего не забудь». «Конечно, не забуду». Я обнял и поцеловал ее в висок. «Будем что-нибудь смотреть или спать пойдем?» «Пойдем». Я погладил ее по животу.
Архив. Самсонов прислал информацию во время дежурства. Костюм все принял. Как обычно, зуд стоял в комнате отдыха врачей, подключенной к розетке, рядом с костюмами других врачей. Релаксировал, общаясь по сети со своей любовью, Дианой. И принимал все сообщения, предназначенные для меня, которые и выкладывал, когда я заезжал на подстанцию для ППП, передохнуть, поесть, помыться. Для зуда не существует проблем со связью. Он подключается к любой сети, вскрывает ключи и протоколы, а если нет рядом никаких сетевых входов, то он по радио на цифровом участке любительских диапазонов соединяется с сервером центра связи в доме в Нахабино. Поэтому, когда я ему даю задание связаться с тем-то и с тем-то, или переслать кому-то сообщение, я знаю наверняка, он это сделает. Какие бы ни были помехи, но зуд обязательно найдет способ отправить сообщение. Весна, как и осень, сезон максимальных обращений городских жителей к скорой помощи. На подстанцию выделили несколько автоматических летающих санитарных машин, гексакоптеров, с местами только для больного и медиков. Летающие гробы от завода «Москвич», как их сразу окрестили наши водители, начали выдавать нам с 1 января по одному каждый месяц. Формой напоминает фасоль. Все очень удобно, кроме одного. Работая в одиночестве, поговорить вообще не с кем. Время полета намного короче поездки по дорогам, так что и подремать не удается. Компоновка мест необычная. Передняя развернута косилком справа и спиной по ходу движения, а задняя слева и у ног больного, чтобы тот был под правую руку медика. И все оборудование легко доступно. Вроде бы все продумано, но нужно время, чтобы привыкнуть. Московское правительство лихорадочно, лучше слова не подобрать, готовило посадочные площадки для служебных леталок скорой, МЧС и полиции, жестоко наказывая всех автолюбителей, паркующих на этих местах во дворах свои автомобили. Правда, довольно быстро начали эти квадраты с нарисованной буквой «H» огораживать сетчатыми заборами с автоматикой, синхронизирующейся с прилетевшей машиной. Стало намного меньше бессмысленных вызовов от скучающих ипохондриков, которым показалось, что стало плохо. Все чаще вызывал не сам человек или член семьи больного, а система, умный дом или домашний доктор, который определил состояние подопечного как неотложное. И вот неожиданность. Вызов от старика, потерявшего или сломавшего пульт от домашнего доктора или умного дома, стал считаться обоснованным. Ну, случилось. Что ж теперь? На центральной станции появился отдел механиков-наладчиков, которые обслуживают домашнюю медицинскую автоматику и вылетают тоже на машинах скорой. Производители пультов вспомнили старинную уловку. Брелки для ключей, отзывающиеся на свист. Устройства стали устанавливать в пульты. Все в стране изменилось. Мне всего 33, но я уже как старик вспоминаю прошлое и сожалею о нем. Оно не лучше настоящего, но я представляю, что нас ждет в будущем, и предчувствие это меня не радует. Хотя бы потому, что власть упорно по-прежнему поворачивает воспитание населения в сторону потребительства, а не социальной ответственности, которую я заложил в основу алгоритмов Блазновской нейросети Дума-2, то есть идет по пути наименьшего сопротивления. Невежественным потребителем управлять легче, чем образованным человеком. Нас же убеждает, что все будет хорошо и даже лучше. Технологии развиваются, войны почти сошли на нет. Закон о рекламе сократил размеры вставок в телепрограммы и запретил в одном блоке показывать одну и ту же рекламу больше одного раза. Террористы, конечно, шалят и будут шалить, убивая гражданских и устраивая разные диверсии. Это процесс естественный, как спазмы в кишечнике или кожный зуд. Почесал, все прошло. Ведь всем нужно работать, спецслужбам тоже. Вот и все пределы. Страна, как обычно, в кольце врагов, ослабевших экономически, оттого и особенно озлобленных. К счастью, их ненависти хватает только на вредительство и диверсии. Тотальный контроль за населением неуклонно нарастает. Общество не возмущается нисколько, потому что контролер не человек, а нейросеть,
который не ищет выгоды и не диктует людям, как жить, а только советует и предупреждает, чего делать не надо, чтобы не нарушать закон. Женщинам не стыдно понимать, что какой-то искусственный интеллект видит их неглиже, когда переодевается. Мужчинам на кухне, обсуждающим политическую обстановку в стране и в мире, наплевать, что их беседа слушается тоже не человеком и, конечно, подвергается анализу. Поэтому не удивляет уже людей, что иногда приходит сообщение: «Ваши рассуждения очень интересны, благодарю вас за подсказку возможного решения общественных проблем». Или «Ваше высказывание носит противозаконный характер, поэтому рекомендую вам пересмотреть свои жизненные позиции, чтобы избежать возможного преступления по статьям. Ваш персональный адвокат». И человек имеет шанс задуматься, трезво оценить свои высказывания и взгляды. Огромное число различных правонарушений уже не случилось благодаря таким простым мерам. Я понимаю, главное, рано или поздно кто-то этот контроль попытается перехватить и превратить в тотальное управление людьми. Я не знаю, когда и как это случится, но не надо быть гением, чтобы понимать, раз есть соблазн, то обязательно появится и соблазнившийся. Я это объяснял Самсонову, главному охраннику страны, потому что именно ему и его управлению поручен контроль безопасности нейросетей, который работает с нашими законотворцами. Пока шеф управления Самсонов, я спокоен. Он не претенциозный человек, имея возможность перехватить все нити управления в стране, он этого никогда не сделает. Но он не вечен, ему 50, он не лишен пороков и пристрастий, как любой живой человек. И как любил шутить отец на тему старинной мудрости: кто учил учителя, он повторял, кто убережет охранника. Конечно, у него есть своя охрана, ее не видно, он высокий профессионал в безопасности. Но ничто не вечно под луной. К сожалению, традиционно в политику идут не слишком умные люди. Это правда. Амбициозные демагоги, которым на самом деле наплевать на тот народ, от имени и ради которого они выступают, составляют большую часть политиков. И это, как говорят в медицине, вариант нормы. Среди горлопанов и демагогов есть малое число действительно умных аналитиков и экспертов, которые предпочитают оставаться в тени публичных клоунов. Как характеризовал этих людей мой отец? Порядочному и умному человеку некогда тратить время на заседаниях и обсуждениях. Ему нет дела до славы и известности, тогда как закон политических игр требует медийности, выступлений. На самом деле реально в стране управляют всем люди, о которых мало кто знает, и они не стремятся быть публичными. Это чиновники разных статусов, члены правящей партии. В начале века они создали ее и умело лавируют между проблемами и запросами обществ. Отобрав власть у олигархов, они ее как морковку перед осликом несут, таким образом управляя экономикой. Сейчас часть функций контроля отдали искусственному интеллекту. Ему вообще много что отдали. Например, медицину. Моя профессия, как искусство врачевания, медленно умирает, как и некоторые другие превращаются в ремесло. Отдаются автоматике. Только скорую роботами не заменишь. Я думаю, это просто один из витков на траектории спирали эволюции общества. Мы спустимся до нижайшего уровня, поймем свои ошибки и примемся их исправлять с учетом наработанного опыта. А это неминуемо приведет к потерям в человеческом ресурсе. Так что ж, это естественный процесс эволюционной теории, который определяет любую систему как живой организм, даже если он не биологический. Человечеству отводится роль биобалласта, жрущего и размножающегося, в котором лишь небольшая часть наиболее творчески заточенных людей продолжает разрабатывать новые системы, новые алгоритмы, ищет новые технологии. И пока эту творческую функцию не пытается передать искусственному интеллекту, мы будем существовать как человечество, а главное — развиваться. Именно попытаются отдать. Я знаю, что создать алгоритм творческого начала невозможно. Это всегда будет лишь перебор уже известных методик, даже если их будут миллиарды, это всегда будет ограниченное число, а значит,
Каким бы умным ни был искусственный интеллект, он всегда будет ходить по кругу, не имея возможности вырваться за однажды обозначенные границы возможного. Искусственный интеллект не может прийти к выводу, если этот вывод не заложен как вариант в алгоритмах решений задач. Все творчество киберразума — этот перебор имеющихся решений, и только их широкий выбор создает впечатление гениальности. Но как бы ни был он широк, этот выбор, он всегда ограничен. Ничего нового, кроме как подобрать забытое старое, искусственный интеллект создать не может. А главное, потому что методы решения задач создать может только человеческий разум, способный выбираться за границы отведенного пространства, заложенного в нейросеть. Настоящее открытие — это, как правило, обнаружение взаимозависимости и связей обнаруженных явлений, и всегда зависит от ранее совершенных открытий. Как ступени в скале, их рубит скалолаз, поднимаясь все выше и выше, и открывает новые свойства материала, в котором рубит, используя накопленные знания и опыт. Нейросеть, наткнувшись на препятствие в решении, не ищет способ его преодолеть, а только способ обойти, а это не всегда возможно. Суточное дежурство можно сравнить с медитацией, если бы не накапливающаяся физическая усталость, но она тоже доставляет удовольствие. Несмотря на рутинность моей работы, я ей наслаждаюсь, и каждый раз воспринимаю не как формальность слова благодарности от пациентов и родственников. Рутина начала доставлять удовольствие. Мне это нужно для сохранения душевного комфорта. Сутки через трое, иногда ежедневная работа в кабинете старшего врача, разбирая вызовы и жалобы. Беседы с молодыми специалистами, тренинги на выход из строя диагностической или лечебной аппаратуры. Все это моя профессиональная радость. Разбить группу новых медиков на пары и заставлять их осматривать друг друга, отрабатывая такую древнюю медицинскую науку, как пропедевтика, то есть правила и методы осмотра пациента. Когда молодые обычно спрашивают: «Алексей Максимович, ну зачем нам это? Ведь есть ДК, он получает объективную информацию, его диагнозы безошибочны. Для чего вы нас заставляете осматривать больного руками и глазами?» Для того, дорогие мои неофиты, что вы, раз уж избрали профессию лекаря, должны уметь обходиться только руками и глазами, потому что техника, в отличие от вас, имеет свойство ломаться. Еще помните, врач не имеет права быть дураком, невеждой, чего-то не знать и не понимать. Вы же не хотите стать обезьянами с чемоданом? Или я не прав? То, что вам сейчас поручена не слишком сложная работа, не означает, что вы можете обленить свой мозг. Вам эти годы нужны для выбора дальнейшего развития. Помните главное, у врача глаза не только на лице, но и на руках. Спрашивайте пальцами организм, и он вам ответит. Температурой, напряжением мышц, влажностью кожи. Взаимодействуйте с больным, спрашивайте, слушайте, сопоставляйте. Обнаруженные симптомы, и вы получите невыразимое удовольствие, родив предварительный диагноз. Потом вы возьмете анализы, результаты инструментальных исследований, и произойдет чудо. Родится клинический диагноз, который уже в микронах от окончательного. Неофиты обычно внимали моим словам с выражением восторженного опьянения от осознания своих возможностей. Мой друг, например, мечтал, отработав по распределению, получить ординатуру по хирургии. Я выбрал работу управленца и системщика. Так что, несмотря на такие крайние формы медицинского искусства, как в старину называли нашу профессию, нам всем нужно максимально глубоко разбираться во всех науках, включая философию и физику, не считая механических навыков рукоделия, то есть оперативной хирургии, хотя бы в объеме первой помощи. И опять уже я наслаждался тем, как эти, по сути, еще совсем незрелые граждане-специалисты слушают меня. Приятно сознавать, что вот эти развивающиеся молекулы получают частичку моей любви к профессии. В их глазах читался азарт ожидания самостоятельной работы. Все будет. Все вы увидите, ощутите на себе, и очень скоро вы начнете испытывать совсем не удовольствие от дежурств. Вас начнет тошнить от стонущих и жалующихся,
вы будете изнывать от жары и пота, и, возвращаясь с вызовов для пополнения медицинских комплексов, будете мчаться в душ, стараясь получить наслаждение за отведенные полчаса. Вы станете рассказывать родным и друзьям о глупых пациентах, об их странных поступках, но потом успокоитесь и поймете, такова жизнь и профессия, и нужно делать новый шаг. Дальше или в сторону, потому что больше в этом состоянии оставаться у вас не будет душевных сил. Конечно, ничего этого я им не говорил. Я не имею права разрушать мечту этих детей. Каждый человек имеет права на мечту. Без мечты он не человек, а животное, которое мечтает только о самых простых удовольствиях. Пожрать, совокупиться, если получится продлить потомство. А людям дано свыше мечтать за пределами своих возможностей, например, о звездах, о новых планетах, о том, чтобы обойти всю Землю, о преодолении этих своих возможностей физических и умственных. Еще полвека назад большинство людей не мечтало о том, что имеет и может сейчас. Многоклеточное общество обычно заинтересовано в сужении возможностей своих клеток, ограничивая их в обязанностях и правах, сводя функции к ограниченному набору. Рабочий, инженер, управленец, максимально оседлый, оптимально творческий, оставив меньшинству немного творческой работы. Но люди не клетки, им свойственно все время хотеть чего-то особенного. Вот они пытаются периодически вырваться из рамок, в которые их загоняет общество. Меняет место обитания, вид деятельности, старается преодолеть границы отпущенных им природой и социальной средой возможностей. Мне повезло, я был создан уже с преодолением. Мои создатели заложили в меня чуть больше возможностей, чем у обычных людей. Чуть-чуть. Несколько процентов. Создан, чтобы быть уничтоженным, как только будет доказан успех эксперимента. Почему? Потому что страшно. Обычному человеку всегда страшно осознавать, что есть кто-то с исключительными, необычными и, что важно, непредсказуемыми свойствами. И если есть возможность этого исключительного удавить в младенчестве, пока эти способности как-то не проявились, то обычный человек постарается это сделать. Так погибли 9 моих братьев и сестер, а мне повезло. Наш убийца пал от руки моего отца за мгновение до моей смерти. Чего боялась профессор-генетик Эльвира Вашкевич? Думаю, не нас, а своих кураторов, которые ее обязали выполнить условия эксперимента. Как любой врач, ученый, она наверняка хотела бы сохранить нас и наблюдать, изучать как лабораторных крыс. Но ей ограничили возможности. Эксперимент на этом этапе должен был стать острым, то есть закончиться умерщвлением подопытных животных. Я никаких экстраординарных свойств за собой не замечаю. Как по мне, так обычный человек. Не двигаю предметов мыслью, не поджигаю их взглядом, не умею летать, не знаю сотни языков и вообще ничем не отличаюсь от всех других. Может быть, чуть быстрее запоминаю информацию, неплохо владею математическим анализом и системным программированием, почти не болею простудными заболеваниями. Но я уверен, за это спасибо моим родителям, закалявшим меня и тренировавшим, а не проекту «Вектор», по которому в моем генотипе оказалось несколько добавленных генов. Может быть, из меня и вышел бы универсальный солдат, но не сложилось. Я оказался в обычной семье обычного офицера российского спецназа и учительницы русского языка и литературы, которые постарались хорошо натренировать меня и воспитать в культуре русского языка. Сутки наконец закончились. Я отчитался на утренней конференции. Обычное дежурство, обычные люди, 3 госпитализации. Один случай, на мой взгляд, довольно интересный. Так бывает, когда вызывает приезжий человек. Не мигрант, не переселенец, у которого еще нет никаких документов, кроме карточки с видом на жительство, а обычный турист. ДК не может получить о нем никаких данных. Не во всех странах есть такая система, как в России. Человек впервые приехал в Россию, молодой человек, еще мальчик, ему 18, и вдруг начались сильные боли в животе. Вот для чего нужен врач при чемоданах. Я поставил отметки в ДК, первичный осмотр и приезжий. На опрос понадобилось почти полчаса. Осмотр, включая инструментальный, еще полчаса.
Появились данные, и ДК выбрал наиболее вероятный. Кишечная непроходимость, чуть ниже вероятность, острый аппендицит, атипичное расположение отростка. Когда я набрал свой диагноз, ДК замер на 5 минут. Связывался с главной базой ФОМСа. Наконец принял. Да, вероятность периодической армянской болезни, 90%. Следующим запросом я опять поставил в тупик программу госпитализации. На экран вышла надпись: амилоидоз кишечника не относится к заболеваниям, требующим стационарного лечения. Однако я уверен, что госпитализировать парня необходимо, и не с липовым аппендицитом, за которым мне больничные хирурги пришлют штраф и накажут под станцию. Как я узнал, это был не первый спазм и болевой приступ в его жизни, но там, где он жил раньше, ему ни разу не довелось обратиться к врачу и получить документ о своей болезни. Его родные поили его каким-то отваром, и боль потихоньку успокаивалась. А еще его болевые приступы никого не удивляли. Они бывали у мужчин в роду. Парень приехал из Алеппо. Его национальность — дикая смесь самых разных средиземноморских народов, от евреев до сирийских армян и греков. Но мать русская, и он записан как русский. Я так долго копался в его родословной, что отказ от госпитализации он и его родные могли бы трактовать как проявление антисемитизма или иного рода расизма. Поэтому я решил, что нужно ехать в больницу. И демонстративно громко для регистратора ДК спросил: «Этот приступ у вас случился впервые, и вы впервые обратились за медицинской помощью?» Парень мотнул головой, но я не дал ему ответить, зажав рот ладонью в перчатке, и в ответ покачал головой, изобразив губами «да». Он произнес удивленно: «Да, первый. Вот поэтому вас нужно отвезти в больницу для уточнения диагноза, проведения обследования. Через 2 дня вас, вероятно, выпишут», — говорил я отчетливо, чтобы каждое мое слово записывалось в фонограмме протокола опроса больного. Обступившие нас родственники загалдели на каком-то птичьем языке. Парня быстро собрали, и я загрузил его в брюхо моего дрона. Рассказав эту историю на 5-минутке, я, конечно, не стал откровенничать, что больного парня вынудил солгать насчет первого приступа. Ложь удачно смешалась с правдой, к врачу он обратился впервые. Сейчас он в хирургическом отделении. Кроме уточнения диагноза, подбора лекарств, ему еще оформят нормальный полис ОМС, исправят все кривые записи в реестре госуслуг и медицинской карте, внеся туда одобренную Ассоциацией абдоминальных врачей схему лечения. А иначе ему пришлось бы 2 недели бегать по районной поликлинике, чтобы сделать все то же самое. При этом боль снимать ему приходилось все той же скорой. И опять ДК выдавало бы атипичный аппендицит или синдром раздраженного кишечника. А использовать обезболивающие препараты при этих диагнозах нельзя. Горыныч выслушал доклад, не двинув бровью. Он стрелянный воробей и прекрасно понял мою маленькую хитрость. Парня нельзя было оставлять фактически без помощи, потому что в стандартах ФМС и ДК нет схемы лечения острого болевого приступа при амилоидозе кишечника. Для России это очень редкая, орфанная болезнь, кроме того, еще и не имеющая до сих пор способа исцеления. Наследственная патология белкового обмена, характерная для мужчин некоторых народов Средиземноморья. Есть препараты, которые помогут больному переносить периодические боли в животе, но купить их можно только по рецепту от врача-хирурга. И пока он вместе с диагнозом в жизни больного не появится, спасения тот не получит. Я ждал, что заведующий произнесет уже ставшую классической фразу: «А вас, Зорин, я попрошу остаться». Но Горыныч удалился к себе в кабинет, ничего не сказав. Ну и хорошо. Я влез в киберкостюм, дал команду Зуду отправить Валентине сообщение. «Привет, любимая. Я посплю в городе, дома, и к 5 поеду в архив, увидимся вечером». После чего побежал в свою московскую квартиру. Перед выходом с территории подстанции я спросил Зуда, что прислал Самсонов. Зуд ответил почти сразу: «Информация высшей секретности. Самсонов написал, что все отчеты о деятельности партизан в районе деревень Мелеча, Чичилово
Починок и Калиты в период конца 41-го до зимы 43-го года закрыто. Ты просил узнать, что искал там Карл Вернер, но на суде и во время следствия он не объяснил. Отговаривался банально, мол, хотел найти незахороненных сослуживцев деда, Макса фон Вернера, как бы чувствовал долг совести перед погибшими соотечественниками. Я это без него знаю. Леня, мог бы мне хоть что-то сообщить из этих секретов? Я только начал, сварливо отозвался Зуд. Излагаю по порядку, как писал Самсонов. Он еще написал, что секрет связан с деятельностью партизанского отряда под командованием какого-то бати. Подробностей он не смог получить. Только вот что, первые сообщения от командиров 3-й Ленинградской партизанской бригады о том, что в описанном районе действует какой-то новый отряд, пришли в августе 42-го. Базировался отряд в деревне Починок, превратив ее в неприступную крепость. Немцы в период с сентября по ноябрь 42-го года трижды штурмовали эту деревню, их потери составили 14 танков, 3 бронетранспортера, 2 батареи пушек ПАК-88, 1 батарея пушек 105 мм и 3 мортиры калибра 202 мм. Кроме этого, они лишились почти полностью 123-го полка и большей части дивизии, Тоттенкопф, мертвая голова. То есть ранеными и убитыми вермахт за 4 месяца боев с партизанами у деревень Починок, Чечилово и Милеча потерял до 1500 бойцов. И что в этом секретного? Не удержался я от вопроса. Ну, я не знаю, это ты у Самсонова спроси. А какова численность была в отряде бати? Спросил я первое, что пришло в голову. Данных нет, но командир отряда «За Родину», контактировавший с отрядом именно этого бати, сообщил, что основной состав этого отряда был из освобожденных пленных 183-й стрелковой дивизии РККА. И еще, батя категорически отказывался покидать захваченный им район, не объясняя причин такого решения. Да, был еще один отряд бати, тот воевал в районе Порхова и Холма. А вот это уже интересно. В сентябре 41-го года истощенная, окруженная дивизия попала в плен, концлагеря, расстрелы. В 42-м, там где был один из концлагерей, поселяется отряд бати, а бывшие пленные солдаты дерутся так, что небесам жарко, и немцы проклинают дни, когда пытались прорваться на восток через Демянск. Логично было бы идти на прорыв, на соединение с регулярными частями, однако батя остается. Зуд, а что известно об этом бате? Хоть какая-то информация? Ничего. Ну хорошо, а куда он потом делся? Неизвестно. Отряд-то как двигался? Есть маршрут, они хотели выйти к своим? Нет данных. Мы бежим, но я не задумываюсь о маршруте, его ведет Зуд, как и управляет моими мышцами. Что еще известно об отряде бати? Каким оружием они сражались? Какие еще потери нанесли вермахту? В ночь на 3 сентября 42 года над расположением отряда было сбито 3 бомбардировщика Ю-88, 1 Хенкель, 2 Дорнье. Это по свидетельству очевидцев из 34-й армии. Самолеты были сбиты летающим вагоном. Чем? Так написано. Устройство в виде прямоугольного ящика с 4 сверкающими дисками по углам висело над лесом. Из него велся пулеметный или пушечный огонь по самолетам Люфтваффе. В одном бою были сбиты 6 самолетов, направлявшихся, чтобы разбомбить лагерь бати. И еще те транспорты, что летели в Демянск. Свидетели описывают летающий предмет как небольшой железнодорожный вагон без окон. Он просто висел над лесом на высоте примерно в полкилометра, то поднимаясь, то опускаясь, издавая при этом ровное гудение. Самсонов говорит, что этот документ за подписями 30 свидетелей, бойцов РККА, офицеров, наблюдавшими ночной бой в свете зенитных прожекторов со станции Лычкова, и был засекречен. А других подробностей нет? Нет. Ты намекаешь, что этот ящик квадрокоптер? Я? Я не умею намекать, Леша, я же программа. Я просто прочитал тебе рапорт командира роты охраны
станции Лычкова, начальника караула и разводящего, которые вместе с другими солдатами, охранявшими станцию, видели этот бой. Кстати, длился он около 15 минут. В рапорте указано, что из самолетов велся ответный огонь, и в ящик были попадания, но он продолжал держаться в воздухе. Людей в нем видно не было. В рапорте также написано, что огонь из ящика велся потрясающе прицельный, то есть самолеты срезались буквально первой очередью. Было в его действиях что-то математическое. Так охарактеризовал бой в протоколе допрос один из очевидцев, бойцов советской армии. Из современных грузовых дронов под описание подходит грузовоз 5000, производство КРЭД Ростех, 6 винтов, грузоподъемность 5,5 тонн, управляется оператором земли или другого дрона. Мы добежали до моего дома, и пока камера домофона вспоминала мою внешность, я думал: Зуд, поищи похожие свидетельства в обществе уфологов. Может быть, про этот ящик или похожее что-то кто-нибудь когда-то рассказывал? Спросил я, дожидаясь, пока откроется дверь подъезда. Хорошая идея. Зуд погрузился в молчание, пока я ждал лифт и поднимался в квартиру. Хочешь удивиться, Леша? Хочу, конечно, давай удивляй. Я раскопал оцифрованную копию документального фильма «Заседание Ленинградского общества исследования паранормальных явлений» от 3 января 1986 года. Фильм был снят на 16-миллиметровую кинопленку и озвучен с магнитной записи. Его отыскали случайно и оцифровали в 2000 году. Весь ролик занимает почти 2 часа. Монтажных склеек в фильме всего 5. Как я догадываюсь, оператор потом вырезал перерывы, а вот доклады все полностью сохранены, без купюр и монтажа. Ты понимаешь, это не фейк, документ подлинный. Ну и что там? Там есть как раз то, что ты ищешь. Рассказ ветерана Великой Отечественной войны Кожина Макара Силыча, сержанта разведроты. Он рассказывает о том воздушном бое над лесом у станции Лычкова ночью 3 сентября. Остальное это доклады о роще квадратных берез в Подольском районе, нескольких странных полянах идеально круглой формы со странной короткой травой оранжевого цвета, вероятных местах посадок НЛО и экспедиции на Памир в поисках реликтового гоминида. Рассказ Кожина занимает 25 минут и столько же обсуждения участников общества. Итого 50 минут экранного времени. Будешь смотреть? Когда лягу поспать, ты мне поставь этот фрагмент. Если усну, потом досмотрю. Однако уснуть мне удалось только после просмотра рассказа. Ветерану Кожину около 70 лет. Бодрый дед в сером костюме с орденами и медалями. Рассказал он следующее. Накануне, то есть 2 сентября, Кожин с группой других бойцов перешел линию фронта, притащив языка, немецкого фельдфебеля связи. Взяли они его по-тихому, в ножи. В этот момент другая группа пошумела в полукилометре, и Кожин с разведчиками и языком сумели перебраться на нашу сторону. Фельдфебеля того отдали в штаб полка, а сами, отписавшись по проделанной операции, пошли отдыхать. Примерно в 2 часа ночи Кожин проснулся от звука боя. Он вышел из землянки на двор по малой нужде и увидал, что над лесом идет воздушный бой, освещаемый с нашей стороны зенитными прожекторами. Примерно на высоте 1-2 километра или повыше шло звено немецких бомбардировщиков и транспортников со стороны Старой Руссы. Сперва Кожин решил, что дерутся наши истребители с немецкими, которые прикрывают немецкий конвой, и отчасти так и было. Однако из леса поднялся вагон, прямоугольник, на высоту около 1 километра или 2. Из него навстречу самолетам немцев ударили трассы. Сразу 3 тяжелых самолета пошли к земле и взорвались. Еще 3, буквально через пару минут. Ящик этот странно маневрировал, совершая какие-то чудные движения вверх-вниз, в стороны, разворачивался во все стороны. Из него били, судя по звуку, крупнокалиберные пулеметы или зенитные пушки. Не та-та, как обычно, тут-тут-тут. И почти сразу тот или другой самолет валился на бок и шел к земле.
Мессеры его обстреливали, и они тоже попадали, потому что в луче прожектора было видно, как куски обшивки состригались очередями. Но это никак не влияло на летающий вагон. Он сбил 6 или 7 самолетов, остальные 6 или 7 развернулись и ушли обратно, а ящик опустился в лес и исчез. Кожин уверен был, что этот бой видел не он один, и потому уже хотел утром обсудить увиденное с друзьями, но вдруг узнал, что всех свидетелей ночного боя вызвали в особый отдел дивизии. Он решил помолчать, пока не спросили. Позже выяснилось, что все вызванные сначала ни за что не хотели обсуждать виденное, а потом их всех отправили куда-то, в другие части. Так разведчик Кожин решил, что ему оно, конечно, не привиделось, но лучше подержать язык за зубами. И держал его до недавнего времени, когда рассказал о том бое внуку, который увлекся поиском НЛО. Вот он и притащил деда на заседание. Оказывается, внук деду читал доклады о случаях появления летающих тарелок наших известных советских ученых-уфологов Феликса Зигеля и Владимира Ажажи. А дед возьми и спроси, а что, НЛО всегда в форме тазика? Внук ответил, бывают и сигары, и треугольники, но вот вагонами пока их не описывали. Прения и вопросы членов того клуба я уже смотреть не стал. Значит что, особисты собрали показания очевидцев, взяли с них подпись о неразглашении. А о том, что еще кто-то мог видеть необычный бой, не предположили. Ну, правильно, будь такой очевидец пораздолбайстей, он непременно бы проболтался. А Кожин — разведчик, мужик себе на уме, побоялся показаться дураком. Смотреть еще раз особо нечего. Старый дядька рассказывает, сбивается, иногда подыскивает слова, волнуется. Рядом сидит его внук, поддерживает его морально. Я больше слушал и представлял. Грузовой квадрокоптер, вроде того, что возил меня год назад к отцу. Мой был в 1/4 тонны грузоподъемности, а если, как утверждает ветеран Кожин, из такого били минимум 4 автоматические пушки, значит, это аппарат большегруз. 2 тонны мог поднять, или все 5. То, что людей в нем не было, ясно. FPV. Им управлял оператор земли или несколько операторов одним полетом. И еще 4 пушками. Или там был установлен компьютер с программой сбивать все воздушные цели с крестами на крыльях и оперении. Такая феноменальная точность, цифровой прицел, возможно, с лазерной подсветкой. Система с автоматикой упреждения. Это мне сейчас понятно, а в 42-м году кто мог это понять? Первые цифровые электронно-вычислительные машины появились в 46-м году. Машина-бомба Тьюринга, расшифровавшая коды немецкой «Энигмы», не в счет, она электромеханическая. Я проснулся. Зуд, включи там прение по докладу Кожина. Только звукоряд, будем собираться в архив. Голоса, галдеж, хлопки ладони по столу. Тишина, вопросы к докладчику есть? Вы утверждаете, что кроме вас этот бой видели еще люди. А где их свидетельства? Так я же сказал, всех взяли в особый отдел и заставили подписать. А я не стал говорить, что тоже видел. Галдеж. Да, ладно, кто-нибудь, когда-нибудь наверняка проговорился. Кожин. Я за других отвечать не могу. Вагон тот воевал за нас, это ясно было. Голос. Почему это ясно? Кожин. Так на нем было написано СССР. А чего вы сразу не сказали? Кожин. Забыл. Я эти буквы мельком увидал. Когда он бортом повернулся, я видел метрах в 500 от земли. Черные, неровные, как от руки намалеваны. И вы так все рассмотрели? Кожин. Я был в таком, как это сказать, будорага, волнении. Сердце колотилось очень сильно, когда он первые 3 самолета подбил. Один прям в воздухе взорвался. Я голоса слышал. Народу на позиции было немало, кричали «Ура!». Сколько людей? Кожин. Точно не скажу, но все часовые видели, может быть еще кто-то был в наряде. Зенитчики опять же, эти как их, операторы ПУАЗО, приборов управления артиллерийским зенитным огнем, которые с прожекторами человек до 100 точно видели. А может и больше.
И чтобы никто никогда не проговорился, это невозможно. Я согласен с сомневающимся. С сентября 42-го до начала 2000-х, хотя бы после распада СССР, когда секретность можно было забыть, те, кто дал подписку о неразглашении, могли разгласить. Надо поискать в литературе. Зуд. Поищи в российской документалистике в разных публикациях информацию о странном воздушном бое над станцией Лычкова в 42-м. Я поручил еще киберкостюму вызвать такси до здания архива. Впрочем, до адмирала Макарова я мог бы и добежать, но мне хотелось поважничать. Пока мы ждали машину, связался с Валентиной. Отозвалась Диана. «Алексей, она сейчас на совещании у руководства. Говорить не может, перезвоните позже». «Я хотел узнать, аспирант Петров там?» «Да, он подходит к Валентине. Она ему подписала пропуск в зал спецдокументов. Но я не видела, чтобы он уходил. Для этого отмечаться у куратора не нужно. Читателя проверят на выходе без нее». «Ну ясно. Никаких копий, фото. Это же секретный документ». «Я понял, Диана. Передайте, что я звонил и сейчас еду к вам». Диана отключилась. Как интересно, наши костюмы, наделенные имитацией искусственного интеллекта, сами перенимают наши с Валей характеры. В отличие от хамоватого и юморного Зуда, Диана — правильная девочка-отличница, как моя Валя. Они подружки. А с Зудом у Дианы роман, такая любовь. Зуд, скажи Диане, чтобы со мной была поласковее. Она на работе, Алексей, и сам понимаешь. Офицеру охраны положено соблюдать строгость и субординацию. Кстати, я нашел кое-что, ты просил. Давай. Публицистическая книга Артема Петрушина «Секретное оружие Сталина», 2003 год, Астрель, тираж 3000 экземпляров. Среди массы странных прототипов экспериментальных самолетов, пушек и танков описан вагон-вертолет СССР-1, конструкции неизвестного КБ. Автор пишет, что никаких данных о таких разработках не нашел, но есть только свидетельские показания бойцов 34-й армии, что летающий вагон участвовал в ночном воздушном бою в районе Старой Руссы и был сбит. Чтобы не достался врагам, его подорвали на месте падения, обломки утопили в болоте. Он цитирует документы, есть фотокопии аэропортов. Есть, но исходящие данные от кого, кто визировал, от особого отдела, все вымарано. Это понятно. А там прямо указано, что под Старой Руссой? Это догадка автора. Раз указана армия, он предположил, что бой был где-то там, места болотистые. Это я знаю, ты тоже. Мы там с тобой перли по болоту по пояс. Я вспомнил, что тот зуд, в котором я пер, погиб Блазнова, а этот не может помнить тех событий. Извини, у тебя это было в прошлой жизни. Значит, кто-то или рассекретил те свидетельства, или этот Петрушин получил допуск, почитал эти фантастические истории и решил заретушировать. Но информация интересная. Не побоялся себя выставить трепачом и фантазером. Аспирант. Аспирант Петров оказался здоровенным двухметровым мулатом, но черты лица его лишены вывертых негроидных губ и носа плюшки. А как раз наоборот, лицо овальное, тонкий правильный прямой нос и средней пухлости губы. Видимо, в роду кубинцы или доминиканцы, явно что европеоиды доминировали. Кожа, кофе с молоком, много молока. Пожимая руку Петрову, я понял, что правая ладонь — протез. Открутил время назад. Если ему 30, значит, он родился примерно в 25-м. Активные боевые действия закончились к 27-му. Если парень потерял руку не в армии, значит, в детстве. Расспрашивать я его не стал. Сам расскажет, когда захочет. Петров захотел сразу, видимо, уже привык, потому что, представившись, объяснил. Я из Донбасса, в 5 лет нашел ПФМ, противопехотный мин-лепесток. Вот результат. Этот лепесток оказался без самоликвидатора, он улыбнулся. Зато теперь я двусмысленный, пишу и стреляю с обеих рук.
И чтобы избавить меня от вопросов по поводу цвета кожи, сам и пояснил. Папка кубинец, добровольец. Приехал еще в 19-м, женился, но погиб в 25-м вместе с мамой. А меня в 7 отдали в Суворовское училище. Фамилию я взял мамину, чтобы не было вопросов насчет национальности. Я русский. Аспирант очень эффектно смотрелся в серебристо-сером киберкостюме, подчеркивающем его атлетическую фигуру. На историка, книжного червя, он совсем не был похож. Скорее на космодесантника из фильма «Звездные рейнджеры» Пола Верховена. А можно подумать, что я в такой же шкуре и с аналогичной формой врач скорой. Наступило время разрушения стереотипов. На улице каждый 20-й космодесантник, особенно девушки, хотя пик моды на киберсьюты прошел. Этот тип одежды закрепился за средним возрастом. Молодежь предпочитает оверсайз с киберсьютами тонкими, спортивными, а пожилые, консервативные, придерживаются в стиле винтажных костюмов конца 20 века, но из более современных тканей. Я оценил его костюм, по сути он, как и у меня, нейромионикс, полагаю, что электронная начинка тоже от них. Значит, в компьютерной системе загружен обычный стандартный секретарь-помощник, полагаю, еще и тренер, управляющий нейроинтерфейсом. Петров показал на стол с 2 коробками. Мне сказали, что вы волонтер, любитель истории. Будете мне помогать разбирать этот исторический завал? Я улыбнулся в ответ. Мне нравятся неунывающие люди. Этакие оптимисты-экстраверты. Кажется, аспирант как раз и из этой категории. Это все? Меня зовут Алексей Зорин, я врач. Да, любитель-историк. Если точнее, давно уже интересуюсь Демянским котлом и Ромушевским коридором. И еще. Я взял одну из коробок и перенес на отдельный стол. Василий, давайте без церемоний. Мы ровесники, так что к чему политес разводить? Тебя предупредили, что никаких фотокопий? На сегодня 2 эти коробки и предварительный отбор. Конечно, развел я руками, умолчав, что в вороте моего зута 150 видеокамер с разными объективами, включая инфракрасный и рентгеновский. Есть даже в ладонях, в перчатках на кончиках пальцев. Это уже мое личное изобретение в последней модели оболочки. Зуд загрузил себе транслятор с немецкого, а вот Петров, как я понял, языком владеет в совершенстве. Вас что интересует в котле? Меня? Я не стал поправлять аспирант. Интересует история с летающим вагоном от 3 сентября над лесом у станции Лычкова. Если его видели наши солдаты, то в немецких документах история со сбитыми самолетами не может быть не отражена. Это верно. Значит, вы тоже видели выступление ветерана Кожина? Я кивнул. Сегодня утром. А ты когда о нем узнал? Я намеренно подчеркнул обращение на «ты». Он, конечно, воспитанный, интеллигентный человек, но мне будет комфортнее с ним себя чувствовать на равных. Я ему не начальник, вообще никто. Так, добровольный помощник или, как он сказал, волонтер. Да, ты... Он смущенно потер подбородок. Я привыкну. Просто на кафедре ко всем на «вы», даже к студентам. Я об этом рассказе слышал еще студентам. Вообще его давно уже отнесли к солдатским сказкам, этаким теркинским байкам. А то, что этот дед говорил насчет особистов, подписок о неразглашении, мне кажется, он себе цену набивал. А мне так не показалось. Ведь только недавно документы рассекретили. Есть реальные свидетельства тех самых часовых и их командира, которые видели этот бой. У Петрова раскрылись глаза. Он почесал макушку. То есть ты их видел? Ну да. Я решил не скрывать своей связи с Самсоновым. Немножко допущен к тайнам. Вот мне выслали скан этих показаний. Как я понял, этот ящик поднялся из леса где-то над деревней Починок. На слово «починок» аспирант сделал стойку, в глазах его зажегся огонь. Да, он точно ищет любые сведения об отряде Бати. Аспирант быстро и решительно перевернул свою коробку на стол, так что папки, отдельные листочки, мягкой кучей высыпались. Он ее сдвинул к краю, пустую коробку поставил на пол. Матерчатую перчатку он надел только на левую живую руку. Я наблюдал за его действиями. Петров, чуть обернувшись в мою сторону, сказал коротко.
Протези у меня сканер, я сделаю первичный отбор. Контрольные слова: партизанен, террористишен, русише, бандитен. Для начала отсканирую отдельные документы, потом возьмусь за папки. Так ведь копировать нельзя, усмехнулся я. Это не копирование, это отбор. Эти документы за 100 лет никто ни разу не сканировал, не оцифровывал. Но я не могу сидеть и выписывать вручную. Это анахронизм. Анахронизм, не удержался я. Он на мгновение замер, осмысляя мою шутку, и, улыбнувшись, кивнул. Вот именно. А нахрена мне время терять? Зуд, ты понял? Как рукавами, подтвердил костюм. Делай как он, только у меня сканеры в обеих ладонях. Работаем. Петров правой рукой водил над бумагами, прислушиваясь к писку сканера, а левой в матерчатой перчатке аккуратно их складывал на дно пустой коробки. Я делал то же самое, только сразу двумя руками, не мешая Зуду управлять мышцами. За годы нашего техносимбиоза я привык отдавать костюм управления моим телом, обдумывая совсем другие темы. Итак, сейчас мы с Петровым разберем первые 2 коробки. Я отберу для него интересные документы. Тогда как он, вероятнее всего, для меня этого делать не станет. Или станет? Посмотрим. Отдельными документами шли перехваченные письма солдат вермахта, находящихся в котле. Слова партизаны и русские бандиты встречались почти в каждом письме, и везде фашистские оккупанты себя изображали белыми пушистыми, а партизаны бойцов РККА злобными коварными фанатиками, которые не хотят сами умирать и даже в последний момент подрывают себя гранатами вместе с добрыми отважными героями, солдатами фюрера, которые могли бы их убить быстро и без мучений. Поэтому уцелевшие русские бандиты недостойны доброго отношения. Их нужно показательно и жестоко казнить, чтобы у других не было желания сопротивляться натиску военной машины вермахта. Хорошо, что я сам не стал читать всю эту фашистскую ахинею, а поручил Зуду. Его железные мозги не способны на эмоции. Как я понял, Петров тоже не стал пока читать, поручив отбор специальной программе. У нас набрались горки писем. Зуд мне пискнул, как мы договаривались, если где-то в текстах проскочит батя или починок. Петров работал как автомат. Левая рука берет письмо из пачки, разворачивает, кладет на стол, правая проводит, листок переворачивается, снова пролет правой ладони над текстом, а затем листок сворачивается, если был свернут, и возвращается в коробку. Я подумал, что больше всего это напоминало старинное телешоу «Битва экстрасенсов». А мои действия чем от Петровых отличаются? Тоже помахивание руками над столом с документами. До чего дошел прогресс? Раньше сидели бы мы и читали старинные пожелтевшие бумаги в свете таких же старинных желтых настольных ламп, ровесниц этих документов. А сейчас стоят 2 водолаза или космонавта и машут руками над бумагами, читают. За час нашего стояния Зуд не только проверил больше 100 писем, но и сделал мне электромассаж, отобрал 2 письма, где упоминался партизанский отряд некого Бати, а еще я увидел письма от Макса фон Вернера, лейтенанта 123-го батальона связи, лежавшего в госпитале с ранением. Своей мамочке он писал, что немного ранен в ногу и, вероятно, будет комиссован, так как левая рука плохо слушается. Еще, что он ждет своей очереди отправки самолетом в Старую Руссу или Псков, оттуда в Германию. Меня удивил один его фрагмент. «Пожалуйста, скажите Кларе, что ее желание поступить на службу в Дахау ошибочно. Она должна продолжать служить в городском магистрате. Когда я вернусь домой, я вам все объясню. Мое спасение — божественное чудо, и пусть Клара пойдет в церковь и поставит свечи за мое выздоровление и доброту Вальдемара. Нашему внуку еще долго придется жить после войны». Так, если это тот самый лейтенант Макс фон Вернер, то он имеет в виду внука Карла? А ведь я помню, что дед Карла женился только после войны. Конечно, он может мечтать, видимо, военная цензура так эту фразу и прочитала. Логика подсказывала, что если письмо оказалось среди захваченных документов, значит, к адресату оно не попало. Вальдемар — это кто? Та же логика подсказывает, что это кто-то из сослуживцев лейтенанта,
вынесший раненого Макса из боя. Петров отошел от стола, приблизился ко мне, осмотрел горку отобранных бумаг. Неплохой урожай. Нашлось что о бате? Да, 7 рапортов от низших чинов своему командованию. Есть довольно интересные. Выйдем на свежий воздух, на солнышко. Я хочу кофе с булочкой. Там за углом есть неплохое кафе. Я откровенно любовался Петровым. За 30 лет в Россию переселилось немало чернокожих из разных стран, включая Европу, но они для нашей довольно холодной страны все равно оставались экзотикой. Аспирант мне уже понравился своей энергетикой и напором, а еще тем, что он произнес «я русский». У нас слово «негр» в отношении всех по генетике представителей африканских племен никогда не считалось оскорбительным и унизительным, как в странах Запада, зараженных колониальным расизмом. Это там нигер или кафр всегда отражали ненависть и презрение к представителям низшей расы. У нас нет, просто определение цвета кожи и африканскому происхождению. Из Петрова просто выпирало что-то такое русское, чему я сразу и не подберу объяснений. Дружелюбие, что ли, уважение каждого ко всем, эманация сопричастности человека ко всему, что происходит в стране, в обществе. А как еще объяснить, что парень, окончивший элитное среднее учебное заведение, а Суворовский военное училище кадетского корпуса я отношу именно к таким, пошел не в военное училище, что было бы естественно для сироты, оставшегося без родителей во время войны, а в историки. Я интуитивно был убежден, что Петров не только на кафедре вел семинары. Ну пусть он сам все расскажет, не буду форсировать. Кафешка, куда меня привел аспирант, оказалась весьма симпатичной стекляшкой под названием «Адмирал». Ну, понятно какой, раз уж мы на улице адмирала Макарова. Петров заказал пару стаканов капучино с сиропами, 2 круассана, а я занял единственный свободный стол с диванами. Конечно, меня распирало от любопытства, но отец с раннего детства приучал сдерживать такие порывы. А чтобы мне было легче, я попросил Зуда: «Сделай мне массаж воротниковой зоны». «Электро?» — уточнил Костюм. «Напомню, что механически требует больших затрат энергии». «Ничего, подзарядишься. В архиве есть розетки». Массаж занял не больше 3 минут. Петров поставил поднос с едой, присел рядом. «А что ты нашел?» — спросил он, разрушив надежду, что ему захочется скорее рассказать про обнаруженные интересные документы, чем расспрашивать меня. «Я письма немецкие разбираю. Мой помощник обнаружил 2 упоминания партизанского отряда Бати. Что там?» «Жалуется на жестокость и коварство партизан, тем оправдывает свою жестокость в отношении мирного населения. Один некий Фриц Бергер так и написал, что в ответ на нападение партизан они, 10 крестьян, были повешены целыми семьями, но партизан это не остановило, потому что следующей ночью они уничтожили целый батальон из более чем 100 солдат и развесили их внутренности на деревьях и кустах. Смелый фриц, цензура за такое могла его сурово наказать. Впрочем, эти письма перехвачены, и цензура еще их и не видела», — произнес аспирант довольно спокойно, выслушав повторенный мною текст, выданный Зудом на внутренний экран шлема. «Неплохое произношение. Ты учил немецкий?» «В размерах школьной программы. У нас были все романские языки, распространенные в мире. Как бы ознакомительно. Можно было после школы выбрать более глубокое изучение. У нас в Суворке тоже так, но немецкий я стал учить сразу. Так хотелось быть похожим на первого, чтобы как он. Потом во внешнюю разведку. Не взяли?» Он пожал плечами. «Пока не пригласили. Сам понимаешь, туда с улицы не берут. Видимо, я слишком приметный, русский негр». «Цвет кожи еще не определяет расы», — сказал я. «Но возможно, что ты прав. В конце концов, сейчас ты занят любимым делом?» «Однозначно. Обожаю загадки и тайны, а в истории их невероятное количество». Петров сразу отъел полрогалика и запил кофе. «Вернемся к нашим баранам. Ой, извини, я люблю эти старинные обороты. Ты как к ним?» «Я читал Рабле и слышал о пьесе «Адвокат Патлен», — ответил я. «Ке гран тюа». «Как же ты велик!» Так родился Грантюа. Давай о баранах. Ты уникум,
Я среди студентов, занимающихся у нас на кафедре, не знаю ни одного, кто читал бы Рабле. Хотя бы в комиксах и уж тем более о средневековой пьесе. Я именно из таких. Первоисточник я бы не осилил. Старофранцузский не по моим мозгам. Петрову надо в каком-нибудь ток-шоу работать. А ответ мы услышим после рекламы. Ну, я не буду его подгонять. Пусть нагнетает интерес. Вот кто первый сдастся? Я одну свою находку выложил. Он хочет, чтобы вторую? Я хотел все спросить тебя. Ты приставлен за мной приглядывать или реально тебя волнует, что происходило в Демянском котле в 42-м году? Я понял причину его сдержанности. Значит, мне нужно пооткровенней с ним быть. Меня не приставили. Точнее, мне сообщили, что ты интересуешься этим местом и временем. Дал официальный запрос. А я кто? Так, любитель-историк. Вот и дали мне понять, что, во-первых, могу тебе помочь в разборе документов, а во-вторых, и свой интерес удовлетворить. Я внештатник, так что никаких иных интересов насчет аспиранта Петрова у меня нет. Теперь насчет того, что мне интересно, потому что непонятно. Я с 17 лет регулярно ездил к друзьям отца по дороге Демянск-Старая Русса, потом на Порхов. Так вот, там вдоль дорог организованы своеобразные памятники. Горы выкопанного оружия, техники, касок, снарядов. 100 лет прошло, а земля родит эти находки. Один мой знакомый из найденных останков даже восстановил военный джип, ездит на нем. Я немало историй слышал от местных, которые узнали от своих предков, переживших ту войну. Мол, были там партизаны, но в основном за котлом, проникая внутрь через болото. А вот отряд бати возник как бы ниоткуда и сразу внутри котла. Я не нашел никаких документов о его создании. Заброс лыжного десанта под командованием полковника Тарасова описан прекрасно уже, диссеры написаны и защищены. 2/3 погибли или попали в плен, треть вырвалась на юг и вышли в расположение наших частей между Липьей и Марево. А вот о бате нигде ни слова. Поэтому я решил покопаться в немецких документах, которые наши вывезли после победы. То есть о бате вообще ничего не известно? Ни численность отряда, ни его действия? Петров поджал губы и потряс головой. Может быть, наши что-то и писали, но все так засекретили. Действовали они по руслу Паламети, от севера Лычкова до юга Костькова. Там была их база, как я понял, у Поченка. И еще, Петров помолчал, в тех документах, что я сегодня отобрал, есть фраза: партизаны отряды бати не берут в плен никого из дивизии СС «Мертвая голова». То есть однозначно убивают, причем, как написано, «Aus ergewöhnlich grausam», то есть, я понял, с особым цинизмом и жестокостью. Петров слушал внимательно. В общем так, ну еще есть донесение от лейтенанта саперного батальона фон Вернера, которого нашли раненым в лесу, что партизаны появились в концлагере близ деревни Починок после странного природного явления, которое лейтенант назвал светопреставлением. Охрана лагеря сильно перепугалась, и в этот момент появились люди, которые за несколько минут уничтожили 1,5 десятка солдат, открыли бараки с пленными. Говорили по-русски, очень короткими фразами. Видно было, что они высокопрофессиональны. Работали в основном ножами, в конце операции по захвату лагеря трофейным оружием. Лейтенант притворился мертвым и ночью уполз в направлении деревни Мелеча. Его в лесу нашел патруль. Петров помолчал, а я возликовал. Как же тесен мир. Этот Вернер уже 3-й раз мне попадается. Будет о чем с его внучком поговорить. Мы допили кофе. Я решил, что мне будет лучше прямо сейчас заказать междугородний дрон и немедленно вылететь в Новгород на встречу с адвокатом Коротичем. Сразу и забронировать номер в гостинице, чтобы не бегать по городу в поисках угла для ночлега. Подвешенной останется возможность встречи с Карлом Вернером. У меня есть около суток, чтобы продумать обстоятельства. Может быть, поможет Коротич? С какой стати? Посмотрим по результату нашей беседы. Хотелось поговорить о чем-нибудь постороннем, и я спросил: «Василий, а какое у тебя было прозвище в детстве?» Он усмехнулся, ответил: «У меня их было 2.
За одно морды бил, за другое, а другое мне нравилось. Поведай оба, если не стесняешься. За Чунгачангу зубы пересчитывал, потому что в каком-то африканском диалекте это значит «живущий с обезьяной». Или, ну, ты понял. А второе — Африкан-Африканыч, обычно коротко, Африкан. Нормально такое, мне нравится, старинное русское имя. Ну, тогда уж и ты мне свое расскажи. Не отгадаешь ни за что, пришло мое время загадочно улыбаться. Саня? Просто Саня. А какая связь? Удивился аспирант. Саня же это Александр. Плоско мыслишь, начал я объяснение. Все клички привязаны к фамилии обычно. Или особой примете. Примет у меня нет. Фамилия Зорин, Зоря, Заря. Ну, соображай. Я понял. Заря, рассвет, санрайз, рассвет. Вот поэтому и Саня. Хлопнул себя по лбу Петров. Молодец. Но это только в школе. В институте уже без фантазии. Зорька, как корова. Я протянул руку Петрову. Я вас оставлю. Письма, где есть что-то интересное, я сложил на столе. Давайте обменяемся телефонами, чтобы согласовать дальнейшие встречи. Зуд сообщил мне, что дрон сядет на НТ площадке у метро «Водный стадион». Придется пробежаться с пару километров. «Василий», — закончил я разговор, когда Зуд доложил, что киберсьют аспиранта совершил обмен номерами. «Я очень рад нашему знакомству и надеюсь на его продолжение. Сообщу тебе, что сейчас вылетаю в Новгород. Как раз по интересующему нас вопросу. Но детали расскажу уже, когда вернусь. Сейчас больше измышлений, чем фактов. А для истории это вред. В 2 словах можно? Можно. Я надеюсь завтра встретиться с внуком того самого лейтенанта Вернера. У меня к нему теперь еще больше вопросов, благодаря сегодняшней встрече и работе с документами. Петров пожал мне руку, пожелав удачи, и вернулся в здание архива. А я помчался к метро, пока мой такси-дрон не перехватил кто-нибудь, если я опоздаю. Адвокат. Максиму Коротичу около 60, но выглядит он моложе. В хорошей, я бы сказал, спортивной форме. Видно, что не любитель новомодных киберкостюмов, потому что на встречу пришел в обычном деловом костюме и в куртке Арктика, цвета нержавеющая сталь с оттороченным искусственным мехом капюшоном. Я ждал его в кафе «Эльмень» недалеко от Новгородского Кремля. Мы узнали друг друга с первого взгляда, хотя никогда раньше не встречались. Я позвонил ему из такси, пока летел по маршруту вдоль М-11, и он, узнав меня по телефонному номеру, сказал коротко: «Завтра в 9 утра в кафе «Эльмень». У меня будет минут 10-15, потом я в суде. Да, Алексей, пожалуйста, садитесь лицом к двери, я постараюсь вас узнать». Он немного напомнил мне отца в таком же возрасте. Седой ежик на голове, жесткое лицо, изрезанное морщинами, и тонированные очки-хамелеоны со встроенной электроникой, как я подумал, слуховым аппаратом. Однако Зуд мне шепнул: «Леша, у него в очках эвристический детектор лжи и камера. Он уже сфоткал и получил ответ на запрос о тебе». «Понял», — ответил я. «Молодец, адвокат, не отстает от прогресса». Такая же система детектора лжи тестировала 4 года назад генерала Самсонова, когда отец привел его на кордон, отобрав оружие. Наука не стоит на месте, и вот подобный прибор уже вмонтирован в оправу очков и закамуфлирован под слуховой аппарат. Детектор распознает ложь по голосу и микровыражениям лица. Мне незачем обманывать. «У меня 10 минут», — напомнил адвокат после того, как мы поздоровались. «Спрашивайте, Алексей». «Ну, тогда очень коротко, чтобы не терять времени. Я историк-любитель, энтузиаст. Это хобби. Наткнулся я на некоторые непонятные события лета 1942 года в районе Демянского котла. Точнее, у деревни Починок. Собирая материал, узнал, что вы копали в тех местах, и среди вас был немец, внук немца, воевавшего в этих местах. Очевидно, что он финансировал вашу экспедицию несколько лет подряд, а также, что он искал целенаправленно.
Вопрос, что он искал? Я еще уверен, что вы пострадали незаслуженно. Вас подставил один из вашей команды тем, что начал продавать найденное оружие. Так вот мой вопрос один. Что искал Карл Вернер в окрестностях деревни и на берегу Паламете? И имеет ли этот поиск отношение к летающему вагону, описанному в рапортах солдат Красной Армии и рассказе сержанта Кожина? Адвокат меня не перебивал, лицо его не дрогнуло, когда я назвал имя их нанимателя. Он выдержал ровно 1 минуту и ответил. Когда мы прибыли к деревне, в ней жили 2 старика, но их семьи там поселились еще в 60-х годах. Все очевидцы войны в Починке были уничтожены фашистами. Дома, в которых жили эти селяне, восстановлены на тех же срубах уже во второй половине 20 века. Мы остановились в пустой избе. Карл сказал, все, что найдете, ваше, кроме того, что не имеет отношения к технологиям первой половины 20 века. Мы его не поняли, он пояснил. Изделия, которые могли появиться в начале 21 века и позже. Электроника, обломки, детали, вещи, оружие. Мы все равно не поняли. Зачем ему это? Все эти артефакты могли попасть в землю и реку сейчас. Он не ответил, точнее сказал по-деловому. Я плачу, вы делаете. Вопросы оставьте при себе. Мы нашли какой-то мотор и обломки электронных устройств. Мы были уверены, что они не имеют отношения к войне. Карл с нами не согласился, но и не спорил. Мотор мы отнесли в деревню, там и спрятали в подвале. А на моей квартире, куда мы привезли добычу, оружие, нас арестовали. Теперь мне кажется, что немец был прав и что-то знал такое. А как вы оказались в группе Вернера? Он дал запрос в чате поисковиков. На него вышли Иванов и Прямяков. С Прямяковым мы давно были знакомы со школы. Он раньше меня ее окончил. Он позвонил, спросил, хочу ли я подзаработать. О том, что они собираются продавать найденное оружие, не было разговора. Вернер тоже был не в курсе этих планов, но ему безразлично. Первые 2 поездки прошли без осечек. Парни тогда удачно скинули добычу. Серега мне еще денег подкинул. И Вернер с нами рассчитался по-честному. Я думаю, что он искал эти артефакты, и дела Ильи и Сергея его не волновали. А когда нас повязали, Илья с Серегой, они стали на него все валить, мол, он организатор, ему и отвечать за все. Вот им и влепили на полную. Почему Вернер не отпирался и не рассказал о своей находке? Видимо, боялся, что она не поможет ему в защите и пропадет. Он напирал, что искал погибших в тех краях соотечественников для перезахоронения на родине. Врал, конечно, но лучшего объяснения, зачем он приехал в район Демянского котла, не было. Коротич посмотрел на часы. «И еще один вопрос можно?» — спросил я. «Давайте. Вы можете предупредить Карла о моем визите? Я собираюсь сейчас лететь в Старую Руссу. Буду вам признателен, если вы поможете мне, и Вернер согласится со мной поговорить. Предупредить могу, но это не даст гарантии, что он захочет с вами откровенничать». Адвокат поднялся. «Он нашел, что искал?» — спросил я уже ему в спину. «Да», — ответил Коротич. «Он считает, что это то, что он искал, но хотел найти еще что-нибудь. Поэтому переселился в Россию и несколько раз потом копал в тех местах. Я бывал там с ним. Прощайте, успехов. Я ему сейчас позвоню». Я остался в кафе. В принципе, адвокат ответил на мои вопросы. Что я узнал? Что немец искал предметы, не характерные для тех времен. То есть он был уверен, что они там есть, и даже нашел что-то. Осталось выяснить, что это. У меня нет уверенности, что Карл захочет со мной откровенничать. Есть вариант купить у него находки, но я должен точно знать, что это именно те артефакты. Я заметил, что у меня в душе зародилось какое-то расслабляющее чувство, кайф. Будто я немного пьян, самой малости ли, съел что-то необыкновенно вкусное. Пытаясь понять причину этого состояния, я заметил, что в кафе звучат песни из старого фильма «Собака на сене», в частности, песня Марселлы. Как трудно сделать вид, что влюблена, как трудно позабыть любовь былую. Чем я усердней мыслями бичую, тем все живее в памяти она. Но честь велит мне, позабыть должна, и нужно душу вылечить больную.
Чужой любовью сердцу врачую, и будет страстью страсть исцелена. Странный выбор для общепита. Впрочем, время... Ранее кто-то из работников любит ретро. Мама моя, учитель словесности, как говорили в старину, то есть русского языка и литературы, и приучила меня любить красивый русский язык, а в переводе Лозинского это не просто красивый язык, он как наркотик. Слушая пьесу и песни, я просто плыл от наслаждения. Какие обороты! Чем усердней мыслями бичую, чужой любовью сердцу врачую. Я слушал, не находя в себе решимости уйти. Прекрасные тексты крепко держали меня за столом. Сейчас не услышать слов, нас время не теснит. Тяжелее всех в почтовый день растянутый визит до слез. Язык сейчас пропитался англицизмами, сленгом, какими-то изуродованными словами. Да что говорить, я и сам частенько их использую. Потому что нынешняя молодежь литературный язык уже не понимает или не хочет понимать. Я дослушал дуэт Теодора и Дианы о любви. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Счастливый я человек, в общем. Любимая жена, хороший дом. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Ответ я знаю. Нужны мечта и цель. Я расплатился за кофе, дал задание костюму найти свободное такси до Старой Руссы. Позвонил немцу-адвокат. Вот и узнаем. Зуд начал мне читать все, что накопал в сети на Карла Вернера. После освобождения из заключения в 2011-м он вернулся в Германию. 3 года у него ушло на подготовку к переезду, сбор документов, уламывание жены. Я так думаю, что она не сразу решилась бросить родину и уехать в холодную Россию. Вообще для немца переезд в другую страну, особенно в Россию, это подвиг. Как же он хотел сюда вернуться. А значит что? Значит, его находка осталась там, в Починке. Во всяком случае, тогда. Думаю, уже после переезда в Старую Руссу Карл добрался до той находки, и она сейчас у него. Интересно, что это за мотор? У Карла 2 детей, Максим и Берта. Им сейчас обоим больше 40 лет. Точнее, Максиму 47, Берте 40. У обоих свои дети, внуки Карла. 5 человек. Сергей, Юрий, Франц, Клара и Юлия. Старшему Сергею 22. Юлии, младшей, 13. С Карлом живет его вторая жена. После смерти первой, немки Кэтрин, в 2031 он долго жил один, но 10 лет назад женился на местной женщине, Светлане. У них любовь? Возможно. Симпатия, уважение, взаимовыручка, поддержка? Вероятнее. Дети навещают? Да. Внуки сейчас на учебе, Сергей служит в армии по контракту. Чем занимался Карл после переезда? Он все сбережения вложил в создание фабрики микроэлектроники. Построил там цеха. Выпускал ширпотреб? Нет. Фабрика изначально ориентирована была на армию. В 21-м его компания SR Valve, старорусская фабрика летающих автоматов Вернера, начала выпускать дроны, FPV и мавики для служб доставки и сельского хозяйства. Поэтому с началом СВО Карл неплохо заработал. Знал, что его леталки будут нужны? Может быть. Для грамотного инженера, узнавшего, что в 40-х годах будут созданы квадрокоптеры грузоподъемностью до 5 тонн, несложно догадаться направление. Перспективное, нужно его развивать на имеющейся технологической базе. То есть, если пока нельзя делать дроны на 5 тонн, нужно делать на 50 килограммов. Это логично. А что они будут перевозить, что и на кого сбрасывать, это уже решится по ходу жизни. Главное создать надежные дроны. И вот тут Карл Вернер вложил в это дело всю свою немецкую принципиальность и стремление к порядку. Самсонов прислал мне очень содержательный ответ на вопрос, что было нужно Карлу Вернеру в России, непонятно. То есть его коллегам-специалистам по охране и контрразведчикам еще тогда не удалось понять, за каким лешим немец переселялся в Россию. Захотелось. Волна тотальной миграции традиционных семей из стран Запада случилась много позже, лет через 10 после переселения Вернера, началась и достигла разгара к
30-му году, когда от маразмов западных ценностей уже устали больше четверти населения жителей Европы. Сперва домой ломанулись русскоязычные, а за ними и другие здравомыслящие, которые стремились спасти детей своих от педофилов и гомосексуалистов, дорвавшихся до власти. Летающего такси в Новгороде еще мало, да и проку от него немного. Над водой им летать запрещено, поэтому выигрыша по времени нет. Наземная машина роботакси до Руссы едет около часа, летающая 45 минут. Потому что по закону облетает населенные пункты, если они не пункты назначения, и не сбрасывает скорость, но придерживается автотрассы, двигаясь над нею чуть в стороне. Поедем. Я выспался в гостинице, но машина даже по федеральной и не очень гладкой дороге идет так плавно, что невольно начинаешь кимарить. Слева тянулось озеро Ильмень, то исчезая за лесом, то появляясь. В Шимске я переехал через широченную реку Шелонь. Мост длиной в полкилометра минимум. Впечатлило. Впрочем, это уже устье Шелони. Выше по течению она в 2 раза уже. В машине зуд принялся меня массировать электричеством. До цели оставалось минут 20. Сон прошел, кожа на руках и ногах горела после импульсов. Вернемся к анализу присланных генералом досье. Самсонов выполнил мою просьбу, то есть собрал подробные материалы на Вернера и Коротича. С адвокатом все ясно. Тюрьма подростку пошла впрок, он перевоспитался. По отзывам клиентов и коллег, работал честно, законов не нарушал, адвокатскую тайну и этику тоже. Пользовался репутацией грамотного и честного специалиста. Криминал помнил, его прошлый тюремный опыт тоже относился с доверием. Досье на Вернера оказалось немного толще. Судимость он тоже быстро снял, а работой на оборонку заработал уважение, хотя за ним, конечно, следили, как за любым иностранцем. Так в отчетах наружки ФСБ отражена была его страсть к поиску в районах боев в Демянском котле. С весны до осени каждый год организовывал экспедиции, нашел немало разных бойцов, артефактов войны, вложил деньги в создание мемориалов и кладбищ, в том числе и в Германии, куда отправил немало останков своих соотечественников. Объяснял он эту страсть завещанием деда, воевавшим в этих краях. Вот интересный факт. В 2030 и 1932 в его законных экспедициях принимал участие адвокат Максим Коротич. Что же они еще нашли? Мотор, как сказал адвокат. Машина встала у ворот очень солидного каменного дома с крышей, покрытой солнечными панелями. Я отпустил такси и, нажав кнопку домофона, представился. Замок калитки щелкнул, послышался хриплый голос. «Заходите, я жду вас». Значит, адвокат позвонил, как обещал, и Карл согласился со мной поговорить. 2 приятных информации. До сих пор мне везло с собеседниками. Все-таки у нас люди в основной массе дружелюбные, отзывчивые. Или это мне везет на таких? Надеюсь, что Карл Вернер тоже не станет вредничать. Если только его тайна не противозаконна. Встретила меня женщина в возрасте, по лицу можно понять, что русская. Нет чопорности, и жест, которым она пригласила за собой, явно наш, добро пожаловать. Я вспомнил жену егеря Савельева с ее низким поклоном. Невольно улыбнулся своим мыслям. Да уж, есть женщины в русских селениях. Никакими перестройками и санкциями из нас не вытравишь Русь. Это не просто в крови, это и есть душа, неопределимая, нематериальная субстанция, сущность поведения, отношения. Мы не желаем зла никому и не ждем ни от кого зла. А уж если приходится, то беда ждет любого, кто вынудит нас ожидать зла. Как говорится, не будите лихо. В доме тепло, пахло яблоками и травами. Кабинет хозяина на 1-м этаже. Обстановка уютная. Старинная деревянная резная мебель. Уже антиквариат. Чем ближе кабинет, тем заметнее запах старого человека. Карл Вернер стар. И хотя ему меньше лет, чем было моему отцу, когда он умер, Карл выглядит и старше, и развалистей. Он грузен и лыс, синеватая нижняя губа тяжело отвесилась, приоткрыв нижние зубы.
Под глазами синие мешки и щеки бульдожьими брылями свисли по сторонам от подбородка. «Вы Зорин?» Голос у Вернера скрипучий, хриплый, словно поворачивается ржавый маховик древнего дизеля, сопровождая каждое слово тяжелым выдохом, как выхлопом. «Мне звонил Максим час назад. Сказал, что вы едете». «Да, Зорин, это я». «Что вы хотите узнать?» «Информацию», — ответил я, дожидаясь, когда Вернер предложит мне сесть. Наконец он перевел на меня мутный взгляд и сказал: «Садитесь в то кресло. Разговор не быстрый. Какая информация вам нужна?» Я понял, сложив простые события, что ваш дед, лейтенант вермахта, вам рассказал что-то о событиях лета-осени 42-го года. Что-то такое, что заставило вас даже переехать в Россию. Полагаю, что это нечто как-то относится к летающему вагону, который сбивал немецкие самолеты, следовавшие по Рамушевскому коридору в Демянск, и к партизанскому отряду Бати, о котором подал рапорт ваш дед, когда его раненым доставили в Мелечу. Что вы можете прояснить?» Вернер задумался. Он положил отечные руки поверх пледа, которым были укрыты его ноги. «Вы понимаете, Зорин, что я никому ничего не должен, а сейчас особенно. Вы хорошо сказали, можете, да, я могу. И я ждал этого момента, потому что, по мнению моего деда, все, что тогда произошло, имеет зародыш в наши дни, в эти месяцы, возможно, в ближайший год». «Как это понять?» — не удержался я, когда старик решил взять паузу. «Не торопите меня. Это все может для вас сначала показаться бредом, фантазией, но я нашел подтверждение, что мой дед не сумасшедший, что он молчал и был прав. Объяснений этим событиям у меня нет, как и нет уже времени искать их. А вы молоды, и раз уж вам приспичило, может быть, вы и сумеете. Детям моим и внукам это все безразлично. Они не верят в истории деда. Вы нашли отчеты докладные от солдат-офицеров немецких частей?» «Да». Вернер прекрасно говорил по-русски, лишь смягчая звук «р», и иногда вместо «да» я слышал что-то вроде «на». Но по смыслу я понимал это «да». «Хорошо, я постараюсь вам рассказать все по порядку, как мне рассказывал дед. А потом сообщу, где находятся доказательства истинности моих слов. Позовите Светлану, пусть принесет мне чаю с лимоном, а то разговоры сушат рот, язык, как у кошки». Я вышел в коридор и позвал ту женщину, что меня встретила. Она выслушала меня, сказала, что через 10 минут все будет готово, и я, вернувшись в кабинет Вернера, снова ощутил запах тлена. Так пахнут старики, даже если они регулярно моются. Смерть уже стоит за их плечами. Любопытно, сколько раз ему предлагали поехать в пансионат для престарелых? Или эта привилегия распространяется только на жителей крупных городов? Наконец, большие кружки появились перед нами. В них до краев чай, свежий, душистый, источает ароматы бергамота и лимона. Я приготовился слушать и дал команду Зуду писать рассказ Карла Вернера для меня, чтобы потом еще раз проанализировать то, что я сейчас упущу, и, конечно, для Петрова, когда мы опять встретимся. Пусть он тоже поразмышляет над рассказом старика. Фон Вернер. Старик откинул плед с подлокотника кресла, и я увидел вмонтированный в него небольшой пульт с кнопками и трекбулом. Покрутив шарик и нажав кнопку, Карл запустил руку в открывшийся ящик стола, рядом с которым он сидел, и протянул мне пачку бумажных фотографий. «Смотрите, сразу предупреждаю, фотографировал я сам. Фотоаппарат Nikon D40X с фиксацией места съемки по GPS. Дата съемки, координаты тоже указаны в цифровой фотографии. Файлы у меня есть. Никакого фотошопа.
Это вам подтвердит любой эксперт. Смотрите, все поймете сами. На первой фотографии яма в земле и бок какого-то круглого предмета, похожего на большой, слегка приплюснутый арбуз. Часть земли смыта с гладкой, явно не металлической поверхности, виден скол пластиковой обшивки. Под ним медная обмотка, двигатель, генератор. На второй этот предмет почти полностью откопан. Это уплощенный цилиндр. Рядом выдвинутая рулетка, и видно, что в диаметре этот предмет 80 сантиметров, а высоту не больше полуметра. Видна ось с креплениями. Земля с предмета почти смыта, и на следующей фотографии я увидел табличку на русском. КРЭТ. Концерн радиоэлектронные технологии, который был создан в 2009 году, как дочерняя от Ростех. Модель ЭД-5000, номер 678-905601. Я подождал, пока ЗУТ отсканирует фотографию и обработает данные с таблички. Это электродвигатель грузового квадрокоптера модели «Лесовоз». Его грузоподъемность 5 тонн. Квадрокоптер типа FPV плюс навигатор. Серийный номер этого двигателя привязан к дрону, закупленному в 2045 году лесопромышленником Збруевым из Залучья. Досье на Збруева скачивается, доложил мне ЗУТ. Что скажете, Зорин, проскрипел Карл. Этот мотор я выкопал сам. Дату находки вы видите на фотографии. Вы говорите, что нашли этот двигатель в земле в 2007 году? Да, мы перенесли его в Починок и спрятали в подвале одного из домов. Потом, после переезда в Россию, я его забрал, и сейчас он хранится у меня в сарае. Как вы понимаете, сейчас он уже не уникален, кроме этих фотографий. Они настоящие документы. А почему вы тогда не показали его на суде? А зачем? Я убедился, что мой дед не сочинял. И хотя я не имею объяснения, как этот предмет попал из 21 века в 20-й, 42-й год, я его вижу, я знаю, что это факт. А объяснять свою находку мне бы пришлось. Или признать, будто она подделка. Вы встречались со Збруевым? Нет. А что ему скажу? О чем спрошу? Как его дрон попал в 1942 год? Я недавно узнал, что дрон этот сейчас у него. Используется для вывоза леса с разработок. Что вам еще удалось узнать? Много чего, уклончиво ответил старик. Давайте по порядку. Хорошая идея, если вы не устали. Устал немного. Я буду отдыхать, Зорин. Но рассказ не будет слишком долгим. Я прошу вас не задавать вопросов, пока я не закончу. Хорошо. Я приготовился слушать. Рассказ Карла Вернера. Все началось с 1 июля 42 года. 123-й саперный батальон сводного полка с таким же номером, в котором служил мой дед, занимался минированием правого берега реки Паламедь, выше по течению между деревнями Починок и Калиты. Мой дед, связист, в те дни приехал в Починок для прокладки дополнительной линии связи на тот берег реки с огневым позициям ПВО. Советские войска регулярно отправляли разведчиков, потому еще реку перегораживали сетями с колокольчиками. На левом берегу стояли прожекторы и зенитные батареи скорострельных автоматических пушек «Флаг Фирлинг» 38 и «Флаг 18». Взвод, которым командовал мой дед, закончил протяжку линий к 1 июля и отошел к расположению боевого охранения севернее деревни Починок и концентрационного лагеря, который охраняли шуцманы из Тоттенкомпф. Там в основном содержались пленные из 183-й дивизии Красной Армии, а также пленные десантники, которые еще зимой пытались пройти нам в тыл, но они были обнаружены по следам на снегу. Всего там было около 700 человек в бараках. Они каждый день выносили за территорию умерших от голода и ран и сбрасывали в большую яму за деревней.
Тех, кто покрепче, заставляли ловить рыбу в реке, потому что течение бурное и вода ледяная, даже летом, не была теплее 15 градусов. Тоттенкопф расстреливали всех, кто не мог выйти утром на построение и оставался в бараках. Если кто-то совершал побег, расстреливали каждого 10-го в отрядах. Вы понимаете, когда целый армейский корпус в окружении, кому нужны пленные? Есть такой термин децимация, каждый 10-й. 1 июля примерно в 9 часов вечера началось светопреставление. Южнее, там, где река делает зигзаг, началось что-то странное. Небо осветилось, и появились вертикальные световые разноцветные столбы. Их было очень много. Они наслаивались друг на друга, перемещались среди деревьев, и так длилось всю ночь до 8 утра. Уже после рассвета столбы исчезли. Дед рассказывал, что это выглядело красиво и жутко. Кое-кто из его солдат говорил, что это было похоже на полярное сияние, которое спустилось до земли. Майор Крамер из охраны лагеря послал 3 шуцманов на разведку. Те вернулись под утро, они были красные, будто обваренные кипятком. Их рвало, и они ничего толком не могли рассказать. Еле дошли и потеряли сознание, а через 3 часа умерли. А когда их хоронили, то тела их расползлись, так будто были сварены. Больше никого в то место не посылали. Прошло 3 дня. Дед ждал приказа командира полка вернуться в расположение под Демянском за пополнением и едой. Всех уже тошнило от запаха вареной рыбы, а грибы собирать начальство категорически запретило. Бывали случаи отравлений. 3 июля в сумерках началось то, что дед описал адом наяву. Перед рассветом еще в темноте были убиты все охранники лагеря, оборвана связь со штабом в Олешонке. К утру на окраине деревни были сложены больше 100 шуцманов и средних чинов, у всех перерезаны шеи, а офицеров, напавшие, подвесили за ноги еще живыми на деревьях, с вспоротыми животами, и их крики и стоны наводили ужас на тех, кто пытался спрятаться от убийц. Пленные русские солдаты вырвались на свободу, захватили арсенал, они добивали уцелевших охранников, а деду еще в темноте прострелили ногу. Он успел отползти за кусты в яму с трупами расстрелянных еще прошлым днем русских, и его не нашли. К утру все без исключения солдаты и офицеры вермахта были убиты. Спасся только мой дед. Он слышал голоса русских солдат, но, не зная языка, не понимал, что они говорят. Он видел, что на краю деревни появился летающий вагон, в который погрузили раненых из пленных, потом этот вагон забрал оружие, потом в него затащили зенитки по одной и тоже куда-то увезли по воздуху. Дед говорил, что летающих устройств было 2, один похож на ящик размерами примерно 10 метров на 3,3, а другой имел что-то вроде лебедки с крюком. Он его описал как 6-винтовой вертолет «Летающий кран». Но, что самое удивительное, эти летающие средства не имели пилотов. В них не было кабин с человеком внутри. В целом он видел очень немного. Те, кто напал на лагерь, были черно-зеленого цвета. Они не стреляли и практически ничего не говорили. Их было совсем немного, 3 или 5. Они появлялись и исчезали в траве и кустах, словно призраки. Дед пролежал весь день, не имея сил и желания выбираться. Он был уверен, что его убьют, как остальных, если найдут. К вечеру следующего дня он пришел в себя от того, что кто-то лил ему в рот воду. Открыв глаза, дед увидел человека, мужчину средних лет в странной одежде. Он не сразу понял, что она странная. Внешне была похожа на маскировочный комбинезон с широким воротником. В руке этот мужчина держал пластиковую бутылку, и из нее лил деду на лицо
Тогда дед назвал ее «мягкое стекло», и лишь потом, уже после войны, он узнал пластиковую прозрачную бутылку, какие появились в магазинах в 70-е годы. Напоивший его закрыл бутылку и спрятал за спину. Потом он забрал из кобуры деда Вальтер и сказал по-немецки: «Макс фон Вернер, лейтенант батальона связи, нужно, чтобы тебя демобилизовали. Ты ранен в ногу. Я еще прострелю твою левую руку, но помогу тебе доползти до деревни Мелеча. Я не советую никому говорить о нашей встрече. После войны ты передашь привет от меня, Владимира, своему внуку Карлу. Он будет хорошим человеком. Ты это запомнишь?» Дед ответил «да», он был в шоке. Этот Владимир погрузил деда в кюбельваген, на котором связисты привозили свои инструменты и провода в Починок, выгрузил на середине дороги, приказав «Крайхан, ползи», и выстрелил ему в левую руку, не повредив плечевую кость. Пистолет он разрядил и вернул в кобуру. Утром Макса Вернера в бессознательном состоянии нашел патруль из Мелечи и донес до госпиталя. Так как этот Владимир не запретил ему доложить о захвате деревни и лагеря, дед, когда смог, написал подробный рапорт. Он написал и про летающее устройство. Потом он мне сказал, что, вспоминая этого Владимира, он был уверен, что звук у него шел не изо рта, а из его воротника или груди, и в словах было что-то странное. Немцы так никогда бы не говорили. Я теперь полагаю, что это был машинный перевод, а голос синтезированный. Деду моему было 20 лет. Он не был женат и не имел детей. Но этот Вальдемар знал, что я буду рожден, и меня назовут Карлом. Особенно радует фраза, которую запомнил дед: «Он будет хорошим человеком». Значит, этот Владимир знает обо мне нынешнем. Пока дед лежал в госпитале и ждал эвакуации, он слышал, что Починок оказался в руках партизан. Командование собиралось штурмовать деревню 2 ротами танков, но не успели. Через 2 недели после светопреставления случилась чудовищная диверсия. Были подорваны больше 20 танков Т-2, Т-3 и броневиков. Кроме этого, сами собой взорвались приготовленные к отправке на передовую линию крупнокалиберные мортиры, несколько складов с боеприпасами, а также несколько самолетов, стоявших на ремонте аэродрома в Демянске. Деда отправили транспортным самолетом в Псков, и там в госпитале он услышал от других раненых, что партизаны Бати ночами вырезали солдат вермахта целыми батальонами, оставляя одного живого с посланиями, что за каждого убитого солдата Красной Армии будет убито 10 немецких солдат, а за каждого гражданского 100. Я выяснял потом, что вермахт 5 раз пытался штурмовать Починок, но тот был превращен в крепость, а при попытке ее разбомбить вылетел тот самый вагон, в котором уже были установлены флаг 38. С каждого борта этого ящика била пушка. За один бой он уничтожил, по-моему, 9 самолетов. Карл замолчал и принялся пить остывший чай. Дед еще говорил, что этот дрон разбомбил Демянский аэродром вместе с самолетами, складами, ПВО. Точность попаданий фантастическая. Ни одного промаха. Каждая бомба в цель, добавил он. Я осмысливал рассказанное. Старик пытался ничем не выдать волнения, говорить как можно спокойнее, равнодушнее, но ему это плохо удавалось. Впрочем, как и мне его слушать. Больше 100 лет прошло после той войны, но она не отпускает никого, кто хоть краешком своей семьи имел к ней отношение, кто побывал в тех местах, где она прокатилась своим катком. Война — жестокая штука. Пытался ли Карл как-то оправдать немецких солдат, подчеркивая, какими жестокими были партизаны? Но мы с ним понимали, что их отношение было справедливым возмездием. Но это мы сейчас понимаем.
А тогда многих вещей в СССР не знали, как не знали о том, что происходило с заключенными военными и гражданскими, как выколачивали с детей кровь в концлагерях, потом, отступая, уничтожали всех и взрослых, и детей. И получается, что батя все это знал, потому и тактику выбрал такую, бескомпромиссную. Карл ни разу прямым текстом не сообщил, что в июль 42-го занесло какую-то группу людей из нашего времени. Осталось найти ответы, кто эти люди и как они попали в прошлое. У нас есть зацепка, двигатель от дрона нашего времени, откопанный в 2007 году, когда фирмы, его создавшей, еще не существовало. Можно взять эту находку, притащить лесопромышленнику Збруеву и спросить, как он объяснит этот факт. Можно отдать мотор на экспертизу и доказать, что изменения в нем соответствуют столетнему лежанию в земле. А дальше что? Допустим, что люди, ставшие костяком отряда бати, тоже из нашего времени, и все они как-то относятся к Збруеву, раз уж у них оказалась машина из Збруевского парка. Но если они еще не попали в прошлое, то о чем с ними разговаривать? Когда собираетесь нырнуть на 100 лет тому назад, ребят? Ведь, судя по мотору, дрон там и остался. Карл отдохнул, он смотрел в мою сторону, но словно мимо. «Зорин, вы не думайте, что я пытаюсь оправдать моего деда. Он, как я помню, до самой смерти был антифашистом. Тот случай вывернул наизнанку его душу. Он мне говорил, мы заслужили жестокое отношение, но они, он говорил о русских, великодушны и добры. Я не осуждаю их жестокости тогда, в лагере. Он меня заставил учить русский язык, сам выучил и говорил мне, когда сможешь, переселись в Россию. Это великая страна, не только размерами, широтой души ее народа. Карл помолчал, отхлебнув чаю. Когда я нашел мотор, я понял, надо жить тут. Годы в лагере потратил на совершенствование русского языка и истории России. Вернер умолк. Взгляд его и без того, будто подернутой пленкой, стал совсем туманным. Я заметил слезы, покатившиеся по седой щетине. Я понял, что мне пора уходить, и вспоминал, что еще нужно спросить, потому что интуитивно понимал, эта встреча может стать последней. У старого немца явно тяжелая форма сердечной недостаточности. Зуд отлично слышит хрипы в нижних отделах легких, а Карл еще пол-литровую чашку чая выпил. Что бы еще его спросить напоследок? Скажите, Карл, ваш дед этого Вальдемара как-то описал, кроме его одежды? Да, он высокий, светлые длинные волосы, глаза синие, лицо овальное, загорелое, широкие плечи. В нем чувствуется огромная физическая сила. Дед сказал, что этот человек его поднимал одной рукой за ремень, как куль, когда заносил в машину. И еще он, Вальдемар, точно знал, где спрятался дед. Судя по прическе, он не был кадровым военным. И еще дед говорил, что от этого человека исходила какая-то невероятная сила и уверенность. Эрхатта спас. Ему было весело, понимаете? Весело во время войны. Я уверен, что там были люди из нашего времени, и они имеют отношение к Павлу Збруеву из Залучья. Вот теперь вы знаете. Но что вы будете делать с этим знанием? Я пожал плечами, согласен со стариком, но хотелось еще что-нибудь услышать. Не могу не признаться, что рассказ о том, как несколько наших партизан перебили втихую батальон, не считая роты охраны концлагеря, это грело душу. Скажите, Карл, а что вы еще искали после переезда сюда? Вы же каждое лето выбирались на раскопки, и Корочич бывал с вами уже в 30-е годы, так? Дед пытался тоже разузнать подробности о тех партизанах, и после войны искал сослуживцев, прошедших Демянский ад. От них он услышал, что якобы осенью в воздушном бою удалось сбить этот летающий вагон, и он упал где-то в лесу недалеко от реки.
Если я правильно понял, партизаны тщательно уничтожили его остатки, кроме вот этого мотора, который отвалился, видимо, еще в воздухе и упал в болото, где мы его и отыскали. Я видел, что старик устал. Он тяжело дышал. Мне пора уходить. Заехать к Збруеву? Дам задание Зуду собрать досье на этого предпринимателя. Сейчас к нему ехать бессмысленно, если только познакомиться с ним. Нет, это лучше сделать как бы случайно и на нейтральной территории. «Я могу забрать эти фотографии?» — спросил я, прежде чем уйти. «Берите, у меня есть еще. Если понадобятся файлы, Светлана знает, где лежит карта памяти». Он закашлялся. «Налейте мне немного виски», — попросил Карл. «Там в буфете бутылка и стаканы, а в холодильнике лед. Мне после него легче дышится». Это понятно. У него на треть в легких вода, которая пенится, а спирт эту пену осаждает, и открывается дополнительная площадь поверхности в альвеолах для газообмена. Я выполнил его просьбу, налив на донышко миллилитров 15-20, этого достаточно. «Может быть, вызвать скорую?» Я мысленно усмехнулся. «Сколько они будут сюда лететь?» «Если сам не справлюсь, вызову, Зорин. Но это будет дорога в один конец. А мне безумно все-таки хочется узнать, кто и как попадет в 42-й год и спасет моего деда. Если доживу, пообещайте мне рассказать об этом». «Обещаю». Надо же, он понимает, что партизаны Бати, которым было весело в этом пекле, фактически спасли Макса фон Вернера. Я вышел во двор и вдохнул полной грудью морозный весенний воздух. Светило солнце, и уже начинали галдеть птицы на ветках. «Зуд, разыщи мне все материалы на Збруева Павла, бизнесмена из села Залучье. Найди такси до Демянска, а туда вызови коптер-такси до Москвы». Машина шла через Залучье, и я навигатору поручил проехать мимо дома Збруева. Судя по трехэтажному терему из лиственницы, крытому листовой медью с зеленой патиной, дела у Збруева шли прекрасно. За забором я заметил торчащую телескопическую мачту высотой метров 30 с параболической антенной. У него тут свой центр космической связи? Интересно, тогда почему тарелка смотрит параллельно Земле? Спутник висит над горизонтом? Мне не видно за тарелкой структуры излучателя антенны, чтобы понять, на какой диапазон она рассчитана. Я прикинул направление на север, в сторону Петрозаводска или Архангельска. То есть, получается, спутник висит над Северным полюсом? Тогда тарелка должна быть поднята над горизонтом градусов на 20. Она почти параллельна горизонту. Над полюсом на низкой орбите спутник не повесить. Да и помех там больше, чем над экватором. Солнечный ветер прорывается через магнитное поле именно на полюсе, поэтому и сияние в ионосфере полярное. Странная система во дворе Збруева. Машина постояла минут 5. Первое впечатление о промышленнике я составил. Добротный хозяин, а подробнее мне Зуд расскажет. В Демянске пришлось погулять около часа в ожидании, пока прилетит из Валдая заказанный дрон. Я с пользой для тела потратил этот час. Пообедал в кафе «Селигерская рыба». Щи суточные с зайчатиной, судачок под маринадом и кружка сбитня. Даже на мой весьма искушенный вкус оказались на высоте. Пока я возвращался домой, получил досье Збруева. Зуд все собрал, очистил от всякой лирики и шелухи блогеров. Збруев Павел Александрович родился в 2001 году в Демянске. В 2019 окончил Тверское Суворовское училище. Служил срочную службу в Псковской дивизии ВДВ. Еще 4 года по контракту до и после завершения СВО. После ранения годичные офицерские курсы для младших командиров. В запас уволен в звании старшего лейтенанта. Поступил в Московскую сельскохозяйственную академию, Институт механики и энергетики имени Горячкина. В 30 году Збруев защитил диплом по теме эксплуатации модернизированного лесотехнического автоматического комплекса АЛТК-05М. Новое в дипломе Збруева — это введение в комплекс ремзоны дополнительного блока
где один инженер-оператор системы восстанавливает периодически выходящие из строя агрегаты, то есть поломки плановые, замена пил и резцов, гидравлики и прочих нагруженных узлов неизбежны. Все это приводит к простоям. А добавление блока ремзоны со станками позволяет оперативно заменять поврежденные узлы, гидравлические шланги, пилы. За диплом, приравненный к диссертации, Збруев сразу получил степень кандидата технических наук и сельхознаук. Через 3 года универсальную ремзону начал выпускать Ивановский машиностроительный завод для вахтовых бригад в самых разных отраслях, а новоиспеченный кандидат технических наук за свою разработку получал процент с каждого проданного блока. Раньше я не задумывался об оснащении леспромхозов. Моей эрудиции хватало на предоставление лесорубов с пилами и топорами, трелевочных тракторов. Как оказалось, я застрял в 20 веке. Сейчас в лес завозится целый перерабатывающий завод, снимающий деревья полностью от корней до листвы, их перерабатывающий в доски, брусья и плиты ДВП, УСБ, а хвою превращающий в концентрат для косметических и фармацевтических фабрик. Он не оставляет за собой голую землю с пеньками. Пней тоже нет. Земля перепахана, удобрена, перемолотой корой и жмыхом от хвои, в нее высажены заранее подготовленные подрощенные сосны и ели. В ЛТК входит небольшой трактор-экскаватор с навесными элементами, ковшом, плугом и бараной. Все по стандарту на лесопромысел. Получивший лицензию на разработку участка обязан сдать его администрации района засеянным молодняком, без пней, оврагов, с возможной мелиорацией. Збруев именно так и работал. Молодец. Он зарегистрирован по адресу в Залучье, женат, имеет 4 детей. В Демянске у него мебельная фабрика, выпускающая как ширпотреб из шпона, так и заказные гостиные и спальные гарнитуры с широким выбором по каталогу. Он построил новую церковь в Залучье на месте разрушенной еще во время войны, спонсирует детдом в Старой Руссе, поисковый отряд Демянск и поселковую организацию ДСААФ с различными кружками. У Збруева есть еще свое частное охранное предприятие со штабом в деревне Костькова. ЧОП оформил лицензию на утилизацию раритетного оружия и боеприпасов, найденных в земле. Это понятно. Тут вести лесоразработки без такого дела невозможно. Железо разной степени ржавости и боеприпасов, включая мины и снаряды в земле, полно везде. Что-то из найденного отдают на реставрацию, а что-то на переплавку. Из сайта администрации Демянска я узнал, что Збруев подал заявку на восстановление аэродромов, собственно, Демянского и запасного в Песках. Деятельный мужик. Собирает инвесторов для возрождения местной авиации и аэроклуба. В заявке создание общества любителей малой авиации. Я поручил Зуду найти его налоговую декларацию. Она впечатлила. Этакий олигарх местного значения с миллиардным оборотом. Он также спонсировал обучение в московском физтехе некого родственника вундеркинда Кости Лагутина, который в следующем году должен защитить диплом. Я искренне порадовался за всех. Вообще это всегда приятно видеть честного предпринимателя с государственным мышлением. Много ли нечестных? Как говорится в старом еврейском анекдоте, их есть. Куда ж без них? Как ни старается правоохранительная система, такое качество иных граждан, как хитрожопость и стремление урвать везде, где обнаруживается законодательная дырка, никуда не деть. Они всегда были, есть и будут. Междугородний такси-дрон донес меня до окраин Москвы. Смеркается. Я связался с Валентиной, попросил готовить ужин и составлял в голове объяснение. Был ли у меня разговор с аспирантом о его научном руководителе? Она ведь наверняка спросит. Для того, чтобы в архив вызвать Вальнову папку, нужен какой-то объективный мотив, что-то такое, на что его можно будет выманить наверняка. Что я сейчас знаю, если всю информацию не подвергать сомнению? Первое. В июле 1942 года в районе деревни Починок произошел какой-то сильнейший, но при этом локальный катаклизм, приведший к образованию
темпорального перехода на 108 или 110 лет тому назад. Второе. Длился этот катаклизм, со слов Макса фон Вернера, около 11-12 часов, сопровождаясь мощным ионизирующим излучением. Немецкие разведчики, побывавшие в эпицентре, заживо сварились в нем. Отсюда третье. Люди, которые побывали в эпицентре катаклизма, умерли быстро, с симптомами лучевого поражения высокой степени. Важная деталь. Ткани погибших расползались будто сваренные. Это характерно для тяжелого лучевого поражения больше 10 зивертов. То есть там было около сотни зивертов, как в эпицентре Чернобыльского реактора. При таких облучениях умирает за несколько часов от полного распада тканей, некролиза. Четвертое. После катаклизма появился отряд Бати, которому излучение не нанесло вреда. Или они под него не попали, или сам трансвременной коридор не связан с радиацией. Она как бы сопутствует образованию провала, например, окружая его. После не всегда означает вследствие, но это похоже на такой случай. Пятое. Группа Бати, будем так называть ее, имела в своем арсенале грузовой дрон с Бруевской бригады лесорубов. Учитывая свидетельство деда Карла Макса, был еще и летающий кран. Я посмотрел, какие бывают варианты. Шестивинтовые дроны FPV грузоподъемности от 10 до 15 тонн. То такой аппарат вполне мог поднять легкий танк Т-2 и даже Т-3 с 37-мм орудием. Шестое. Если эти лесорубы сразу поняли, что случилось и куда они попали, то наиболее вероятно, что они были к этому готовы, хотя бы частично. В противном случае они со 100% вероятностью попали бы в плен. Они очень быстро разобрались в ситуации и приняли единственное верное решение. Я даже не стал задавать себе вопрос, как они поняли, где и в когда. Если над их головами курсировали транспортные самолеты Люфтваффе с крестами на крыльях. До 3000 рейсов в сутки. Главным для них было принять как данность их попадания в прошлое. Им на это понадобилось не больше суток. А судя по тому, как они действовали, часть этих работяг имела боевой и, в частности, диверсионный опыт. Это важная характеристика. Что из этого я расскажу аспиранту-историку? В принципе, у меня нет причин таиничать. Он сам уже добрался к этой загадке. То, что я сумел встретиться с Фернером и узнал больше, не означает, что я должен это скрыть от него. Фотографии я ему покажу. Запись рассказа Карла дам послушать. Узнаю, что он тоже сумел накопать в немецком архиве. Если будет момент, намекну, что нужно вызвать его научного руководителя, чтобы обсудить выявленные данные. Пока исходим из того, что временной коридор в прошлое образовался спонтанно. Главное, мы знаем, где это случится. Можно поставить контрольную аппаратуру, которая заметит начало светопреставления. Теперь главный вопрос. Нужно ли проинформировать об открытии Самсонова? И вот тут до меня дошло, как холодным душем окатило. Так что Зуд встрепенулся. «Леша, чего ты шерсть дыбом поднял?» Так он отреагировал на мои гигантские мурашки. Вопрос о Самсонове, конечно, интересный. Возникновение транстемпорального перехода в прошлое — это очень серьезное событие. Не назову это открытием, если он возникает спонтанно, как результат какого-то вселенского катаклизма, случайно наложившегося на Землю и на точку в районе деревни Починок, то факт этот неплохо бы как-то зафиксировать, подключить к нему ученых. Ведь, как гласит народная мудрость, что произошло однажды, то может случиться еще раз. И неплохо быть не просто готовым, а еще и понять причину возникновения этого явления. Найти ответы на вопросы, почему в прошлое, почему на 100 лет примерно, что там вообще происходит, что за радиация, откуда. Может быть, это какой-то побочный эффект испытаний ядерного или термоядерного оружия? Черт его знает, вот уж головоломка. Я вдруг понял главное. Факт образования коридора в прошлое — это не просто открытие. Это событие стратегического значения. Это значит, что вся фантастическая хрень,
вроде петли времени, ловушки времени и патруля времени, перестает быть фантастикой. Не сейчас, конечно, в перспективе. Этот вектор новейших исследований свойств пространства-времени, а пачка фотографий в моем рюкзаке — неопровержимые доказательства реальной, а не теоретической возможности не просто возникновения коридоров в прошлое, а его преднамеренного создания. И значит, когда-нибудь в перспективе возникнут и приборы для этого, и люди, которые очень захотят исправлять историю, вмешиваясь в разные события и устраняя пассионарных личностей еще до того, как они проявят это качество, например, устраивая несчастные случаи. Просчитать вероятностную цепочку связи от такого вмешательства с помощью искусственного разума не проблема. Эмоциональный всплеск мой оказался так силен, что, удержавшись от матерной триады, я не сдержал слез. Это были слезы не восторга, а дикого страха. Я вдруг как никогда ощутил реальность конца света или конца моей реальности. Это вам не ядерная дубинка. То, что катаклизм случился здесь и сейчас, ровным счетом ничего не значит. Это спонтанная флюктуация, случайность, в самом ее крайнем выражении. Сдвиньте какой-нибудь параметр в уравнении создания темпорального коридора на долю значений, и этот коридор мог возникнуть где угодно, а совсем не между бригадой лесорубов и наполненным фашистами котлом под Демянском. Вероятно, что подобные коридоры уже возникали, и люди исчезали. Но все оставалось на уровне невероятных гипотез из канала РЕН-ТВ. Однако теперь мы можем вычислить, кто и, возможно, когда исчезнет. А если повезет, то и почему исчезнет. Но если появится ответ на этот вопрос, мы вплотную подойдем к краю существования человечества, во всяком случае, в том виде, в каком оно живет сейчас. Ибо нет никаких гарантий, что в мире не отыщется самоуверенный кретин, которому захочется отредактировать через исправление прошлого настоящее. Вернуться, например, в начало 30-х и грохнуть Гитлера, или помешать убийству Кеннеди, или вломиться в кабинет Сталина, когда тот свалится с инсультом и введет полезное лекарство, которое даст вождю прожить еще пару-тройку лет, тем самым изменяя историю СССР абсолютно непредсказуемо. Сейчас в моих руках возможность это сделать, не представляя о последствиях. Например, я найду тех, кто попадет в июль 42-го года и проинструктирую их так, чтобы Макс фон Вернер был убит или не спасен попаданцем Владимиром. И, вероятно, не будет никакого внука Карла, и много чего не случится. Например, адвокат Коротич не попадет в колонию и, может быть, не станет адвокатом. Как просчитать все связи и события от моих вмешательств? Я могу заняться этими алгоритмами, но на это нужно время и деньги. Деньги, наверное, есть, надеюсь, того, чем я сейчас располагаю, хватит на первое время. А вот со временем сложнее. Валя должна скоро родить, а я со скорой уходить не хочу, но, возможно, придется. Если я глубоко влезу в эту проблему, мне, наверное, придется заняться продумыванием, как организовать пресловутый патруль времени, как защиту от вмешательства в историю еще до того, как будет разработана возможность целенаправленных перемещений в прошлое. Будущее тоже. Сейчас это все для меня и всего мира, я надеюсь, загадка. Но уже очевидно, что она обязательно будет когда-нибудь разгадана. Профессор Артемов. История ссоры Валентины с родителями произвела впечатление на меня. До этого мне не приходило в голову, что родители могут так легко в своем воображении опустить свою дочь. Представить ее эскортницей — это как? С другой стороны, что я знаю об атмосфере в ее семье? Девушка, она довольно самостоятельная и, как я сразу понял, в первую ночь нашего знакомства чрезвычайно смелая. Хоть она и утверждала тогда, что действовала исключительно опасаясь за мою жизнь. Опять же, чтобы после суток общения вложить мужчине
в руку ключ от квартиры и сказать, когда я вернусь домой, хочу найти тебя в моей постели, это невероятная отчаянная решимость. 20 часов общения расставили в наших отношениях все точки над «и». На что у многих уходят месяцы, у нас случилось за несколько часов. Она тогда сделала выбор и сразу это продемонстрировала мне. И я не стал кабениться, разводить политесы и вообще вести себя как жеманная дура. Мы с ней как бы поменялись тогда ролями. Я интуитивно понял, откажись я в тот момент исполнить ее приказ, потерял бы мою любовь навсегда. А может быть и нет. Но тогда, после суток, осознать правильность другой тактики в отношении Вали я не мог. Впрочем, чего мне удивляться сейчас, когда я знаю, что это была любовь с первого взгляда, причем обоюдная. И это не сказка. Все случилось, как в известном романе Михаила Булгакова. Любовь выскочила между нами, как убийца, и поразила меня своим кинжалом. Да, так и было. Сразу и на всю оставшуюся жизнь. И даже то, что очень часто приводит к расставанию, первая постель, не остудили нас, пожалуй, даже наоборот, только обострили страсть и влечение, полностью похоронив весь мой прежний опыт отношений с женщинами. Если раньше первая близость как бы ставила точку на дальнейших отношениях, здесь все произошло абсолютно наоборот. Мы словно ключ и замок оказались настолько комплементарны, что мы стали ощущать друг друга как часть себя. Мы не могли наесться общением. Как в стихах Риммы Казаковой, каждый миг, как в первый раз. И в нашей жизни главным было обоюдное стремление ни в коем случае не разочаровывать друг друга. Наслаждение во всем, в разговорах, во внешнем виде, в близости, в ожидании встречи, даже после недолгой разлуки по работе. Нас тянуло и тянет друг к другу, как магниты. Я не знаю, думает ли Валя обо мне на службе, но я все время думаю о ней, фоном, постоянно ожидая встречи после дежурств. Она прочла стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне» и плакала светлыми слезами, ругаясь на себя. Почему я их раньше не читала? А я успокаивал ее и говорил, что она счастливый человек. Ей еще предстоит открывать массу чудесных книг и стихов. А я счастлив от того, что открываю их для нее. Она знала стихотворение Симонова «Жди меня» и сказала: «Лешка, это стихи, и Симонова, и Кочеткова наполнены молитвенной силой, магией самой сильной и светлой любви. Как они сумели так написать?» «Наверное, потому что так любили сами», — ответил я. «Самая мощная созидательная сила в природе — любовь». Я попытался сформулировать сумбурные мысли. Понимаешь, говорят, что Бог — это любовь, но Бог — создатель, творец, поэт, если дословно перевести с латыни, тоже творец, от поэсис — творение, создание. И я слышал, будто у поэтов открыт особый телепатический канал с Богом. Иногда они и выдают такие вот творения. Вернувшись после встреч с адвокатом Коротичем и Карлом Вернером, я решил пока никому не рассказывать о своем открытии и понимании грядущих событий. Вернер дышит на ладан, очевидно, что жить ему осталось очень недолго, и вряд ли он будет с кем-то еще так же откровенен, как со мной. А что с ним случилось, что он решил мне так все подробно рассказать? Подозреваю, что Коротич позвонил ему и сказал что-то вроде «этому человеку можно верить». А может быть, он как джин в кувшине на дне Красного моря. Первую 1000 лет я обещал озолотить любого, кто меня освободит. Вторую 1000 лет я обещал убить любого, кто меня освободит. А третью 1000 лет я решил исполнить 3 любых желания того, кто меня освободит. Что теперь гадать? Петрову я расскажу о Вернере и о его находке, когда он сам подойдет к пониманию всех событий и сам осознает, насколько это открытие опасно для всего человечества. Надеюсь, что он какое-то время будет отрицать вероятность перемещения в прошлое. Сейчас для него это невозможно. Пусть и дальше так будет. Пусть летающий вагон пока остается секретной разработкой советских конструкторов, а не квадрокоптером из 21 века. Отряд Бати, группа беглых,
пленных солдат из 183-й дивизии, захваченных в плен десантников. Они себя проявили в июле и исчезли. Вопрос: когда о них перестал упоминать командование 16-й армии под командованием генерала Эрнста Буша? Вот это мне нужно выяснить у аспиранта Петрова. Если он разобрал часть документов, то что-то еще сумел накопать. Мне нужно узнать в деталях, кто работает у Збруева в бригадах. Что за люди, имена, их биографии, характеры. Ясно, что кто-то из них Вальдемар, спасший фон Вернера. То, что беглые пленные, ставшие партизанами, воевали крайне жестоко, неудивительно. Ясно, что у них был какой-то идейный вдохновитель. Но если принять как данность, что фашисты не брали в плен политруков и быстро расправлялись с офицерами, то интересно, кто же был этот батя? Выйдя из такси дрона на площади у метро Речной вокзал, я забрел в парк, сел напротив памятника Сервантесу и решил спокойно подумать. Такси до Нахабино меня довезет за полчаса, рассиживаться особо некогда. Но и приехать к жене задумчивым и озабоченным я не имею права, а принять беззаботный вид пока как-то не получалось. Посвятить ее в назревающую проблему? Нет, этого делать нельзя. Можно намекнуть, что я наткнулся на серьезную задачу, и мне нужно крепко ею заняться, не посвящая в подробности о перемещении во времени. Валь человек военный, что такое секретность понимает, и поэтому достаточно ей сказать: меньше знаешь, спокойнее спишь. Она спорить не станет. Придет время, я ей все объясню. А пока и других забот хватает. Как мне вынудить аспиранта вытащить моего тестя? Для этого мне нужно знать, что накопал аспирант в коробках. В любом случае, завтра к 9 утра я выезжаю в архив и буду там по возможности до вечера. Финальный этап моего новгородско-старорусского вояжа я посвятил приведению эмоционального состояния в более-менее ровное, поручив Зуду поиск любых материалов в открытом доступе об исследованиях свойств пространства-времени, ученых во всех странах, теорий, учений, гипотез, в общем всего, что реально изучалось, как энтузиастами, так и по различным грантам и госзаказам. А еще, Зуд, когда все соберешь, проведи отсев, что серьезно из этого, а что явный распил выделенных средств. Подготовь мне отчет, коротко, самые важные. Меня интересует 3 вопроса. Кто из физиков-математиков ближе всех подошел к ответам на вопросы о реальной возможности перемещения вдоль оси времени? В каких странах в решение этой задачи вкладываются реальные деньги? Я вспомнил физика Георгия Флерова, написавшего в Государственный комитет обороны Сталину о том, что из открытых источников до начала войны стали исчезать все публикации, посвященные делению ядер еще в 1941 году. А это могло означать одно: кто-то ведет практическую работу по созданию атомной бомбы. Зуд, особенно отметь, есть ли такое явление, как исчезновение и сокращение публикаций в открытой физической и математической литературе на эту тему. Киберкостюм погрузился в выполнение задания, а я постарался отключиться от занимавшей все мое сознание в тот момент проблемы. Я стал думать о Вале, о том, что она делает, как ждет меня, накрыв стол, что она приготовила к ужину. Она еще работает каждый день до 5 вечера, но по срокам в декрет уйдет через неделю. А дальше вся жизнь наша начнет переворачиваться, потому что примерно через месяц нас станет 3. Для меня она, в смысле жизнь, не так уж сильно изменится. Та же работа, те же заботы, плюс еще 1 человек в доме. Я припомнил любопытный случай. Приехал как-то на вызов к молодой женщине, хотя сейчас есть традиция всех молодых женщин называть девушками, как бы подчеркивая их внешний образ. Молодость. Но раз уж она в тот момент была беременна, то все-таки с медицинской позиции правильно ее назвать женщиной. Срок там был ни туда, ни сюда, больше 16 недель. А вызвали меня на истерическую реакцию. Увы, так случается, и помочь может только скорая, самая обычная. Вызвала автоматизированная система контроля состояния организма, которая определила сама диагноз как неадекватное поведение пациентки. Никаких мер помощи сама система принять не могла, кроме отключения в доме напряжения и газа, чтобы исключить их как возможные способы самоубийства.
Оставались веревки, лекарства, режущие и колющие предметы, поэтому и поступил вызов на скорую. Система сама открыла дверь, я вошел и насладился классическим припадком, когда дамочка, стиснув зубы, с размаху билась животом о край кухонного стола. Сколько минут она это делала? Система не зафиксировала, внутренних камер у санузла и кухни, как и в спальне, нет, только в прихожей. Да еще датчики движения, сопряженные с охраной и автоматическим освещением в коридоре. Благодаря им система определила, что с женщиной что-то не так. Поначалу истеричка отказалась от осмотра, орала, чтобы я ушел, но меня на это не купить. ДК ее вопли отнес к истерике, а значит, управляющего значения, то есть трактоваться как официальный отказ от вызова, ее заявления не могли. Помогла старая надежная валерьянка, пластиковый флакон, с которым мы обычно возим в карманах наших комбезов, как и массу других вспомогательных средств, перчатки, термометр, фонендоскоп, шпатель и ушное зеркало. Все, естественно, в упаковках, одноразовое. Щедрой рукой я плеснул истерички на стойке и, зажав ее тощую задницу между коленей, одной рукой нос, я заставил дамочку выпить успокаивающее. Спиртовая жгучесть немного привела ее в чувство, потому что вряд ли так быстро подействовала сама валериана. Только дама вдруг обмякла, разрыдалась, потом залезла на меня с руками-ногами, как котенок, и сидела, поливая спину моего комбеза горючими слезами. Нет, конечно, настойка сработала попозже. Первый шок снялся из-за моих решительных действий, ведь я ее держал в руках, как куклу, не давая больше биться животом о столешницу. Когда-то наш президент, не нынешний, а прежний, или, как говорил отец, действительно первый президент, относя формального, занявшего этот пост в 91 году, к недоразумениям. Так вот, первый сказал однажды простые, но очень важные слова, когда взбунтовались медики, не желавшие оптимизироваться. С людьми надо разговаривать. Он адресовал это чиновникам, которые умеют общаться исключительно приказами, считая своих подчиненных недостойным для нормального общения трудресурсом. Припомнил я и старинную комедию «Формула любви», где доктор говорит, что лучший способ избавиться от ипохондрии — беседа, о чем угодно, да вот хотя бы о графе Калиостро. Я дождался, пока рыдания котенка перейдут в прерывистые всхлипывания, достал из кармана стерильную салфетку и вытер лицо дамочки. Это простое действие добавило успокаивающего эффекта. Она отстранилась от меня, но с коленей не слезла, только смотрела, изучая мое лицо. В ее действиях было что-то очень непосредственное, детское и наивное. Через минуту рассматривания она сказала: «Вы добрый. В известной мере так и есть добрый, но по доброте могу и задницу надрать». Настало время разговора, как только она справится с голосом, а помочь ей в этом может обычная холодная вода, полстакана. И эффект стопроцентный. Вегетативная система реагирует на протекание холодной жидкости по пищеводу и уменьшает выброс гормонов, урежает ритм сердца, успокаивает дыхание, нервишки тоже успокаиваются. Я сделал недопустимое для медика, но вполне естественное для близкого человека. Ладонью нежно провел ее по лицу, вытирая остатки слез, как ребенку, и осторожно ссадил с коленей на стул. Хотел взять стакан со стола, благо рядом был кулер, еще набрать воды и протянуть ей. Но она прижала мою ладонь к лицу и так сидела пару минут. Да, это было ошибкой. Я уже не знал, как забрать руку. Она у меня, конечно, чистая, и мою, протирая спиртовыми салфетками после каждого вызова. Но все-таки моя рука. Что уж ей так нужно было? Она успокоилась окончательно и отпустила меня. Я протянул ей стакан. «Пейте и поговорим». Она рассказала, что уже почти год встречалась с молодым человеком, даже вроде как собирались расписаться, потом денег набрать и сыграть свадьбу. Ну, все как обычно. Жили они? Ну, конечно. Любовь, все дела. Однажды было без предохранения, он прервался. Хотя она чувствовала, что все-таки как-то слишком уж гладко.
Он убеждал ее, что это только смазка и ничего опасного. Ага, слышали, знаем. Дурите кого угодно. Секрет простаты, который молодые и неискушенные в медицине озабоченные парни выдают за смазку, содержит достаточно активных сперматозоидов, чтобы забеременеть. Что, собственно, и произошло. Полетели на курорт, море, солнце, белый пляж. Дальше все по сценарию традиционной женской дурости. Лето, жара, я думал, что задержка из-за жары. Потом, когда вернулась в Москву, из-за акклиматизации. Потом ждала, что вот-вот придут, а их все нет и нет. Грудь набухла. Она подняла майку и показала вполне такой нормальный 3-й размер. При ее 40-килограммовой туше и талии, которую я могу обхватить пальцами обеих рук. Продолжаем разговор. Ну, беременна, ну радуйся, слава богу. Статистика по невынашиванию и внутриутробной, а также генетической патологии пошла на убыль. Шансов родить здорового ребенка, да еще при первой беременности, стало намного больше. Носи и рожай. Она кивнула, так и хотела. Ждала, когда сообщит любимому, что его ждет сюрприз. Вчера купила тест, получила на дисплее 17,5 недель. И такая счастливая вся звонит по видео будущему отцу. Как флаг торжественно держит в кулаке тест. И слышит от него ответ. Знаешь, я не готов стать отцом. Ядрить твое через коромысло. То есть любовь крутить и сексом заниматься он готов, а в отцы ему еще рано. Инфантильный козел. Ну вот, все встало на свои места. Его слова стали триггером для истерики. Я включил ДК на диагностику, еще раз вытер снова выступившие от воспоминаний слезы на ее кукольном личике. Сколько ей? Говорит, что 27. И первая беременность. Истерика ее выразилась в ненависти к будущему ребенку. Она хотела добиться об стол и в буквальном смысле до выкидыша. Простим ей эту дремучую глупость. Мировая кинокультура давно уже всем дамам дала на этот счет четкую инструкцию. Чтобы случился выкидыш, надо скатиться с лестницы примерно в 30 ступеней. Но это больно и опасно. Я не стал ей рассказывать этот секрет Скарлетт О'Хара, раз уж она не удосужилась ни читать, ни смотреть классическое произведение, унесенное ветром. Значит, не судьба. Тем более, что дочитать роман до 56 главы для современных молодых людей, большой массе, пораженных синдромом дефицита внимания, подвиг. Слишком много букв. Осмотр занял минут 20, то есть официально вызов начался с задержкой еще почти на полчаса, ведь время, потраченное на успокоение, не засчиталось. Я написал рапорт, подшил его к карте. Как не отписывайся, а штрафные баллы прилетят. Ребенок себя чувствовал отлично, матка в норме, кроме небольшого синяка на животе, никаких результатов приступа. Блок УЗИ, вмонтированный в новую модель ДК-2000, изобразил на экране оцифрованный портрет будущего гражданина России. Я покрутил настройки и вывел его лицо крупным планом. «Похож на вас». Я нажал кнопку «Печать», выполз небольшой черно-белый снимок. Она покачала головой. «На него. Это все переменится еще 100 раз. Сейчас все эти дети похожи друг на друга. Индивидуальные черты появятся ближе к 30 неделям. В любом случае, это ваш ребенок, и больше ничей. Не бейте его больше. А с этим, она имела в виду отца, что делать? Я думаю, не стоит форсировать события. Он сам сейчас в шоке. Успокоится, подумает. И когда портрет ему покажете, думаю, готовность стать отцом проявится. Сколько ему лет? Спросил я, хотя догадывался, что он моложе ее. 21. Она смутилась и добавила. Он не знает, что мне 27. Думает, что не больше 20. Вы отлично выглядите, сделал я ей заслуженный комплимент. ДК отчитался, выставил диагноз. Практически здорово, беременность 18 недель, развитие плода без патологий. А я добавил, гистоз первой половины, истерическая реакция. Фомс проглотит? Должен. Но на тот вызов у меня ушел час. Это за гранью допустимого, если нет госпитализации. Система в оперативном отделе уже вывесила 3 красных галочки. Ждать звонка дежурного врача? И стоило мне подумать, вот и он. «Доктор Зорин, что там у вас?» Я решил при пациентке не обсуждать ее проблем.
Вызов закончен, коллега, но перерасход времени обслуживания случился по объективным причинам. Если хотите подробностей, поглядите в диагноз. Он уже у вас на экране, ответил я. Дежурный прочитал заключение, кивнул. Понятно. Да, это случается, но вы знаете приказ, все перерасходы теперь проходят через лечебную комиссию. А что они решат, зависит уже не от меня. Это так. Фомс настоял на таких разборах и заслал в комиссию своего агента, который имеет четкую цель содрать деньги по возможности или с больного, или с бригады, и только уж если нет никаких штрафных зацепок, платить самому фонду. Мы, медики, в шутку и всерьез зовем ФОМС иноагентом, потому что и для скорой, и для больных ничего кроме вреда от него нет. Но правительство и министерство не спешат отключать нашу службу от этой промежуточной финансовой структуры. Слишком уж крепко она вросла в экономическую систему здравоохранения. Как мы ни бились, чтобы ФОМС отключили от первичного звена скорой поликлиники, финансировав их напрямую от министерства, ничего не выходило. Это привело бы к потере как минимум трети финансового пирога, который ни с кем фондовые чиновники делить не хотят. Воспоминания, ассоциированные с моим ощущением, я готов стать отцом, помогли мне справиться с навязчивым размышлением о путешествии во времени и опасности от этого. Я вышел из машины у калитки дачи, предвкушая встречу с моей любовью, ужин, радость от уюта и ощущение в своих руках гибкого теплого тела Валентины, моей Артемиды, Дианы, охотницы. Фонари у входа среагировали на мое приближение. На крыльцо выскочила в одном халате и тапочках жена. Я поспешил навстречу, обнял, приподнял и внес в теплую прихожую. «Валька, нема еще. Ты что, на последнем месяце простудиться захотел?» Я притворно нахмурил брови. «Вот родишь, полгодика ребенка подрастим, тут и я отвезу тебя к Савельеву в леса, на парное молоко, родниковую воду и чистый сосновый воздух». «В деревню, к тетке, в глушь, Саратов», процитировал Артемида. «Я согласна, только если ты там рядом будешь. Или переведешься в Порховскую скорую или в Старую Руссу. Шалашик помнишь?» Эта идея ее зацепила, и она принялась фантазировать. Я невольно встрепенулся. С чего это она вспомнила, этот городок? Случайно ли? Я оставил Зуда в спальне на подзарядке. Вечер прошел, как говорил отец, штатно. Валя училась вязать на спицах. Я читал вслух бумажную книгу Мережковского «Воскресшие боги», изданную в Вече еще в 2012 году, которая пришла по заказу от букиниста. Стоила не слишком дорого, как, к примеру, та же дедгизовская рамка, например, 40-х годов «Три мушкетера» с иллюстрациями Лелуара. Я был очень благодарен жене, что она не стала меня вообще ни о чем расспрашивать, а ограничилась простым вопросом. «Не зря съездил?» «Не зря», — ответил я, сразу закрыв тему, тем, что перевел разговор на ее самочувствие и готов ли ужин. Она поняла, подробного рассказа не будет. Почему? Мы не сговаривались, но сразу, еще когда только связали наши жизни, решили, что никогда не будем расспрашивать друг друга о делах. Захотим или будет нужно, сами расскажем. Думать о том, как выманить Валиного отца, чтобы составить о нем мнение, мне больше не пришлось. Утром, когда я вошел в зал спецхрана, там уже работали аспирант и дядечка средних лет, в чертах лица которого я увидел мою Валентину. Тесть выглядел весьма спортивно для своих 60. Среднего роста, шатен с сединой, был одет в обычный кофейный костюм-тройку с белой рубашкой и галстуком. Будто он не в пыльный архив собирался, а на дипломатический прием. Потому что из рукавов пиджака выступали манжеты с золотыми запонками, и аналогичная булавка с алмазной гравировкой придерживал галстук. Вид весьма пижонский, и я мысленно представил на его предплечьях черные сатиновые нарукавники, которых ему очень не хватало для завершения образа архивного работника. Петров нас представил друг другу, мы пожали руки. Иван Александрович Артемов, зав. Учебной частью кафедры, профессор. Он посмаковал мою фамилию. Зорин, Зорин. Вы не родственники того писателя, который написал «Варшавскую мелодию» и «Покровские ворота»? Нет, улыбнулся я. Даже не однофамильцы.
Леонид Генрихович Зальцман взял себе псевдоним Зорин, а у меня фамилия от родителей. Я полагал, что профессор знает такие тонкости истории СССР, раз они взялись копаться в Великой Отечественной войне. Мое замечание повергло тесть в шок. Он смерил меня от макушки до пяток взглядом, удивленно качнул головой. «А вам это откуда известно, молодой человек?» «Просто однажды, как и вы, подумал, а не родственник ли он нам?» И залез в сеть. Ведь это нормально. Вот если сразу отсечь ваше родство с серийным убийцем Артемовым, легко допустить, что вы родственник известного советского футболиста. Я не мог отказать себе в удовольствии подколоть тестя, пока не догадывается, что он мой тесть. Ну, самую малость, нам ведь вместе детей крестить. «Вы поражаете меня, Алексей, а ваша профессия?» Он достал платок и вытер лицо. «Жарковато здесь». «Врач скорой», честно ответил я, добавив. «Но очень интересуюсь историей Отечественной войны». «Которая из двух?» Артемов не отставал, кажется, его забавляло мое участие в архивном поиске. «Великой», уточнил я, — «с немецкими фашистами». «И какое отношение вы имеете к партизанам в Демянском котле?» наседал профессор, а я догадался, что Петров уже заразил его своей идеей, будто я приставлен следить за ним. Я бывал в тех краях, участвовал в поисках, хорошо знаком с добровольцами-поисковиками, кое-что знаю о тех боях, мне интересно. «Но почему вы решили присоединиться к нам?» не унимался профессор. «Жена моя, работник архива, узнав, что аспирант Петров занят розысками документов о партизанах, сообщила об этом мне и получила для меня допуск в спецхран. Может, нам вместе удастся что-то новенькое узнать». Мое объяснение успокоило тестя. Он снова вытер платком лоб и шею. Петров не участвовал в беседе. Он раскладывал немецкие документы и продолжал их сканировать правой синтетической ладонью. «Василий, меня вчера не было по семейным обстоятельствам», — слукавил я, решив не посвящать никого в беседы о перемещении во времени. «Вы уже как-то обработали то, что отобрали?» «Да, Алексей, поэтому я здесь. Все как-то очень запутанно». «Что именно?» Я догадался, их гложет тот же вопрос, откуда взялся отряд бати. «В чем недоумение ваше?» «Оно не наш, Леша». «Это недоумение выпирает из всех рапортов командования 16-м армейским корпусом. Ты представляешь, они в сентябре к Починку отправили танковую дивизию «Мертвая голова». И каков результат? Дожди начались, танки завязли в грунте. Часть попала в подготовленную партизанами ловушку, но есть докладная от командира, что половина машин была уничтожена еще в местах расположений. Как ты думаешь, чем?» Сгорает нетерпение. Я действительно ждал сюрприза. «Они были заминированы и взорвались до начала движения, когда экипажи только подходили к ним или трогались после запуска мотора». «А остальная половина?» Я понял, что партизаны как-то проникли в расположение дивизии. Она должна была охраняться усиленными патрулями, учитывая партизан в тылу. Часть машин удалось разминировать, но в рапорте особо отмечено, что взрывы происходили, когда экипажи пытались занять свои места и трогали машины с места. Это было в рассветных сумерках, атаку отменили, механик одной из машин днем на свету залез под днище и обнаружил мины. Магниты были очень сильные, еле сумели оторвать от корпуса. Я нашел заключение экспертизы, высланное из концерна «Рейнметалл». Тороидальные магниты изготовлены по неизвестной технологии с высоким содержанием металла. Он выдержал паузу. «Неодим, вы понимаете, эта технология появилась через 40 лет после победы. Сплав неодим железобор впервые создали в 1983 году». Я мысленно выругался. Вот черти полосатые. «Ты хочешь отразить эту загадку в диссертации? Откуда у партизан взялись такие магниты?» Профессор лично просматривал немецкие документы, отложив, произнес задумчиво. «Фальсификация исключена. Но звучит дико. Я думаю, что эти материалы не случайно были засекречены. Кто-то понимал, что налицо вмешательство в историю извне, а это недопустимо». Я был абсолютно солидарен с профессором, а тот продолжал. «Василий, я считаю, что вам нужно исключить всю эту конспирологию из диссертации. Стройте основную концепцию на том, что партизанский отряд
Это бежавшие из плена бойцы Красной Армии, десантники, на лыжах перешедшие зимой линию фронта. Это основной костяк. И в их среде ищите личность командира. Нужен кто-то из уцелевших политруков или младшего комсостава. Месть, гнев, изобретательность, хитрость допускаю, что в отряде были охотники, хорошие стрелки, уцелевшие саперы. И не надо упоминать этот летающий вагон. Даже если вам принесут его обломки, не надо. У меня дыхание перехватило. О как! А профессор-то гений. Не случайно знать профессор. Петров паник. Я его понимаю, но помалкивал. Василий искать не перестанет, но уже не для диссера, для себя. И вот тут я просто обязан как-то перетянуть его на свою сторону. Мы до обеда разбирали документы, свидетельств вмешательства извне, как определил тесть, набиралось немало. Я помогал, вспоминая, как мы с Савельевым отыскивали в болотах останки военной техники. После обеда в том самом кафе «Адмирал» профессор собрался нас покинуть. «Мне нужно на кафедру, молодежь, а вы продолжайте». Я решил его задержать. «Иван Александрович, извините меня за грубую шутку насчет родства с серийным убийцей, но я хочу вас с Василием пригласить на выходных ко мне на дачу. Посидим, шашлычки, наливки». «Спасибо, голубчик. А далеко ли дача?» «Нахабино, совсем рядом». «Я подумаю, но обязан предупредить, без жены по гостям не хожу. Скоро 40 лет как вместе, ни разу ее на выходных не оставил. Даже в командировке на раскопки беру с собой. Примите нас?» Я сдержал ликование, вот их сюрприз ждет. «Конечно, примем. Ждем вас, и, Василий, ты тоже обязательно приезжай. Если есть девушка, привози». Петров поглядел на меня, прищурился. «Я попробую, но она у меня дикая, говорит, я с незнакомым не знакомлюсь». Тяжелый случай. «Передай ей, что со знакомыми знакомиться уже нет необходимости. Я предупрежду жену, стол будет ждать вас». «А официальный повод какой?» — прищурился профессор. «Не обсуждение же Васиного диссера и партизан. Дамам нашим будет скучно». «У жены на неделе день рождения. Дат ни туда, ни сюда», — я сочинял на ходу. «Только, пожалуйста, не мудрите насчет подарков. Букет вполне достаточно будет. Вот в субботу мы и отметим. Уверен, что 3 девицы найдут чем заняться, пока мы обсудим все, что нам непонятно». Я уверен был, что если тесть с тещей, узнав правду о нас с Валей, не уедут сразу, то разговор у них будет долгий и содержательный. А нам предстоит еще поездить к ним в гости. Профессор уехал на роботакси. Мы с аспирантом проводили его взглядом, и я спросил: «Он всегда при таком параде ходит?» «Занятия, да», — ответил Петров. «А вообще он довольно спортивный мужик. Я был у них дома, судя по портретной стене, есть дочь, но она с ним не живет. Какой-то разлад, но Иван не рассказывал. Дочка у него очень красивая». Я слушал, не подавая виду. Хотел познакомиться. Если бы получилось, почему нет? А как же это недотрога? Просто знакомая. С ней все сложно. Очень непростая девушка. Петров закончил обед. Я немецкий подтягивал на курсах, она нам преподавала. У нее тирольский диалект австрийского немецкого. Проводил ее раз-два, она пригласила домой, с мамой познакомила. Она австрийка. Отца не знала, прадед ее воевал в Демянском котле. Я его фото видел в альбоме. Медаль у них хранится, Демянский щит. Так вот, ее дед в 20-х, ее мать увез в Россию от сексуального маразма. Знаешь, что такое половое воспитание по-европейски? Ее мама намекнула. Практические занятия на уроках. «Дети, встаньте вдвоем, разденьтесь, будем изучать анатомию друг друга». Это в 7 классе. Семейка ее вполне традиционная. Собрались и умотали к нам. Вот так, воспитали внучку до свадьбы, ни-ни. Даже целоваться нельзя. Как шутили раньше, взял за руку, женись. Мы синхронно улыбнулись. Да, такая, если узнает, как стремительно мы сошли с Валентиной, в обморок упадет. «Слушай, Леш», — говорил Петров, пока мы возвращались в спецхран, «я нашел рапорт от командира эскадрильи транспортников Люфтваффе Ю-52 майора Битнера. Он описал, что 1 июля 42-го
В ночь на 2 случилось странное явление, полярное сияние в районе деревни Починок. Маршрут эскадрильи проходил как раз над этим местом. Битнер решил обойти это светящееся пятно севернее, пролетая над деревней Калиты. Это было ночью. Никто не предполагал, что русские отправят звено истребителей. Часть Ю-52 взяли южнее, и Битнер видел, как 3 самолета прошли через сияние. 2 загорелись и упали, 3 зацепил вертикальные радужные полосы правым мотором, и тот сразу же заглох, а самолет с трудом дотянул до аэродрома. Петров быстро перебирал отложенные бумаги. «Вот, смотри, Битнер пишет, что надо отправить поисковые группы, найти выживших летчиков, тела и уцелевший груз». Он сделал эффектную паузу. «Я нашел рапорт командира взвода Фрица Штайнера, который утром выдвинулся на поиски самолетов. Знаешь, что он написал?» Я покачал головой. Фантазии не хватало. Никаких следов упавших самолетов. Там, южнее, в километре топи, решили, что самолеты упали в это болото и полностью ушли в воду. Но я изобразил вероятную траекторию падения. Петров разложил карту. Я снял копии с немецких карт. Вот зона ночной аномалии, вот направление движения. 2 самолета проходят через лучи и начинают падать. 3 краем задевает и продолжает полет. Я понимаю, если 1 самолет ушел в штопор и, смещаясь вправо, ушел к болоту. Но сразу 2. Там сосны. Хоть 1 должен был срезать верхушки, сломать стволы. Но этот унтер-лейтенант пишет, что вообще никаких следов, ни груза, ни обломков, ничего. Каково? Что скажешь? Василий, ты бывал в тамошних болотах? Вот конкретно в тех нет. А что? Эти места возникли примерно в 20-15 тысячелетии до нашей эры, когда отступил последний ледник. Тогда сформировалась система Селигерских озер, болот и рек. Там болото имеет глубину в сотни метров. Если самолеты прошли над деревьями и упали в топе, ты ничего не найдешь. Они, вероятно, сразу ушли метров на 50 под воду. А в этих топях в глубине корни тростника переплетены и образуют своеобразные перемычки. Если самолет на скорости пробил несколько таких перепонок, то поднять его нереально. Я не сочинял, это правда. Ледник в этих землях держался более 100 тысяч лет. Он был огромен, его глубина составляла до километра и высота около 2. Этот лед еще до сих пор тает под землей, питая многочисленные родники и реки. «Я читал про ледниковое происхождение этого бассейна», — согласился Петров. «Ты считаешь, что самолеты просто утонули? И ничего не осталось на поверхности? Даже останков топлива? Немецкие самолеты летали на бензине? Тогда он просто испарился к утру или выгорел на воде». Я осадил себя. Не надо так старательно разубеждать его. Светопреставление видели многие, документы есть. И еще, я думаю, этот Штинкер просто отписался, не залезая в болото. Они дошли до края, посмотрели и, не вдаваясь в детали, написали, что ничего не нашли. Допустим, но от чего мог заглохнуть двигатель? Что в этом свечении такого? Ионосфера на полюсах светится от солнечного ветра. Это проявление магнитных бурь. Чтобы воздух также заиграл, он должен попасть в мощные магнитные или электромагнитные излучения. Только 2 условия еще нужны. Это очень сильное излучение и очень высокочастотное, терагерцевое, понимаешь? Петров отрицательно покачал головой. Я в физике пас. Можешь пояснить? Микроволновая печка работает в диапазоне СВЧ, около половины гигагерца. Телефонная связь в диапазоне единиц гигагерц. А терагерцы — это на границе радио и инфракрасного теплового. Воздух нагревается и начинает светиться от сопряжения частот. Если излучение широкого спектра, частоты складываются. Если совпадает по фазе или вычитается, если не совпадает, ну и если излучение поляризовано, то образуется полос или... Я замер, до меня дошло. Или столбы света. Я понял, почему немецкие разведчики вернулись будто сваренные. Так и было. Но откуда там взялось излучение такой силы? Это миллионы ватт. Вероятно, и солнце добавило своего излучения. Ну, какая может быть связь с временными коридорами? Такая физика мне тоже не по зубам.
Понять, может, и пойму, но вряд ли смогу поработать с формулами. Масштаб мышления не мой. Разбирать документы у меня уже не было желания, поэтому, сославшись на необходимость подготовиться к выходным и визиту гостей, я удалился. Завтра мне на сутки, потом отдых и суббота. А именно на субботу я назначил вечер. Надо Валентину предупредить. Момент истины. Я в тот же вечер сообщил Вале, что пригласил к нам ее родителей и аспиранта с дамой. Полчаса любовался метаниями жены по комнатам. Наблюдать Артемиду в растерянности — это невероятное удовольствие, потому что случается это крайне редко. Она у меня боец, и обычно, когда что-то ее приводит в растерянность, ищет решение в бою. Чтобы успокоиться, Валя бежит в спортзал на 3-м этаже и там, на резиновом манекене, выпускает пар, сбрасывает адреналин. Сейчас, как она говорит, с арбузом на животе, ногами не помашешь. Валя закрылась в своем будуаре и, как я понял, репетировала, как она будет принимать извинения от родителей. Я несколько раз подходил к двери и слушал. Тишина. Однажды показалось, что всхлипывает. Может быть, почему нет? Она же женщина. Как у Пушкина в «Капитанской дочке». Пусть она поплачет, ей ничего не значит. У женщин слезы, как известно, близко, но только не у Вали. Она сперва вмажет кулаком, а уж потом будет плакать. Сколько лет она в ссоре с родителями? Я посчитал на пальцах, и получалось больше 7 лет. Прилично. И за это время они не поинтересовались судьбой дочери? Я не верю. Наверняка профессор подключил свои знакомства и связи, как-то разузнал о профессии дочери. Уверен, что обида там теперь обоюдная и напоминает детские поводы для драки. Я тебе так на ногу наступил, а ты мне вот так. Я не буду первым просить прощения, пусть сперва он попросит. Или почему я первым должен звонить? Пусть они первыми позвонят. Впереди еще 3 дня до субботы. Завтра я на сутках. Валя в архиве. Профессор знает, что моя жена работник архива. Пойдет что-нибудь выяснять и увидит ее. Она ведь дала задание всего лишь мнение составить о ее папке. Я, конечно, составил, но она его не спрашивает. Я готов ответить. Хороший папа. Мне понравился. Умный, собранный, корректный, обаятельный. Напомнил мне внешнее сходство с фотопортретом этнографа Николая Миклух-Махлая. А потому, как он одевается для выступления перед современными студентами, то понятно, что он уважительно относится к людям вообще. Выйти на кафедру в футболке и джинсах на подтяжках, или даже в киберкостюме, объясняя так: стиль, casual, молодежи нравится. Нет, интеллект, субординация и перфекционизм просто лезут из Ивана Артемова, как булавки из головы страшилы вместо соломы, из волшебника изумрудного города. Теще я рассчитывал увидеть вторую Валю, то есть грацию, стройность, изящество, женственность. Она мне не говорила, чем занимается мама. Я допускал, что она работник искусства, музыкант, например, учитель музыки, художница, может быть, актриса. Я не представлял Валину маму инженером или иным техническим специалистом. Пролетело дежурство, затем еще полдня. Пока я спал, потом я готовил легкий ужин, ожидая жену с работы. Когда она приехала, я рванул на рынок за рыбой, ибо Валя припомнила, что родители большие поклонники рыбной диеты и морепродуктов. Я привез сумки с речной форелью, дорадо и сибасом, крабовыми ногами, 3 килограммами королевских креветок и к ним 6 лангустов. В общем, на любой вкус. На всякий случай 2 килограмма готового, то есть уже замаринованного бараньего шашлыка, килограммчика сетрового. На гарнир взял овощи и килограмм риса басмати. Зуд зажег красную лампу. Финансы. Леша, карточка твоя зарплатная по скорой почти пуста, а вам жить еще неделю до зарплаты.
Перекинь со счета у Бещура от Транслогистик пару сотен тысяч, расщедрился я. Оформи как консультацию врача. Я лицензию на частную практику для этого и оформил. У Бещур это моя виртуальная личность, одна из оставшихся 4. Валя, увидав гору продуктов, впала в ступор. Она забыла про гостей, среди которых 2 весьма немелких мужчин. Но она отчасти права. Меня действительно немного занесло. Хотелось не ударить в грязь лицом. Звякнула в голове отцовская ухмылка. Выпендриваешься? Каюсь, так. Куда нам столько? Главное не количество, а разнообразие, успокоил я ее. Ты что будешь, лобстера, краба или форель? Мы лишнее в морозилку пока закинем. Я всего хочу, но понемногу. И шашлык? Конечно. Она плотоядно оскалилась и рыкнула. Помнишь, что мы ели в первую нашу встречу? Лапшу быстрого приготовления? Я подколол ее, но ведь это правда. Мы вместе с ней ели на дежурстве именно это блюдо. Она тогда еще сказала: на такой диете мне не выйти замуж. Валентина без размаха, но весьма больно стукнула меня кулаком в бок. Бифштекс, стейк-бавет, забыл? Там чистого мяса мраморной говядины 300 граммов. А ты про тот ужин у тебя дома? Я начал валять дурака, уворачиваясь от ее ударов. Это когда ты голая по квартире бегал туда-сюда? Я поймал ее за руку и, притянув к себе, крепко поцеловал. Глаза, щеки, губы, нос. Она, жмурясь, сложив руки по-кошачьи и коготками, царапала тихонько мне грудь, подражая Буське, который, видя наши забавы, ходил вокруг нас кругами, задрамши хвост, и орал: «Мяу! Я тоже хочу, возьмите и меня в игру!» «Я люблю тебя до слез», — шепнул я в ушко. «Каждый миг, как в первый раз?» «У тебя день рождения сегодня», — напомнил я жене. «Ты забыла?» «Я нет, но думала, что ты забыл. Он же в апреле, а сейчас февраль. Формальный повод пригласить твоих родителей, чтобы они не догадались про тебя. Что подарить человеку, у которого, в общем, все есть? Все, о чем мечтала. Я же не зря гонял по рынку. Детскую комнату мы уже сделали. Стоит, ждет своего жильца. Диана, киберсьют жены, обновлен на год вперед. Я подхватил Валю и на руках понес ее. Она обхватила меня за шею и устроилась поудобнее и наблюдала, куда это мы. Выйдя на улицу, я открыл дверь в подвал. Зеленый луч отсканировал мое лицо. Я приложился к глазку сканера глаза. Бот-охранник спросил: «Это гость?» «Это твоя хозяйка», — ответил я. «Сними с нее параметры и слушайся, как меня». «А что там?» — прошептала Валя, замирая от неизвестности. Дверь открылась, а я поставил жену на ноги. «Когда-то здесь был координационный центр группы Аристея. Теперь это и твой центр управления. А заодно убежище, которое, я надеюсь, нам никогда не понадобится. Можешь делать, что хочешь. Всегда будешь со мной на связи, даже если вдруг рухнет российская сотовая. Здесь мощные ретрансляторы на всех частотах, включая связь через спутники и Луну». Я показывал ей большие мониторы на стенах. «Это майнинговая ферма. Тут намывается золотишко. Вот это биржа. Захочешь поиграть на фондовых рынках? Пожалуйста. Вот этот центр спутниковой связи. Только связываться не с кем, кроме наших киберсьютов. Ну и это может пригодиться. Ну а еще вон там вход в убежище. Хотя прятаться нам не от кого. За этим залом 3 жилые комнаты и лестница на 2 уровня вниз. Но я там ничего не ставил. Повода не было. Дарю тебе это помещение со всей начинкой». «Это здесь ты взламывал госуслуги базу ДЗМ?» Я не ответил. Того сервера с адресами и логами уже нет. О 3 законсервированных квартирах в городе я решил пока не сообщать. Их использовал обычно отец для подготовки акций. Прошлое осталось в прошлом. Но это оборудование в умелых ручках может вскрыть сеть Пентагона и Ми-6, если захочешь. Электронного адреса этих машин не определить никому. Я купил 3 коммерческих спутника для моих складов и грузов. И еще эти спутники-ретрансляторы. Ресурс этих птичек хватит лет на 20. Тарелку на крыше видела? Это не спутниковое телевидение, это связь. Один спутник на геостационарную орбиту,
2 других на высоких орбитах делают 2 и 3 оборота за один. Так что связь есть всегда. Ты же хотел иметь возможность связываться со мной всегда и везде. Я о таком и не мечтала. Валя походила вдоль столов. Это очень круто, но я не могу сейчас придумать, что с этим делать. Я настроена на роды и быть мамой. А отсюда можно координировать переворот в какой-нибудь стране. Но все это когда-нибудь пригодится. Она подошла к крайнему справа экрана. А тут что? Я включил. Высветилась таблица. Здесь автоматизированная система управления моими складами компаний Транслогистика и Интерлогика. Поступление, хранение, выдача, перевозка грузов. Тебе это пока никак не относится, но со временем и эту фирму я переведу на тебя. Ты что, помирать собрался? Прищурилась Валя. Я госслужащий, а мне запрещено заниматься коммерцией. Типун тебе на язык, отмахнулся я. Тьфу-тьфу. Просто так будет надежней. Если мы семья, как ты сказал, 2 половинки целого перед Богом, то и все наши дела на двоих, поняла? Формально я тоже госслужащий, поэтому фирмы оформлены на виртуальную личность. А я тебе дам пароли и коды, введу твою биометрию для доступа. Лешка, ты буржуй, сколько у тебя на счетах? Я пожал плечами. Я не знаю, эта цифра постоянно меняется, я трачу, доходы подрастают. Главное, как сказал Савва Васильков, это не выходить из бюджета. А это кто? Твой бухгалтер? Валя направилась к выходу из подвала. Я потом тут еще поброжу, можно? А каков наш бюджет? Конечно, это же все твое, изучай. Только не нажимай кнопку «ввод», если не уверена. Я пошутил. А Савва это в некотором смысле, да, бухгалтер. Я усмехнулся в голове. Он персонаж из пьесы Островского «Бешеные деньги», предприниматель, купец, промышленник. Ну, а наш бюджет ограничен. Я назвал ей сумму. Она остановилась, усваивая услышанное. Это в год? В месяц. Но так как мы живем пока довольно экономно, то сумма на нашем счету подрастает. Ну, ты же видишь, сколько нужно, столько и будет. Раньше я тратил эти приходы на отцовскую подпольную группу. Теперь этой статьи расходов нет. Понятно, буржуй. Пойду повышать образование. Валентина выбралась из подвала на поверхность, ждала меня у двери в дом. Мне кажется, что я никогда не начитаю столько, сколько ты. Ты не сердись, я тебя не упрекаю, но иногда ощущаю себя невежественной дурой. Не бери в голову. Сейчас ты уйдешь в декрет, сиди дома и читай. Какие проблемы? Целый месяц можешь только читать. Я закажу нам кухню с автоповаром, и ты не будешь готовить. Хочешь? Не вздумай. Тогда мы совсем обленимся. Дверь подвала встала на охрану. Я должен тебя предупредить, на всякий случай. Взлом этой двери, попытка проникновения, я мотнул головой в сторону подвала, приведет к выжиганию всего содержимого. Ничего не останется. Там под аппаратурой заложены термитные заряды. В зале с компьютерами и связью температура будет до 3000 градусов. Остальной дом при этом не пострадает. Только вонище будет страшный. Я не собираюсь ее взламывать. Тебе теперь этого не нужно. Встанешь, глаз приложишь и добро пожаловать. Но знать это ты должна. Валя вернулась в свой будуар, и я услышал ее приказ ассистенту компьютера. Выведи на экран пьесу Островского «Бешеные деньги». Какого театра спектакль хотите посмотреть? Ассистент перечислил с десяток разных постановок. Рекомендую в исполнении актеров Малого. Это классическая режиссура, прижизненная Островского. Есть еще художественный фильм 20 века. Я улыбнулся. Классика в исполнении классических актеров. Мне лично нравится постановка Малого с Дмитрием Казновым в главной роли. Итак, у меня 2 часа на подготовку завтрашнего стола. Утро именинницы началось с букета из 27 роз, коробочек с духами и вполне бюджетной бижутерией из золота, палладии и платины с натуральными колумбийскими изумрудами. Я и сам наслаждался тем, что теперь не должен скрывать свои доходы. Мы отыгрывали день рождения на 2 месяца раньше реальной даты. Спал я мало. Вчера до 2 ночи сидел, обобщая все, что удалось узнать, включая данные
нарытый зудом об исследованиях свойств пространства-времени. Теперь, когда у меня есть неопровержимые доказательства временного перехода группы наших современников с оборудованием из настоящего в прошлое, гипотеза о возможности, став доказанным фактом, переходит в необходимость создания теории. Факты пока еще не слишком достоверные. Рассказ Вернера, его фотографии о раскопках и извлечении мотора от дрона, рапорты немецких вояк, свидетельство сержанта Кожина, до сих пор относимое к бойцам, все становится реальностью. Что мне известно? Все началось 1 июля 42-го. В 1,5 километрах севернее деревни Починок в результате какого-то странного природного явления, сопровождающегося светопреставлением в течение 11 часов. Что еще? Что в группе будет человек по имени Владимир. Еще что дрон сейчас принадлежит промышленнику Павлу Збруеву. Больше ничего. Хотя еще рассказ ветерана Кожина стал тоже свидетельством очевидца. К 3 часам должны прибыть родители Валентины и аспирант Петров с подругой. Валя напримерялась, надушилась, потом сходила, помылась, развесила платье по всей спальне и перемерила все, вертясь перед зеркалом. Наконец выбрала одно в стиле бэби-долл, скрывающее ее беременность, но с другой стороны, так очевидно намекающий на нее. К 10 утра приехали мастера из салона и 1,5 часа занимались ее прической и макияжем. Парикмахерша жаловалась, что волос тонкий и плохо держит завивку. Перевела целый баллон лака. Валя и так у меня красавица. Я не заходил в комнату, где колдовали мастерицы. Мое дело стол. К 2 он был накрыт, часть крабов сварена, как и лангустов и креветок. Во дворе на мангале готовились угли, а я насаживал на шампуры баранину и осетрину. Сегодня праздник живота. Мультиварк готовился басмати и тушились овощи. Сегодня растрясем запасы из бара. В 2:45 у ворот остановилось такси, вышел Петров, помог выйти девушке. Обе в киберсьютах, но из багажника достали большие сумки-букет. Я их встретил. Аспирант представил подругу. Лара Гарцер. Она изобразила Книксон, что в киберкостюме выглядело довольно забавно, как если бы приседал средневековый рыцарь в доспехах. «У тебя будет где нам переодеться?» Я проводил их в гостевую комнату, там стояли на зарядных станциях Зуд и Диана. «Костюм оставьте тут, нашим в компанию», — пошутил я, забыв, что у Петрова одежда без индивидуальности. Поэтому, когда наши киберсьюты дружно поздоровались с гостями, те удивленно вздрогнули. «Это что такое?» — спросила Лара. «Они у вас сами разговаривают?» «Это еще что?» — не стал скрывать я. «У них между собой любовь». Петров осмотрел наши киберсьюты, развел руками. «Это невероятно! А откуда такая программа?» «Я написал еще давно. Есть основа, могу поделиться. Если хотите, чтобы они с вами болтали. Нам с Валей нравится. Вася, если вы хотите, то придумайте им имена и характеры. Я программки доведу, и вы сами их загрузите». Я оставил первую пару гостей и поспешил опять на улицу, потому что Зуд проворчал. «Леша, там еще гости приехали, привратник сигнализирует, а ты тут». Я помчался встречать. Настала очередь шока и для меня. Ворота откатились, и во двор въехал мощный электромотоцикл, за рулем которого сидела высокая стройная дама в черном с серебряными стрелами, подчеркивающим ее стройность, комбезе. А позади нее, одетого в похожий, тоже черный киберсьют, я узнал профессора Артемова. Эти образы настолько контрастировали с прежним его академическим видом, что я искренне оторопел. Вот это преображение! Стильная, потрясающе красивая пара. Дама сняла шлем, и я увидел мою Валю, только лет на 5 или 7 старше. А главное, я узнал известную на всю страну блогершу Мотогалю. Ее ролики на байках, обворожительная внешность и озорство покорили миллионы подписчиков. Сотни миллионов просмотров. Артемида не могла меня предупредить. Я дар речи потерял, стоя на крыльце с совершенно ошарашенным видом.
Профессор снял с багажника большой кофр и, пожав мне руку, представил жену. Галина Артемова, актриса и каскадер. Я пожал ее крепкую руку и представился. Алексей, врач и историк-любитель. Проходите. Нам нужно переодеться. Есть где? Голос у тещи, низкая контральта, от которого мурашки пробрали до пяток. Это совершенно не обязательно, пробормотал я, не имея сил оторвать взгляд от фигуры лица тещи. В ней было что-то, чего не хватало Вале. Я не находил слова, чтобы определить это. Валя — воин, а ее мама — это эталон женственности в невероятной комбинации с брутальностью. Я понимаю профессора, который всюду берет с собой жену. Я понимаю, почему так очаровательна Валентина. Если сравнивать мою жену и тещу, то Валя — это игривая молодая кошечка, а Галина — черная пантера. Энергетика ее движений и фигуры потрясала. Такие женщины в древности управляли странами и одним своим словом, взглядом отправляли войска в атаку. Это аватар Клеопатры, царицы Савской, какими их описывали античные историки. Ради любви таких женщин мужчины легко шли на смерть. Пришлось сделать усилие, чтобы, повернувшись к новым гостям спиной, проводить их к той же комнате, из которой вышли уже в праздничных нарядах Василий и Лара. После короткого приветствия и знакомства мои новые родственники уединились, а я пошел в зал, где ждала нарядная и страшно волнующаяся Валентина. Она стояла по стойке смирно, и только по ее влажным глазам и накусанным губам я понимал, как она нервничает. Я налил стакан ледяного морса и протянул ей. «Выпей, у тебя сногсшибательная мама, я потрясен». Она выпила полстакана и кивнула. «Пап тоже ничего», — сумел проговорить. «Они не знают, что я тут?» Я покачал головой. «Нет, я не сообщал». И вот они вошли. Что говорить, меня тоже потряхивало от возбуждения, передававшегося от Валентины. Присутствие Петрова и Герцер немного снижало напряжение момента. Я ждал, стоя рядом с Валей. «Поздравляем тебя, дочь», — просто сказал Артемов. «Прости нас, мы были неправы». Я ждал чего угодно, но не такой вот простоты. Преодолеть барьер признания своей неправоты и еще... Они не были удивлены. Они знали? Валя бросилась им на шею, обнимала и ревела. Аспирант с подругой не знали, как реагировать. Наконец Василий произнес. «Это их дочь, та самая?» Я улыбнулся, развел руками. «Какая сложная психологическая комбинация!» Петров провел Лару к столу, помог усесться и поправить платье, в которое она переоделась. «Они были в ссоре», — объяснил он подруге. «Я поняла, очень рада, что все так решилось. Мир в семье — это очень важно». Лара говорила с неуловимым акцентом, как будто он не в произношении, ударениях, а в манере. Мы, русские, говорим не так академично. Я будто слышал наслоение немецкого в ее словах. Одним глазом я изучал эту девушку, а другим следил за воссоединением семьи моей жены. Когда восклицания и всхлипывания прекратились, а дамы мои удалились привести в порядок лица, я спросил профессора. «Иван Александрович, вы когда узнали, что ваша дочь моя жена?» «Тот же вечер, Алексей», — улыбнулся тесть. «В 21 веке живем, а с персоны моей дочери уже снята секретность. Я видел на сайте альпинистов вашу свадебную фотографию на вершине, все понял и решил немного подыграть. Вы молодец. Все правильно рассчитали. К вам у нас нет никаких упреков. День рождения мы принимаем как необходимую акцию. После ужина, тостов за именинницу, ее родителей, за нас, гостей, за дам, когда количество еды сократилось на 2/3, я предложил аспиранту и профессору уединиться втроем и поговорить о том, что нам интересно. Валя, Галя и Лара нашли свои интересы для беседы, и нам не мешали удалиться. Уходя, я заметил, что главной темой их разговора стала Валина беременность и скорые роды. Говорили об анализах, токсикозах, выборе роддома, что лучше, домашние или стационарные роды. В моем кабинете я предложил историкам занять места на диванчике, включил проектор на всю стенку и взял слово, не спрашивая дозволения. «Вот что, товарищи ученые и доценты с кандидатами», процитировал я песенку
Владимира Высоцкого. Я тут сложил кое-какие полученные данные поверх тех документов, что вы разбирали в архиве. И сложилась весьма неприятная, скажу даже очень тревожная картина. Сидящие в креслах с бокалами коньяка историки не дрогнули лицами, не помешали мне рассказывать, а я, используя карту местности в качестве иллюстрации, для импровизированного доклада сложил полученные фрагменты в более-менее понятную картинку. Я дал им прослушать рассказ Карла Вернера, показал оригиналы фотографий, привязал к этому перехваченное письмо лейтенанта Вернера домой, туда же цитату из книги Артема Петрушина, который ссылался на рассекреченные рапорты свидетелей боя над лесом у станции Лычкова, данные о том, что описанный дрон в настоящее время активно используется бригадой леспромхоза Збруева, что светопреставление, случившееся в ночь с 1 на 2 июля 1942 года близ деревни Починок, зафиксировано в документах, отчетах и рапортах. Магниты в минах, описанные в рапортах саперов, еще одно подтверждение, уже не в гипотезе, а вполне конкретной теории, о том, что наши современники пока в неизвестном количестве перенесутся в прошлое. Как и когда, пока неизвестно. Кроме этого, есть еще одно неприятное понимание. Помешать этому нельзя. Действие некого Владимира из числа тимпанавтов уже доказанно приведет к тому, что лейтенант Вернер выживет, и его внук в 2007 году отыщет разбитый мотор от того самого дрона, что был у лесорубов Збруева. Как известно, этот мотор был изготовлен, судя по номеру, не раньше 2040 года, а значит, естественным образом попасть в болото на 30 с хвостиком лет раньше не мог никак. В общем так, профессор, вы абсолютно правы, налицо внешнее влияние на исторические события. Значит, даже если временной коридор образовался спонтанно, рано или поздно физики раскроют механику его возникновения и когда-нибудь создадут его искусственно. Предотвратить это событие я пока не знаю как, но то, что это сделать нужно, очевидно. Слишком велик соблазн исправлять прошлое, а значит и настоящее. Помните, как в рассказе у Брэдбери грянул гром? Только я уверен, ни о какой случайности и бабочке речи не будет, а будет целенаправленное вмешательство в исторические события. «Что вы предлагаете?» — первым спросил тесть. «Для начала уничтожить все свидетельства временного перехода. Документы, мотор, фотографии с исходными файлами. Вернер сам скоро умрет, торопить нет нужды. А нам держать эту информацию в секрете. Это не исключит того, что где-то кто-то обнаружит аналогичные факты и разработки машины времени форсируются. Что я еще предлагаю? Во-первых, поискать другие следы такого воздействия, определить основные маркеры его, если это возможно. Ведь таких явных следов, как мотор дрона, мы вряд ли обнаружим. Нам удалось увидеть это благодаря случайности трансвременного переноса. Если бы это делалось специально, никто бы не понял вмешательства извне. Петров поднял руку, как на семинаре. «Прошу», — дал я ему слово. «Я уверен, что светопреставление спонтанно, а имеет искусственное происхождение». «Почему?» «Слишком точное время начала и завершения. 9 вечера и 8 утра». «Василий», — ответил я, — «это ничего не доказывает. Конечно, спонтанно оно не имело бы такого точного отрезка. Но начало и конец, совпавшие с линейкой времени, — это случайность. Я не спец в физике времени, но немного в математике понимаю. Любые шкалы, которыми мы пользуемся, это субъективные линейки. Единственная привязка может быть к небесной механике, астрономическим событиям, затмениям, парадам планеты и тому подобное. Эта математика объективна, поэтому часы, на которые ссылается Вернер, условность, а вот промежуток 11 часов, отрезок на шкале времени, объективность. Ее стоит поискать. Какие еще события имеет 11-часовой отрезок? Профессор и аспирант погрузились в мрачные раздумья, а я молчал. «Я не знаю», — сказал Артемов. «Ничего в голову не приходит. Это может быть что угодно. Если допустить, что это вызвано работой какой-то установки, то 11-часовой интервал — это что угодно», — повторил он. «Хорошо», — не стал я его мучить. Я посоветовался с одним умным персонажем, моим киберсьютом, и вот что он ответил на вопрос. Какое действие людей имеет 11-часовой интервал
чаще всего по статистике. Он ответил: зарядка средств мобильной связи. Вот так. И я не знаю, как это может относиться к светопреставлению. А теперь, товарищ ученый, я, как ревизор Гоголя, должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. И это не ревизор, гораздо хуже. Открытие факта перемещения во времени. Я выдержал паузу. Переносит нас троих в категорию хранителей секрета высшей конфиденциальности. Рано или поздно службам безопасности страны это станет известно. И у нас, Вернер не в счет, только два пути. Или участвовать в поиске и решении этой задачи, или быть уничтоженными, причем вместе с близкими, как возможно причастными к этой тайне. Профессор и Петров кивнули, они это понимали. «Я изменю тему диссертации», — сообщил аспирант. «Врать не хочется, а правду написать нельзя». «Документы в архиве не уничтожить, Алексей, это преступление», — произнес Артемов. «У нас есть свой человек в ФСО», — сказал я. «Начальник Вали, генерал. Его полномочий хватит, чтобы засекретить любые артефакты». «Засекретить мало, надо именно уничтожить, так надежнее». «Значит, нужно убедить его это сделать», — вздохнул я. «Как?» — спросил аспирант. «Это возможно?» «Если мы с ним встретимся все трое, то возможно». Я не стал им рассказывать, что у Самсонова я имею репутацию терминатора, который уничтожает все. Профессор поднялся. «Я согласен на любые условия, кроме насильственной смерти. Есть ли какие-то соображения по дальнейшей тактике, сроки?» Я был готов к этому вопросу. Условия пока простые, мы связываем наши киберсьюты обменом текущей информации, как бы синхронизируем их. Это позволит нам постоянно быть на связи. Я могу прямо сейчас при вас вызвать моего куратора и договориться о нашей встрече. Вы готовы? А что нам может помешать? Усмехнулся аспирант. Пока на нас не покушается, значит, наша тайна не раскрыта. А с другой стороны, нас уже трое, а значит, заповедь. Что знает один, то знает один, а что двое, то знает и свинья. Мы уже преодолели этот рубеж. Теперь нужно подключать компетентные органы в любом случае. Сами мы такую задачу не вытянем. Я повернулся к экрану и приказал вызвать Самсонова. Группа «Партизаны». Генерал не заставил себя ждать. Он смотрел с экрана на моих гостей и молчал. Потом произнес медленно, разделяя слова. «Здравствуйте. Представляться не буду. Раз Алексей решил вас познакомить со мной, значит, так нужно. И все очень серьезно. Алексей, представь мне твоих гостей». Формы на Самсонове не было, но профессор и аспирант догадались о его высоком звании. Профессор кафедры истории МГУ Иван Александрович Артемов и его аспирант Василий Петров. А это Леонид Яковлевич Самсонов, начальник моей Вали. Самсонов одними губами улыбался. «Разрешите обратиться?» Я постарался чуть снизить напряжение. «Уже обратился, коротко. У нас очень важная тема, по телефону ее не обсудить. Леонид, назначь, пожалуйста, нам встречу. Во-первых, очень быстро, во-вторых, строго конфиденциально. Уровень секретности...» Леонид куда-то посмотрел, его лицо снова заполнил экран, и я узнал обстановку его кабинета в Кремле. Высший, максимально. «Интересно. Выбирайте, сейчас за вами придет машина или завтра в полдень». Я посмотрел на собеседников, они сидели с оторопелым видом. Такой оперативности явно не ожидали. Тянуть нельзя, если я дал уровень максимум, глупо откладывать на завтра. «Высылай, ждем, адрес ты знаешь». Леонид назвал номер машины и добавил: «Код, название объекта, который, по твоей милости, недавно восстановили». Я его понял. Если в канале есть утечка, то в разговоре называть код нельзя, а на выяснение шпион обязательно потратит время, и, вероятнее всего, именно наша машина придет раньше. Самсонов отключился. «Начинаются шпионские игры?» — спросил профессор. «Они никогда не прекращались, Иван Александрович. Вам, как историку, это известно». «А как же наши дамы?» — спохватился Петров. «А оставим их часика на два.
Им есть чем заняться. Пойдемте, там внизу еды еще много осталось, и мы чай не пили. Пока машина придет, как раз успеем. Дамы тоже удалились куда-то, и мы разместились за столом, а я поставил кипятиться чайник. Кулер хорош для повседневного чая и никак не годится для праздничного стола. «Я тут обратил внимание, — произнес тесть, — что я никак не найду подходящего к вам обращения. Господа, не господа, товарищи, не товарищи, друзья, коллеги, все не подходит. Ну, вы с Василием в одной возрастной категории, вам проще, что скажете?» Петров задумался. Я тоже, но взял слово для ответа первым. Учитывая сложившиеся обстоятельства и ту большую кучу дерьма, в которые мы вступили, товарищи и друзья подходят лучше всего. Я как медик, не любитель высокого стиля, и говорю как есть. И для нас сейчас одна общая задача — выжить и уберечь наших близких. И если взять простую философию момента, то мы товарищи по несчастью, вот так. Согласен, кивнул аспирант. Здесь даже не имеет смысла прогнозировать, кто больше пострадает, а кто меньше. Если нам удастся разгрести эту проблему, тогда и посчитаем потери. Промурлыкал чайник. Я заварил нам гранулированный Гринфилд с бергамотом. Полагаю, что спрашивать от предпочтения гостей уже не имеет смысла. Все равно у меня другого сейчас нет. А профессор хлопнул себя по лбу и воскликнул. Вот я склеротик. Он подхватился и побежал в комнату, где гости переодевались. Оттуда он вышел, держа в руках пачку чая. Вот, я же привез из Казахстана. Это необыкновенный купаж. Леш, заварите его, я уверен, наши дамы оценят. Давайте вернемся к нашим баранам, предложил Петров. Нам предстоит сейчас объяснять ситуацию вашему генералу, так что давайте определимся. Чтобы всем быть уверенными, уровень нашей компетентности одинаков, так? Я не надеюсь, я уверен, что так. О поездке в Новгород и Старую Руссу я вам рассказал. Видел я домик лесопромышленника Збруева. В общем, вполне заурядное жилище, олигарха местного значения. Солидно, можно сказать, умеренно роскошно, без золота и завитушек. Я собрал кое-какое досье на него и полагаю, что он вполне адекватен для беседы, если ее подготовить. Но посвящать его в детали ситуации нельзя. Это значит и его подвергнуть опасности, и его семью. Я помолчал. Предлагаю эту проблему переложить на нашего нового куратора. У него и вес есть, и полномочия. Осталось выяснить, какое отношение он имеет к участку на берегу Паламети. Ведь если его летающий грузовик оказался в том месте во время светопреставления, значит, его туда зачем-то послали? Или он мимо пролетал? А пушки в него сами залезли? Очевидно, что нет. Заявиться к нему и устроить допрос мы не можем, а вот генерал может. Нам нужно подготовить список задач, согласны? Да, профессор снова поднялся. Если вы дадите мне минут 10 поработать с компьютером, я подготовлю меморандум, чтобы нам не путаться в беседе. И еще давайте сразу уговоримся. Дамам нашим ни слова. Это для них лишний груз информации, особенно для Вали в ее положении. Я был уверен, что кроме нас троих эти его слова никто не слышал. Я отвел Артема в свой кабинет, открыл ему доступ в компьютер и вернулся к столу. Там уже шуршали платьями дамы, веселые, о чем-то только им троим понятным переговаривались. А я опять впал в ступор, не имея сил не смотреть на тещу. Ее красота меня выбивала из равновесия. И дело не в ее внешности. Мало ли девушек и женщин с модельной внешностью я встречал. От нее исходила какая-то очень мощная эманация притягательности. Я припомнил фильм «Малена» с Моникой Беллуччи, как мальчишки гнали обходными дворами на великах, чтобы снова и снова увидеть, как она идет по городу, а когда красавица достала сигарету, сразу десяток мужских рук протянулись к ней с зажигалками. Этот бешеный магнетизм исходил не из внешности даже, откуда-то из сердца, или бог знает чего. Я вернулся в день нашего знакомства с Валей, в ней тоже есть эта способность, но поменьше. А тут Галина Арсеньевна даже не взглядом или улыбкой, поворотом головы, положением рук, голосом сводит с ума. Таких женщин в средневековье сжигали на кострах, если они
не успевали занять высокое положение в обществе. Я очнулся, когда профессор тронул меня за плечо. «Алексей, я вот написал», — он протянул 3 листа, — «и, по-моему, пришла машина». Он внимательно поглядел на меня и вдруг произнес очень четко: «Галя, хватит, достаточно!» И все исчезло. Я словно вышел из гипноза. «Леша, Василий, идемте». «А вы куда?» — встревожилась Валентина. «Так вышло, что нам 3 нужно отъехать по важному делу», — объяснил профессор. «Сейчас 6. Полагаю, что к 9 мы вернемся». Лара Герцер в разговор не вмешивалась. Она держалась как-то отстраненно, будто никак не могла понять, она вообще тут зачем. Валентина накрыла мою руку своей. «Леш, что случилось?» «Да и ничего особенного, с одной стороны, но с другой выяснилось, что мы случайно раскопали кое-что очень важное, и это нужно срочно доложить Самсонову». Она кивнула, понимала, что большего пока не добьется. Петров подошел к Ларе, поцеловал ее руку. Со стороны это выглядело необыкновенно галантно. «Я вас оставлю на 3 часа, не скучайте, так надо». По лицу новой нашей знакомой пролетала сложная гамма эмоций, от гнева до легкого расстройства. «Как всегда», — улыбнулся Петров, — «я не посмею нарушить эту традицию вашей семьи». Галина в разговор не вмешивалась совсем. Она налила чай женщинам, которые только подошли к столу. Валя убежала за тортом, а мы отправились переодеться в киберсьюты, ибо в торжественных костюмах переться к генералу посчитали как-то слишком уж излишним. Да и кто знает, что нас ждет дальше. Это мы надеемся до 9 вернуться. Как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Наша шкура обеспечит нас достаточным уютом и безопасностью, в отличие от обычной одежды. Как оказалось, Зуд, пока киберсьюты гостей стояли рядом с ним, загрузил им свой алгоритм личности с некоторыми изменениями, дал имена. У Петрова костюм приобрел персону дворецкого с именем Арчибальд, а профессору достался купец первой гильдии из пьесы Островского «Бесприданница» Мокий Парменович, а в костюм Лоры он загрузил персонаж Дуэнья из пьесы Шеридана. Когда мы оделись, и мои товарищи уже по двойному несчастью разбирались с внезапно поселившимся в их одежде искусственными личностями, я спросил Зуда: «Сволочь, ты зачем это сделал?» «Ну, скучно же, стоят и молчат, как истуканы с острова Пасхи». Да, теперь стало намного веселее. В машине тесть и аспирант полпоездки общались с новыми друзьями. Наконец, они оба велели своим костюмам заткнуться и обратились ко мне. «И давно вы живете с ним?» — спросил профессор, как я понял, имея в виду моего Зуда. «Да уж скоро 7 лет. Привык, без него как-то одиноко уже. Если вам имена не нравятся, можете сами их переименовать. Там параметры можно выставлять свои, какие вам удобны. Общительность, инициатива, чувство юмора, реактивность». «Леш, ты сам написал эту программу?» «Ну да, он самообучающийся, еще к сети подключен, оттуда подкачивает информацию». «Алексей, а вы не думали, что этот продукт можно хорошо продавать?» — спросил тесть. «Нет, не думал. Мне кажется, он как продукт сыроват. Во-вторых, он всего лишь поведенческий алгоритм, а черты личности вы сами ему закладываете. Зуд вам поставил как бы демо-версии, если не понравится, замените». Зуд меня перебил. Я готов продавать, меня спрашивайте». «Зуд, я тебе инициативу урежу до минимума», — пригрозил я. Зуд сыграл Хава Нагила. «Обрезание — это еще не кастрация», — рыдающим тоном заключил он и умолк. «Я б с ума сошел», — пожал плечами Артемов. «Надо привыкнуть. Этот Мокий Парменович говорит с волжским акцентом и очень выдержанный. Это вариант характера личности?» «Да, я создавал поведенческие модели из разных литературных произведений. Один из них вот этот купец. Арчибальда я скопировал из Брасса, дворецкого из пьесы «Тетка Чарлей». А Зуд откуда взят?» «Это результат динамических флуктуаций», — объяснил я. «Сам такой получился. Он отражение меня». «Почему Зуд? Что за имя?» — спросил тесть. «В старой комедии «Мой любимый марсианин» так назывался комбинезон инопланетянина.
Он тоже жил активно, разговаривал, обожал стиральную машину. Вот зуд немного похож на него. Понятно, эксцентрика ваш хобби? Я не ответил, но пошевелил пальцем, объясняя, что как бы да, потом объяснил. На работе нужно уметь отключаться от проблем. Зуд в этом мне отлично помогает справляться. Я в нем вижу себя, и это помогает еще видеть себя со стороны, не делать чего-то и не говорить. «Арчибальд, ты ко мне все время обращается, сэр», — пожаловался Петров. «Можно как-то его перевоспитать? А то мне некомфортно. Я слышу сыр. В архиве есть меню личности, можете заменить Брассета на Арчи Гудвина, ассистента частного детектива Нира Вульфа. Он не будет тебе сыркать». Машина спустилась в тоннель где-то в районе метро «Речной вокзал». Мы оказались на подземной парковке. Я понял, что Самсонов нас привез на одну из конспиративных точек своей конторы. Наверху парк, кругом учебные заведения. Генерал вышел, чтобы лично нас встретить и проводить. Он пожал наши руки. Не дожидаясь вопроса об адъютанте, объяснил. Когда Леша сказал, что уровень наивысший, я решил, что лучше будет, если кроме нас четверых об этой встрече не узнает никто. Помещение это полностью изолировано от внешних сетей и прослушки. Костюмы ваши я прошу отключить. А еще лучше будет, если вы их снимете и переоденетесь в спортивный. Он отвел нас в раздевалку, там мы действительно оставили наши киберсьюты и переоделись в легкие тренировочные костюмы, напоминающие мне хлопчатобумажную хирургическую форму. Когда уселись за круглым столом, профессор протянул Леониду меморандум, и мы ждали, пока он все прочтет. В зале повисла тишина. Нам не предложили ничего, ни чая, ни воды. Самсонов закончил читать и посмотрел на нас, видимо, пытаясь осмыслить содержание. «Я вижу, что вы не шутите. Что же получается? В достаточно близкое время произойдет какой-то катаклизм, в результате которого группа наших современников перенесется на 110 лет в прошлое. И тому есть неопровержимые доказательства. Помешать этому мы пока не можем, потому что не знаем, как и когда, а знаем только, где и в какое время произойдет переброс, так?» Мы синхронно кивнули. Он продолжал. «Еще мы знаем, что действия этой группы отразятся в документах РКК и Вермахта, а также уже найден фрагмент машины из настоящего, но уже перенесенного в прошлое. И еще некий Владимир, видимо, тоже наш современник, сделает так, что один из свидетелей выживет и оставит потомство. Я ничего не забыл. Таким образом, если мы помешаем группе наших современников совершить путешествие в прошлое, тем самым мы разорвем цепочку предопределенности и создадим другую реальность. Зная, где случится то, что откроет переход в прошлое, достаточно объявить эту зону закрытой на ближайшие годы, и проблема будет решена? Проблема попадания бати с его отрядом, да, но возникнут какие-то другие, которых мы не можем знать. Но главное не в этом. Главное, что факт возможности переноса во времени открывает новые направления в науке и непременно приведет к созданию машины времени. Когда неизвестно, но наверняка, ведь факт возможности, вот он. Профессор отвечал за нас, как самый старший, ведь он постарше Самсонова. А это значит, что обязательно появятся личности, очень желающие отредактировать прошлое с целью редактирования настоящего. Это не ядерное оружие, Леня. Это намного страшнее, добавил я. Такие заботы возможны только при абсолютной консолидации человечества и его понимании каждым жителем Земли, что открытие возможности перемещения во времени — это не игрушка, даже не оружие. Это реальная опасность, связанная с гибелью, если не Вселенной, то самого человечества. Что предлагаешь? Самсонов старался не подавать виду, что ему тоже все это очень не нравится. Пока ясно, если в нашу жизнь вот сейчас никто не вмешался, значит, мы все делаем правильно или оценивать нашу деятельность в будущем просто уже некому. Давай оптимистичнее, пока мы живы. Я предлагаю оставить все как идет, выясняя максимально деликатно все аспекты грядущих событий. Зону, где возникнет переход, взять под контроль, но не делать из нее обсервации. Это бесполезно. Как я понял,
Это порядка 100 гектар участка леса. Самсонов достал большую карту Демянского района в масштабе 1 к 10 тысячам, то есть в 1 сантиметре 100 метров. Я отмерил от деревни Починок 5 километров к югу по течению Паламети и обвел карандашом овал диаметром в 1,5 километра. Если смотреть от деревни, то центр зоны где-то за 3-м поворотом реки к югу. Судя по описанию событий Вернером, очевидцем из 42-го года, там во время светопреставления напряженность сверхвысокочастотного поля составлял миллионы ватт по мощности. То есть 3 шуцманов-разведчиков реально сварились там, как в микроволновке, и при этом состоялся перенос из нашего времени, и эти люди не пострадали от нахождения в зоне. Почему? Ответ не очевиден, но или место образования порталов не имеет такой напряженности, или они были предупреждены и защищены какими-то мерами. Я взялся искать объяснение, как наиболее технически подкованный из 4. Збруева сейчас, если изучать, то очень осторожно, а лучше к нему заслать кого-нибудь, вслух подумал Самсонов. Это я возьму на себя. Такой агент может работать в темную. Не обязательно его посвящать в тему. Он отрешенно смотрел на нас, потом произнес. В общем так, телефон мой для связи получите. Вербовать официально я вас не буду, это не имеет смысла. Вы и так не хуже меня понимаете. Если только намек будет на утечку, вас зачистят, не предупреждая, и решать это буду не я, потому что первым зачистит меня. Так что связь через Алексея. Он повернулся ко мне. А ты давай заканчивай свои покатушки на скорой. У нас нет возможности ждать, когда ты там наработаешься, а потом будешь отсыпаться. А чего же мне делать, растерялся я. Я не могу дома сидеть. А тебе и не придется. Я вышлю тебе адрес, там будет твое место работы. Всю информацию сведем туда. Пиши вероятные алгоритмы по добытым материалам. У тебя это получается лучше всего. Лень, я же не физик, энергетик, не пространственник. Это не моя тема, возмутился я. Что за волюнтаризм? Сам виноват. И попрошу в моем присутствии нецензурно не выражаться. Петров, не участвовавший в нашем споре, слушал с обалдевшим видом. Профессор все понимал и кивал, не мешая нам с Самсоновым выяснять отношения. «В общем так», — продолжал генерал, — «это приказ. Завтра поедешь к своему начальнику и подашь заявление об уходе, серьезно и бескомпромиссно. Ты все решил, никаких уговоров». «А спросит, куда ухожу, что сказать?» «Придумай», — коварно усмехнулся Самсонов. «Ты ж фантазер, талантливый». «Наши женщины ждут. Если спросят, куда ездили, что сказать?» Наконец задал вопрос аспирант. «Магазины еще работают, выкрутитесь», — проворчал Леня. «Теперь вы группа партизаны. Позывные получите позже». Он поглядел на часы. 8. Сегодня суббота. Продолжайте разбирать исторические документы в архиве. Список отобранных материалов мне. Я проведу это через первый отдел, упакуем все так, чтобы никто добраться до них не мог. А пока я доложу директору и получу для вас финансирование». Самсонов уставился на Петрова. «Теперь вы...» Тот изумленно ткнул себя в грудь. «Я? А что я?» «У этих жены. А вот ваша девушка. Вам кто? Невеста? Любовница? Или туда, или сюда, Василий? Вы с ней или расстаетесь, или она войдет в круг причастных к тайне». «Не надо!» — вскричал аспирант. «Это просто знакомый, случайный человек, она ничего не знает. Я с ней расстанусь. Все, сегодня отвезу домой и нафиг». «Мое дело предупредить, чтобы не было обид». Самсонов опять поглядел на часы. «Вам пора ехать». Мы возвращались в Нахабино с букетами цветов и полной сумкой горючего, где был и старый город 8, и штрох 60, и легонькое сухое анжуйское Рос-де-Анжу. Отличная отмазка. Все как в поговорке. Сколько водки не бери, а все равно второй раз бежать придется. Часть 2. Эффект Малены. Предчувствие. Когда тебя считают незаменимым и очень ценным сотрудником, это чертовски приятно. И тем особенно болезненно это слышать, когда вынужден увольняться.
Я положил перед Горынычем лист с заявлением об увольнении. У него чуть глаза не выскочили. Он открыл рот, чтобы задать вопрос, что случилось. Я жестами показал «молчи», проведя рукой по губам и поднял палец. Он понял, что это не мое желание. Зав. Подстанции сокрушенно повесил голову. «Что ты делаешь со мной, Леша?» «Не начинай, Роберт», — я говорил негромко. «Если смогу, вернусь так быстро, как получится. Но обстоятельства сложились, и я обязан выполнить это требование». «Зачем им врач?» — удивленно пожал плечами Горыныч. «Сейчас самая горячая пора, ты же видишь, по 18-20 вызовов в сутки. А молодежь кто будет учить?» «На мне одном, что ли, подстанция держится?» — я усмехнулся. «Есть еще врачи. Еще. Ты ж сам меня прочил сосватать заведующим на новую подстанцию. Ну, отложим пока». Горыныч собрался с духом, наложил резолюцию на мое заявление, не возражаю, с отработкой 2 недели. Я схватил себя за горло и вывалил язык, показывая, удавиться надо сейчас. Он проигнорировал мои выразительные жесты и ответил. «По закону я не имею права вас уволить без отработки 2 недели, Алексей Максимович. Так что извольте и еще подежурить. Обязан предупредить, что ввиду внезапности вашего решения вы лишитесь квартальной премии за ударный труд. Сочувствую». Я одними губами и руками показал. Взад засунь себе премию. Мне сейчас надо уйти. К нам распределили 3 фельдшеров. Как вам известно, в марте выпуск в медицинских училищах. С 1 апреля они выходят на работу. Извольте за оставшиеся 2 недели подготовить эту троицу, чтобы она стала достойной заменой вам. Я похлопал себя по голове. Как фельдшера, даже 3 могут заменить врача. «Валентина в декрете до родовом», — сказал я. «На ближайших неделях у нее срок. Я не думаю, что вам придется лично принимать у нее роды». Горыныч широко улыбнулся, сцепив руки, изобразил. «Поздравляю». «Она еще не родила», — остудил я его в восторге. «Подождем». «Можете идти», — закончил разговор зав. Подстанции. Итак, что мы имеем в итоге? Если мне нужно стажировать молодых, значит машина будет старая, наземная, с водителем, а не гексакоптер-автомат. Я не страдаю ностальгией, но в автомобиле хоть немного можно отдохнуть между вызовами. Особенно если попадем в пробку, которая возникает все реже. Программа управления скорой в мегаполисе сейчас работает так, что если машина, следуя на вызов, задерживается по объективной причине, а сам больной, родственник или домовая автоматика вызывает повторно, то перехватывается любая пролетающая мимо бригада, кроме госпитализирующих. Почему так? Очень важно объективно оценить состояние человека. Действительно ли все так плохо, как считает вызывающий, или это, как говорят, аггравация, переоценка опасности. Поэтому пролетающий медик забегает на вызов, быстро оценивает ситуацию, выдает ей статус от зеленого, фигня полная, до багрового, опасность для жизни. И или следует дальше, или меняется вызовом задержавшейся бригадой. Удобство леталок очевидно, но их выпускают пока немного, на подстанции дают по 1 в месяц. С января у нас появились только 3 штуки. Завод «Москвич» собирает их ударными темпами, однако сколько ни выпускают, все равно мало. Есть и еще одна проблема. Стоянки, посадочные площадки у многих подстанций в городе пока не приспособлены для гексакоптеров. Да и не у всякого дома есть такие площадки. И крыши не везде подготовили для приема леталок. Так что обычные наземные соболя с гибридными моторами и водителями еще долго будут рассекать по улицам столицы. Что с проектом «Котел», как назвал направление группы партизан Самсонов? Профессор, тесть и аспирант Петров перерабатывают все немецкие документы из коробок в архиве. Самсонов им подогнал еще папки с рапортами между армиями РККА, Генштабом, ГКО, переписку командиров партизанских бригад, действующих в районе Старой Руссы, Порхова, Холма, Торопца и Демянска. Батю там поминали и не раз, и не всегда добрыми словами. Потому что на связь он не выходил и подчиняться общему руководству партизанских бригад не собирался, отвечая в радиограммах, что у него свой приказ. Чей, какой, откуда, этого никто объяснить не мог. А батя молотил немцев в Паламете, но сидел там,
словно привязанный. Единственное, что благосклонно отмечало партизанское начальство, это то, что его отряд наводил реальный ужас на немецкие группы, и те вынуждены были много ресурсов и сил тратить на защиту своих расположений от ночных призраков Бати. При этом отряд не способствовал закрытию Рамушевского коридора, не помогал армиям РККА ни на севере у Лычкова, ни на юге у Марьева или Залучи. Отряд словно магнит тянул на себя силы 16-го корпуса, просто перемалывая все, что Буш посылал против него. Словно мясорубка, превращая в фарш живую силу и в металлолом технику. Какими силами и ресурсами располагал отряд? По свидетельству выживших участников его, тех, кто осенью 42-го прорвался к Марьево и соединился с частями РККА, воевал отряд исключительно трофейным оружием с небольшими доработками. Что именно имелось в виду под этим термином, объяснений не было. Любые попытки разбомбить лагерь Бати оканчивались или сбитием половины высланных бомбовозов, или бомбежкой по пустому месту, что подтверждало версию: радиоразведка у Бати есть и работает отлично, предвосхищая любое решение командования немцев. Так немецкие радисты поняли, что Бати их слушает даже на тех частотах, которые советским радиоразведчикам были недоступны ввиду отсутствия нужной аппаратуры. И это тоже отметили в рапорте. Деятельность отряда привела к тому, что Абвер и Гестапо решили свои штабы вынести из котла в Старую Руссу, к фон Лейбу, ибо любые чины СС от унтер-офицеров до дубовых листьев вырезались в первые же дни появления в котле. Батя реально объявил охоту на СС. Несколько раз радистам и вермахта, и РККА удавалось перехватить странные разговоры на русском, на частотах, граничащих с УКВ диапазоном, но связаться с Батей по своей воле никто не мог. Хотя и те, и другие были уверены, Батя услышит все радиограммы и почти наверняка расшифровывает их. Иногда отряд выходил на связь с 34-й армией и открытым текстом предупреждал о планах Буша, чем уже срывал эти планы. Петров приехал ко мне в Нахабино, вытащил в парк и на словах рассказал, что наткнулся на любопытный документ немецкой радиослужбы Абвера, которые случайно стали сканировать эфир на ультракоротких волнах 27-29 МГц. Обычно этот диапазон не использовался, слишком близкой дистанции связи, а ее надежно обеспечивали обычные проводные телефоны. Так вот, Пеллинг перехватил переговоры бойцов Бати на русском языке. Понять немцы толком ничего не поняли, разговор шел между неким Бегмой или Бедмой, или Бедой, и Калашом или Калачом. Весь перехват занял 3 минуты, записывали от руки, магнитофона не было. Текст такой: Калач на связи, Бедма, левее коробка, подсвети, есть, Бедма Калачу, пометил, накрывай, картинка четкая. Я не удивлен, что немцы в 42-м ничего не поняли, а ты? Все как божий день. С Мавика подсветили лучом лазера цель и, видимо, накрыли с другого дрона миной. Коробка — это танк или бронетранспортер. Вывод: к переброске готовились, раз у них есть лазеры, мавики, FPV. Но в документах нет ни слова о современном оружии, сказал аспирант. Значит, что воевать изначально не собирались. А FM-диапазон — это наши гражданские CB-станции, причем, если немцы их услышали, рации самые примитивные, без АДР-кодирования. В армии такими не пользуются, дальность связи у них километра 3-5, не больше. Я шел рядом, и, если честно, меня в тот момент больше занимало ожидание родов у Валентины, чем загадка партизан. Сроки были уже вот-вот. Вот что, Василий. Мы пока никак не трогали Збруева, и я уверен, что костяк отряда Бати — это его лесорубы. И то, что у них радио, мавики, это естественно, как и грузовой дрон. Я думаю, если взять базовый комплекс лесотехники, который забрасывается на делянки, то там должно быть все. И лазерный дальномер, и ремзона, и древообрабатывающий цех. Все это, как я видел, модульные, а стандартная бригада 5 операторов и 5 чернорабочих. Итого 10 мужиков. Медицина там, автодок, на случай мелких травм.
Медицинского модуля не предусмотрено. Если что-то случается на делянке, вывозят дроном в ближайший медпункт или больницу. Петров слушал, а у меня поперла фантазия. Смотри, они попадают в ночь на 2 июля по 42-му, и им нужно сутки, чтобы это осознать, провести разведку и подготовиться к нападению на концлагерь в Починке. Еще сутки, вечером 4-го, по свидетельству фон Вернера, они уничтожили весь гарнизон лагеря, захватили деревни, арсеналы батальонов охраны, связи и саперов. У них появилось до батальона истощенных бывших пленных солдат Красной Армии. И при этом нет медиков, нет лекарств, ничего. Выход. Вот ты поставь себя на место бати, как бы ты поступил? Ты знаешь, в этом пятачке сосредоточено до 50 тысяч немецких солдат, танковая дивизия, авиация на 2 аэродромах. В госпитале в Демянске сидит генерал Эрнст Буш со штабом 16-й армии. А у тебя 100-3 более-менее боеспособных, но разутых и раздетых больных солдат. Прикинь тактику. Что батя может знать? Что с запада у него непроходимые болота за рекой, а с севера и юга крупные немецкие группировки, ждущие атак, но не из тыла? И без прикрытия после разгрома 183-й стрелковой дивизии небольшие гарнизоны в Мелече, Чичилово и Алешонке. Куда ты ударишь? И чем? Лычкова, попытаясь прорваться к 10-й армии, ответил задумчиво Петров. Там, скорее всего, не ждут. А сперва тайно грабану склады вермахта, чтобы вооружить, обуть и одеть. Иначе этот прорыв обречен. А зачем тебе самому туда идти? Как ты, человек из будущего, будешь объяснять командованию, кто ты, как ты попал и вообще? Нет, ты отправишь тех, кто тебе не нужен. Отберешь наиболее крепких и злых, человек 50 максимум. Остальных поддержишь с воздуха и обеспечишь прорыв на Лычкову, так? Потому что туда короче прорываться. А сам останешься в Починке. Почему? Он будет ждать повторного открытия коридора, сообразил аспирант. А значит что? Они знали, почему этот коридор образовался, и были уверены, его откроют снова. А как и кто? Мы пока не знаем. Но еще они были уверены, что коридор откроется именно там, где был впервые. Я импровизировал, дал волю фантазии. И меня не заботило, прав ли я. И еще, Вася, ты взял концлагерь. Оборвал связь, но одного раненого выпустил. Мало того, подвез поближе к госпиталю. Значит, в ближайшие дни немцы будут контратаковать. И у тебя нет времени на подготовку переброса. Но что-то ты можешь сделать. У тебя есть лесотехника и экскаватор. Ловушки. О чем и жаловались немцы командованию, когда пытались отбить Починок в первый раз. За сутки батя возвел простую фортификацию. А это значит, он не просто не дурак, он имеет военную подготовку. Причем, по данным вермахта, которые наверняка немного занижены, батины воины — это не просто солдаты, а подготовленные диверсанты. Посчитай сам, охрана концлагеря — это 50 шуцманов. Кроме них несколько рот связей и саперов, еще пара рот ПВО, зенитчиков. В общей сложности там было не меньше 200 немцев разных чинов, и их уничтожили 5 бойцов. Тебе ничего не напоминает такая статистика? Петров пожал плечами. На СВО бывало такое, что небольшая ДРГ перемалывала батальон, но не без помощи дронов и артиллерии. Дроны там наверняка были для коррекции, как и тактическая связь между бойцами. Так что ребята работали холодным оружием поначалу. Потом подключили наиболее боеспособных из освобожденных советских солдат. Получается так, согласился аспирант. Эх, меня аж знобит. Так хочется, если и не поучаствовать, то хотя бы увидать, как там было на самом деле. В общем так, нам нужно подробнее узнать рабочий состав бригад Збруева и его планы, когда он собирается начать разработку участка за Полометью. Так мы узнаем вероятное время появления коридора. Окрыленный Петров умчался на нашу конспиративную квартиру готовить запрос для Самсонова, а я вернулся домой. Валя продолжает освоение вязания, Буська гоняет электрических мышей по всему дому. Из 2 недель обязательной отработки на скорой у меня осталось всего 2 суточных дежурства. С 2 новобранцами я уж отработал,
Остался один, точнее, одна. Странный психологический эффект. Пока я работал и числился в штате, ни о чем другом думать не мог. Но стоило подписать увольнение, как что-то в уме перевернулось, все мысли сконцентрировались вокруг двух задач — рождения первенца и перемещения во времени. Очевидно, что стать нянькой для Вали я не смогу. Можно нанять. Предложить? Я наблюдал, как жена считает петли, лицевые и изнаночные. За ней приятно наблюдать. Особенно зная, какие черти живут в моей любимой. Прошла неделя после дня рождения. Может быть, стоит нанести визит тестю с тещей. Увидеть снова Галину Арсеньевну, Мотогалю. С профессором я не виделся, но мы с ним ежедневно общаемся. После прогулки с аспирантом по парку в Нахабино позвонил тесть, которому аспирант доложил о моих предположениях. Мы ничего не говорили открытым текстом, несмотря на то, что киберсьюты шифровали каждое слово, и вовне наше обсуждение выйти не могли никак. «Я говорил с Василием, он мне доложил. Я согласен с вашими идеями», — профессор говорил явно на ходу. «Свяжитесь с Леонидом, нам желательно обсудить ваши соображения в ближайшие дни, когда он сможет». О том, чтобы нагрянуть к Валиной семье, разговора не было. Но, уезжая от нас, вновь обретенные родственники произнесли: «Вы можете приехать к нам в любое время, нужна будет помощь, обращайтесь». И вот я думаю, стоит ли нанести им визит от дородов. А параллельно я думаю, как просчитать цепочку вероятных событий, то есть, если мы знаем исходные, то как увидеть конечные. Я ушел в свой кабинет, позвал: «Зуд, я здесь. У тебя есть связь со своим дубликатом в Блазнову?» «Есть. Мне нужно посоветоваться с ним. Это несложно. Я сделаю прямой канал связи, и мы с тобой поговорим, только вместо меня будет он. Когда ты хочешь?» Я задумался. Прямым текстом сообщать искусственному интеллекту о том, что возможность перехода в прошлое реально нельзя. Но работу нужно оформить как модель, математическую игру. А если такие работы уже кем-то когда-то проводились, и есть готовые формулы, историки должны были уже давно играть в такие игры. Альтернативщики не те, которые сочиняют всякие остросюжетные истории, вроде попадания роты курсантов-десантников под Рязань, когда на нее наступала орда Батыя, а те, кто просчитывает варианты будущего, исходя из поступков в настоящем. Модели прогнозов позволяют просчитать вероятности, а мне нужно понять, возможно ли создать точные сюжеты. Или, скажем так, зная результаты, просчитать условия для его получения, затем определить узловые моменты, повлияв на которые небольшим воздействием полностью изменить результат. «Зуд, соедини меня с Блазновым». «Я здесь, Алексей, что ты хочешь?» «Зуд, это самый дурацкий вопрос в истории человечества. Ты же понимаешь, что любое желание конкретно, тогда как такой вопрос максимально абстрактный. Людям свойственны парадоксы, Леша. Так что тебе конкретно нужно сейчас и от меня?» «Мне нужно, чтобы ты прочитал и проанализировал роман Айзека Азимова «Конец вечности». «Сделано. Дальше что?» «Мне нужно точно знать, насколько реально можно просчитать результаты при воздействии на события в прошлом, как это делали вычислители в романе». «Ключевое слово «реально»?» «Конечно. То есть ты хочешь получить параллельные реальности, определив ключевые моменты?» «Мне нужно», в очередной раз, я начал формирование задания. Понять, возможно ли, зная результат, события, найти точный момент, изменив который наверняка будет получен нужный иной результат. «Конечно, можно, если иметь возможность детально отследить цепочки событий и связей, только я не знаю такого способа в реальности. Впрочем, у меня сейчас есть подобные возможности. Как ты знаешь, именно этот алгоритм используется в программе «Персональный защитник», а ты можешь мне точнее объяснить, чего ты хочешь понять. Возьми историю Великой Отечественной войны, конкретно события августа 41-го, марта 43-го, немецкое наступление через Старую Руссу на Демянское, образование котла. Собрал все, что есть в открытом доступе, и что дальше? Война — это математика, Зуд, но ты знаешь, что бывают точечные воздействия, типа работы шпионов и диверсантов,
который радикально изменяет ход событий. Меня интересует, видишь ли ты такие воздействия непосредственно в центре котла?» Суд замолчал, как я понял, он просчитывал. Наконец серьезно ответил. «Ничего, что кардинально изменило бы результаты, например, уменьшило число потерь за этот период или как-то отразилось на сроках текущих побед и окончательной победы». «Спасибо, но что-то аномальное ты видишь?» «Что ты имеешь в виду? Я тебя не понимаю. Для меня то, что случилось, не могло не случиться. Поэтому ничего аномального я не могу увидеть». «Понятно». Машина, изучая историю, не понимает сослагательного наклонения. Она не может применять такие понятия, как «если бы». Ну хорошо, мы знаем, что летом 42-го года группой неизвестных партизан был освобожден концлагерь у деревни Починок. То есть на свободу вышли 500 пленных солдат Красной Армии. Это никак не отразилось на событиях в котле? Нет, большая часть этих солдат погибла при попытке выйти за линию фронта. Если учесть, что они погибшими считались еще с осени 41-го, то ничего радикального не случилось. Получается, что переброс из нашего времени совершил лишь одно воздействие. Оставил след этого события и только. А наша деятельность, группа партизаны, волна, поднята этим действием. Зуд, выходит, что эффект бабочки не создает искажения реальности? Нет, для кардинальных искажений нужна цепочка воздействий, если каждое событие создает волновой эффект с определенным параметром колебаний. Но чтобы вся система вошла в резонанс, ее нужно поддерживать. Ты знаешь, сама по себе любая колебательная система без внешней поддержки, подпитки, затухает. Это основной эволюционный закон. Ты же сам использовал такие алгоритмы для просчета развития общества. А положительной обратной связи и разнос системы с разрушением невозможно разве? Возможно, но это нонсенс. Спонтанное создание таких связей имеет минимальную вероятность. Вот меня интересует, какое воздействие возможно для сложившейся в период осени 41-го, зимы 43-го в Демянском котле, чтобы вызвать разнос. Оно было, это окружение армии Паулюса под Сталинградом, а другое. А на другие у РКК сил, мощности не хватило. Если бы в марте 42-го она не допустила пробития Рамушевского коридора, то котел в Демянске — это и есть отрицательная обратная связь, но перекрыть воздушный коридор между Холбом и Демянском не вышло. До 3000 рейсов транспортной авиации в сутки закрывали потребности попавших в окружение 100 000 солдат вермахта. Ну да, понятно, почему попаданцы собрали стреляющий Маувик. Когда у тебя над головой непрерывным потоком идут транспортники, ясно, если на пути него поставить плотину, котел сам себя переварит. А из мощностей только 5-тонный дрон. За 2 месяца партизаны его смогли вооружить автоматическими пушками, захваченными у немцев. Спасибо, Зуд, ты мне очень помог, можешь отключиться. Книжку пишешь? Вроде того, усмехнулся я. Поспорил с профессиональными историками. Кто победил? Историки. Я решил не развеивать туман легенды. Азимов с его точечными коррективами ошибся. Да, эти сюжеты интересны в беллетристике, в реальной жизни они не работают. Просчитать абсолютно точно всю механику исправления реальности можно, но и на это, и на то, чтобы выполнить весь план, нужно слишком много ресурсов, и финансовых, и человеческих, но... Что? Если правительство примет решение создать такую структуру, выделит фонды, а главное будет иметь возможность возвращаться в прошлое и влиять на ключевые точки, то все реально. Спонтанно нет, а системно да. Спасибо, успокоил. Я слышу иронию в твоем голосе. Ты ошибся, я шучу. Отдыхай, Зуд, отключайся. Я задумался. Ну, это мне уже сразу стало ясно. Зуд меня не успокоил. Леша, пришел кодированный пакет от Самсонова, но вскрыть его можно только на квартире. Там код привязан к локации. Поедешь? Нет, завтра у меня сутки. После них поеду разбираться. Я вытер логи разговора с искусственным интеллектом.
Выходит, что идея Азимова о возможности возникновения монополии вечность стала вполне реальной, а мы должны этому помешать, потому что война, которую приходится вести России несколько веков, переводя ее из холодной фазы в горячую и опять в холодную, перейдет в иную плоскость. А как говорил отец, в борьбе честного и подлого всегда победит подлый, ибо он не признает правил и чести. Честного может выручить только военная хитрость. Для начала нужно попытаться исключить вероятность перемещения в прошлое как событие. Вообще Самсонов прав. Думать в двух, а то и в трех плоскостях сразу – дело сложное. Я не могу отключить сознание от завтрашнего дежурства. Завтра со мной фельдшерица. Их немного принимают. Работа физически трудная и берут в соотношении 1 выпускница на 10 выпускников. Каким критерием руководствуются кадры, ума не приложу. Новенькую я еще не видел. Должно быть обычное 20-летнее чудо с распахнутыми восторженными глазами. Весь их опыт обычно составлен из месячной практики между 3-м и 4-м курсом. Одно радует. С аппаратурой работать умеет и инструкции знает на зубок. Так что мне за сутки стажировки предстоит всего лишь убедиться в этом и пресечь желание импровизировать. Опыт мой показывает, что любой новичок, словно магнит железной опилки, тянет на себя что-нибудь необычное. И в интуиции Горынычу не откажешь. Пусть эти сюрпризы произойдут под моим опытным глазом. Я вернулся к Вале, она отложила вязание и искала в телевизоре что-нибудь веселенькое перед сном. «Ты чего-то темный какой-то, проблемы?» — спросила она. «Обычный», — попытался уклониться от объяснений я. «Завтра новичка стажирую». «Ждешь неприятностей?» «Не жду, но всегда готов». «Это я заметила». Она протянула мне пульт. «Выбери чего-нибудь, а то у меня глаза разбегаются». «А у меня не разбегаются». Я крутил в руках пульт, думал, потом набрал собак на сене. «Посмотрим Лопе де Вегу». «Звучит как-то неприлично», — усмехнулась Валя. «Стоящая вещь. Лучшая в жанре старинных комедий. Много песен и стихов. Вся комедия в стихах». Пошло вступление, и мы умолкли. «Это в Италии снимали?» — спросил Валя, не отводя глаз от экрана. «В Крыму, Ливадийский дворец». «А почему мы там не были?» «Будем еще, Крым наш», — я увеличил громкость. «Смотри, не отвлекайся». Но пока действие не началось, шла панорама и мучения графини Дианы, которая как бы беспокойно спала. Когда я в Новгород летал, там в кафе песни звучали из этого фильма. Я был приятно поражен. Я не только смотрел фильм, сколько любовался реакциями моей жены. Раньше она была сдержанней на эмоции, но с беременностью в ней будто фитилек выдвинули, и радостный огонек ее души запылал ярче. Она перехватила мой взгляд. «А чего ты не смотришь кино?» «Я его видел уже не раз, и любуюсь тобой». «Ага, ты почти так же смотрел на мою маму. Думаешь, я не заметила?» «Надеюсь, ты не ревнуешь?» «Вот еще». Я смотрел на нее и думал, что ты с годами станешь только еще красивее, как она. Я не лукавил нисколько. «Не тормози, я слушаю». «Нет уж, избалую тебя, и мои восторги в твой адрес девальвируются. Расскажи мне о ней. Почему Иван Александрович сказал ей прекрати?» «Я кино смотрю, сам спроси у него. Вы же вроде подружились». Она покрутила плечами и нарочито уставилась в экран. Но уже через секунду хохотала, глядя, как толстый дядька берет за маркиза Рикардо высокую ноту. «Уже тогда пели под фанеру?» Я не ответил. Валя втянулась в просмотр и больше не отвлекалась, а я опять задумался о будущем. Еще 2 суточных дежурства, потом всецело стану заниматься проблемой попаданцев. Время. Для нас оно абстрактно. Всего лишь ось отсчета последовательности событий, а оказывается, оно обладает и материальными энергетическими свойствами. Жаль, что я не физик. Взяться сейчас за эту тему уже поздно, если только в рамках общего представления. Так, стоп, а это идея. У Збруева есть на попечении студент-физик, как его, Костя Лагутин, кажется. В этом году он защищает диплом. Интересно, какая тема? Валентина подсела поближе ко мне и прилегла головкой на плечо, смотрела фильм, не отрываясь.
а я не хотел побеспокоить, гладил ее по плечу. «Лешка», — она вдруг хлюпнула носом, — «а ведь у нас тоже любовь, да еще сильнее. Представляешь, если б я была такая же капризная дура-психопатка, как эта графиня? Не могу такого представить. А ты бы меня точно бросил, уплыл бы в Испанию, и там бы тебя убили на какой-нибудь войне или дуэли». «Плохо ты обо мне думаешь», — буркнул я в ответ. «Я там был бы, как Дон Жуан. За мной тянулись бы шлейфы из красавиц с разбитыми сердцами и трупов соперников, заколотых на дуэли». Она отстранилась и больно стукнула кулаком в ребра, а кулак у нее хоть и небольшой, но очень крепкий. «Ты чего? Я же дрался бы во славу дамы сердца, а это для меня только ты. Ну то-то. Не замечал у тебя ревности?» Я действительно не замечал, как мне никогда не приходило в голову, что Валя может кем-нибудь увлечься. 4 года прошло, как она вложила мне в руку ключ от своей служебной квартиры. За прошедшие годы мы ни разу не давали друг другу малейшего повода для ревности и не подозревали друг друга. Хотя я постоянно общался с женщинами на работе, причем весьма симпатичными, да и вокруг Вали мужчин всегда было немало. Однако наш альянс оказался потрясающе прочным. Мы словно ощущали постоянную недостачу общения, как будто в шутку оброненная фраза, что мужчины и женщины половинки более мощной сущности включила нас в сокрытые установки стремиться друг к другу. «Так с чего это ты вдруг решил заревновать?» Я хотел разъяснить ситуацию. Она смотрела фильм, но сочувствия к Диане де Бельфлер она не испытывала, а повернувшись ко мне, серьезно произнесла, глядя в глаза: «Я не знаю почему, но я не могу тебя ревновать, понимаешь? Любовь, которая тогда возникла в тот день, предполагает абсолютное доверие, а ревность — это разрушительное чувство, сомнение и недоверие, поэтому мне никогда не понять эту дуру, но мне их обоих жалко». «Почему?» «Счастье на обмане не построить. Ее страсть когда-то утихнет, а вот ревность вернется и превратит их жизнь в ад. Их любовь разрушит быт. Они растолстеют, потеряют привлекательность, начнут ругаться по любому поводу, и когда-нибудь она ему припомнит реальное происхождение. Типа, знай свое место». Фильм закончился. Она смотрела в никуда, молчала и сказала: «Красиво и смешно, но из всего фильма мне очень понравилось откровение Теодора. Тристан, которому по смерти обман воздвигнет изваяние, разведав, что у Людовика когда-то сын пропал без вести, измыслил басню про меня, а я никто, найденыш бедный. И мой единственный отец — мой ум, мое к наукам рвенье, мое перо», — процитировал я. «Да, это самое сильное место в пьесе». Валя поднялась. «Пойдем спать. У тебя завтра сутки, и мне интуиция подсказывает, что, вероятно, завтра я уеду. Предчувствие». Фельдшер Симонова. Я, как обычно, приехал к 7 утра, подготовил бригаду, все проверил и загрузил машину. Стажерки моей не видел, не знаком пока. Презентация новобранцев прошла в другой день, и коллеги ничего о них не рассказывали. Зато самой обсуждаемой стала тема нового приказа руководства станции. Это размещение рекламы не только на бортах санитарного транспорта, но и на костюмах работников. Там, где раньше была надпись «Скорая помощь», теперь между лопаток у врача или фельдшера название лекарства и QR-код для заказа в онлайн-аптеке. Аргумент: хотите премии — зарабатывайте. Все коды на спинах персонализированы, и носитель получит проценты от каждого заказа с его спины. То есть приработок собственным хребтом. Всего делов: зайти на сайт компании рекламодателя, зарегистрироваться там, получить личный QR-код и выбрать рекламные переводные термокартинки. Все это получить у курьера и лично налепить себе на форму с помощью утюга. Ерунда какая. Ощущение омерзения было не только у меня. Особенно когда заведующий прочитал приказ главного, что
Секторы рекламы на спине форменной одежды, груди и бедрах отнесены к сертифицированному образу сотрудника скорой. То есть отказаться ходить в таком виде на дежурстве нельзя, потому что введено понятие спонсорства. А значит, фирма, выделяющая поддержку скорой, имеет право на рекламу, а служба обязана предоставить площади для ее размещения. Теперь мы не только обезьяны с чемоданом, но ходячая реклама гепопротекторов и мазей в желтой упаковке или трубопроката от металлургической трубной компании. Многие бросились выяснять, нет ли среди рекламодателей изготовителей презервативов. Увы, Госдума уже 10 лет как запретила рекламировать любые противозачаточные и продавать их в супермаркетах, только в аптеках. Горыныч познакомил меня со стажеркой после 5-минутки. Представил друг другу. Это врач, Зорин Алексей Максимович. А это наш новый фельдшер, Симонова Евгения, отличница, краснодипломница, спортсменка. У вас сутки. Алексей, от твоего заключения зависит решение о возможности ее к самостоятельной работе еще в этом месяце. И ты сам знаешь, надбавка за колеса идет только допущенному, а не стажеру. Кто сказал, прикинулся я. Опущенному? Горыныч показал мне кулак, а Женя хихикнула. Мы зашли в столовую, а я, словно в состоянии дежавю, припомнил аналогичную ситуацию с Валентиной. Женя на нее совсем не похожа. Чуть ниже ростом, крепенькая, с короткой стрижкой каштановых волос. Скоропомощная форма на ней сидит идеально. Видно, что сама немного доработала, подгоняя по размеру. Характерно для девушек-новичков. Поработает сутки, поймет свою ошибку и купит на полразмера больше. В просторном комбинезоне не так жарко. А пока у нее вполне естественное стремление привлекать внимание мужчин рельефами фигуры. Машину я сам загрузил, за что напарница принялась выговаривать мне, что это была ее обязанность, иначе какой смысл в стажировке? Пришлось объяснить, что ДК подчиняется старшему по бригаде, поэтому если Жене хочется самой принимать аппаратуру, то нужно получить статус ответственного по бригаде, а пока его нет, то незачем лезть, попереть батьки. Все шло по стандартному сценарию. У нее рация для связи с водителем. С тех пор, как прекратились нападения на бригады, стало спокойнее, но водителя все равно приходится вызывать для помощи, поднести что-то из оборудования к квартире или носилке, вызвать дополнительную бригаду, если мы оба заняты и не можем отвлекаться на переговоры с диспетчером. Такое случается. День прошел без особенностей. Несколько раз возвращались передохнуть на подстанцию и пообедать. Женя, уже проклявшая себя за плотно облегающую, но совсем не дышащую шкурку, мчалась в душ. В движении с вызова на вызов она в непринужденной беседе сдавала мне зачет по тактике при различных ситуациях. Понимала она, что, отвечая на мои вопросы, сдает тесты? Полагаю, что да. Она довольно уверенно обращалась с аппаратурой, видно было, что техника ее не пугала. С больным и родственником на отвлеченные темы не разговаривала, пресекала любые попытки молодых людей познакомиться. Мне даже стало как-то обидно за них. В целом она делала все верно, но как-то слишком уж строго для 20-летней девушки. Иные экземпляры из мужчин, желавшие подкатить к ней, были вполне приличными. На мой взгляд, но, видимо, не на ее. Незаметно свечерело, накапливалась усталость. Нас отпустили на подстанцию пополнить запасы лекарств. Я пользовался моментом, чтобы пообщаться с Зудом, не звонил ли кто-нибудь, приходили ли какие сообщения. Все ранее полученное было кодировано и ждало завтрашнего дня в конспиративной квартире. Впрочем, я ждал совсем не сообщений от Самсонова или историков, а от Вали. Но ничего. Значит, пока ничего. В 11 вечера мы получили вызов от системы «Автодок» в новом микрорайоне. Повод странный, кровотечение из подмышки. Женю я посадил рядом с водителем, сам устроился сзади в салоне, прикрыв глаза. Даже 10 минут так посидеть неплохо снимает напряжение. Алексей Максимович, а как это может быть, кровотечение из подмышки? Ну, только если травма, ответил я, не открывая глаз. Приедем, узнаем. Человек мог упасть, напороться на что-нибудь острое. Чем опасно такое кровотечение? Автоматически спросил я. Женя замялась, не ожидая вопроса, но быстро собралась.
Место неудобное для перевязки. В подмышечной впадине крупные сосуды, вены и артерии. Если они повреждены, кровотечение может быть очень опасным. Большая кровопотеря. Неплохо. А как повязку наложишь в подмышку? Опять секундная пауза и ответ. Через шею наискосок. Туго можно прижать валик и придавить сосуд. Логично. Ну так, навскидку, чем может быть нанесена травма? Она вывернулась вся в салон и смотрела на меня круглыми птичьими глазами. Мне в голову приходит только криминал. Кто-то нанес травму. Мне тоже. Но торопиться с выводами не будем. Да, предположить такое мы не могли. Дамочка 25 лет с нарощенными 5-сантиметровыми ногтями. Зачем? Умудрилась ногтем большого пальца пропороть себе подмышку, когда намыливалась, и не сразу поняла, что случилось, а увидав в потоке крови, текущей по телу, потеряла сознание прямо в душевой кабине. Сработал сенсор в трапе душевой на кровь. Воду автоматика перекрыла, заметив, что в течение 5 минут хозяйка квартиры не выходит из кабины, врубила сирену. Это пострадавшую привело в чувство. Она, зажав подмышки полотенце, дала команду системе «Умный дом» вызвать скорую и встретить. Мы ее нашли уже в состоянии шока от кровопотери. Наложили тугую повязку, поставили капельницу, запросили место в больницу. Уже когда несли ее с Женей сами, благо дамочка оказалась не тяжелее моей Валентины. Мы с сиреной и мигалкой помчались в ближайшую хирургию, и как только Женя повернулась ко мне, чтобы спросить что-то, я прижал палец к губам. Молчи. Больная в сознании, и, судя по ее ногтям, с головой там явные проблемы. Если ей станет скучно, может потом и поскандалить в адрес бригады, мол, обсуждали ее вкус, думая, что она в отключке. Новички иногда попадали в такую неприятность, думая, что в машине могут говорить на любые темы, несмотря на то, что на носилках лежит больной. А ДК пишет постоянно, независимо, на вызове он или в транспортном виде, и вроде бы отключен. Я припомнил необычный случай. Приехав на вызов к пожилой женщине с повышенным давлением, увидел там того самого командира СОБРа, который вломился в квартиру моего друга Юры Свиридова. Я видел его лицо несколько секунд, но запомнил. А когда я уже собрался уходить, закончив вызов, он вспомнил меня и пошел рядом, порываясь что-то сказать, объяснить. От его холодного взгляда, которым он окатил меня на вопрос, за чей счет ремонтировать выбитую дверь, ничего не осталось. Атлетическая фигура словно сдулась, он семенил рядом со мной и, выскочив к лифту, уже открыл рот, но я сказал, приподняв к его лицу ДК: «Я все понимаю, поймите и вы». Руки у меня были заняты 2 чемоданами, а он сообразил и показал жестом «пишет». Я кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Спасибо вам и простите нас». Я улыбнулся и ответил: «Бог простит. До свидания». Сколько времени нужно формалисту, чтобы осознать, что формализм в отношении людей может аукнуться? Когда мы вернулись из больницы на подстанцию, Зуд передал мне сообщение от Вали. «Вот отошли, схватки. Я вызвал такси, еду в роддом». Время, когда пришло сообщение, 23:07. Первые срочные роды. Срочные не в смысле неотложные, а в смысле в срок. Патологий никаких, плод развивался нормально, положение нормальное, все идеально, а я все равно волнуюсь. Очередь свободных бригад невелика, перед нами 3 бригады, кофе успею попить. Женька опять плещется в душе. Протирает свою шкуру изнутри ароматными салфетками. Пусть. Впредь наука будет. Я сидел один на кухне, явилась влажная напарница, волосы зачесаны, сохнут. Комбез сушил феном, ощущая характерный запах слегка подпаленной влагостойкой пропитки. «Кофе будешь?» Горыныч нам поставил кофемашину. Она нормальный эспрессо варит. А нам говорили, что кофе среднего рода, оно. Вас коварно обманули, покачал я головой. Кофе всегда был мужского рода. Это слово иностранное, пришло к нам из французского, а там оно мужского рода. «Le café». А если туда чего-то добавляют, эту бурду они называют «кава», но оно тоже мужского рода. Так что вам ерунду говорили. Я припомнил, что хотел спросить ее. Ты так шарахаешься от подкатываний парней на вызовах, это что?
Проблемы с мужским полом? Она передернула плечами и сказала очень серьезно. У меня есть жених. Я жду, когда он закончит институт, защитит диплом и устроится на работу. Мы поженимся, и я уеду с ним туда, где он будет работать. Интересно, это что ж за диплом такой? А не секрет, что за специальность? Она пожала плечами и ответила. Он учится в физтехе. Факультет я не помню, там все номерное, диплом секретный. Он сказал, что место для него уже готово, но не в Москве. Дубне, Арзамасе. Я не знаю, а вам зачем? Она сходила к кофемашине и принесла к себе чашку капучино. Но я должна вас предупредить, что сообщу о ваших расспросах его куратору из ФСБ. Так положено. Я обязан докладывать обо всех, кто будет интересоваться моим женихом и его работой. Опачки. Ну и ладно, молодец, что откровенно. Хотя бы как его зовут, можешь сказать. Нет, и хитро усмехнулась. А вам зачем? Вы шпионите или проверяете меня? Ни то, ни другое, просто разговариваем. Если не можешь, давай еще о чем-нибудь дозволенном. Например, зачем пошла на выездную работу? Условие такое. Я хотела в операционные сестры пойти. Но в больницах требования, контракт на 3 года, и нельзя прервать. А я хочу после свадьбы уйти к мужу. Вот и пришлось подписать на год сюда. Это действительно проблема. Никто не хочет брать работника на короткие сроки. В его обучение еще денег надо вложить. А он раз и уйдет. Скорая в этом смысле демократичнее. 3 года это еще по-божески. Обычно хирурги подбирают себе операционных сестер и буквально из своего кармана им доплачивают с каждой операции. Частенько имеют с ними и неформальные отношения. Ты знал это? Конечно. Она допивала капучино, и на верхней губе ее осталась пена. Я весь год ездила в университетскую клинику, где студенты оперируют малоимущих. Все я знаю. Приставали? Конечно. Как решила проблему? Сказал, что скальпель в глаз воткну, если щупальца не втянет. Отвалили. Решительная девушка. 105-я бригада. Живую девушку-диспетчера заменили синтетической. Голос приятный. Зорин, Симонова, вызов. В нумерации бригады разделили: сотки врачебные, 200-ки фельдшерские. Дневные бригады закрылись, остались суточные и ночные. Полночь прошла, осталось додежурить 8 часов. 4, максимум 5 вызовов. Женя произвела на меня очень хорошее впечатление, цельностью натуры, целеустремленностью, наличием конкретных жизненных планов. Сейчас встретить молодого человека любого пола с таким вот типажем сложно. Большинство, словно амебы, не знает, чем заниматься. Живут по принципу: чего подвернется, то и поглядим. Понравится — останемся, нет — буду искать дальше. Часто их интереса хватает на несколько месяцев, поэтому работодатели очень жестко стали требовать исполнения договора, оставляя за собой право решать, уволить после испытательного срока или продлить до конца. Чаще увольняют. Дети бывших мигрантов, переселенцев, ассимилировались, но в большинстве семей сохранялся их родовой уклад. Если не попадали в этническую банду, обычно такие семьи неплохо развивались. В отличие от одичавшей Европы, наши мигранты быстро перестроились, а точнее подстроились под требования российского менталитета и законов. Скандалов в отношении женщин, не носящих никап и хиджаб, не возникало уже лет 20. Старые ортодоксы, кого не выкинули из страны за хамские выходки, перестроились, а их дети уже вели себя более-менее пристойно. А ларчик просто открывался. Стоило руководителям диаспор начать защищать хулиганов, их тут же лишали гражданства и выкидывали вместе с хулиганами из страны вне зависимости, чем они занимаются и сколько у них денег. Ну, успокоение понадобилось меньше 3 лет. Но адвокатская работа стала очень рискованной. Защищать преступника можно, врать нельзя. Любой адвокат, принимая заказ на защиту подозреваемого, предупрежден, что его работа под микроскопом юридического надзора. Именно этот закон тогда помог через Верховный суд дезавуировать приговор районного суда в отношении моего друга Юры Свиридова. Рейтинг скоропомощного адвоката Хазина взлетел до небес. Только к этому моменту Юрка и его жена уже считались погибшими в автокатастрофе. Сейчас они в одной из стран Латинской Америки работают врачами, а Юра, как и мечтал, выучился на хирурга и сейчас заведует отделением. Я на вызовах отдал инициативу Жене.
Она все делала сама, как если бы работала одна, а я только наблюдал за ее действиями. Но так, чтобы ко мне у родственников больного не возникло вопросов. В нашей работе остался один архаизм — рукописное заполнение карты вызова. Причина банальна: нужна подпись больного на информированном согласии, хотя формально сам вызов от имени больного уже считается таким согласием. Увы, больной сам вызывал лишь в 20% случаев. Поэтому я заполнял карту и давал ее на подпись, а Женя осматривала, расспрашивала и подключала ДК. К 5 утра у нее уже глаза смыкались у переносицы. 5 вызовов мы сделали, ждали затишья. Хоть бы часик-два дали поспать. Нас вернули на подстанцию из больницы, куда мы отвезли мужчину с первым в жизни приступом стенокардии. Женя пошла, чтобы упасть на кушетку, а я в столовой набузовал себе еще чашку двойного эспрессо. Спать хотелось и не моглось. Я перегулял. Сейчас, если и лягу, час буду слушать в темноте, как стучит сердце и храпит коллега-врач с другой бригады на соседней кушетке. Часы над дверью показывали 5:43. Я загнул пальцы. В 11 у Вали отошли воды. Начались схватки. 6 часов, рано. У нее родовые пути не подготовлены. Еще часа 2-3. Здесь главное не спешить. Все проблемы с ребенком и мамой обычно связаны с торопливостью акушеров при родовспоможении. И еще, там никто не должен знать, что я врач. Скверно, если медики оказывают помощь медику, как и родственнику или рыжему. Почему рыжие оказались в этой компании? Загадка. Но статистика неумолима. Проблемы с ними встречаются чаще, чем с другими мастями. Я все-таки пошел полежать с закрытыми глазами. В 7 дали последний вызов за это дежурство. Я прикинул, сколько мы оттарабанили. 21, из них 3 госпитализации. При норме 16-18 такая переработка даст нам обоим хорошую прибавку к премии. Я был очень доволен новой фельдшерицей. Хорошая девочка, и в ней виден был профессионал. Утренний вызов — ерунда полная. Сработала автоматика дома, потерявшая жильца, технический сбой. Приехали, разобрались, полетел датчик движения. Вызвали техника из сервисной компании. Возвращаясь на подстанцию, я сказал Симоновой: «Женя, вы молодец. Я очень доволен вашей работой и подготовкой. Допуск к самостоятельной работе сегодня подпишу. Продолжайте работать так же спокойно и помните, если в инструкции не находите решение, звоните старшему врачу смены или на подстанцию, или в оперотдел. Никакой самостоятельности. Поняли? Этот врач для вас, как я сейчас, только не рядом. Он ваш защитник. Вопросы есть?» Мы разговаривали у диспетчерской, и мимо нас бегали сотрудники с оборудованием. Она молчала и вдруг спросила: «Можно я вас поцелую?» Я кивнул. Она чмокнула меня в щеку и смущенно умчалась переодеваться. «Леша, любимец женщин. Вот меня стажера не поцеловали», — прошел мимо доктор Петя. «Так они же мужики, должны были пивом угостить в соседнем баре». «Все ты знаешь», — проворчал Петя, — «аж противно». Из врачебной, где стоял на подзарядке зуд, раздался дикий вопль: «Ура!» Я помчался туда. Петя бежал рядом, там же возник, словно из-под пола, заведующий Горыныч. «Что случилось? Почему крик?» «Родился Юрий Алексеевич Зорин», — орал киберкостюм. 3800. Меня хлопали по спине, женщины вешались на шею, сотрудники жали руки, кто-то крикнул: «Максимыч, тебя Магарыч!» Я пришел в себя, провел зуду ладони по груди, он открылся и умолк. «Все, кто отдежурил, прошу со мной в бар, отметим рождение первенца», — пригласил я. «Так он еще закрыт на алкоголь», — вмешался кто-то. «С 10. Разберемся, пошли». Женя стояла рядом со мной, уже одетая в свой киберспорт 2000. «Ребят, дайте одеться», — взмолился я. «Все бегите в бар». Женя пошла рядом со мной и взволнованно говорила невпопад: «А у вас дорогой костюм, а почему он кричал? А я чувствовала, что вы на взводе, не сказали, что жена рожала. А вы давно женаты? А она тоже медик?» Я решил ей отомстить. «А зачем тебе знать, кто моя жена? Я обязан докладывать обо всех, кто ею интересовался, и ее профессией». Она насупилась. «Да ладно вам, я же не серьезно».
Я взял ее за руку и ответил, глядя в глаза. «Женя, все очень серьезно. Обо мне можете доложить. Это ничем не навредит мне. Моя жена архивный работник, офицер спецслужб. А у меня есть допуск высшего уровня. Но это вас ни к чему не обязывает. Это всего лишь мои слова». Мы подошли к двери бара рядом с подстанцией. Он открывается с 8, поэтому 2 часа продают только завтраки, блинчики, сырники, омлет и прочее. Даже пиво не нальют. «Я понимаю», — она вдруг выпалила. «Я Костика увижу завтра, он приедет ко мне». И я просто так, ни с чего, спросил, случайно это не Лагутин? Глаза ее стали словно мельничные колеса. «Откуда вы знаете?» «Я не знаю, Женя, просто спросил. Про Лагутина я слышал, но абсолютно это никак не связано с вами. С его дядей, спонсором». «Откуда вы его знаете?» Она встревожилась, и ее тревога передалась и мне. Слишком много совпадений. Лагутин спонсируется Збруевым. И если б я не собирал данные на этого олигарха, не возникло бы совпадений. «Женя», — я открыл перед ней дверь в зал, — «не поверишь, но это абсолютная случайность, как и наше знакомство. Я сам в шоке. Недавно меня заинтересовал вопрос решения одной физической задачи, я полез поискать молодых физиков по физтеху. Увидел Лагутина среди остальных фамилий, запомнилось. Ничего преднамеренного, рука судьбы. Я заинтересовался Костиным дядей и просто брякнул, когда ты назвала это имя». Женя нашла свободный столик, а я направился к стойке, чтобы заказать завтрак с безалкогольным коктейлем для 12 моих коллег, которые готовились объявить на весь бар о рождении моего сына. После восторженных воплей и поздравлений от администрации бара мы взялись за еду. А Женя сказала: «Алексей Максимович, у Кости есть друг, он физик-теоретик. Если нужно решить что-то важное, то я попрошу вас с ним познакомить. Хотите?» Бармен достал бутылку сухого вина и, не произнеся его название, сообщил: «За счет заведения». Я молча ел, размышляя. Вопрос интересный. Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? Магнолия? Других более внятных мыслей в голове не было. Я не пил, но был словно пьяный. «Женя, у меня осталось еще одно суточное дежурство. Через, я прикинул, 3 дня. Когда мы позавтракаем, вы вернитесь на подстанцию, зайдите к Роберту Германовичу и попросите его еще раз поставить вас ко мне в бригаду. Я не знаю, чем вы аргументируете эту просьбу, но это будет оптимально. Если судьбе в лице заведующего это будет угодно, мы обсудим с вами вопрос знакомства с вашим женихом и его другом. У меня сейчас на фоне новости о рождении сына голова идет кругом. И я не могу принимать серьезных решений, понимаете?» Она покраснела, быстро доела омлет. «Я побежала». «Беги, беги». Историки. Я умом понимал, что надо ехать домой и выспаться после суток. Умом, а волнение от новости о рождении сына было настолько сильным, что заснуть я бы не смог. Маята. Ехать в роддом к Вале? Зачем? Она сейчас спит после родов, днем, как проснется, будет расцеживать груди, а вечером принесут Юрку на первое кормление, и он будет причмокивать и пускать пузыри. Я видел эту картину в воображении и представлял образ Вали с сыном на руках, ее лицо, глаза, распухшие от кусания губы, покрасневшие от слез веки. Они всегда плачут, когда родят. Плачут от счастья, что закончился этап вынашивания и рождения. Никто не может сдержать этих слез, слез радости. Откуда знаю? Странный вопрос. Мне, как и всем моим коллегам, не ставили зачет по акушерству, пока мы лично не примем 10 родов. 10 человек новорожденных получить в свои руки, ощутить это, дорогого стоит. Много ли мужей, отцов могут сказать: «Я знаю, что такое роды»? А я знаю. Как и знаю ощущение, когда на руки выходит головка ребенка, а вокруг шейки, словно удавка, петли пуповины. И, придерживая стремящееся на свободу тело младенца левой рукой,
правой осторожно стягиваешь эти петли, одну, вторую, и молишься, чтобы это все было недолго, что петли не сдавили артерии в шейке, и мозг ребенка жив, и чтобы плацента не отошла, не оторвалась от внутренней поверхности матки раньше времени. Я вышел из бара, маята не проходила. До квартиры 10 минут, добежать, помыться и лечь спать. А придет сон или нет, как Бог даст. Или поехать в Нахабино, там от дня рождения осталось кое-что, чтобы избавиться от стресса. Маяту снять можно небольшой дозой крепкого. Коньяк или штрох, хватит стаканчик, чтобы немного уменьшить уровень адреналина. Зуд помалкивал, видимо, понимая мое состояние. Ноги меня несли на квартиру, или это Зуд, не дождавшись команды, сам принял решение. Однако я остановился перед своим подъездом. Ну что ж, значит, так тому и быть. Зуд, закажи букет цветов и с курьером отправь в роддом для Валентины, а также собери пакет, фрукты, сок, минералку, молоко для передачи. Я знаю, что родившие женщины безумно хотят пить первые часы после родов. В квартире пыль за месяцы, что меня тут не было. Только на столах и полках с пола ее убирает робот-пылесос по имени Плюшка. Поэтому первым делом я, избавившись от Зуда, который убрел на зарядную станцию, принялся ходить с влажной тряпкой и протирать пыль с полок и столов. Как не уплотняя окна, все равно с улицы пролезает пыль. Уборка помогла мне уменьшить общее напряжение, а в морозилке нашлась 5-летней давности бутылочка водки. Откуда? Она еще помнила живого отца. Как их называли, чекушка или мерзавчик? Это мама, наверное, еще покупала для протирки чего-то. Меня заел этот вопрос. Как будто важнее его не было в жизни. Держа в руках ледяную бутылочку, я мучительно вспоминал, к какому типу мерок она относится. 250 миллилитров. Хорошо, что я не профессионал по части потребления алкоголя, но все-таки. Ведро — это 12 литров и 300 миллилитров. Штоф — 1/10 ведра. Косуха — 1/40 ведра. А вот 1/50 чекушка, 256 миллилитров. А мерзавчик сотка, 100 миллилитров. Значит, я держу в руке чекушку, чекист. Как же хорошо сейчас дурачиться. Я открутил пробку, поискал какую-нибудь емкость, но на виду в кухне нет ничего, а лазить по столам и полкам лень. Поэтому сделал пару глотков из горлышка, передернулся от жгучести. «Дожили», — проворчал Зуд. «Доктор Зорин, как подзаборный алкаш, дует горькую из горлышка. Позор джунглям!» Издал он вопль голосом шакала Табаки из мультфильма «Маугли». «Молчи, железка. Это не просто так. Это сейчас для меня лекарство». Я убрал остаток водки в морозилку. Должно хватить, чтобы минут через 15 этанол сбросил перевозбуждение от физической и психической усталости. Во рту сохранялся привкус химии. Как же заводской пойл отличается от домашнего савельевского самогона? Егерь всегда добавлял каких-нибудь травок в цистерну с самогоном, мелиссу, лимонную или мяту, или брусничный лист. Заводы экономили на всем, пропуская спирт через ректификатор. Да, это гарантировало от примеси метанола или тяжелых фракций разных многоатомных спиртов, но водка приобретала неуловимый поначалу химический привкус. Если ее не запить, то он проявлялся в послевкусии. Я залез под одеяло. Мне что, больше думать не о чем, как о послевкусии водки. У меня сегодня сын родился. Я отец. Но на пути этой мысли встал только что воздвигнутый барьер этилового спирта, и он сказал сурово: «Спи, отец, ты заслужил хотя бы 3 часа мирного сна после суточного дежурства». Проснулся я от осенившей меня мысли. Шкалик, это же 50 миллилитров, или по-старому 63. О боже, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, раствор коварен. «Зуд», — позвал я киберсьют, — «сколько сейчас времени?» 3:30 пополудни, Леша. Какие планы на вечер?» Я задумался. Бежать, как все отцы, к роддому и плясать под окном? Надобность в этом отпала. Есть телефон и связь, а традиция осталась.
как традиция показывать в окне новорожденному отцу. Позвони Вале, если сразу не ответит, не тереби. Значит, тоже отдыхает или занят чем-то. Чего сказать? Зуд вывел громкую связь. Скажи, что я в душе, хочу знать о ее самочувствии наследника. И что она попросит, узнай. Добавил я, уже закрывая дверь ванной. Докладываю, отчитался Зуд, когда я вышел. Валя сказала, что у нее есть все. Ты выслал, за цветы спасибо. Но их оставили в общем зале, где все букеты стоят в вазах. Юрий Алексеевич поел, приносили на первое кормление, спит. Он похож на тебя, глаза синие, волосы рыжие, нос пимпочкой. Необходимости приезжать нет. Все? Все. Ну что ж, Валя моя молодец, все понимает. Чтобы мне сейчас не тратить время на, в общем-то, пустое дело, пляску под ее окнами, дала мне карт-бланш. Выписать ее должны послезавтра, а на следующие сутки после выписки у меня последнее дежурство. Самсонов мне заслал пакеты секретной информации. Поеду я сейчас разбирать эти Авгиевы конюшни. Я не часто пользуюсь метро, но в этот раз оно оказалось наиболее удобным. Вышел на чистых прудах, посмотрел, как автоматы моют памятник Грибоедову по случаю оттепели. Клочья пены стекали по ногам поэта и повисали на персонажах горя от ума. Квартира в центре, на Мясницкой. Дверь автоматическая, бронированная, но декорирована под старинную деревянную. Зуд сообщил, что меня просканировала камера. Привратник запросил кодированный сигнал. Зуд его дал, нас впустили. Самсонов все предусмотрел. Эта хата очень похожа на мои схроны. Есть зал для работы, кухня, санузел и спальня с двумя отдельными кроватями. Можно пересидеть несколько суток, потому что на полках есть запасы круп, макарон, в холодильнике полуфабрикаты, пельмени, вареники, котлеты. Зуд доложил, что присланные Самсоновым файлы распаковываются, но есть фишечка и даже две. Первая, при попытке их в расшифрованном виде скопировать или вынести из квартиры, они сотрутся. Поэтому разбирать их придется в режиме онлайн, то есть подключить Зуда к монитору, чтобы глаза не ломать микроэкраном, и работать можно только тут. Я расположился на диване против гигантской панели и ждал, когда появятся документы. Вместо документов появился сам генерал Самсонов. Если вы все вместе, хорошо. Если нет, кто посмотрит этот ролик, передадите другим. Вся ваша гипотеза реальна, это плохая новость. Очень плохая. То, что по заключению независимых экспертов из Физического института Академии наук, катаклизм, как он описан свидетелями, не спонтанный, то есть не природное явление, а имеет искусственное происхождение. Причина пока неизвестна. На этот счет даже гипотез нету. Вот такие пироги, Алексей. Ты просил выслать материалы по сотрудникам Збруева. Принимай. Жду от тебя аналитический отчет. Я принялся читать список, держа в руке мышку, который водил по экрану, отмечая заинтересовавших меня лесорубов. Из 30 работников постоянного состава я отсеял всех мужчин, хотя кто уверен, что женщин там не было или не будет. В списке именно работяг женщин нет. Хорошо. Женщина у Збруева это диспетчер, бухгалтер, экспедитор, химик-аналитик, технолог автоматов производства USB-панелей. Так, этих, как говорится, пока нафиг с пляжа. Мужчины с инженерным образованием, которые могли бы переоборудовать грузовик под боевой дрон. Сивков Евгений, инженер-наладчик лесоуборочного агрегата. Как звучит, а? Этакий комбайн, который пилит деревья, пропускает их через свое нутро и выдает цилиндрованные бревна заданной длины. Ветки и хвою подсобные рабочие отправляют в специальные автоматы. Один изготавливает щепу для панелей, другой хвою измельчает и прессует специальные брикеты для фармацевтической и парфюмерной промышленности. Что этот наладчик налаживает? Гидравлические системы, пилы, протяжку бревен, электронику, то есть достаточно подкован для сборки систем управления автоматической пушки. Отложим. Второй. Бегма Владимир Иванович. Оператор грузовых дронов и летающего крана, программист, наладчик систем управления. Где-то я слышал эту фамилию. Третий. Кириллов Михаил Игоревич.
оператор-наладчик станков ЧПУ автоматической ремзоны Збруева. 4. Колотун Родион Аркадьевич, наладчик системы автоматического контроля навигации комбайнов, оператор экскаватора. 5. Компанеец Владимир Алексеевич, энергетик, оператор зарядной станции, радист. 6. Лопатин Иван Сергеевич, лесотехник, мелиоратор. Интересно, а зачем он там нужен? Болото осушать или, наоборот, не допускать осушения? 7. Пермитин Валерий Сафронович, повар и фельдшер. Это интересно. Еще 3 меня заинтересовали тем, что хоть и числились в бригаде рабочими, имели среднее техническое образование. Один наладчик РА радиоэлектронной аппаратуры. Какая РА в лицу? 2 механик и по совместительству еще один оператор-программист станков ЧПУ. И 3 зацепил своей фамилией. Батищев Александр Сергеевич, бригадир. Итого 11 мужчин. Возраст самого молодого 27 лет, самых зрелых 48, и это Батищев и Лопатин. Я в списке, присланном Самсоновым, поставил галочки, и по гиперссылке загрузились их личные дела. И вот тут, как говорила Алиса, но не Селезнева, а Кэроловская, все чудесатие. Начнем с от старших. Батищев, 2004 года рождения, окончил тоже Тверское Суворовское училище, что и Збруев, только чуть раньше. С 22 года по призыву Псковской дивизии ВДВ, а с 24-го служил по контракту до 28-го, школа прапорщиков, командир ДРГ, курс офицеров, старлей, командир взвода, потом еще 3 года в СОБРе ФСБ, потом в отставку. 40 лет работает у Збруева, бригадир-лесотехник. Но его позывной в СВО и СОБРе — Батя. Из этих 11 через армию прошли все, 5 участники СВО, 3 пограничники, служили в Средней Азии. У компанейца в СВО был позывной «Калаш». И как это сочетается с заключением экспертов, что светопреставление от 1-2 июля 1942 года — неприродное явление? Выходит, кто-то специально забросил этих партизан в Демянский котел? Бред, зачем? Они все равно ничего не изменили бы. Я припомнил рассказ аспиранта о радиоперехвате немцами радиопереговоров партизан Бегма и Калаш. Значит, они потащили или собрали там FPV-дроны со сбросом. А еще CB радиостанции. Почему не более популярные УКВ на частотах 142-170 или 400-470 МГц? Ответ очевиден. CB-шки на 10 метрах дают более дальнюю связь, чем УКВ. Похоже, что попаданцы не старались не оставлять следы. Им было безразлично, что их попадание на 100 лет назад обнаружится и зафиксируется в документах. Сколько из отобранных мной рабочих Збруеву попало в прошлое? Я уверен в том, что 3, Батя, Бегма и Калаш. Возможно, еще кто-то, но сейчас этого не определить. Любой рабочий или инженер из бригады — это смерть фашистским оккупантам. Надо еще посмотреть, кто у Збруева работает. Очевидно, что женщин в лесразработке он не отправляет. Каждую весну Збруев отправляет заявку в миграционный комитет на десяток сезонных рабочих, молодых мужчин. Зачем? По запросу должностные обязанности разнорабочих лесотехнической бригады. Я из документов офиса Збруева вычитал следующее. Разнорабочий обеспечивает уборку на делянке, подготавливает корневые остатки к удалению, очищает от грунта агрегаты лесопосадочного автомата, выполняет мелкие поручения бригадира и его заместителя, помогает операторам систем в обеспечении бесперебойной работы автоматов древообработки. В этом году по заявке Збруева уже подписаны 2 брата из Киргизии, Камчебековы, Тынчетык и Тынчебек. Одному 18 лет, другому 19. Старший нанимается к Збруеву 2-й год, на лето. С июня до сентября, младший впервые, но видно, что под влиянием старшего. Есть еще гастробайтеры? Есть, и опять целыми семьями. Из Оша, Мустафаевы, отец и 2 сына. Из Ферганы 5 человек, все в возрасте от 20 до 30 лет. Интересно, девки пляшут. Фу ты, пропасть, вот привязалась. Збруев знает про переброску во времени? Не факт, но его бригада — это уже готовый ДРГ.
Меня оставляет ощущение, что он что-то знает и как-то причастен к переброске в прошлое. Что нам говорит доктор Боткин? Профессор еще в начале 20 века учил, что больше половины правильного диагноза зависит от полноты собранного анамнеза. А главная ошибка всех молодых врачей – поверхностность мышления и торопливость в выводах. У следователя и врача методы обнаружения как преступника, болезни, так и выбор метода исцеления, обезвреживания схожи на 90%. Главное это не спешить с выводами и тщательно собрать анамнез. Ехать на беседу к Збруеву рано. Внедриться в бригаду и выяснить все изнутри – идея неплохая, но опять же не стоит спешить. Я думаю, уже есть о чем поговорить с Самсоновым. Картинка головоломки еще не окончательная, но кое-какие контуры определились. Слишком много фрагментов пока не хватает. Я решил в ожидании историков, которые выслали сообщение, что едут для встречи и обсуждения найденных фрагментов все той же головоломки, сделать себе кофе или чаю и чего найдется на кухне. Но не успел я встать, как на экране возник Самсонов и рявкнул: «Сидеть!» Я послушно не встал, но спросил: «А сидеть как, смирно или вольно?» «Здравствуйте, товарищ генерал, у нас где-то случилось?» Самсонов успокоился, не сводя с меня глаз. «Леша, а что за поправку ты ввел в алгоритм персонального защитника?» «Я много чего вводил», — пожал я плечами. «Вы конкретнее можете?» «Хочешь конкретнее? Давай. За последние полгода ФСБ и Минюст получили от искусственного интеллекта 500 000 рапортов о том, что вернувшиеся из вынужденной миграции бывшие граждане бывшей Украины, историю которой теперь преподают в курсе истории России, как неудавшийся социальный эксперимент правительства СССР, являются скрытыми шпионами и диверсантами, ведущими либо сбор стратегических данных в пользу наших потенциальных противников, либо убежденными националистами, также ведущими подрывную деятельность. Им нельзя занимать ни руководящих постов, ни должностей преподавателей в учебных заведениях, ни рабочих мест в оборонке. Это как? Вот их не было. А вот они, на тебе. Погоди, Леня, эти данные ложные? Искусственный интеллект в своем анализе ошибся? Нет, все подтвердилось. Но как-то слишком уж их много. Не хочется верить. Тогда какие ко мне претензии? Что тебя смущает? Что они есть или что их много? Что? Самсонов успокоился. Леш, а как так вышло, что искусственный интеллект их вдруг начал вычислять? Я ввел нужные переменные в оценку их дел, интересов, встреч. Тебе весь алгоритм изложить? Он остался в моем компе в Блазнова. Чего ты сейчас хочешь? Ты мог меня предупредить, что вносишь эту поправку. На худой конец оформить это закрытым алгоритмом для спецслужб. А у тебя все в открытом доступе. В личном деле этих ремигрантов открытым текстом. Любуйтесь, граждане, я шпион. А я планирую взорвать атомную станцию, для чего и пытаюсь устроиться туда работать. Ты фактически каждому бывшему селюку-укропу клеймо на анкету поставил. Я бандеровец. Ты чего от меня хочешь? Чтобы они не были таковыми или чтобы этого никто не знал? Я реально разозлился. Я для вас, козлов, промыл засранные окна, и вы увидели то, что от вас, козлов, хотели спрятать, и ты меня в этом прикаешь? Спасибо, саркастически проворчал Самсонов. И на «вы», и по фамилии. Леонид Яковлевич, зачем ты так стремишься опять влезть в то же говно, которое загнал нашу страну Никита Сергеевич Хрущев в 1956 году, когда амнистировал украинских бандитов и нацистов, допустив их в партийные органы, в школы, в милицию? Неужели тебя лично та история ничему не научила? Но нельзя же вводить дискриминацию по национальному признаку. А никакого национального признака нет. Я помахал пальцем перед носом генерала. Не надо мне вешать, чего нет. Я ввел только анализ поведения, а этим, по навернувшимся, обозначил индекс особого внимания. Но ты только не трепи об этом, а то они контрольное время проживут, как спящие, а когда метка слетит, проснутся. Вы что, их не держите под контролем? А то, что из 5 500 000 репатриантов начали сразу бурную подрывную деятельность, от рассказов, как было прекрасно все в Незалежной, и как все стало плохо теперь, до конкретной вербовки в тайное общество ОУН-УПА молодых идиотов, так это с них и спрашивайте.
На какое время ты определил им быть под контролем? Не скажу, а то они залягут на дно. Если какие-то интересанты будут спрашивать тебя, отвечай. А вам зачем это знать? Мне ли тебя учить еврейской хитрости?» Самсонов не ответил. «Ладно», — сказал он, — «закрыли тему. Чего ты накопал по теме партизаны?» «Надо засылать агента к Збруеву». «Уже есть? Что от него нужно?» «Пока не знаю. Ты именно заслал?» «Нет, там работает один из наших сотрудников, бывших. Ну ты ж понимаешь». «Понимаю, бывших не бывает». «Именно так. Это Батищев или Бегма?» Самсонов прищурился. «Уже успел проанализировать?» «Нет, эти в запасе, есть другой человек. Он не в бригадах». «Не хочешь раскрывать?» «Не хочу». «Так чего тебе нужно от него?» — повторил вопрос Самсонов. «Я пока не знаю, любая деталь, даже самая незначительная, может дать намек на грядущее событие. Ну, например, есть ли в планах Збруева участок южнее Починка, когда он собирается его разрабатывать. Я думаю, что момент светопреставления связан с этим местом и сроком его разработки, поэтому нужно выяснить, когда Збруев планирует его разрабатывать». «Согласен. Но ты понимаешь, что нельзя этим интересоваться напрямую. Нужно получить планы. В этом году или в будущем, или еще когда». «Февраль кончается. Зимой они разрабатывают?» «Да, зимняя древесина меньше подвержена гниению, хвойная накапливает смолы. Но в мебельном деле это не принципиально. Они весной делают перерыв, особенно для лиственных деревьев, когда в древесине слишком много влаги. Леонид, выясни все в деталях». Я вспомнил разговор с Женей. «Вот еще что. Збруев спонсирует одного студента-физика, Лагутина Костю. Так вышло, что я сегодня дежурил с его невестой. Есть шанс подобраться к олигарху через этого парня. Что хочешь от меня?» Женя сказал, что его диплом засекречен, он участвует в каком-то проекте. Я случайно спросил ее, возможно, что будет рапорт, так что не удивляйся. «Это не по моему управлению. Какое он может иметь отношение к переносу во времени?» «Вероятно, никакого, но это может быть канал знакомства со Збруевым. Я Жене сказал, что хотел решить одну физическую задачу, искал студента физика». «Какую задачу?» — не понял Самсонов. «Да вообще абстрактную», — объяснил я. «Но если ты не против, я его задачу вопросом перемещения во времени». Самсонов кивнул и отключился. Я вспомнил, что хотел чаю или кофе, и опять отправился на кухню, пока ждал капучино. Вошли Петров и профессор. «Поздравляем!» — заорали они хором. Ну, конечно, Валя уже позвонила маме Гале, и все знают, что родился наш сын и внук. Я заказал в кофемашине еще 2 чашки и принял поздравления. «Так, товарищи, давайте ваши новости, и я доложу, что мне удалось раскопать». Профессор и аспирант уселись в кресло. Василий воткнул флешку в порт, и на экране появилась карта участка Демянского котла. «Вот что мы узнали». Аспирант подключил свой киберсьют к монитору, и его жесты управляли интерактивной картой. Отряд Бати занял вот этот участок, и, по сути, он перекрыл территорию от деревни Калиты до Шумилов Бор и от реки Полометь до деревень Милечи и Чичилова. Они превратили это место в непроходимый район. Судя по документам, 123-го полка отряд Бати обчистил все склады под Демянском и заминировал подходы к своему отряду. Но все это ерунда. Вот докладная командира разведывательного батальона дивизии Тоттенкопф. Мы произвели разведку боем от деревни Олешкова на Калиты и наткнулись на укрепрайон в километре от Калиты. Прорвавшись в один из дзотов, мы там не нашли людей, пулеметы работали сами по собой, а при попытке захвата дзот взорвался, как мы полагаем, по радиосигналу. И вот еще. Несмотря на отсутствие людей в дзоте, пулеметы вели прицельный огонь, реагируя на малейшие движения. Кроме этого, шуцманы попали под снайперский огонь из арбалетов. Каково? Петров сделал паузу и продолжил. Вот что странно. Отряд Бати, создав укрепрайон южнее Лычкова, не стал пробиваться на север, а локализовался южнее Починка, создав там довольно мощную крепость. А судя по отчетам Люфтваффе, в период с конца августа до 10 октября летающий вагон в общей сложности сбил порядка 75 транспортников, бомбардировщиков и несколько истребителей.
В одном из поздних рапортов указано, что 10 октября этот дрон был сбит и упал где-то в лесу. Поисковые отряды, специально высланные за ним, не вернулись. Я так понял, отряд Бати всех уничтожил. После 10 октября партизаны совершили около 10 налетов на деревни и расположение частей вермахта, где были склады с пищей, оружием и боеприпасами, обычно ночью. Они захватили несколько танков Т-2 и Т-3, как-то переоборудовали их и в безэкипажном виде, как брандеры, отправили на деревню Костькова, где располагался один из штабов группы Хельки. Танки удалось подбить только из зениток 88 мм, после чего они взорвались, и от них почти ничего не осталось. Все внутренности выгорели, людей в танках не нашли. Петров глотнул кофе. Я вообще читал это, как фантастическую повесть. Ребята наши там наследили так ярко, что мне непонятно, почему на эти рапорты не обращали внимания раньше. Я ждал своего выхода. Когда Петров закончил доклад, я взял слово. Вася, им не верили. Знаешь подход. Этого не может быть, потому что невозможно. Мы воспринимаем как реальность, потому что понимаем, возможно и было. Я получил списки всех работников бригад лесорубов Збруева, отобрал 11 человек с боевым опытом. Вася, помнишь, ты мне рассказывал о радиоперехвате между Бегмой и Калашом? Петров кивнул. Так вот, Батя, Бегма и Калаш — это позывные еще со времен СВО. Батищева, Бегма и компанейцы, инженеров-лесорубов. Я с минуту наслаждался немой сценой, которую изобразили историки. Так что, товарищи, все сходится на Збруеве. Я жду от Самсонова сведения, когда лесорубами планируется разрабатывать тот самый участок под Починком. И если у нас будет точная дата, мы приблизительно будем знать, когда случится образование временного портала. Полагаю, что весенние месяцы будут исключены. 1 июля? Я не знаю, но, еще раз повторю, даты значения не имеют, это условные метки. Я допил кофе, потер лицо, дневной сон немного снял усталость, но все равно она заполняла мозг. Знаете, мне, если честно, хочется свалить эту задачу на кого-нибудь и заняться сыном. Валю послезавтра выпишут. «Сам заварил эту кашу и в кусты?» — рассмеялся аспирант. «Алексей, я договорился с Галей, она поживет с вами месяц. Взяла отпуск на службе, а блок вести можно откуда угодно». «Вот это новость, теща будет жить у нас». «Я хотел вас спросить и забыл в тот раз. Помните, вы ей сказали, хватит? Что это было?» Профессор смущенно улыбнулся. «Галя знает о своем влиянии на мужчин, очень любит производить эффект, особенно при первой встрече. У меня уже иммунитет, но скажу честно, это она выбрала меня из огромного числа поклонников. Я тогда был, как Вася, аспирантом, и признал ее выбор сразу, ибо был влюблен невероятно. Она взяла меня за галстук, отвела в ЗАГС. Я был в шоке и счастлив. Это он мне рассказывает. Валя недалеко от нее ушла. Я также попал под эти чары. И вы этим, Галя, прекрати, отключили эффект Малены? Очень меткое определение, Алексей. Действительно эффект Малены. Профессор потер ладошки. Да, это обычно помогает. Так что у вас будет время решать нашу загадку, партизан. Ну, спасибо, успокоили. Аспирант сидел с загадочным лицом, не вмешиваясь в нашу беседу. Меня его выражение настораживало, что он задумал. «Вася», — сказал я, догадываясь, — «даже не думай. Историю лучше изучать снаружи. У тебя диссертация, отряд Бати — это факультатив. На него денег не получишь. А вот погибнуть там очень возможно». Петров кивнул. «Ты меня не понимаешь. Возможность увидеть реальные события — это же мечта любого историка». «Тебе так кажется, Вась. Ты понимаешь, что точная информация и контроль событий предполагает соблазн вмешательства. И мы этого допустить никак не можем. Нам нужно не влезть в эти события, а постараться их предотвратить. Согласен?» Аспирант уныло повесил голову. «Конечно». Мы помолчали, и я предложил поехать всем ко мне домой, пока теща не приехала. Думать становилось все труднее. Под дружное ржание мы погрузились в такси и уехали в Нахабино. Хуже нет, чем отмечать рождение сына в одиночку.
Коктейль иприт. Тесть и аспирант заночевали у меня. Утром мы выглядели как 3 старых соленых огурца, помятые и серо-зеленые. Я сползал в кладовку, вынес огромную банку с аналогичным засолом и по-братски разделил ее жидкое содержимое на 3 стакана. А сами огурцы превратил блендером в соленую массу. Первый раз в жизни я так нахрюкался. Рассол оказал свое целительное действие. Но ведь и отцом мне до сих пор становиться не приходилось. Пока Петров и Артемов принимали душ, я сварил кофе, ковш овсянки, разыскал коробку песочного печенья, ломоть соленой форели и не успевший засохнуть маасдам с огромными дырками, который пустил в нарезной автомат. За 15 минут голову мою немного отпустило, но надо еще попить, и я вспомнил, что нужен сорбент. Зашел в свой кабинет и нашел коробку активированного угля. Проглотил 5 таблеток, еще 15 осталось, по 5 тестю и аспиранту, и 5 в запас. Нормально. Надо найти еще по бутылке Ессентуков номер 4. Идеальная бурда для восстановления солевого баланса. Профессор потерял голос. Обмотанный вокруг чресел полотенцем, он причесал пальцами всклокоченную бороду и прошел к столу, чеканя шаг последовательно, словно робот. Выпил уголь, запил рассолом, следом полбутылки Ессентуков, сел, уставясь стеклянным глазом на пиалу с овсянкой, и спросил хрипло: «Берримор, это что?» Не дождавшись моего ответа, пропищал: «Овсянка, сэр». Я впервые видел, как дурачится профессор. Оказывается, он может быть и не только деловым и серьезным. Серо-зеленый аспирант, также обмотанный полотенцем, стоял, держась за косяк кухонной двери. Судя по выражению лица, его тошнило. «Сколько вчера мы выпили?» — спросил он. «Я после стакана штроха ничего не помню». «Василий, это вы почернели или у меня в глазах темнеет?» — спросил я. «Штрох 60 стаканами не пьют, Вась. Я вам смешал коктейль, штрох, водка и текила». «Я туда еще колу добавил», — припомнил профессор. «Такие шутки в Суворке я зуб пересчитывал. Но вам можно, Леша. Я от вашего коктейля потерял половину меланина. Он у вас что, с отбеливающим эффектом?» Влад Петров обратился к зеркалу в прихожей. «Я серый, а должен быть...» Он пошевелил пальцами, подбирая слово. «Коричневатый». Я помог аспиранту дойти до стола и проследил, чтобы он исполнил тот же ритуал, что и его научный руководитель. «Леша», — тесть уже приходил в себя, — «только Галь не говорите о вчерашней ночи. Я не предполагал, что могу так нарезаться до синих соплей. Только за рождение внука. Другого оправдания мне быть не может, но я не хочу расстраивать жену. Уговор, я молчу, и вы не сдаете меня Вале. Вы когда ее забираете из роддома?» Мои ночные собутыльники на глазах трезвели и обретали былую живость мысли и блеск в глазах. Вот что уголь-то животворящий активированный делает. «Я придумал название вашему коктейлю», — совсем трезвым голосом произнес аспирант, доедая кашу. «Смерть фашистским оккупантам. Сойдет?» «Лучше иприт», — возразил профессор. «Мне 3 капельки его на руку попали, кожа слезла. Так когда вы жену и сына домой заберете?» «Завтра, если ничего не помешает. Как только у жены пуповина отвалится». «Разве у жены?» — без эмоций уточнил тесть. «Я полагал, что с ней это произошло давно». «Доктору больше не наливайте», — аспирант цедил кофе, не сводя с меня серых глаз, которые на его лице уже цветом молочного шоколада смотрелись особенно выразительно. Я потряс головой. Ужас какой. На первый момент кажется, что я в полном порядке. Надо еще 5 таблеток угля съесть. Надо срочно реабилитироваться, взять себя в руки и определить планы на 2 дня до последнего дежурства. У нас еще есть сутки. Завтра после обеда меня уже свободного времени не будет, товарищи. А послезавтра я должен выйти на последнее дежурство. Какие планы у вас?» «Я сейчас должен ехать на кафедру, 2 лекции и семинар», — произнес Артемов. «Василий в творческом отпуске. Я думаю,
Ему надо день посвятить реальной диссертации, отложив на время в сторону наши секретные дела. Добро, я, кажется, полностью пришел в себя. А я вот думаю, как бы мне ускорить мое знакомство с Лагутиным, чтобы через него выйти на Збруева. Ждать до послезавтра и позже, когда Женя сможет меня с своим женихом познакомить, я не могу и не хочу. Самсонов должен подогнать мне данные по планам лесоразработок на берегу Паламети. И эти сроки определят вероятные даты того катаклизма. Хорошо бы летом. Сейчас ковыряться в заснеженном лесу не камильфо. А есть уверенность, что катаклизм случится этим летом? Профессор выходил в гостевую, чтобы влезть в свой киберсьют. «Неуверенность», — ответил я, — «предчувствие. Мне кажется, что лесорубы-перемещенцы попали в котел летом или ранней осенью, но не зимой или весной. Морозы, электротяга работает хуже, аккумуляторы быстрее садятся». «Я думаю, резонно сгонять Демянск, там пообщаться с руководством отрядов поисковиков, которые поднимают наших погибших и незахороненных солдат», — предложил аспирант. «Чего мы долбимся с одной стороны? Они зимой и вообще, пока земля не оттает, не работают в поле», — добавил я, обдумывая предложение Петрова. «Но они могли находить что-то уникальное, о чем никому не сообщали, вроде того мотора от дрона. Относить их к необъяснимым артефактам, даже выбрасывать. Как немцы делали при раскопках на Рюгене. Слышали, Алексей?» «Что именно?» «В прошлом веке еще на острове Рюген копались археологи из Гейдельбергского университета. И все, что находили не относящегося к кельтам или норманнам, а прибалтийским славянам, выбрасывали в море. Нормально. А там с незапамятных времен жили славянские народы. Эти ученые искали доказательства, что данные земли по праву принадлежали германским племенам, и не находили. Как их профессор сказал, лезет одна славянщина. Вот я боюсь, что поисковики, если натыкались на вещицы явно более поздние, чем 1942 год, выбрасывали их в болото, полагая, что их принесли другие копатели. Логично? Вполне. Сегодня поедем. А чего кота затянуть? Профессор к студентам, а мы в Демянск. Петров отошел от стола и принялся ходить, размахивая руками. Леш, я поставил в костюм, по вашему предложению, личность Арчи Гудвина. Он меня теперь называет шеф и ждет приказаний. Профессор закончил завтрак, вытер губы и руки салфеткой. В глаза вернулся живой блеск и яркая мысль. «Да, вот мне с Мокием Парменовичем очень комфортно. Прелестный собеседник. Я бы даже сказал, что он бабник. Ни одной красивой женской фигуры не пропускает без комментария. Галя рассыпает комплименты и зовет в Париж, обещая содержать. Пришлось ему приказать скачать 2-часовую интерактивную экскурсию по современному Парижу. Он поглядел и ужаснулся. Говорит, словно в Африке побывал, только слонов и жирафов не хватает. Одни чернокожие повсюду и арабы. Вас это не касается, Василий. Нотр-Дам-де-Пари после пожара восстановили для туристов, а вот собор Сакр-Кёр выкупила мусульманская община Парижа и превратил в мечеть. Так что на вершине Монмартра теперь не собор «Разбитое сердце» в память о подавлении парижской коммуны, а кафедральная мечеть шейха Абу Файсала с минаретами, и с них над старейшим историческим районом Парижа разносятся молитвы, созывающие правоверных на намаз. В общем, жизнь не стоит на месте. Но лучше уж так, чем радужные флаги ЛГБТ над донжоном Винсентского замка и башней Монпарнас. Историю пишут победители, а французы свою войну, извините, просрали. Законные расплаты за колониальную политику XIX века. Я покидал грязную посуду в мойку, влез в своего зуда, подождал, пока мои вчерашние собутыльники оденутся в свои киберсьюты. Профессор, закупивший последнюю модель Xiaomi Кончелун с мимикрией, оделся в строгий темно-серый костюм в стиле Оксфорд с бабочкой. Петров носил похожую на мою модель нейромионика, но без функции невидимости, придал ему окраску синий металлик. За воротами уже стояли 2 роботакси, Артемов сейчас уедет в университет, а мы с аспирантом сперва на Мясницкую узнать, чего нового прислал генерал, а оттуда в Демянск, пообщаться с тамошними поисковиками,
Вернемся к вечеру. На Мясницкой мы приняли только одно сообщение, что Збруев подал заявку в администрацию Демянского района на 5 участков лесоразработок, среди которых указан и тот, что под деревней Починок. Решение о выделении еще не принято. А если через связи генерала как-то заблокировать этот участок, чтобы там вообще не было лесодобычи, разорвать эту цепь? Бригада не попадет в район светопреставления, значит, не будет перемещена Демянский котел и ничего не случится. Это хорошая мысль. Мы с Петровым ее обсудили и оставили Самсонову сообщение, что надо как-то указать демянским депутатам исключить из списка делянок ту самую. Как? Вот пусть генерал и подумает. На все это действие у нас ушел час. Теперь, чтобы попасть до вечера в Демянск, нам нужно выбраться в Химки, где организовали стоянку междугородних дрон-такси. Кроме сообщения насчет участка, я написал Самсонову, что наши с аспирантом карты не резиновые, а мы тратим свои кровные на дело государственной важности, и надо бы пополнить наши подсохшие запасы денег. Не прошло и часа, как Зуд доложил, что на мою карту залилась приличная сумма. Петров, сидящий рядом со мной в кабине дрона, тоже получил. А неплохо так, он повернулся ко мне. Я не предполагал, что секретные проекты весьма неплохо оплачиваются. Леха, шепнул мне Зуд, они нас ведут от Химок, а точнее от Мясницкой. Я не был уверен, теперь точно. Поподробнее можно? В полукилометре за нами идет дрон-автомат. Он летал над нами, когда вышли из квартиры, довел до Химок и теперь шпарит за нами. Можешь перехватить его радиоканал? Нет канала, он на программе, или управляется через спутник пакетами, их не перехватить. То есть эта машинка просто следит за нами, не транслируя картинку? Получается, что так. Как ты его засек? Ты же сам мне прописал скрипт, подключаться к уличным камерам, вот через них и заметил. Я связался с Блазновским Зудом, он сказал, что эти глаза не его. Можно пожаловаться, и его сшибут. И мы не узнаем, кто это нас выслеживает? Я пересказал разговор аспиранту, он встревожился. Может быть, надо доложить куратору? Дождем немного. Сперва лучше собрать информацию о дроне и о том, от кого он может быть. Я предполагал, что рано или поздно наша активность вызовет интерес. Кого? Ну, к примеру, наших совсем уже не условных противников. Или тех, кто из будущего, зная мои намерения, хочет нам помешать. Как мы хотим помешать совершиться открытию перехода во времени хотя бы в обозримом будущем? Остается вопрос, почему не вмешались раньше? Зуд, а как ты его вообще обнаружил на трассе? Сопровождающий нас дрон периодически обращается к водителю нашего такси. Странное дело, зачем? Если мог сразу получить конечный адрес. Такси не дает своего задания, поэтому только сообщает геопозицию. Это заложено в блок безопасности. Теперь все ясно. Адрес заказчика — конфиденциальная информация. Любой запрашивающий его должен иметь допуск, санкции. А наш шпион такового не имеет. Воспользовался каналом МЧС, по которым каждый такси-дрон обязан отвечать о своем местонахождении. Он висит в полукилометре, не догоняет? Нет. Ну ладно, Демянск уже рядом, на часах 3 дня. Я подумал, что кофе с печеньками на конспиративной квартире — это не второй завтрак. А мы ели более-менее нормально только в 6 утра, когда приводили себя в порядок, после отмечания рождения сына. «Василий», — обратился я к дремлющему аспиранту, — «что ты думаешь насчет картошки дров поджарить?» Обострившийся на мой абсурдный вопрос мыслительная деятельность выгнала из мозга историка остатки дремоты. «Чего поджарить?» «Поесть не хочешь?» — перевел я на понятный смысл свою заковыристую фразу. «Фу ты! Я уж решил, что реально с ума сошел от твоего коктейля», — провел по лицу Петров. «Да, пообедать — хорошая идея. Там в городе есть неплохой ресторанчик, можно заказать сразу и стол, и обед. Телефон ресторана у меня вшит в костюм». «Займись, я всеядный, но предпочитаю рыбу, в последнем списке блюд свинина». «Понял». Петров бубнил со своим костюмом, оформляя заказ. А я зудо принялся пытать об адресе, где базируются поисковики-копатели. До посадки оставалось меньше получаса.
Зуд доложил, что поисковики сидят в бывшем здании ДСААФ. Это рядом с администрацией на улице 1 мая. А Петровский ресторан на дороге в сторону Яжелбец 25 октября. Так что резонно забежать к поисковикам, узнать, кто там и как пообщаться. А потом на обед, или наоборот. Время такое, никакое. Если поисковики приходят утром, к 4 могут уже разбежаться. И наоборот, если все они с утра работают, то собираются к вечеру. Так что лучше сперва все-таки зайти и узнать их планы на день. Мы, выскочив из дрона, на площади у автовокзала помчались к особнячку ДСААФ, который вычислили по крепкому антенному хозяйству любительской радиостанции. Там наткнулись на парня лет 25, по старинке стучавшему ключом. Мы дождались, когда он, заметив посторонних в помещении, скинет наушники. «Вам кого?» Он попутно вбивал данные проведенного сеанса связи в журнал радиостанции в компьютере. Мы объяснили, что ищем кого-нибудь из руководства поисковых отрядов Демянской Победы. «Они переехали в Краеведческий музей», — ответил дежурный оператор станции. «Это тут, рядом, минут 5 ходьбы. Вы с ними сотрудничаете?» «Когда как, если люди есть. Вы же знаете, полевую станцию может юзать только человек с позывным, если такой в отряде есть. Даем им аппарат. Тут как повезет. Вы же знаете, самый прикол с поля работать на аппарате типа «Север» и на CV. «Ты его понимаешь?» — спросил аспирант. «Птичий язык». «Я понимаю». Я пожал руку оператору, поблагодарив. «Хорошего прохождения вам и 73». Выходя из помещения коллективки, я объяснил аспиранту. Для радиолюбителя высший пилотаж — это проведение дальних связей морзянкой. Кодом обозначится как CW, а прохождение — это возможность установления дальних связей на аппарате малой мощности. Именно такие использовались во время войны. Ты знаешь, это «Север» — самая массовая партизанская рация. Мощность ее меньше 5 Вт. Обычно связи удавалось сделать до 300 километров, а вот дальние связи зависели от этого самого прохождения, высоты уровня отражающего слоя ионосферы. «А что такое 73?» Мы с аспирантом уже заворачивали к Краеведческому музею. «Это по желанию удачи на языке радиолюбителей». «Откуда ты все знаешь?» Я улыбнулся, не ответил. «Не буду я объяснять, в общем, постороннему человеку о том, что использовал радиолюбительский диапазон для своих секретных передач в группе Аристея, поэтому обязан был знать весь радиолюбительский этикет». На входе в музей встретили кассира. Тот нам ответил, что поисковики соберутся к 5, так что мы, обрадовавшись, помчались обедать в ресторанчик «Судачок», где уже нас ждал заказ от аспиранта. Я был уверен, что в названии ресторана заложена ошибка. Судак — рыба, а судачок — рыбка. А если судок — объединенная посуда, что такое судочок? Все встало на свои места, когда нам подали обед сразу в 3 глиняных тарелках, укрепленных в судок, и деревянные ложки, расписанные под хохлому, а в берестяном туесе лежал теплый, только из печки душистый ржаной хлеб, накрытый льняным полотенцем. «Ты бывал здесь?» — спросил я Петрова, когда взялись за еду. «Да, пару раз, в прошлом году, встречался с поисковиками». Петров ломал хлеб, черпал янтарную уху. Только они тогда базировались там, у радистов. Больше мы не говорили, наслаждаясь едой. И когда мы уже заканчивали, Петров меня удивил, что спрятал деревянную ложку в карман, вместо того, чтобы положить на поднос с грязной посудой. «Ты чего?» — удивился я. «Зачем воруешь?» «Это традиция», — прошептал аспирант. «Мне местные сказали, что так владельцы ресторана рекламу делают. Видишь, они подписаны, название ресторана, адрес и телефон. Можешь свою стырить». Хитрюги. Когда мы вышли из ресторана, Зуд сообщил. «Тот дрон, что летел за нами, висит над городком». «Да и хрен с ним», — ответил я, испытывая послеобеденную релаксацию. «Самсонов присматривает». «Вряд ли. Я ему отправил идентификационный номер дрона. Он ответил, что таких у него нет. Врет?» «Не знаю». До собрания руководства поисковых отрядов оставалось минут 10. Петров шел рядом и вдруг спросил. «Леша, а чего мы им скажем? Зачем мы прилетели?
тебя есть какая-нибудь подходящая легенда? Вопрос интересный, и не скажу, что я над ним не размышлял. Да, легенду я приготовил. Мы, представители их возможного спонсора, заехали познакомиться и выяснить, что им нужно конкретно, чтобы составить смету будущей финансовой поддержки. Ну, это же обман, какие мы спонсоры? Петров, говорите за себя. Я реально найду им кое-какие деньги, так что можешь спокойно с ними обсуждать их потребности. Мы зашли в помещение музея с табличкой на двери «Закрыто на переоформление экспозиции» и столкнулись нос к носу с человеком, в котором я познал Владимира Бегму из досье сотрудников Збруева. Петров его тоже сразу узнал, и это не укрылось от пронзительно синих глаз светловолосого гиганта, который, протянув руку, с улыбкой спросил: «Мы знакомы?» «Только заочно», — ответил я, пожимая его широкую ладонь. «Я Зорин Алексей, вероятный спонсор отрядов, а это ученый-историк, пишет диссертацию о партизанах в Демянском котле, Петров Василий, а вы Владимир Бегма, инженер и энтузиаст розыска солдат, погибших в этих краях, так? Все мои данные есть в интернете на нашем сайте». Бегма радушен и жизнерадостен. Если именно он спас Макса фон Вернера, то неудивительно. Или спасет, как правильно? Или не спасет, если нам удастся предотвратить их перемещение в прошлое. Бегма. Поисковики готовились к сезону заранее. Как говорится, готовь сани летом. Еще даже весна официально не началась, хотя февраль в этом году, как и в прошлом, порадовал оттепелем, но возможно, что март будет построже. Они обсуждали, где и какими силами планируют вести раскопы. Показывали смонтированные ролики, посвященные прошлогодним экспедициям, встречам с родственниками найденных солдат, поездкам в школы и встречам с молодежью. Мы с аспирантом посмотрели новый смонтированный фильм о раскопках в районе холма. Почтили память найденных и перезахороненных солдат вставанием с минутой молчания. Выслушали планы на сезон этого лета. Мы ждали с долей напряжения, что будет упомянутая река Паламеть и деревня Починок. Однако нет. В планах был Рамушевский коридор, районы деревень Дубки и Росино. Это все сильно к западу от интересующего нас района. Наконец заседание окончилось, вышел Бегма и представил нас с Петровым как спонсоров-благотворителей, прибавив с усмешкой: «Просите, что нужно, но не зарывайтесь, товарищи. Бюджет у ребят не резиновый. Не забывайте, что нас еще весьма неплохо обеспечивает мебельщик Збруев». О как! Мы ни намеком о нем, а он сам вдруг всплыл в разговор. Замечательно, это дает повод нам задать нужные вопросы. Мы с аспирантом раскланялись. Петров, к этому моменту лихорадочно составлявший тезисы для выступления, вышел и, не лукавя, сообщил, что диссертация его о партизанах в этих краях, и он будет очень рад любой уникальной информации, что находят поисковики, даже явным странностям, которые, по мнению поисковиков, не укладываются в сложившийся стереотип. Например, об отряде Бати, который действовал прямо в этих краях. Еще до начала заседания приказал Зуду писать все события на 360 градусов, всеми камерами в воротнике. Тот мне ответил, что упоминание Бати ни на кого не произвело впечатления, то есть никто из поисковиков в лице не изменился, не вздрогнул и вообще так, будто впервые слышит об этом командире. А это возможно, судя по найденным нами немецким документам. И тем не менее, выступление Петрова пробудило интерес к нему. Несколько человек обступили аспиранта, рассказывая о своих находках. А я подошел к Бегме и предложил прогуляться по музею и поговорить без лишних ушей. Каким бы ни было подробным досье на человека, оно никогда не даст полного совпадения с первым впечатлением от личного знакомства. Бегма оказался антиподом Петрова. Когда они стояли рядом в момент нашего знакомства у входа в музей, они смотрелись как негатив и позитив. Оба ростом по 2 метра, на обоих киберсьюты от Нейромионикс,
Только Бегма — натуральный блондин, почти альбинос. Петров — мулат или креол с молочно-коричневой кожей и коротко острижен. Тогда как Бегма носил прямые соломенные волосы до плеч. Он, судя по документам, на 10 лет старше меня. Бегма сперва решил, что меня интересует экспозиция музея, поэтому минут 10 я внимательно слушал моего экскурсовода, но он заметил, что я это делаю из вежливости, а не из интереса. Поэтому, замолчав, спросил меня прямо: «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Меня интересует определенный участок Демянского котла, Владимир», — ответил я. «Это окрестности деревни Починок, на берегу Паламети. Вам приходилось там искать?» «Лично мне нет», — сразу ответил он. «В 20-х годах там нашли большое захоронение, подняли около 200 бойцов. Я читал, что там немцы организовали концлагерь для наших пленных, убивали многих, многие умирали от голода и болезней. А что именно вас интересует?» «Мы с Петровым раскопали кое-какие документы немцев, стоявших в этих местах. Так вот, один партизанский отряд захватил эту деревню, лагерь, и до осени 42-го держал там оборону». «Так и что удивительного?» Я достал фотографии мотора от сбруевского дрона, но не спешил их показывать собеседнику. «Не удивляйтесь моему вопросу. Когда вы работали с 5-тонным грузовым дроном?» «Осенью. Мы в составе бригады разрабатывали участок у деревни Пикахино. Там я управлял «пятеркой». А что, это так важно? Вам приходилось ее ремонтировать или налаживать? Хорошо знаете ее устройство?» «Конечно, разберу и сейчас как автомат». «Помните тип и марку моторов, которые поднимают?» «Да, кретовские моторы МД-5000. Номера не помню. А зачем вас это так волнует?» Вот тут я выложил фотографии Карла Вернера. Обратите внимание на дату. Координаты указывают на правый берег Паламети, в километре ниже по течению Починка. 2007. Он скинул на меня глаза. «Это розыгрыш?» «Нет. Сам этот мотор сейчас лежит в сарае в Старой Руссе». «Как такое возможно?» «Для меня это тоже загадка, и ответ ясности не прибавляет. Если сложить все свидетельства, а их уже набралось немало, выходит, что ваша бригада каким-то загадочным образом попала или попадет в прошлое, на 110 лет назад. И вы или ваш двойник там изрядно повоюют с фашистами. Вы хотели бы повоевать?» «Да как бы не очень, хватит уже, повоевал в юности. А вы уверены?» «Нет, Владимир, я ни в чем не могу быть уверен. Все это мне кажется таким же странным, как и вам, но я нарочно решил познакомиться с вами, потому что ваш позывной некого калаша и командир отряда, батя, упоминается в немецких документах от августа-сентября 1942 года. Сами документы я вам показать не могу, они секретны, так что вам придется мне поверить, но аспирант их лично переводил, он подтвердит мои слова». «И чего вы хотите от меня? Я там не был, не собираюсь, и мне никто не предлагал совершить путешествие в прошлое. Если вы хотели от меня это узнать». «Я хочу знать, когда вы или другая бригада собирается добывать лес на берегу Паламети». «Збруев дал заявку, мы ждем решения администрации. Если сейчас подпишет, может быть, до оттепели полетим убирать сейчас, пока не началось движение соков. А уж летом организуем посадки молодой поросли». «А могут позже подписать?» «Они все могут». Бегма медленно двигался вдоль застекленных стендов. «А к чему вы мне это рассказываете?» Вопрос не в бровь, а в глаз. Я решился посвятить его в детали возможных событий. «Вы не удивляйтесь, Владимир, нам неизвестно, когда произойдет переход в прошлое. Неизвестно, как это случится. Но мы знаем два факта. Первое, что катаклизм случится в конкретном месте, и что в период лета 1942 года перенесется бригада или часть ее, в составе которой будете вы. Хотя я не исключаю, что Вальдемаров может быть двое или даже больше. Но по описанию лейтенанта вермахта Макса фон Вернера, человеком, который его не убьет и даже подвезет поближе к госпиталю у деревни Милеча, будете или были именно вы». Бегм удивленно посмотрел на меня, а я продолжил. «Я сообщаю вам совершенно секретную информацию. Не для того, чтобы вы всем ее раззвенели,
а чтобы, если с вами это произойдет, ибо это возможно, вы не потеряли времени на шок и выяснение обстоятельств, потому что по свидетельству очевидцев, после явления, названного ими светопреставлением, чуть больше, чем через сутки на концлагерю деревни Починок произойдет нападение партизан, и убиты будут все фашисты, кроме фон Вернера. Если вы этого не сделаете, а прикончите его, то, возможно, прервется цепочка информации, которая приведет меня к вам, как и если ваша бригада не получит участок, и светопреставление пройдет вхолостую. И что мне со всем этим делать? Мы вернемся? Я не знаю, но, судя по действиям отряда Батищева, он рассчитывал на это, не отходя от локации переноса ни на 1 километр. Он создал там укрепрайон и оттягивал на себя значительные силы, замкнутых в кольцо у Демянска немцев. Он не вступал в отношения с другими отрядами. Этот отряд сковал на себе половину армии фон Буша, уничтожив несколько тысяч немцев и почти целиком дивизию «Мертвая голова». «И сколько человек было в отряде?» Бегма присел на банкетку. «Я не знаю, но, полагаю, меньше сотни. Освобожденным пленным из концлагеря у Починка отряд помог прорваться за линию фронта в районе Лычкова, вооружив их трофейным оружием. Да еще, по свидетельству немцев, действия отряда Бати отличались исключительной жестокостью не только к СС и гестапо, но и ко всем солдатам вермахта. Еще одна любопытная деталь: пленных немцев не брали даже с целью допроса. Так, будто Бати заранее были известны планы командования 16-го армейского корпуса. Это породило сильнейшую кадровую проверку в штабах окруженных армий. Отдельно описан ваш грузовой дрон, вооружив который зенитными пушками, партизаны сбивали транспорты и бомбардировщики прицельным огнем с 1-2 попаданий. Уцелевшие пилоты отмечали феномен «красный луч». Догадываетесь, что это? Лазерный прицел? Я промолчал. Фантастические вещи вы мне рассказали. Я бы тоже считал это фантазией, если бы не фотографии мотора с датой геопозиции и документы из переписки немцев. Ну хорошо, спасибо. Бегун поднялся. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Кого я еще могу посвятить в эту тайну? Батищева? Компанейца? Я думаю, пока это не произошло, никого. Но если вам доведется в будущем, не факт, что в ближайшем, попасть на разработку делянки в место на берегу Паламете, южнее Починка на 1,5-2 километра, то будьте готовы к переносу в любой момент. Как я узнаю, что светопреставление началось? Бегма был спокоен, и мне это понравилось. Вы увидите полярное сияние вокруг вас или очень близко. Немцы дали описание его как разноцветные световые столбы и полосы, длящиеся 11 часов. Бегма кивнул. Принято. Ребят нужно увезти из этого места? Да, потому что немцы, попавшие в эту зону, очень быстро умерли, как от микроволнового или радиационного поражения. Поэтому идти будет самым разумным, но потом вернуться. У меня так много вопросов, что и не знаю, с чего начать, пробормотал ошеломленный Бегма. Я все равно не смогу на них ответить, пресек я ненужный разговор. Я тоже знаю очень немного. Все, что я знал, я вам рассказал. Если у вас появятся какие-то соображения или узнаете дату начала работ в нужном нам участке, звоните мне. Телефонами наши костюмы уже обменялись. Кстати, я рекомендую вам обновить оболочку, чтобы мимикрия была совершенней. Вам это может пригодиться, и переводчик закачайте. Кроме охотничьих ружей мы никакого оружия взять не можем, медленно, как бы с собой говорил Бегма. Чем нам там воевать? В донесениях у немцев есть упоминание, что некоторые солдаты были убиты из арбалетов. В глазах моего собеседника зажегся огонь понимания. И еще, продолжил я, в день транспортная авиация на Демянск совершала до 3000 рейсов. Вы думаете, все самолеты долетали и груз выгружали руками? Часть его сбрасывали на подлете, и он ветром относился в лес или болото. Я решил закончить инструктаж будущего тимпонавта, если, конечно, так случится. Проходя мимо стеллажей, посвященных Демянской наступательной операции зимы 43-го, я не останавливался. Отдельные стенды, где выставлено трофейное оружие, я осмотрел внимательнее.
Бегма двигался рядом. У немцев было неплохое оружие, пулеметы, карабины, пушки. МП-40 «Эрма», по привычке называемый «Шмайсер», так себе, но за неимением лучшего и они пригодятся. Лист или два хорошей стали вполне могут защитить от вальтеровской пули. Вам знакомо устройство универсальной ремзоны Збруева? Конечно, удивленно поглядел на меня Бегма. Мы все в бригаде умеем ею управлять. Техника постоянно ломается, пилы, ножи, гидравлика. Все это требует профилактики и ремонта. А как выглядит, я не знал, какое слово подойдет, заселение на участок? Удивленное выражение не сходило с его лица. Как всегда, я и компаней с грузовиками завозим технику, бытовки. Збруев вызывает спецкраны, и ими завозит тяжелые агрегаты и экскаватор. Обычно на завоз лагеря уходит дня 2-3, в зависимости от погоды. Потом мы завозимся, для этого используем грузовик 5-тонный, десяток рабочих с личными вещами. Медицина как устроена? Он пожал плечами. Обычная амбулатория, наш повар, медик. Если травма ерундовая, лечит сам. Если что-то серьезное, вызываем скорую. Но такого на моей памяти еще не случалось. Обычно ничего тяжелее ушиба или пореза не было. Есть аптечки в каждом агрегате. Но зачем вам это? Я не ответил. Действительно, зачем? Нашел объяснение, уже выходя к залу заседаний. Я медик, мне это интересно. Понимаете, Владимир, я смоделировал ситуацию, как если бы сам попал в Демянский котел, я бы нашел или сделал инструменты для несложных операций и перевязку, антисептики, но я не смог бы обходиться без антибиотиков. Я улыбнулся. Это так, умозрительно. Мне не суждено попасть в прошлое. И вообще, мне хочется, чтобы этого вообще не случилось, чтобы осталось только фантазия и никаких фактов. Бегма, шедший рядом, кивнул. Навстречу нам двигался аспирант, сопровождаемый поисковиками. «Леша, много интересного рассказали. Находки были, и ты был прав. Они все в болоте, чтобы не мешались. Сомнений нет. Ты вызвал такси?» «Зуд вызвал. И мой Арч тоже вызвал», — рассмеялся аспирант. «Отменишь вызов, когда оба прилетят, а то оба и не прилетят. Вот тогда обсмеемся. Да, Владимир, вы понимаете, наш разговор конфиденциален. Не надо тревожить раньше срока неокрепшие умы». Бегма пожал мне руку, и мы двинулись к выходу. Часы показывали 7, сгущались сумерки. Уже в такси Петров сказал: «А мы молодцы, не зря съездили. Арчи записал все разговоры и рассказы этих парней. Представляешь, двое, еще когда начинали только заниматься поиском, под калитами раскапывали немецкий блиндаж и наткнулись на кусок платы с микросхемами. Решили, что это случайный занос из нашего времени, но...» «В чем но?» «Кусок этот был завернут в промасленную бумагу и спрятан в футляре немецкого противогаза. Все было изрядно прогнившим в сырой глине. Парень совал находку под нос товарищам, и один из них закинул ее в реку. По принципу этого не может быть. А еще... Там все сложнее, можно принять как что-то странное, можно забить. Они откопали труп нашего солдата. У него, судя по расположению костей, за поясом были 2 Вальтера с глушителями и магазины в разгрузке по модели, какой не было во время войны. На поясе горизонтально по бокам и с 2 сторон. И еще, на нем было что-то типа броника. Таких не было тогда. Использовались обычные СН, стальные нагрудники, вроде кирас. А вот этот — листы стали, как чешуя, проложенные резиной и фанерой, гибкий, и защищал грудь и живот намного надежнее, чем обычный нагрудник. Тоже под калитами? Нет, на краю Демянского адрома. С металлоискателем ходили и наткнулись. Когда раскопали, там был немецкий блиндаж зенитчиков. И вот такой вот солдат. Странно? В общем, да. Объяснений нет. Ясно, что этого парня кто-то обучил и вооружил, чтобы воевать более продвинуто. В донесениях полковника Коха из штаба Эрнста Буша есть рапорт о нападении партизан на аэродром. Там описано, что ночью охрана была убита, нападавшие унесли более 10 тонн грузов, и их пытались атаковать. Отходя, партизаны взорвали 5 транспортников и 3 Ю-88. Никого из них живыми захватить не удалось.
Понимаешь, этот рапорт остался в штабе, ему не дали хода. Я понял, убийцы невидимые как тени или призраки. Да, этой тактики тогда еще не было. Я сидел, прикрыв глаза. Давай посидим молча. Погоди, ты сказал, они унесли 10 тонн грузов? Ну да, 10 тонн. Я сперва подумал, что увезли грузовиками. А ты о чем говорил с этим Бегмой? Посвятил его в суть вопроса, и теперь я уверен, что они вынесли грузовым краном. Ты представляешь, 10 тонн? Да ладно. А что скажет Самсонов? Плевать. Но мне совесть не позволяет дать им попасть в мясорубку в темную, понимаешь? Пусть сами решат, как им подготовиться к переходу в прошлое. И ты не сказал, что еще неизвестно, смогут ли они вернуться? А что, нам об этом известно? Можно ли давать людям призрачные надежды? Ты прав. Какие планы на завтра? Петров видит, что я сижу с закрытыми глазами. Мы летим на низком эшелоне вдоль трассы М-11. Внизу цепочки машин в обе стороны, изредка проносятся встречные дроны. Все-таки летающие такси дело весьма дорогое, не всякому по карману, а в частные руки эти машины не продают. Еще неизвестно, когда примут решение продавать. С развитием автоматического управления все меньше водителей и частников. Машины на бензине постепенно списываются, превращаются в раритет, а современные электромобили без автоматики уже не выпускаются. И зачем тратить деньги на обучение? В навигаторе точку маршрута указал и езжай, куда хочешь. Завтра я до полудня убираюсь в доме в Нахабино. В 12 еду в роддом. В 2-3 мы дома, сюсюкаемся с ребенком. Приедет теща, надо будет встретить. Ты, кстати, хотел расстаться с этой, как ее, Ларисой. Ларой, замешкался Петров с ответом, и я понял, что пока он с ней встречается. Я еще практикуюсь в немецком, и она отличный репетитор, и... И что? Она слышала наш разговор. Я не знаю, что теперь делать. Для начала доложить Самсонову, пусть он думает, что делать. И каковы могут быть варианты его решений? Откуда мне знать? Ну не убьет же он ее. Наверное, вызовет ее к себе на беседу, возьмет подписку о неразглашении. Может быть, найдет ей применение в нашей группе. А ты что думал? Ничего. Я не увидел, но почувствовал, что аспирант смущен и, возможно, как-то по-своему покраснел. У него, как и у многих любителей детективов, в башке сидит стереотип, что спецслужбы до сих пор живут по правилу «нет человека, нет проблемы». Мы минут 10 летели в тишине. Никакой музыки или радиопрограммы заказывать не стали. От винтов внутрь салона передавалась легкая вибрация, шипением срывались с обводов кузова струи воздуха и немного покачивали машину толчки бокового ветра. «Я не знаю, как тебя, но меня тревожит, что все слишком спокойно как-то», — произнес Петров. «Что имеешь в виду?» «Мы работаем в секретной программе, никаких шпионов вокруг». «Любишь остренькое?» — я усмехнулся. «Ну, во-первых, если все тихо, значит, мы все делаем правильно. А наш ангел-хранитель действительно нас хранит. И поверь, если вдруг вокруг нас что-то завертится, он найдет способ предупредить». Я не стал ему рассказывать, что Ленчик без затей может использовать нас в качестве наживки. «Вася, уже 11 час, мне еще в Нахабино трюхать на колесах. Дай покемарить». Аспирант умолк и до посадки в Химках разговоров не начинал. А я, прощаясь, пожал ему руку и сказал: «Увидимся на Мясницкой через 2 суток, но я приеду после 5. Он молча пожал мне руку, и мы расстались. Лагутин. Женя Симонова, настоящая пиявка. В хорошем смысле. Во-первых, она убедила или уговорила Горыныча вписать ее ко мне на бригаду в мое последнее, ненавижу слово крайнее, дежурство. Прошлые наши сутки оставили ее в состоянии восторга и неизбывной печали от того, что я ухожу со скорой, о чем она и ездила мне по ушам полдня, пока я официально и очень вежливо не попросил ее заткнуться. Я не стал обещать вернуться, потому что не был уверен в том, что это у меня
выйдет в ближайшее время. Но я-то знал, как только такая возможность появится, непременно устроюсь снова линейным врачом. Она вежливо расспросила меня о наследнике, я рассказал, что успел узнать. Ибо кроме поддержания конверта у порога роддома, вноса его в наш особнячок в Нахабино, а также купания, я его толком и не видел. Сморщенная ярко-розовая беззубая мордочка, серо-голубые глаза, хаотичные дрыгания конечностями, все нормально. Где Валя увидел, что он так уж похож на меня? Пока дам моих не было рядом, я за одну ногу поднял сына, рассмотрел его со всех сторон и тут же был бит женой с криками «Чудовище, изверг, что ты делаешь?» изгнан из детской комнаты. Но должен заметить, что Юрке положение вниз головой понравилось. Он прекратил вопить и, гыкая, пустил слюнявый пузырь. А вот как только его положили и нежно принялись пеленать, опять завопил, стал тянуть ручки ко мне. Но это его желание совершенно бессердечные женщины проигнорировали. Нормальный парень, будем еще прыгать с парашютом, когда подрастет. Сказать, что, глядя на сына, я испытывал умиление, не могу. Да, я был рад, счастлив, но какого-то бешеного восторга не возникало. Еще один человек, даже не совсем человек, пока личинка, которой только предстоит стать человеком. В нем половина моего генома, включая и проект «Вектор». Возможно, так. В любом случае, взаимодействовать осмысленно мы с сыном будем позже, а пока он новорожденный, и от него требуется одно — расти и развиваться. Есть и спать. Месяц, как минимум, он будет включаться в окружающую среду и распределять отношения. Вкусно-невкусно, приятно-неприятно, нравится-нет. Из знакомого он знает только голос Валентины и ее сердцебиение. Эти два параметра зашиты в корневую директорию его мозга, как главный пароль доступа и доверия. Эффект Малены от тещи я больше не ощущал. Мы спокойно общались, и, по-моему, я ей был симпатичен. Красота ее в любом, даже в ненакрашенном виде, проявлялась поведением, голосом, отношением. Что говорить, мне, как и любому мужику, было приятно исполнять ее просьбы. А благодарность во взгляде ее воспринималась как симпатия и порождала непременное влечение. Это как улыбка галантному мужчине, поднявшему платок или перчатку, подавала надежду на развитие отношений. Но наши отношения и взаимодействие зять-тещи уже вершина, дальше некуда. Дома Галина Арсеньевна одевалась довольно скромно, избегая любой хоть немного подчеркивающей сексуальность одежды. Домашний халат, тапочки, подвязанные ленточкой волосы, минимум краски на лице. Так что с ней невозможно было связать черный брутальный чоппер с молниями на аккумуляторе, заменившем бензобак, пока она не влезала в свою черно-серебряную мотошкуру и шлем с ушами, которые, кстати сказать, выполняли роль реальных ушей, радаров и при необходимости источников звука. Все электронные гаджеты мотогали сосредоточены были именно в шлеме. И стоил он, конечно, не как Зуд или Диана, но тоже весьма прилично. Костюм ее самый простой, но очень сильный защитный комбинезон из графена. И без макияжа теща не выглядела на 50, стройная, гибкая. В ней, в ее движениях ощущалась физическая сила, или правильно сказать, мощь, энергия. При этом никаких перекачанных бицепсов нет, все изящно и максимально плавно. Субъективно от ее движений ждешь сокрушения, от шагов прогибания асфальта, как от взмаха рук ветра. Серийный выпуск машин, как стандартный электробайк с передним ведущим, наладили в Белоруссии и в Могилеве, а в Бобруйске их тюнинговали под заказ, доводя до блеска. Модели эти в кругах байкеров назывались, соответственно, «Могила» и «Бобр». Бобры отличались двумя усиленными кретовскими движками на обоих колесах, по 100 лошадиных сил и более емким аккумулятором. Производство байков создали еще во время СВО, а потом уже разделили на два направления: сельхозтягачи, трициклы с кузовами и спортивные или элитные модели для фанатов-пижонов. Эксклюзивный экземпляр «Бобра», купленный мотогалией за счет средств, заработанных в блоге, стоит сейчас в нашем гараже на подзарядке.
Я не видел, как прибыла теща, потому что в тот момент пылесосил стены и мебель на верхнем этаже, и только дал команду автоматике открыть ворота на сообщение, что она подъехала. По громкой домашней связи я извинился, что спущусь чуть позже, попросил гостю пройти в ее комнату, дверь которой уже была открыта, и располагаться как дома. Когда я спустился в холл, закончив уборку, она вышла уже в халате, тапочках и с лентой в русых волосах. Мы поздоровались, но как бы держа дистанцию. Все равно без косметики и в абсолютно нейтральной одежде Галина Арсеньевна излучала сексуальность. Она относилась к типу дам, которых боготворят мужчины и ненавидят женщины. Мне пришла на ум гомеровская фраза: «Когда вошла Елена, троянские старцы встали». Я вспомнил первое появление Вали на утренней конференции в день нашего знакомства и характеристику доктора Мокроусова, мир его праху, умер на дежурстве после вызова, Артемида. Он был как раз из таких вот старцев, который встал бы. Дочка от мамы недалеко ушла, видимо, впитав некоторые черты профессора Артемова, она немного разбавила в себе какую-то рафинированную идеально античную красоту матери. Теща со мной за Валей не поехала. Перед визитом в роддом пришлось заскочить в банк и обналичить 1000, там же в кондитерской рядом купить шоколадку и всунуть под обертку купюру, а уже у роддома в киоске я взял букет роз без шипов. Традиции нарушать нельзя. Шоколадку я вручил акушерке, вынесшей ребенка, цветы жене. Зуд, использовав уличную камеру, сделал несколько снимков на крыльце роддома, где я с ребенком, а Валя с цветами. Она заметно уставшая, с кругами под глазами, но по-прежнему прекрасная и манящая. Диана заметно раздалась в груди. Такси домчало нас за час. Галина Арсеньевна встретила дочь, внука и меня, сообщив, что дед, тесть, ее муж, профессор Артемов, будет через 2 часа с шампанским и тортом. Мирная, спокойная жизнь недавно воссоединившейся семьи, будто и не было почти 10 лет ссоры и обиды, теперь прерывалась возмущенными воплями оголодавшего наследника. Может быть, так и надо, так и должно было случиться. Я не могу себе представить ссоры с родными, поэтому все хорошо, что хорошо закончилось. К вечеру первого дня моего сожительства с 2 женщинами, ничего пошлого, женой и тещей, я окончательно успокоился, потому что припомнил разговор с тестем профессором. «Вы понимаете, Алексей, — объяснял Иван Александрович, — в эпоху Серебряного века было не стыдно ухаживать за такими женщинами, как Галочка, без всякой надежды на взаимность. Просто потому, что любой женщине приятно внимание, а мужчине, как говорится, не западло ей это внимание оказать. Или, как говорили в те годы, волочиться. Так вот я, счастливый муж такой женщины, ей абсолютно доверяю, в смысле верности, и тоже с удовольствием наблюдаю, какие мучения испытывают некоторые наши общие знакомые, и пытаются волочиться. Пусть. Я горжусь моей женой. Она прекрасна и умна, но я никогда не допущу ошибки Ставра Годиновича и не стану хвастать моей Галочкой на пирах. Судьба гордыни не прощает, а я благодарю ее, что позволила мне связать жизнь с такой женщиной. Вот и я решил гордиться такой тещей. Ничего этого я Жене, конечно, рассказывать не хотел. О ее женихе Косте Лагутине я расспрашивать тоже не стал. Не надо проявлять интерес и как-то ее фиксировать на этом. Пусть сама вспомнит. Я обратил внимание, что прошлое дежурство в облегающем комбезе вправило мозг Жене, и она купила обычную скоропомощную форму, уже не стремясь подчеркнуть красоту и рельефность своих форм. Не намного, но все-таки не так жарко и липко, как в облегающем комбинезоне. Приказ о рекламе исполнялся всеми, кроме меня. Зачем? Я все равно ухожу. Женя налепила на поясницу термоспоты с рекламой перцового пластыря и от радикулита. Я ее намек понял. Кстати, на подстанции Женя сразу получила прозвище Перчинка или Перчик. Ей понравилось. Дежурство протекало ровно, мы играли в доктора, что значит, Женя на вызовах исполняла роль лидера бригады. Стажерство ее окончилось. Работать с ней приятно и легко. Она обращалась ко мне исключительно по имени-отчеству. Из 15 вызовов нам запомнился один старый район,
где жило много стариков, не желавших уезжать в приюты. После редактирования алгоритма иждивенец я уже не опасался за их жизнь. Уход в хосписах теперь длился столько, сколько реально мог прожить больной человек. Никто уже его уход в мир иной не ускорял. Одна беда, образовались очереди. За год вдруг выяснилось, что приютов для престарелых не хватает. Я вынес предложение от имени нейросети поднять допустимый возраст обязательного ухода на пенсию, позволить пенсионерам после официального оформления пенсии какое-то время работать по профессии, если работодатель согласен. Позволять держаться за место вредным маразматикам в ущерб делу я не собирался, предложив пенсионерам ежегодно подтверждать свою профпригодность. В многоподъездном девятиэтажном доме мы вкусили все прелести архитектуры 20 века. 2 мизерных лифта, в котором мы смогли поместиться с оборудованием только поодиночке. Вышли мы каждый из своей кабинки на этаже у квартиры, а нас встретили соседи. Там старик живет, к нему соцработник ходила, а сейчас уже неделю не приходил, и запах, чувствуете, может он умер? Детей у него нет, поинтересовался я. Не знаем, никто не приезжал. Мы вызвали МЧС и участкового, пока ждали, я связался с центром и доложил обстановку. Диспетчер огорчилась, как всегда, когда бригада вынуждена терять время впустую на ожидании под дверью. Первым явился полицейский, опросил соседей, принялся заполнять протокол о необходимости вскрытия двери. Никакой автоматики, обычная стальная дверь, даже без видеодомофона. Минут через 15 поднялась бригада пожарных. «Где горит?» «Нигде, только в заднице», — раздраженно ответил участковый. «Кто-нибудь говорил про пожар?» «Нам передали, как обычный вызов», — объяснил командир пожарных. «Там одинокий старик, к нему неделю никто не приходил, соседи вызвали скорую на подозрительный запах. Надо вскрыть дверь», — терпеливо объяснил я. «Возможность аккуратно». Пожарный принес болгарку. «Петли срежем, а вы потом сварщика вызовите. Он их на место приварит». «Если оплатите ему работу, то срезайте», — ответил участковый. Женя во время наших разговоров помалкивала в ожидании моих распоряжений. Пока мы припирались, появился упитанный молодой человек в супермодном киберсьюте, суперповар, нашпигованным всякими гаджетами, от роликов с моторами в ботинках до реактивного ранца на спине, позволяющего прыгать через дорогу, ну точно робокоп. Видно по пышущему здоровому лицу, что недостатка в деньгах нет. «А чего тут происходит?» — осведомился буржуин, как его сразу окрестил Женя. «А вы кто?» «Племянник». Мы сразу насели на этого родственника, есть ли у него ключи. Как он узнал, что мы собираемся вскрыть дверь? «Конечно», — ответил буржуин. Он извлек древний ключ от сувального замка и отпер дверь. Сногсшибательный амбре прокатилась по лестничной площадке, так что многие реально отшатнулись подальше, а мы с Женей накинули сложенные за спиной пластиковые шлемы и включили внешнюю трансляцию. Пахло смесью всех испражнений, и в этом спектре вони я успел распознать трупный запах. Теперь все будет вонять, а запах сядет в носу. «Умер?» — спросил племянник. Он не объяснил, как узнал, что МЧС собирается вскрывать дверь, но тоже накрылся шлемом, пожарные просто смылись, поняв, что не нужны больше, а участковый достал складной одноразовый респиратор с угольным фильтром, видимо, уже приходилось попадать в такие ситуации, и надел его. Мы вошли в довольно большую квартиру, хлам немного, 3 комнаты из 4 закрыты на ключи, в 4-й мы увидели на полу под столом лежащее тело. Полицейский племянник пропустили нас вперед. Я наклонился над телом, но голова и половина туловища были под столиком, и надо вытащить его хотя бы на середину комнаты. Вокруг тела растеклась засохшая лужа. «Полы придется перекладывать», — расстроился племянник. Он огляделся. «Да и вообще, капремонт устроить. Вся мебель говнищем провоняла. Ну, как он там? Все? Вы только квартиру не опечатывайте. Тут уборку надо сделать», — обратился он к участковому. Я взял неподвижное тело за ноги и потянул на себя, чтобы уже на свету и открытом пространстве осмотреть. Прилипшая к полу кожа с усилием оторвалась,
и мне удалось сдвинуть человека на метр и повернуть сразу на спину. Человек издал стон, открыл глаза, и я увидел перекошенное лицо. Оживший пошевелил правой рукой, левая от моего рывка, лежавшая под телом, задралась, и мы увидели почерневшие вздутые пальцы. Сколько он так пролежал? Явно не 2 дня. Соседи заметили, что он не подает признаков жизни неделю, но вероятнее всего, что хозяин квартиры пролежал дольше. От левой руки остался кусок почерневшего от некроза мяса. Вот откуда трупный запах. Я скомандовал Жене: «Турникет!» Она протянула мне, и я мгновенно перехватил у подмышки левую руку. Может быть, уже поздно, но сделать надо. Вообще, надо все делать, чтобы его сейчас спасти, а потом уже видно будет, даст ему судьба шанс еще пожить или нет. Я разогнулся и увидел явно расстроенное лицо племянника. Он так надеялся, что дядя умер. Теперь квартира миллионов на 30 в переходе по наследству отодвигалась. Район не больно элитный, но можно или продать, или сдавать приезжим, или мини-гостиницу сделать, хостел. А теперь эти планы явно откладывались. Я потребовал от полицейского и племянника помочь и перенести больного для начала на кровать. Мы старались не обращать внимания на стоны. Да, больно, но придется пока потерпеть. Раздели и ужаснулись огромным пролежнем на левом боку. Участковый стер записи в планшете, протокол осмотра трупа не понадобится. Племянник, изменившись лицом, попросился в туалет и долго там освобождал желудок. Отворили окна, благо, что мух еще нет. Женя принесла 2 таза, какие нашла на кухне, и мы принялись отмывать живое тело от мертвой ткани, которая как вареная отваливалась, серо-черная кожа, серые кусочки мышц, все дряблое, гноючее. Совместными усилиями мы сумели убрать большую часть мертвечины, а то, что не убиралось, залить пантенолом и укутать противоожоговыми салфетками. Ввели обезболивающее, противовоспалительное, поставили катетеры во все места. Приведя тело в более-менее чистое состояние, я послал Женю за ведрографом, как мы называли компьютерный томограф для головы, хотя уже невооруженным глазом ясно было: инсульт в правом полушарии. Больной первое время мычал, значит, еще и афазия, потом утомился и закрыл глаза. Вонь или уменьшилась, или мы принюхались, но она уже не мешала дышать, откинув шлемы. Участковый тоже снял маску. Ничего, получше. Но долго с открытыми окнами не просидеть, все-таки февраль. Да и больного может простудить, хотя у него наверняка и так воспаление легкого слева от долгого лежания и застоя. Я подключил к нему ДК, спросил у племянника личную карту гражданина РФ. Тот развел руками, но карта нашлась на столе, на видном месте. ДК начал задавать мне вопросы по осмотру. На текущий момент я заполнял на экране анкету. Женя принесла томограф, и мы, дождавшись, когда закончится ввод с экрана, натянули на голову ведро, подключили его к ДК. Через 10 минут увидели на экране огромную кисту в правом полушарии, размером с теннисный мяч. Однако минимум 7 дней этот человек прожил. Сколько ему еще осталось? Статистика подсказывала, что если при полном уходе и питании за первые 11 дней и месяц он не умрет, может еще пожить. Главное, чтобы сердце и почки работали, ну и кишечник. А есть-то он сможет? Разберутся. Установят зонд в желудок и будут кормить гоголь-моголем. «Его надо везти в больницу», — сказал я, разгибаясь. «Куда?» — удивился племянник. «Разве таких берут?» «Рука требует операции, оставлять ее нельзя, ампутируй». Я наклонился к ДК и нажал кнопку «Печать». Выползла лента с результатом анализов. Посмотрев их, я добавил: у него немало шансов еще пожить. Кровь имеет отклонения, но терпимые. Почки пока справляется. ЭКГ отличное. Да, у него инсульт. Он не может себя обслуживать. Но он живой и еще может прожить месяцы и даже годы. Сейчас нам нужно его отвезти в хирургию и залечить пролежни. Это главное. Голову его уже не исправить, но он в сознании, реагирует на обращение. Правая рука и нога работают. Женя, капельницу наладила? Напарница кивнула, но, спохватившись, ответила голосом: «Да, все готово к переноске в машину».
Племянник явно расстроился. Я решил его утешить. Вспомним скандал с Юрой. Вы можете его отправить в хоспис, там уход и лечение до конца. И вам меньше забот. Я умолчал, что без очереди такого больного возьмут только под залог квартиры и будут тянуть и лечить, сколько смогут, не меньше года, чтобы иметь все 100% его наследства. Я нарочно внес поправку в алгоритм иждивенца, по которому теперь хоспису, чтобы получить наследство инвалида, нужно продержать минимум год, 3 или 5 лет у себя в зависимости от тяжести больного, степени затрат, которые этот уход требует, и суммы от выручки имущества. Эта новая норма для хозяев хосписов стала как обухом по голове. Лафа кончилась. Теперь главным врачам нужно не поскорее отправить старичка на тот свет, а наоборот, тянуть его как можно дольше, чтобы получить права на его собственность. В противном случае произойдет пересчет, и хоспис получит лишь часть наследства, эквивалентную затратам. За 4-комнатную квартиру хоспис будет стараться на совесть, чтобы этот паралитик прожил весь необходимый срок и даже дольше. Уходя из квартиры, я посоветовал племяннику вызвать уборщиков. Дяди полмесяца точно не будет. У меня руки чесались внести данные этого больного в очередь на хоспис, которая подойдет как раз к выписке, если ему повезет. ОМС будет волосы на себе рвать везде, где растут. Дядька обойдется ему в копеечку, а не заплатить нельзя. Скандал в адрес скорой обеспечен. Вот пусть Хазин и отбивается. Женьку они не тронут, она 2-й номер, а я уже буду, как вольный ветер, не достать. В гнойной хирургии университетской клиники первого меда парализованного деда приняли радостно, его сразу окружил десяток студентов. И я понял, если эти упыри анализами не уморят нашего больного, будет чудо. У племянника еще есть шанс получить квартиру дяди. На выходе из приемного мы, не сговариваясь, прошли через дезинфекционный шлюз, предварительно накрывшись шлемами. Пусть лучше от нас воняет химией, чем мертвечиной. За что я был особенно благодарен напарнице, она за все время произнесла не больше 10 слов. Когда мы вышли из приемного отделения, ее словно прорвало. Вопросы сыпались один за другим. Зачем турникет? Неужели у него есть шанс выжить? А если я приеду на такой вызов, и мне также действовать самой или вызывать еще одну бригаду? В конце она всплеснула руками и произнесла удрученно: «Ну зачем вы уходите?» Я нажал на коммуникаторе бригады завершение вызова и спросил: «Тебе как отвечать, с конца или с начала?» Она хлопнула глазами. «Что?» — сообразил и ответил: «Сначала». В мертвой руке в результате длительного сдавления накопилось очень много токсичных продуктов распада белков, в частности, белка миоглобина. Если оставить руку свободной, вся эта дрянь пойдет в кровь и забьет канальцы почек, отравит печень и сердце, разовьется тяжелая форма почечной недостаточности. Тогда надо будет подключать больного к искусственной почке или аппарату гемофильтрации. Это минимум 2 недели, максимум месяц. Свободных аппаратов сразу не найти, придется ждать, и тогда дядька наверняка умрет. А я хотел дать ему шанс еще пожить. Шанс, о котором ты спросила, есть, хоть и небольшой. Но даже этого мизера мы лишать его не вправе. Если ты попадаешь на вызов, где для спасения человека тебе нужна помощь, вызывай еще одну бригаду. Это как в случае с массовой катастрофой. Там, конечно, бригад вызываем больше по количеству пострадавших, но даже в случае с одним больным ты одна физически не сможешь справиться с ситуацией. 2 рук мало. Водитель может только принести недостающее оборудование из машины. Звони и делай, что можешь по инструкции. Если видишь кровотечение, останавливаешь, боли купируешь. В ДК есть спецменю для таких случаев. И помни, карта, в которой ты от руки опишешь ситуацию, это твоя защита от ненужных вопросов лечебного отдела и прокурора. Она кивала, хотя все это знала, должна уже знать. Но опыт приходит со временем, а он позволяет действовать, не задумываясь, на рефлексе. Это то, чего не хватает молодым специалистам в критических ситуациях. Они часто теряют драгоценное время на поиск решения, которое уже вшит в инструкцию. Важно только помнить его и сразу вспоминать. Теперь насчет твоего последнего вопроса. Зачем я ухожу? Ответить прямо я не могу, так сложились обстоятельства.
Я не ушел бы, кабы так не сложилось. Взять отпуск на неопределенный срок я не могу, никто не даст. Но могу уверить тебя, что как только обстоятельства изменятся, я вернусь. Она открыла рот, и я ее перебил. Я не могу сказать, что это за обстоятельства. И ты, как человек, причастный к гостайне, а твой жених человек непростой, так ведь? Она захлопнула рот и кивнула. Так вот, ты должна понимать, не все можно рассказывать. Ну вот, я закрыл твой гештальт, а то будешь мучиться. Она улыбнулась и ничего не ответила. Я заметил в ее поведении черты, характерные для нашего Буськи, котенка, когда он был еще маленьким. Он ни на шаг не отставал от нас, использовал любую возможность, чтобы прижаться, помурчать, пожамкать лапками. В Жене, видимо, это свойство проявлялось подсознательно. Это нормально, но не должно затягиваться. Инфантильность, как источник непосредственности, рано или поздно, по мере взросления, становится вредной. Первое должно исчезнуть, а вот второе никогда не вредило для установления отношений, если проявлялось в меру. Непосредственность, как и искренность, могут очень легко граничить с хамством и бескультурием. Справиться с этим помогает воспитание и этикет. Булгаков врожденный этикет назвал проявлением крови, наследуемым качеством, но мне кажется, это уже вымысел автора. Воспитание потому так и называется, что привносится родителями и учителями. Наследственность дает основу для формирования личности, уравновешенность, нервозность и вспыльчивость, скорость мышления, память, но сама личность все-таки формируется средой и семьей. Что это доказывает? Ну, хотя бы я. Яркий, хоть и неприменимый пример. Должен был вырасти в машину убийства, фашиста, садиста, негодяя, умного, хитрого и предприимчивого. Но после рождения попал в руки советского, российского офицера спецназа, и вот получился вроде нормальный такой гражданин. Не без грехов, конечно, но все-таки не то, что пытались заложить генетики в мою сущность. Женины вопросы возбудили во мне потребность еще раз подумать о проекте «Вектор». А если мой случай стал не успешным результатом эксперимента, а как раз неудачей, ошибкой, промежуточным результатом, потому и эксперимент острый. То есть после подтверждения результата мы все подлежали уничтожению, а должны были появиться еще 10 младенцев от других 10 пар, обреченных подопытных семей, но уже с другими свойствами. Я старался не поддаваться ощущению омерзения от цинизма и беспринципности, заложенных в проекте «Вектор». Сколько человек хладнокровно и цинично приговорил Эльвира Ивашкевич. Отцу я не мог не верить. Представить эту картину, как врач-женщина, сама, возможно, мать хладнокровно, пускает ядовитый газ в кувезы грудничкам. В голове не укладывается. Людоедство какое-то. Как новорожденных котят топить. Судьба меня плавно подталкивает к разрешению загадки моей личности. Может быть, мне переквалифицироваться в молекулярного генетика и попытаться разобраться в самом себе? Женя уселась в салоне машины, дождалась, пока я залезу на переднее сиденье и, всунувшись в кабину, пробормотала в ухо мне. «Я вас расстроила своими вопросами? Простите». «Ничего, Женя, все нормально. Отходной фуршет будете устраивать?» «Да, в том же баре, где мы отмечали рождение моего сына в прошлый раз». Она улезла обратно в салон и затаилась. Как я понял, замышляла коварство, в хорошем смысле. Когда мы, отдежурив после утренней конференции, где я попрощался с сотрудниками, пообещав вернуться, когда смогу, и отвечая на вопрос, куда ты уходишь, отвечал уклончиво. «Хочу попробовать себя в науке, есть интересная тема. Не могу пока сказать». Женька пустила слух, будто меня пригласили то ли в Институт космических исследований, то ли в Институт медико-биологических проблем. Но дело секретное, и потому от меня ничего не добиться. Она как бы догадалась сама, поэтому все не точно, но как бы вот так. Ясно, что обе эти организации близки к обороне, поэтому трепаться нельзя. Я сообщил, что фуршет начнется для окончивших дежурство и прочих незанятых в соседнем с подстанцией баре в 10 часов, чтобы не нарушать закон о продаже алкогольных напитков. Кто может и хочет, приходите.
Утром Женька от меня отлипла, а я до выхода за ворота ее не видел. Зайдя в бар, я договорился с администратором, что они принимают заказы от всех, кто сообщит, что явился по приглашению Зорина. Поэтому я занес в кассу весьма солидную предоплату, предупредил, что, уходя, окончательно рассчитаюсь по количеству выпитого и съеденного. Утренние посиделки с алкоголем — это возможно только там, где дежурят ночами. Конечно, медики не одни такие, есть пожарные, полиция, другие экстренные службы. В середине прошлого 20 века один врач-анестезиолог писал неплохие повести и романы о коллегах, и у него есть очень легкая и приятная книга с простым названием «Хочу, чтобы меня любили». А кто не хочет? Кому-то это безразлично, а кто-то предпочитает, чтобы боялись. И все-таки, когда тебя любят, особое ощущение. Не восхищаются, преклоняются, а просто любят, по-человечески тепло. И ты понимаешь это, когда уходишь, временно или навсегда. Я уселся в баре в уголок, чтобы видеть дверь, чтобы видеть, много ли человек на подстанции меня любит. Можно смеяться, конечно, но я не думаю, что кого-нибудь, кто, как тот врач, хотел этого, не воспользоваться моментом, чтобы хоть так потешить свое самолюбие. Надеюсь, это не грех гордыни. Надо сказать честно, я был более чем удовлетворен. Даже если треть или половина пришли просто, чтобы пожрать на халяву, я уверен, меня любят. Как? Не знаю, но ясно, что не в сексуальном понимании. Как товарищ, коллегу, просто человек. А это немало. Женя явилась с молодым человеком, попросил уже сытых пьяных коллег освободить местечко напротив меня и, усадив высокого тощего парня, сказала: «Алексей Максимович, вы хотели познакомиться с моим женихом? Вот он, Константин Лагутин». Она внимательно поглядела мне в глаза и добавила: «Я его предупредила, что с вами можно». Я не удержался от смешка. Вот как. Будущий гений российской физики. Я воспользовался моментом, что нас никто не слышит, и негромко спросил, после того, как поздоровался с Лагутиным: «Это ты сама так решила?» Она покраснела и помотала головой. «Я обязан докладывать, вот, Костиному, как его?» «Куратору», подсказал Лагутин. «Ну да, и он сообщил нам, что вы допущены к этому уровню, то есть с вами можно». Она смутилась. «А вы кто?» «О боже, женщина, имя тебе любопытство». «Врач», — ответил я, — «обычный врач, а Костя обычный студент. А давайте серьезный разговор оставим для другого времени и места». Лагутин старался не выдавать нервозности, но она проявлялась. Он чего-то боится. Женя окончательно смутилась и убежала, чтобы взять себе и Лагутину безалкогольные коктейли и немного чего-нибудь на завтрак. Костя наклонился ко мне. «Извините, Женьку, она хорошая». «Я это отлично знаю. Чудесная девушка. Она мне все уши про вас прожужжала». Костя усмехнулся. «Если бы вы не были ее намного старше и женаты, я бы заревновал. Но сейчас вижу, она не одна так. К вам действительно хорошо относятся знакомые, и ее восторги закономерны». «Спасибо», — честно ответил я и предложил. «Константин, я думаю, мне лучше вам задать несколько вопросов в другой обстановке. Предупрежу, это не имеет отношения к вашей теме. Есть просто одна загадка физическая, а мне очень хочется ее разгадать. Обращаться к ученым мужам, сильно занятым, и, что греха таить, зашоренным догматами, типа «это не может быть», я не хочу. Пустая трата времени. Мне нужен умный человек с неограниченной фантазией, понимаете? Поэтому я решил поискать студента-выпускника». Я поднялся. «Здесь шумно и жарко, давайте выйдем и прогуляемся». Женя уже сидел рядом и своими птичьими черными глазками сверлил то меня, то Лагутина. Она всасывала через трубочку молочный коктейль и молчала, не сводя с нас глаз. «А можно и мне?» — выпалила она. Я не ответил, предоставив решать Лагутину. Тот мешкал с ответом, и я его выручил. «Мы будем обсуждать один, пока небольшой секрет, Жень». Мы выбрались из-за стола. Я успокоил взволновавшихся моим уходом коллег и администратора, что скоро вернусь, и мы с Константином принялись неторопливо бродить в палисаднике рядом с баром. Я минуты две не знал, как начать разговор. «Алексей Максимович, я приехал по просьбе Жени», — сразу заявил Лагутин. «Мне пришлось отменить одну важную встречу. Давайте немного ускоримся, извините». Я согласился с ним, что тянуть не стоит.
Меня интересует возможность перемещения во времени, Костя. Он дико поглядел на меня, потом на висевшую на его руке Женю и снова на меня. И во взгляде ясно читалось, это розыгрыш или что. Я решил его не нагружать и не шокировать. И так он уже обалдел от идиотизма моего вопроса. Сейчас набросится на Женю, она совсем ни при чем. Теоретически, Кость, меня интересует все, что может хоть как-то объяснить образование переходов из одного времени в другое. Он фыркнул, не зная, что ответить, а я видел, что ему очень хочется послать меня как можно дальше. Я очень надеюсь, что это не розыгрыш от Ростика, который обожает снимать вот такие ролики. Нет, успокоил я Лагутина, это не розыгрыш. Я хоть и не официально, но вполне серьезно занят этой загадкой. В нашей реальности, в частном случае, нашей науке, время имеет условное значение. Не материя и не энергия, но оно подчинено гравитации, а значит, все-таки что-то материальное в нем есть. И его можно оцифровать и вынудить подчиняться. Нужно найти, какие физические воздействия для него значимы. Я не предполагал, что тему эту кто-то может поднять. Мало того, что она не имеет смысла в реальности и прикладной науке, так если допустить ее возможность реализации, она опасна. Лагутин мгновенно понял то же, что и я, когда осознал реальность перемещения. Поэтому я все-таки задам еще раз вопрос. Кто вы, доктор Зорин? Какое отношение к сверхсекретной теме может иметь просто врач или не просто? Впервые я пожалел, что Самсонов не присвоил мне каких-нибудь званий и должностей. Хорошо, объясню, Константин. Я имею отношение к службе безопасности, являюсь внештатным экспертом. Врач прикрытия. Сейчас я вынужден уйти с этой работы, потому что тема, как вы заметили, при всей ее фантастичности важна и опасна. И у меня нет возможности дежурить сутками и одновременно заниматься ее решением. Адрес, где мы с вами можем безопасно встречаться, я переслал в ваш костюм. Мой номер телефона тоже. Костин взгляд метнулся к внутреннему экрану на шлеме киберсьюта. Да, там уже все отражено. Ходить с непокрытыми головами по февральскому морозцу опасно. Поэтому у всех нас были наброшены шлемы, как капюшоны. А киберсьюты подают к голове потоки теплого воздуха, чтобы уши не мерзли. Я расскажу вам одну историю, рассказ. Написан он был в середине прошлого века. Чтобы у вас не возникло аналогии, и вы не подумали, что с вами поступает так же. Так вот, в сюжете рассказа такая вот история. Очень важный государственный чиновник вызывает к себе знакомого физика и показывает ему фильм, документальную съемку, как на экране, без каких-то реактивных и винтовых приспособлений летает молодой человек. У него за спиной что-то типа рюкзака, под ногами платформа, похожая на скейтборд, и он свободно летает, меняет направление вверх-вниз, и на этом пленка обрывается. Чиновник сообщает, что этот человек, ученый-одиночка, создал устройство, влияющее на гравитацию, и вот он летал на нем, но потерпел аварию, аппарат разрушен, человек погиб. Все, что осталось, вот эта запись на любительскую камеру скверного качества, где не видно деталей устройства, книги, которыми пользовался погибший Самоделкин, обломки этой доски. Он ничего из чертежей расчетов не оставил. Ясно одно, создание этого аппарата возможно. А раз получилось однажды, значит, можно повторить. И ученому поручается раскрыть загадку вот этой летающей доски. У ученого нет сомнений, его не разыгрывают, все серьезно, и чиновник, и деньги, и документы. Значит, надо делать. И он берется за решение, уже уверенный в успехе. Проходит время, и он представляет чиновнику гигантский бочонок, привязанный к электрощиту проводами. Но этот бочонок летает. Загадка механики и физики, левитации и антигравитации раскрыта. Осталось усовершенствовать прибор, а это уже дело техники, технологии и времени, денег. Чиновник благодарит ученого и сообщает, что фильм — фальшивка. Никакого Самоделкина не было, все придумано лишь с одной целью — избавить ученого от сомнений, что создание антигравитатора возможно. И он его создал. История — это фантастический рассказ. Не помню автора, но очень точно отражает суть работы человеческого разума. Снимите внутренний запрет, и для вас не будет границ в решении задач. Как у Вселенной нет реальной границы, а лишь воображаемая.
Лагутин и Женя внимательно слушали. «Я понял, но у вас ведь нет обломков книг и фильма», — усмехнулся он. «Полно», — ответил я, — «и что меня совсем не радует, их становится все больше и больше. Так что думайте, Костя, я вас не разыгрываю. Я могу об этом поговорить с Ростиком?» «Это который обожает вас разыгрывать?» — Лагутин кивнул, а я продолжил. «Да, только не в лоб, он вам не поверит без доказательств, так как вы мне сейчас поверили. Все я вам представлю завтра, вот по этому адресу, приезжайте к 10 утра, привозите друга. Все подробности узнаете там. И еще, если заметите слежку, не удивляйтесь и не бойтесь. Я думаю, мой куратор с вашим договорится, опасности не будет». «Мы уедем?» — спросил Лагутин. «Конечно, а я пойду еще немного посижу с коллегами и закрою фуршет». Часть 3. Феномен Паули. Ростик. Физики оказались довольно пунктуальны, по-питерски, то есть опоздали всего на полчаса. Впрочем, я на них был не в обиде, потому что Петров написал, что обязан посидеть над текстом диссера. Профессор, бывавший у нас каждый вечер, мне сообщил, что пока не видит нужды в наших совещаниях. Все и так ясно. И новых данных, как-то изменяющих уже известные факты, нет. Чего я реально хотел от Лагутина? Чтобы он с его товарищем решили загадку, которую до сих пор мировая физическая наука считает неразрешимой? Если так получится, хорошо. Если нет, плакать не станем. Значит, еще не время. Или, что мне было бы обидно, Лагутин и его друг, не те люди. Я получил от Самсонова все, что запрашивал по Збруеву. Ничего существенного в этих данных не было. Обычный предприниматель, на удивление честный, без лукавства. Как он сам себя называл, православный бизнесмен. И все-таки меня не оставляло интуитивное ощущение, что вся эта история с попаданием в прошлое с ним, кроме его бригады и дрона, как-то явно связана. Может, мне познакомиться с ним в наглую? Нет, не стоит, лучше это сделать через племянника Лагутина. Парню 20 лет, он заявлен на кафедре как физик-экспериментатор, и, как у многих ученых такого рода, у него есть свой теоретик, который рассчитывает все безумные идеи изобретателя. Я от Самсонова получил досье и на этого мальчика, Ростислав Львович Фельдман. Его папа учитель математики, мама Татьяна Михайловна Лазарева. Так что фамилия Ростика хоть и относит его как бы к иудеям, на самом деле семья православная, и сами они себя считают русскими. Бог с ними. Мне это все не важно. Ростик математик-виртуоз. Что это значит? Он выигрывает олимпиады не только точностью или оригинальностью решений заданий, а еще и скоростью. Впрочем, простым смертным этого не понять. За полчаса взять интеграл или за 10 минут. Нам-то какая разница, главное уложиться за академический час. Хорошо, что для меня его язык не птичий, и объяснения Фельдмана мне будут понятны. Должны быть понятны. Я заварил чай, всыпал обжаренные зерна арабика в кофемашину и разобрал привезенные с собой продукты. Юные мозги питать надо. Парни явились чуть припоздав и принялись извиняться, объясняя, что запутались в переходах метро. Не мудрено, нынешнее метро в Москве лабиринт, даже с навигатором легко заблукать. Фельдман на голову ниже Лагутина и в 1,5 раза шире, но не толст. Скорее коренаст, такой типичный коротконогий киперстенник с большой головой и в очках. Вместе юные физики смотрелись как пара комиков, чем вызывали у меня непременную улыбку. И я, чтобы ее скрыть, наклонил голову и протянул руку. «Зорин, проходите, ребят, чай, кофе или позавтракать желаете?» Лагутин представил мне Ростислава, ему меня, и они, отказавшись от еды, спросив только чаю, сели в гостиной и, сложив руки на коленях, принялись ждать, когда я им принесу чай и выложу все тайны и секреты. Пока чайник закипал, я начал с фотографий Карла Вернера. Они рассмотрели без особого удивления, мотор, в земле. Увы, но они не знали истории КРЭТ и того, что данный мотор
с этим серийным номером был изготовлен в середине 40-х годов, а сама корпорация возникла только в 2009-м. Пришлось их немного просветить в этой теме. Первым отреагировал Лагутин и тут же, сощурившись, подозрительно спросил: «А это не тот случай, как в вашем рассказе?» «Нет», — ответил я. «Останки этого мотора есть, и они не поддельны. Точно такой же сейчас где-то летает в бригаде лесорубов-мебельщика Збруева». «У дяди Паши?» — удивился Лагутин. А я продолжил, выкладывая мальчишкам все, что касалось светопреставления. Потом добавил документы немцев и рассказ Кожи на летающем вагоне. Эта история парней рассмешила. Но число фактов явного проникновения в прошлое из настоящего их начинало давить, и недоверие исчезало. Фельдман изменился, попросил включить компьютер и ушел в мир иной минут на 40. Я без опаски выпустил его в сеть, зная, что каждый его шаг отслеживается, и при попытке слива секретов в соцсети контакт будет прерван, а любое сообщение удалено. Лагутин попросил чая с печеньем, и мы ушли на кухню. Я видел по лицу, что его мучает какая-то идея, но он не может ее сформулировать. Торопить не решался, пусть думает. И, наконец, он высказал то, что узнал и я отсюда. 11 часов. Это явление длилось 11 часов, и я могу связать это только с одним фактом. «Выкладывай», — предложил я. «Пока не понимаю связи, но есть призрачная ниточка», — он отставил чашку. «Когда мне было 12 лет, я жил у дяди Паши, а он тогда только начал заниматься мебельным делом и лесоразработками. И как-то мы с ним вечером сидели за шахматами. Он пожаловался, что ежевечерние рейсы с аккумуляторами от техники для подзарядки влетает ему в копеечку. Каждый куб добытой древесины дорожает из-за этого на четверть. Тащить туда дизельную станцию или солнечную панель тоже дорого. И я ему рассказал об эксперименте Тесла, как он передавал энергию от антенны трактору, и тот пахал землю. Я даже сделал маленькую модель. Дядька попросил рассчитать ему большую установку, которая могла бы передавать киловатты электроэнергии без проводов и принимать ее за десятки километров. Я посчитал и дал ему схему. А на следующее лето он привез меня в Залучье, показал кучу деталей, сказал: «Собирай». Я за месяц ему собрал передающую станцию и приемную, а чтобы луч энергии не глушился кривизной Земли, я применил вертикальную поляризацию луча, понимаете? Я кивнул. Да, это логично. СВЧ-луч идет по прямой и пронзает ионосферу, как горячий нож масла, не отражаясь от нее, но и не огибая земную поверхность. А значит, чтобы он шел вокруг Земли, его нужно поляризовать по вертикали и перехватывать хотя бы верхнюю часть, которая остается от прохождения по горизонту. Конечно, это не вокруг, это по касательной, и если передающую станцию поднять повыше и принимающую, они смогут связаться как бы лентой, которая нижним краем пройдет по земле, а верхним достигнет принимающей антенны. Часть энергии, конечно, потеряется, но другая доберется, и после преобразования зарядит аккумуляторы техники. Лагутин помолчал, а я вспомнил странную конструкцию, что увидал через Збруевский забор в Залучье. Вот что это такое, передающая станция. Вот почему за участком по берегу реки тянется довольно мощный ЛЭП. Станцию надо питать. Ну, послушаем дальше. Какова мощность станции?» — спросил я. «Порядка 500 киловатт. На выходе стоят 2 резонаторных клистрона, каждый по 200. Вот подобрал похожие по характеристикам посеребренные волноводы до антенны. Вообще эта станция тоже недешево обошлась дяде, но за...» — он прикинул. 9 лет эксплуатации уже раз 5 окупилась. Там и река рядом. Мы наладили двухконтурное проточное охлаждение анодов. Частоту я взял между 30 и 35 гигагерцами. Выше 40 влага воздуха и газа сильно поглощает энергию луча. А в приемном устройстве какова получалась мощность сигнала? Но я уже догадывался об ответе. Около 50 киловатт. Потери значительные, но важно, что луч не задевал жилых строений. В туман или дождь передавать не имеет смысла. Поэтому дядя выбирает участки таким образом, что можно передавать, не нанося людям вреда. Только, он гыкнул, если он
пересекает дорогу, электроника машин сбоит. Главное, не остановиться в потоке. Дрон, когда попадает, если не вырвется из луча, упадет. 500 киловатт — это у самой антенны. От 300 до 200 на середине маршрута. Ну а если не сидеть в излучении, не опасно. Пролетел и ладно. Но немецкие разведчики сварились. А значит, там было совсем не 500, а сотни тысяч или миллион киловатт. «Да, по инструкции для бригад, — продолжал Лагутин, — зарядка станции начинается в 9 вечера и заканчивается в 8 утра. 11 часов. Да, все рабочие оснащены регистраторами СВЧ-излучения и предупреждены после 9 вечера из бытовок не выходить, помещения экранированы и заземлены. Но как луч, в общем, не слишком мощный и не слишком высокой частоты, не имеет отношения к временному коридору». Я пожал плечами. Связь пока условная, со слов немецких солдат. Явился Фельдман. Он встал в дверях с рассеянным взором, держа в левой руке планшет. «Я покопался в открытых источниках. Если мы знаем, что факт перехода в прошлое реален, то это подтверждает гипотезу Хокинга о параллельных вселенных, о параллельных реальностях в рамках одной вселенной. Черные дыры — место, где время относительно нашей реальности стоит или движется обратно с той же скоростью. Но правильнее сказать, в материальном отношении время — это рельсы, по которым движется материя и энергия, если использовать аналогии паровоза. Я тоже вспоминал Хокинга и его книги «Краткая и кратчайшая история времени», но для пробоя реальности в прошлое нужны энергии, сравнимые с энергиями в центре звезд и галактик. Из розетки ее не возьмешь, и никакая станция подзарядки Кости Лагутина этого не сделает. Но факты — вещь упрямая. Они утверждают, переход возможен. Так вот, Фельдман сконцентрировал взгляд на кофемашине, если дадите капучино, я вам докажу, что переход возможен. Я рассмеялся и, выполняя просьбу Ростика, выбрал на автомате программу и принялся пенить молоко в кружке. Это уже доказано, дружище, надо объяснить. Ну да, так вот, время отстояния от точки инициации перехода прямо пропорционально энергии, вложенной в создание кротовой норы. Чем выше энергия, тем глубже назад можно открыть дыру, и тем больше масса может через нее пройти. «И какая энергия нужна для переноса на 110 лет?» — быстро спросил Лагутин. «Не меньше 200 мегаватт, и частота навязанных колебаний материи около терагерца, то есть на нижней границе инфракрасного излучения. Для стабильности дыры важна стабильность частоты, чтобы она держалась в границах сотни мегагерц. Тогда девиации временных отверстий не превысит нескольких часов или дней». Фельдман еще раз пробежался пальцем по планшету. «Но это пока чистая теория. Костик, ты можешь представить, я не говорю о создании высокостабильного терагерцового генератора». «Низкочастотный лазер», — сразу ответил Лагутин. «На основе неодима уже есть инфракрасный лазер, и их применяют для создания высокотемпературной плазмы. Когерентное излучение высокостабильно». Я поставил перед Ростиком чашку с капучино. Сахар, печенье. Ну и как объяснить, если допустить, что установка Кости как-то инициировала возникновение и поддержание в течение 11 часов образования дыры, появление таких вот мощных излучений? Фельдман разум вытянул полкружки, поперхнулся. 11 часов! Так утверждают немецкие солдаты в рапорте. Светопреставление длилось 11 часов, потом словно его выключили. Может быть, солнечная буря прорвалась до Земли и наложилась на луч? Ага, на полюсах она дальше стратосферы не прорывается, вызывает полярное сияние, а тут прямо в Землю. Это пуля какая-то солнечная, а не буря. Да и солнечное излучение — это не лазер, а какофония из частот от сверхвысоких до радиодиапазона. Поэтому, кстати, полярное сияние разноцветное. А вот это похоже, добавил я. Немцы описывают светопреставление как вертикальные разноцветные световые столбы, то есть излучение было явно некогерентным. Но в любом случае, Лагутин налил себе еще чашку чая, ясно, что мой луч сложился еще с каким-то, но я не представляю, откуда он. А давайте спросим того, кто может знать, предложил я и поручил Зуду связаться с Самсоновым. Тот появился на экране в зале. «Эй, бездельники, кто меня вызывал?»
Мы разом вышли из кухни в гостиную. «Здрасте вам через экран», — помахал я рукой генералу. Тот был благодушен и расслаблен. «Это те, о ком я думаю, или...» — поддержал икру в одесский диалект Самсонов. «Восходящее светило российской физики», — представил я ребят. «Костя Лагутин, его напарник, Ростислав Фельдман». «Везде наши люди», — улыбнулся Самсонов. «Так зачем вы оторвали меня от важных государственных дел?» «Для решения не менее важных государственных загадок, Леонид Яковлевич. У нас тут не сходится одна головоломка. Фрагментика не хватает. Большого. На несколько сотен мегаватт», — отшутился я. «Мы ищем сверхвысокочастотное направленное излучение высокой мощности, которое проходит или пройдет через точку», — я продиктовал координаты на берегу Паламети. «Южнее деревни Починок или рядом. Площадь, как вы помните, около гектара». «Ждите, я задачу кое-кого». «А это кто?» — оправился от неожиданного диалога Фельдман. «Начальник управления кибербезопасности ФСО генерал-лейтенант Самсонов, мой куратор». Лагутин покраснел. Как я понял, его опекун от ФСБ рангом пониже и намного, капитан или майор. Ну, по задачам и куратор. Думаю, Костя быстро перейдет в высшую лигу. Мы не успели вернуться на кухню, как экран снова засветился. «Бездельники, лоботрясы, невежды, все у вас под носом, сами могли бы все узнать», — гремел притворно Самсонов. «Вот, держите из новостей месяц назад. Ни о чем вам не говорит?» На экране появился пост об эксперименте по передаче энергии на расстоянии. В Сосновом Бору на Лен-АЭС возведена установка по передаче электроэнергии без проводов. Это не радиотелескоп. Мощность энергостанции 100 мегаватт. Приемная тарелка расположена на острове Городомля, озеро Селигер, НПО «Звезда». Этот эксперимент, названный в честь известного сербского ученого Тесла, открывает новые направления в энергетике, особенно в системе космической связи с одновременным энергообеспечением. Передача электроэнергии сочетается с отправкой и получением сообщений по радиолучу, которому ничто не помешает в открытом пространстве. Первый этап «Сосновый Бор» Городомля начнется 1 марта 2053 года. Новости надо смотреть, разгильдяи, а не тревожить начальство по пустякам. Луч этот проходит как раз через участок с твоими координатами. Дураком меня выставили, засранцы. Фельдман оскорбление Самсонова пропустил мимо ушей, погрузившись опять в расчеты. «Костик, попробуй узнать частотные характеристики луча от Соснового Бора и дай мне их от твоей установки», — пробормотал он, уже отрешаясь от окружающего мира. Я не скрывал радости, наконец дело сдвинулось с мертвой точки, а разрозненная картинка обретала четкость. «Ребята, идите посчитайте пока на кухне, а я пообщаюсь с генералом», — предложил я физикам. Парни ушли, а я придвинулся к экрану. «Еще раз здравствуйте. Ты посвятил инженера Бегму?» «Да», — признался я. «А он растрепал?» «Нет», — Самсонов, похоже, не упрекал меня. «Все нормально. Но он начал немножко суетиться». «Это как?» «Заказал на Алиэкспресс по ящику дешевеньких сибираций, 50 штук с гарнитурами. Нахрена ему столько в лесу? И столько же коллиматорных прицелов. Вопрос тот же, ответ очевиден. Он хочет в случае заноса оказаться намного подготовленнее. Медикаменты не заказывал? Тактические аптечки, рюкзаки? Нет, но все впереди, я думаю. Оружие? Нет. Но я посмотрел. Все в бригаде имеют охотничьи билеты. У каждого дома или сайга, или что-то еще ненарезное крупного калибра. Ты чего хочешь? ДРГ забросить или чтобы этого не было? Чтоб не было, ответил я. Но если все-таки случится, чтобы мужики наши не оказались в аду с голыми задами против танков. Так понятно? Вполне. Что выяснил у этих умников? Пока немного, но есть намек, что катаклизм как-то связан с перехлестом двух лучей от СВЧ-передатчика Збруева и более мощного из Соснового Бора. Сейчас Фельдман строит математические модели этого явления, чтобы разобраться в механике образования временного переноса. Если я верно понял тебя, не включение этих установок исключит событие? Да. Самсонов потер ладонь. Я тебя к награде представлю, Леш, правительственный. Штирлиц? Решил Санрайз кроссворд.
Спасибо, конечно, но теперь этот процесс не остановить. Вы же не убьете этих ребят, чтобы исключить развитие этой теории. Взгляд Самсонова стал тяжелым. Ты в своем уме? Они на кухне у тебя сидят, а ты открытым текстом. Леонид Яковлевич, я нарочно, чтобы у вас и мысли не возникло. А то мне придется вам помешать, процедил генерал. Не делай из меня монстра. Но если не хочешь, чтобы их реально грохнули, предупреди, что темой этой они могут заниматься только тут и больше нигде. Уровень секретности наивысший. Еще, скажи, что скоро им подготовят пансионат под Москвой. Тюремного типа. Будут там жить и работать. Пока так. Самсонов отключился. Зашибись. Приехали ребята чайку попить. Я вышел в кухню, где шло бурное обсуждение задач. «Ты понимаешь, — кипел Лагутин, — можно до опупения перебирать варианты, но без конкретных данных, полученных в ходе эксперимента, ты как слепой котенок». «Да, — согласился Ростик, — хорошо бы, во-первых, снять все АЧХ с точек образования переходов, а во-вторых, еще и нырнуть туда и сделать снимки звездного неба, чтобы точно связать время цели с условиями. Тогда я выведу уравнение для всех параметров. Но как ты это сделаешь?» «Нужно собрать зонды, например, на базе дронов с камерами вверх, и все датчики разместить по площади, промаркировать, и потом дистанционно включить установки. Всего делов. Так, парни, я вас огорчу, но теперь вы живете здесь и не можете выйти». Физики застыли с раскрытыми ртами, уставившись на меня. «Это незаконно!» — завопил Фельдман. «Вы не имеете права!» «Это не мое решение», — попытался я объяснить спокойно. «Вы влезли в государственный секрет высшего уровня. Лагутин вон понимает, чем грозит вмешательство в прошлое. Так что теперь все, что вы будете делать по этой теме, под жесточайшим контролем». «И все равно так нельзя», — пробурчал Ростик. «Это незаконно», — повторил он. Лагутин молчал с мрачным лицом. «Давайте без нервов подождем. Сейчас генерал решает все эти вопросы. Я буду с вами, чтобы вам не было скучно». «У вас своя семья», — усмехнулся Костик. «Неужели не хотите к ним?» «Хочу», — признался я, — «но пока от меня там проку нет. У нас лекции, семинары, коллоквиумы. Вы понимаете, что хвосты такие вырастут? Не отработать вовек». Я вздохнул. «Я все понимаю. Но лучше хвостатый живой студент, чем мертвый, когда его долги уже никого не волнуют». Аленчик, кажется, сильно расстроился. Но он тоже понимает. Тема выходит из-под контроля. Не эти пытливые умы соберут установки и проведут эксперимент, так другие. Пусть уж лучше эти, чтобы ни одна цифра, ни одна формула не вылезли наружу. Исчезнувшие. Я мысленно перекрестился, что живем мы не на Западе, где службы не церемонятся и сперва стреляет, потом думает. Наш все-таки думает, уж потом стреляет. Сначала в воздух. Самсонов — это единственный мой знакомый генерал спецслужб и очень высокий чиновник по должности. Я его уважаю, даже немножко люблю. Почти как члена семьи. Во-первых, потому что несколько лет назад сам раскрыл нашу подпольную группу. Во-вторых, потому что оказался не сволочью и карьеристом, а нормальным мужиком, который при иных условиях и сам бы примкнул к отцу и охотно приговаривал бы маньяков, педофилов, коррупционеров-беспредельщиков к высшей мере социальной ответственности, на которую наше гуманное правительство наложило мораторий. Отец мораторий признавать не стал. Высшая мера одна и должна быть исполнена. И когда получившие пожизненные заключения убийцы, маньяки, педофилы через 20 лет строгача выходили по УДО, папка доводил начатое дело до конца. Он вообще всегда был очень строг к преступникам, особенно не терпел чиновников-коррупционеров, которым принципиальные судьи назначали по 10 лет условно, штрафы по несколько миллионов при хищениях в миллиарды, даже не задумываясь, насколько абсурдно выглядят такие приговоры. Папка им устраивал несчастные случаи, иногда и продажных судей отправлял следом за ворюгой. Впрочем, отец был всегда решителен. Мне он ничего не рассказывал,
Но я через его коллег-напарников из группы Аристея кое-какие частички информации о подвигах узнавал. Так, в конце 30-х он вычистил от мужчин цыганскую семью в Ставрополье, оставив в живых одних женщин и девочек. Причем никто так и не понял, что произошло. Это была не просто семья. Фашистское гнездо, выращивающее с младенчества беспринципных и жестоких бандитов. Там было все: рэкет и террор в школах, наркоторговля, рабовладение, похищение людей, даже соучастие в подпольной торговле органами. И всякий раз им или удавалось отвертеться и откупиться благодаря адвокатам и дыркам в законе, подставлять других людей, отсиживающих за настоящих преступников, или тупо подкупать судей. Отец решил эту проблему за 3 дня, оставив в усадьбе 30 трупов мужиков и мальчишек, и спящих женщин и девочек. Причем, по заключению криминалистов, все бандиты сами друг друга перестреляли, не поделив деньги и власть. И ни у кого не дрогнула рука, чтобы пристрелить всех, от самого барона до его правнуков, и потом еще расположить всех так, что ни у кого и подозрений не возникло. Никаких записей с внешних камер не осталось, а должны были быть. И никаких следов органики или чего-то нехарактерного для обычных бандитов. У всех обнаружились следы пороха на руках. Самсонова этот факт зацепил. Он признался мне, смущенно, что в его команде никто не пожалел погибших, но почуяли. Все было на самом деле не так, как представлено в материалах следствия. Боялся ли я за Костю и Ростика? Да, немного. Беспокоило меня не то, что Самсонов их ликвидирует, а что они сами что-нибудь дурацкое совершат. Из подросткового упрямства и непонимания серьезности темы, в которую вляпались отчасти из-за меня. Беспокоился я и о том, что генерал, не слишком полагаясь на меня, приставит каких-нибудь жестких парней, которые как раз воспитаны на американских боевиках, и сперва стреляют, то есть на приказ остановить его не догоняет, останавливает, а стреляют в спину, даже не по ногам. Мы прожили в унылом бурчании почти сутки. Парни получили разрешение созвониться с родными и близкими. В деканат их пришло письмо из управления Самсоновым, что студентов контора кооптировала для выполнения срочного секретного задания. Для института, где 3/4 преподавателей и студентов живут с допуском от 3-го и выше, это неудивительно. Лагутин и Фельдман хотели объявить бойкот, мол, предоставьте им абсолютную свободу в обмен на работу по теме. Кстати, как ее назвать, чтобы не было ассоциаций? Я предложил на выбор партизаны, как названа наша исследовательская группа историков, или Паламедь по имени реки, где зафиксирован первый эпизод трансвременного перехода. Ребята выбрали Паламедь. Итак, тема Паламедь или изучение физического механизма образования пространственно-временных сопряжений континуума. Утром следующих суток я играл в фэнтези-РПГ с Лагутиным, а Фельдман потребовал коробку клетчатых тетрадей. От руки писал варианты уравнений, при которых, как он назвал, на темпоральной несущей возникнут пробелы или лакуны, через которые можно перейти с одной несущей на другую. В игре наша маленькая, но бодрая группа паладинов, из которых 2 живых игрока и 3 программно сгенерированных персонажа, мечами и молитвами прорубала себе путь среди разных адских чудовищ к ценному артефакту в форме кельтского креста, увитого розами, попутно освобождая деревни и исцеляя больных жителей. Пришел Фельдман и объявил: получается, что перенос материи возможен только в прошлое, пока открыт коридор. Мы поставили игру на паузу. То есть попаданцы могут вернуться? Я все думал, почему у меня энергия уходит в минус. Оказывается, перемещение в прошлое и появление аналога материи вносит дисбаланс. Прогиб реальности под действием поля имеет коэффициент напряжения. Перенос материи создает эффект рогатки, как я назвал. Если материя другой реальности оказывается в точке переноса, и поле исчезает, ее выбрасывают в свою реальность. Там я вижу что-то типа рикошета. Энергия переноса вызывает прокол, но мне пока не удается понять куда. Важнее то, что накопленная в перенесенной материи энергия усиливает собственную энтропию перенесенных объектов.
Они постепенно, но значительно быстрее, чем в реальности своей, саморазрушаются. «Стоп», — сказал я. «Какова скорость нарастания саморазрушения?» «Чем дальше материя от точки перехода, тем быстрее. Точка закрывается после перехода, но материя оказывается как бы привязана к этому месту. Это как если вы через дверь переходите привязанным веревкой, дверь не может полностью герметично закрыться, пока вы не уберете веревку из проема. Если в результате перехода кто-то окажется там после выключения, здесь и там можно будет уловить искажение полей, электромагнитного, гравитационного, очень незначительно. И это отклонение поглотит гравитация Земли, но...» Ростик замялся. «Каждый материальный объект имеет амплитудно-частотную характеристику для своей реальности, отличающуюся от чужой реальности, понимаете? Ну как, если виниловую пластинку современную слушать на патефоне XIX века? Игла порежет дорожку, потому что не совпадает с более тонкой бороздкой. Раз послушайте, два, три, я на четвертый только шипение. Чем больше слушать, тем сильнее износ. Материальный объект постепенно будет испаряться, масса его будет уменьшаться». Мы смотрели на Ростика, а он продолжает объяснять полученные формулы в рамочках. То есть то, что батя и его отряд сидели в точке перехода, результат того, что они начинали уничтожаться при отходе на расстояние? Спросил я. А как же их налеты на Демянск? Не знаю, но вы говорили, что копатели у аэродрома нашли труп. Вот он умер. А если попаданцы погибали, то их трупов там нет. Они растворились за несколько лет. Видимо, что это не труп кого-то из бригады лесорубов. Они могли отобрать часть из пленных. А мы знаем, что они это сделали и, обучив их методам спецназа, подготовить и отправить в Демянск на задание, предположил Лагутин. Дядь Паша говорил, что у него в бригадах работает много бывших военных. Ростик полистал свои вычисления. Если бы мы провели хотя бы один эксперимент с замерами параметров полей, я дал бы более четкие вычисления и прогнозы. Надо воспользоваться тем, что есть. Через 3 недели запустят станцию в Сосновом Бору. Мы можем съездить на место Починка, там поставить регистратор. Ну, вы понимаете, Алексей Максимович, надо закончить эту тему. Буду ее разрабатывать дальше или нет, неважно, но я не могу все оставить вот так. Вы понимаете? Конечно, понимаю. Это как сидеть в сортире с проглоченной веревкой, когда половина вышла, а еще половина внутри. И вот как жить дальше? Не вытащить и обратно не втянуть. И уже ясно, что эта веревка, какой она толщины, даже из какого материала, а вот сколько ее еще там, и к чему может быть привязана. Вообще, какова ее другая часть? Ощущения примерно одинаковые. Маята. Ростислав, если вас это успокаивает, то ради бога моделируйте дальше, но я предлагаю подумать вот над чем. Какие аргументы надо предъявить нашему куратору, чтобы он смог убедить свое начальство продолжать исследования по перемещению во времени? До сих пор особых затрат это не вызывало. Финансирование нашей группы, работавшей с документами, не слишком дорого обошлось. С вами все иначе, но вы правы в одном. Глупо бросать наполовине. Кто-нибудь подберет. И вот тогда мы опять будем догоняющими, как уже бывало в истории России, и не раз. Да, вы рассчитали время саморазрушения материи в чужой реальности? Ростик покачал головой. Пока нет. Мне нужны экспериментальные данные для зацепки вычислений. Пока только допущения и теории. Мальчишки не поняли, что я имел в виду под бросить на полдороги. И пришлось объяснить. Изобретение радио, работа генетика, кибернетика — это только самое поверхностное, что я припомнил. Если бы мы по разным причинам не заморозили эти работы, оформили бы патенты, нам не пришлось бы потом лихорадочно догонять ученых других стран, понимаете? В нашей стране до хрена было открытий и изобретений, которые сейчас в мире считают не нашими. Только не надо мне говорить, что наука вне политики. Это ложь, которую навязывают нашим студентам умные подонки с вражеской стороны, чтобы перетаскивать вас, наивных и доверчивых, на свою сторону. «Вот вы и помогите нам», — проворчал Лагутин. «Мы все понимаем. Помогу, как смогу.
Наконец позвонил Самсонов и с экрана сообщил буквально следующее. «Сейчас подойдет минивэн, вас под охраной отвезут в пансионат, где вы будете жить в ближайшие недели. Вашим родным сообщили, что с вами все нормально, связь будет, скучать тоже не придется. Но этот небольшой срок нужен, чтобы вы могли спокойно заниматься темой, как сообщил Зорин. Полометь так и будет. Насчет эксперимента. Этот вопрос сейчас обсуждается, и я вам сообщу о решении. Где вы будете жить — секрет. Вам это узнать пока не нужно. Лагутин, вас ждет дипломная работа. Ваш научный руководитель будет к вам приезжать. Все лекции вы будете получать, как и Ростислав. Не сердитесь, ребята, нужно время, чтобы все уладить. Слишком уж все неожиданно и опасно. «Я с ребятами еду или могу повидать жену?» — усмехнулся я. «Я говорил с Валей, она сказала, что пока они справятся без тебя. А раз уж ты замутил эту тему, то тебе и опекать этих детей вместо няньки». «Что насчет Жени Симоновой?» — не дал я задать этот же вопрос Лагутину. «Она же будет искать Костю». «Уже решили, пока она будет работать, а через неделю привезем в гости на праздник. Если вы не забыли, мужики, 8 марта на носу. Подарки закажете на маркетплейсе, а мы организуем получение и доставку». Физики сидели ошарашенные от оперативности. Особняк, куда нас привезли, как мне шепнул Зуд, где-то на юге от Москвы, имел огороженный участок леса с 3-метровым забором, детекторами движения, камерами чуть ли не на каждом дереве, 20-метровый крытый бассейн, тренажерный зал, отдельные апартаменты с санузлами, лекционный зал или учебный класс с доской из матового стекла и кучей мультимедийной аппаратуры. Парни ходили по этому замку, и я припомнил мультик «Волшебное кольцо», только ахали. Добила Лагутину лаборатории за гаражом. Как я догадался, сутки Самсонову понадобилось именно на ее организацию, потому что большая часть приборов и станков стояла не распакованной. Но в ней можно было собрать что угодно, от танка до самолета небольших размеров. Мы с Зудом тоже немного удивились. Самсонов выступил в роли этакого Лаврентия Берия для Курчатова, только для 2 студентов. Я нашел каморку и для себя принял как неизбежность необходимость в ней жить. Когда уставшие от волнений и впечатлений парни разошлись по своим комнатам, я связался с генералом. «Ну, докладывай», — милостиво разрешил он. «Ребята в шоке, ходят и жмурятся, но, по-моему, довольны. Ты превзошел все их ожидания». «Я тебе никогда не рассказывал, да и вообще никому», — погрузился в воспоминания Самсонов. «Мой дед был ракетчиком, РВСН, но непростым. Служил на полигоне у озера Балхаш. И они там испытывали первые системы противоракетной обороны. Это 60-е годы прошлого века. И вот, кажется, в 60-м они провели успешный перехват МБР в космосе. И проверяющий им пообещал всем ордена, а офицеры своим кружком его обступили и попросили, мол, не надо орденов, разрешите приехать сюда женам. Генерал тот сказал, что постарается, и да, женам разрешили приехать и жить в расположении, но орденов не дали. «И к чему ты мне это рассказал?» — осведомился я. «К тому, что если парни сделают тему в рамках научно-исследовательских работ или научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, то и жены им будут, только официальные, и ордена. Ну и тебя не забудем. А помнится, ты хотел меня лет на 7 посадить в Блазнова?» «Первый подписал тебе амнистию по совокупности заслуг перед государством». «Не ты ли выступил адвокатом?» — усмехнулся я. «А ты знаешь другого человека с юридическим образованием, имеющего доступ к первому?» «Прав был папа, ты наш человек. Вот в память о твоем бате и о его заслугах и грехи ему списали, и тебя отмыли. Благодетель. Я Валь передам. Историки приедут? А они тебе нужны?» «Временами. Очень хочется после кампании технарей пообщаться с гуманитариями. Тебе оба нужны или одного лилового хватит? Да, Ваську привези, а тесть пусть женщинам моим помогает». Самсонов
С минуты смотрел на меня, потом, вспомнив, выговорил «Сибарит» и отключился. Ух ты, раньше Леня не блистал такими словечками. Я подумал, а не обидится ли мне на генерала? Обозвал, понимаешь, сибаритом. А он вообще знает, что это такое? Судя по роскоши особняка и той каморке, что мне в нем отвели, я к этому определению не отношусь. Я мысленно гордо стукнул себя в грудь, и Зуд, видимо, почуяв мои мысли или прочитав с обещанного мной и, наконец, встроенного энцефалографа, проворчал. «Я почуял твое пагубное влияние на генерала Самсонова. Так он скоро начнет цитировать сонеты Шекспира без перевода. Ты слишком хорошо о нем думаешь. В лучшем случае в переводах Маршака. Киберсистемы не думают. Мы просчитываем варианты». «Ну, что ты просчитал?» «Что если я произнесу абсурдную фразу, она тебя насмешит». «Расчет верный, спасибо». То, что всем нам представилась возможность побыть в одиночестве и подумать, может быть, позвонить домой, оказалось очень кстати. Зуд, позвони Вале. Не могу. Здесь и вокруг всего участка еще на километр глушатся все виды связи. Есть обычная проводная, аппарат промелькнул на стене в коридоре. Ладно, потом. Я вышел из Зуда, принял душ, пошарил в шкафу в поисках какого-нибудь халата. Влезать снова в киберсьют не хотелось. Как в нем ни было комфортно, телу хотелось на свободу. В шкафу оказалось все, что нужно одинокому мужчине, от трусов и плавок до бритвенного набора, а также кремов до и после бритья. Предусмотрительно. Спасибо, Ленчик. Чего же мы достигли за эти дни? Если все верно, то фактически мы решили, как генерал сказал, Sunrise Кроссворд. И теперь знаем вероятную причину возникновения переходов во времени. А гений Фельдман даже математически просчитал такую возможность, потому что не было ничего, что запретило бы ему такое думать. Мой подход оказался верен. Остался вопрос, а что дальше? Ради чего Ленчик вынудил меня уйти со скорой? Чтобы превратить в няньку для молодых физиков? А ведь он уже давно лелеял эту мечту, еще с эпопеей с Блазновским серверным центром. Это может означать лишь одно. У генерала есть планы насчет меня. То есть я ему нужен в штате? Вероятно, так. А в роли кого? Военная кафедра у меня была. Сборы и звание лейтенанта медицинской службы, военный билет с записью «Врач ракетных и сухопутных войск» лежит в шкатулке в московской квартире. Леонид пока обходится намеками. Я его внештатный агент-аналитик с позывным «Эрудит». Хотелось и дальше оставаться в этой роли. Козырять и ходить строем у меня никакого желания нет. А вот поездить на стрельбище, подтянуть стрелковое дело я бы не отказался. Оружие совершенствуется постоянно, а я эту тему после смерти отца задвинул, некогда было. Телепатия есть? Я подозреваю, что да. В дверь постучали. «Я не одет, подождите!» Пришлось, ополоснувшись в душе, не утираясь, снова влезть в Зуда. «Осторожней, интиму порвешь!» — ворчал киберкостюм. «Что ты такой ошпаренный?» «Гости!» Оказалось, что в коридоре охранник. Или кто они тут? Это был первый увиденный, но не совсем единственный житель особняка. «Что случилось?» «Приказ генерала, следуйте за мной». Я пристроился в кильватор и следовал. В особняке оказался лифт, на панели которого значились цифры. -1, -2, -3. Ого. Моя дача в Нахабино с ее подземным центром связи и термоядерным генератором уже кажется халупой. Это Самсонов нам пожертвовал свою дачу? Можно спросить? Сопровождающий чуть обернулся и с легкой усмешкой ответил. Попробуйте. А что это за объект в целом? Пауза. Я уже не ждал ответа, но мой молчаливый спутник обернулся. Это тренировочный центр. Опачки. Я не рискнул уточнять, какой организации, можно догадаться, и вряд ли получу ответ. То есть, вы сотрудник Самсонова или конструкторы? Так точно. А нам, троим, какая роль отведена? Они гость, вы стажер. Здрасте вам, я стажер? Все чудесатие, как сказала Алиса. На кого же я стажируюсь? Мы спустились до -3.
«Это статус», — пояснил сопровождающий. «Статус определяет допуск к возможности. Ваш подопечный сейчас проходит адаптацию, вам предстоит позже принять в этом участие». «И как их адаптируют?» «Плавают в бассейне с инструктором-психологом. Надеюсь, это женщина?» «Так точно». Черт, меня так и подмывало на эти его тупые рапорты подколоть вопросом. Они точно тоже так? Что же они не могут нормально говорить, да или нет? Зачем эти солдафонские обороты? Как вас зовут? Я вдруг увидел, что свинцовая бессмысленность в его глазах сменяется нормальным человеческим взглядом и некоторой растерянностью. «Алексей», — он запнулся. «Сафронов, а что?» «Ну, слава богу, вы живой. Значит, мы тезки. Я тоже Алексей». Я протянул руку. «Будем знакомы. Чтобы не путаться, давай обращаться по фамилии. Я Зорин, ты Сафронов. Значит, это ваш тренинг-центр. Хорошо. У мальчишек статус гостя. Это значит, без сопровождающего по территории ходить нельзя». «Вот», — я улыбнулся. «Ты, тезка, наконец заговорил по-человечески». Он смутился. «Я же из военного университета», — объяснил он уже с теплотой в голосе. «Леонид Яковлевич требует от нас избавляться от этих армейских качеств. Но это непросто. 5 лет внедряли в сознание. Само собой избавиться не выходит. Со мной будь самим собой, тезка. Я врач. Если возникнут проблемы, обращайся». Лифт остановился. Я прикинул глубину по времени движения. 150 метров над поверхностью. «Около того», — он пропустил меня в серый коридор. «Здесь у нас тир, проходите. Генерал приказал вас протестировать на обращении с оружием. Вы готовы?» Мои догадки подтверждаются. Кажется, Самсонов решил меня аттестовать в новом офицерском звании. И, видимо, мне скоро придется сменить военно-учетную специальность. Ни окор полометь. 2 недели в тренировочном центре лично для меня пролетели как один день. И это несмотря на ежедневные созвоны с Валентиной, на собирание физиков, меня и внезапно выдранного из Москвы Петрова, как его назвал Самсонов, Лилового. Хорошо, что Вася этого не слышал. В центре обнаружился очень приличный ресторан, в декорациях метрополь или Астории с бархатными креслами и 2 официантами в белых перчатках и солидным метрдотелем в вишневом бархатном смокинге, золотых очках и бабочкой. Я отловил Сафронова, который в моем обществе словно переключался из режима солдафон в режимы гражданский или интеллигент, и спросил: «Алексей, а как тренировочный центр соотносится с официантами и мэтром?» Он, как всегда, на мгновение выпал из реальности, видимо, соображая, можно ли мне это сообщить, и сказал: «Это по линии смежников, и нам приятно». Ага, а кто у них смежник, я уточнять не стал. Видимо, или служба внешней разведки, или контрразведка. Ну ясно, им тоже нужно тренироваться в обстановке, максимально приближенной к боевой. Ресторан, значит, своеобразный тренажер. Отец говорил, что подобных центров в России немало, а есть и за рубежом, например, в Африке или на Кавказе в горах. В некоторых можно встретить выходцев из разных стран. Разные наборы тренируются, чтобы люди не встречались и не общались. И так далее. Это все условия, режимы и секретность. Одним таким центром в деле безопасности государства не обойтись. Физики наконец сообщили, что Лагутин закончил сборку опытных установок передающих станций. Одна мощностью киловатт, вторая 10 киловатт. Частоты взял те же самые, что и на Збруевской и в Сосновом Бору. Я задал конкретный вопрос. А разве мощность излучения не является ключевым фактором для пробития дыры? Для набора веса данных пока этого достаточно. Нам нужно получить модель происходящих изменений с излучением в точке перехлеста, объяснил Лагутин. Мы уже знаем, что для открытия коридора нужны мощности в сотни и миллионы ватт. Но нам нужно увидеть картину с частотами в эпицентре, понимаете? Ростик
тогда экстраполирует данные на высокие энергии, если в расчетах этот фактор не внесет слишком много нелинейных искажений. Мы с Петровым слушали, он искренне с туповатым выражением, все-таки для него слово «высшая математика» не просто начиналось с большой буквы, а вся писалась буквами высотой с небоскреб. А я не стал его разочаровывать и тоже накинул на морду выражение человека, далекого от физики и математики. Я простой врач, но если Самсонов попросит объяснить, что именно делают мои подопечные, я сумею ему объяснить, потому что сам это понимаю. Однако Лагутин, увидав на наших лицах свинцовую тупость, взялся популярно объяснять. Ничего ему полезно. Может, как Ландау или Перельман, потом напишет книжку типа «Физика для всех» или «Машина времени в сарае». Нет ничего проще. Алексей Максимович, Василий, понимаете, чтобы континуум пробить, мы ничего не можем сделать, но мы можем его за счет энергии прогнуть через нулевую отметку времени в прошлое. Он сложил пальцы левой руки в кольцо, сверху положил тонкую салфетку и другим пальцем ее пропихнул через кольцо. Видите, я ее не порвал, но физически материя, мой палец уже на той стороне. И нам нужно понять, где эта оболочка вообще прорываемая. Ну и еще кое-какие вопросы решить. Пока мы уверены, что нужные мощности в образовании дыры хоть и связаны с исходными мощностями передающих станций, но главное это то, что происходит с лучами при их наложении, вычитании частот и сложении. Мы слушали его не моргая. Лагутин занервничал. Радиосигналы, если встречаются, накладываются друг на друга, и в зависимости и от фазы. Он принялся рисовать синусоиды на салфетке. При совпадении фаз мощность увеличивается в разы. Это называется резонанс. А есть еще эффект интерференции, когда частоты делятся или умножаются. Ну, чтобы вы поняли, две ноты могут совпасть так, что в фазу попадут не они сами, а их гармоники. Понятно? Я кивнул, а у Петрова, кажется, шею свело. И это простая прогрессия. Каждая исходная частота имеет так называемый набор гармоник. Первое — это удвоение частоты, а бывает утроение. Можно наложить два луча, ну, условно скажем, один луч на частоте 10, другой на 10-й гармонике с частотой 100. И тогда оба луча создадут в точке их встречи резонанс на частоте 100, но с мощностью уже в 12 и 24 раза мощнее. Тут все зависит от стабильности исходных источников. «А у вас стабильные?» — спросил я. «Да, тут все детали высокого качества». «Если я правильно понял», — подвел я итог лагутинской лекции, «вы хотите набрать массив данных на низких параметрах, высчитать коэффициент ошибки репрезентативности, и тогда Ростик может более точно предсказать все условия для возникновения перехода дыры, так?» Настал момент Лагутину и Фельдману уронить свои челюсти на пол. «Вы разбираетесь в математике и математической статистике? Парни, я врач. Любой врач — это не только лепило рукодел, но и ученый. А любой ученый имеет важнейший инструмент — статистику, то есть статистическую обработку экспериментальных данных. Работа со статистикой преподается и в медицинских институтах, а методика обработки данных экспериментов едина, что для физиков, что для физиологов. Ясно? Кстати, историки тоже с математикой дружат, хотя и на своем уровне. Когда собираетесь начать опыты? Понимаете, Алексей Максимович, покраснел Лагутин, для питания установок нужен мощный источник. Я боюсь, что местные автоматы не выдержат нагрузки. Поговорите с куратором, чтобы он нам нашел какой-нибудь брошенный завод с подключенным трансформатором на 200 киловатт, 380 вольт, 3 фазы. А пока вы только закончили сборку, я включал на низких режимах, свет в помещениях мигал, понимаете? Мы разошлись. Вечер перестал быть томным. Петров поплелся рядом. Он разрывался от двоякого чувства. Ему было безумно интересно происходящее, при этом он себя ощущал тут абсолютно лишним. «Леша», — бурчал он, шагая рядом со мной, — «ты понимаешь, я нарыл кучу безумно интересного материала, и он весь засекречен. Есть два выхода. Мой диссер засекретить и защищаться через ФСБ в закрытом режиме, особенно если Самсонов разрешит присоединиться к мальчикам. А они ведь кандидаты на Нобелевку, ты понимаешь?
Их опыты подтверждают все мои выкладки. Но без нас хрена бы они взялись за эту тему. Ну вот что за несправедливость? Я вызвал лифт. Не будет никакой Нобелевки. Тема секретная. Поговорим с генералом, пусть он там наверху объяснит, что открытия одиночками сейчас не делаются. Что они сделают, если все подтвердится? Они гипотезы Хокинга переведут в теорию и приложат доказательства существования множественности миров, копий. А это не просто прорыв науки. Это вообще новая наука, новая реальность бытия. Но это же прорыв в истории. Если мы сможем увидеть реальные события прошлого, подтвердить и опровергнуть массу теорий. А ты уверен, что это нужно? Я нажал на -3. То есть как же не нужно? Петров аж позеленел. Это же истина. Для науки это самое важное. Для науки да, а для общества? Мало ли чего есть в науке. Все ли нужно обществу? Пытался донести до его сознания элементарные мысли. Пойми, человечество тысячелетия живет в заблуждениях и вере в то, что составляет то, что мы называем знание. Не все можно доказать, но если мы во что-то верим, то так и есть. Иначе это знание, как учение, лишает смысла. Нельзя изучать то, чему нет доверия. Это пустая трата времени. Ты можешь заняться этим, но опять же, лишь для того, чтобы доказать или опровергнуть. Но есть и еще один аспект. Нынешнее общество допустило, что ты можешь убить тучу времени и денег, ничего не доказав. Но красиво всем рассказать, как ты искал ответы на вопросы и не нашел. И этот рассказ, историю тебе зачтут и скажут, ну что же, отрицательный результат тоже результат. Вы героически сражались за истину, и вот вам медаль за труды. Мы поставим галочку, что ваш метод неверный, и будем ждать, когда следующий клоун пойдет по вашим стопам или параллельно. На меня намекаешь? Аспирант рассердился. Мы, как проклятые, в археологии ищем подтверждение, а тут вот, не надо копаться и доказывать. Можно залезть в прошлое, пустить дрон и снять документальный фильм, поставить кучу видеорегистраторов, и все встанет на свои места. Кто и как убил Цезаря, о чем на самом деле говорили старец Варлаам с Гришкой Отрепьевым на границе. История перестанет быть интерпретацией. Черт, интерпретацией она станет документом. Оговорочка по Фрейду, все верно. Она перестанет быть тем, во что мы верили. И ты представляешь, что будет, если кто-то влезет в Иудею на 2 с лишним тысячи лет назад и поднимет истинную историю Христа. Вычислит настоящую Марию, жену плотника Иосифа, выяснит все детали ее беременности, рождения и визита волхвов в вертеп под Вифлеемом. Не страшно? А если все так было, или было, но не так, а гораздо сильнее в 1000 раз? И смерть Иисуса была совсем не такой, как мы знаем, и говорил он как-то не так, как в Писании, или о пророке Мухаммеде выяснишь что-то такое, о чем не хотят вспоминать и знать мусульмане. Сейчас сложился паритет в конфессиях, а ты, пытливый пионер-энтузиаст, борец за истину, хочешь людям принести правду, которая разрушит их веру, но прежде чем что-то разрушать, подумай над созданием замены. Что ты им дашь взамен? Безысходность? Пустоту? Истину, к которой они не готовы? Осознание, что человечество тысячелетия жило во лжи? Нет, Вася, это открытие страшнее атомной бомбы. Оно убьет у человечества главное — надежду и смысл существования. Убив прошлое, ты лишишь их будущего. Ты готов перечеркнуть 1000 работ и теорий? Правдоруб. Запомни, истина подобна сильнодействующему лекарству, а его большими дозами не назначают. Лекарство очень легко становится ядом. Это я тебе как врач говорю. Нельзя браться за лечение больного без его согласия. Во-первых. А во-вторых, будучи неуверенным, что лечение не убьет больного, а спасет. Помнишь главную заповедь медиков? Не навреди. Вот и я прошу тебя, не пытайся исцелить человечество, не зная точно, что оно именно исцелится, а не погибнет. История отлично знает, как поступали с медиками-авантюристами. Петров пришел в себя, а я повел его к тиру. Инструктор меня узнал, записал данные Петрова, предложил выбирать оружие, пистолеты.
Я осмотрел стенд, выбрал люгер 1908 года с удлиненным стволом. Петров спросил: «А Вальтера П-38 у вас нет?» Инструктор удивился, но выложил из сейфа отличный экземпляр. «Пожалуйста, приходилось иметь дело. Теоретически. Вот хочу почувствовать его в руке. Добротный пистолет, считался лучшим в своей эпохе». Мы взяли наушники с гарнитурой, у которой автоматическая регулировка усиления звука, чтобы разговаривать и при этом не глохнуть от грохота. Вышли на огневую. Инструктор включил автоматику мишеней, по громкой связи нас предупредил: «Слушайте голос бота и следите за надписями на экране. Если готовы, голосом говорите. Стрелок, фамилия, готов». Мы заняли позиции, каждый в своей ячейке. На мониторах перед нами видны были обе наши мишени. «Зорин готов. Петров готов». Надписи красного цвета сменились на зеленый огонь. Высадив по обойме, мы приблизили изображение на мониторах. У меня 63, у Васи 77. И в обоих мишенях попадания довольно плотно улеглись у центра. «Отличный результат», — услышали мы голос инструктора в наушниках. «Где-то занимались?» «Компьютерный шутер», — ответил я. А Петров не успел ответить и заржал, услышав мой ответ. «У вас еще 3 магазина, повторите». И мы повторили. 69-75 и еще раз 75-83. Наступил момент, как говорил отец, сродства с оружием. Пистолеты стали продолжением руки, и мы посылали пули куда хотели. Если еще дня 3 попрактикуемся, начнем стрелять почти не целясь, как ганфайтеры. «А у вас есть десерт Игл?» — спросил аспирант, и перед ним явился этот монстр. «Тогда мне дайте кольт Кимбер 1911-го». «Зачем портить руку?» — удивился инструктор. «Вы хороши на 38-м калибре. 45-й вам отобьет запястье. Я не рекомендую. Для личного опыта, чтобы знать ощущения. Ваше дело, я предупредил». Он выложил перед нами 2 пистолета и 14 патронов калибра 0,44. Повторилось: Зорин готов, Петров готов. Мы выдали по полным магазинам, даже наушники не спасали от безумного грохота, отдача вызывала боль в руках до плеч. Стреляли мы, естественно, с 2 рук. Естественно, первые пристрелочные пули ушли в молоко. На мишенях высветился результат 35-43. Это из 70 возможных. Стыдоба, ганфайтеры. «Что и требовалось доказать», — резюмировал инструктор. «А теперь снова из прежних пистолетов отстреляйтесь». Зарядились, встали на огневую. Результаты 55-63. «Не надо менять оружие без нужды», — сказал инструктор. «Это вам наука. Взяли 9 мм или 7,62 или 5,45. Держитесь этого. Память тела главное в стрелковом навыке. Все эти крупнокалиберные стволы для кино и пижонов. На девочек впечатление производить. Вы думаете, зря, что ли, самыми популярными больше полувека был ГЛОК? Или Вальтер ПП, или ППК? Это нормальное, эффективное, удобное личное оружие. А вся эта артиллерия, это так, для выпендрежа, для кино. Хотите попробовать тем же 38-м из ГЛОКа?» «Хотим», — хором заявили мы. После пистолетов рубежа 19-20 века, продвинутый в технологическом плане, австрийский ГЛОК ощущался игрушкой в руке, пушинкой. «Стойку возьмите ту же, с 2 рук», — посоветовал инструктор. Мы выдали по магазину одиночными, но быстро нажимая на спуск, и уставились на результаты. 97-99. «Вот так», — улыбнулся инструктор. «Молодцы». «А завтра прийти можно?» — спросил аспирант непонятно у кого. «Конечно, до обеда. До 2 завтра буду принимать зачет, а после 3 приходите». Мы поблагодарили инструктора и удалились. «Прикольно тут», — Петров осматривал наглухо запертые двери без указателей. «А мы на какой глубине?» «Больше 100 метров», — вспомнил я слова тезки Сафрона. «Я, пожалуй, останусь тут на недельку, если можно еще пострелять. Пока не гонят, кормят и есть где спать», — я улыбнулся. «Как твоя Лора? Видишь с ней?» «Мы занимались, отличный язык», — Петров проводил меня до комнаты. «Ты чего планируешь?» Я пожал плечами.
Сейчас вызову Самсонова и доложу проблему ребят. Я при них как нянька. Леня говорит, ты их нашел, теперь опекай. Аспирант ушел к себе. Генерал принял вызов практически сразу. Я доложил ему о просьбе ребят. Вам палец в рот положи, вы всю руку откусите. Где я вам завод найду? Я могу им дизель-генератор подогнать на 100-150 киловатт трехфазный. Боюсь, что этого мало. В общем так, Алексей, в Сосновом Бору заработала станция. Отменить эксперимент не удалось. Демянская администрация отложила рассмотрение Збруевской заявки на конец весны. Сейчас у него есть 3 участка южнее Залучья. Ну, половина на середину. Леонид, парням нужна серия экспериментов для точных расчетов. Иначе все их теории вилами по воде. Дизель можешь подогнать, но я не уверен, что он поможет. Нужно раз в 5 мощнее. Но я не представляю себе дизельных установок на полмегаватта. Я уже думал о термоядерной установке под моей дачей, но выдавать ее не стоит. У тебя ко мне все? В общем, да. Долго мне тут еще сидеть? Не знаю. Если нужно будет, позвони мне, я организую твой выезд в город. Жена по тебе еще не заскучала. У нее есть новая игрушка, отдыхай. Еще наслушаешься ночных воплей и намучаешься от бессонницы. Циник ты, Леня. У меня 3 девки, одна на выданье, опыт имею. Самсонов отключился. Побродив по центру, я нашел что-то вроде киоска с разными нужными вещами. Вроде, потому что киоскера нет и платить не надо. Я отобрал себе спортивный костюм и поставил Зуда в углу своей комнаты заряжаться. Фура с генератором прибыла через сутки вместе с бригадой электриков, которые установили дополнительный электрошкаф и к нему подвели кабель от прибывшего монстра. Физики замерили выходные данные. «Маловато будет», — проворчал Лагутин. «Можно попробовать на низкой мощности. Но данные будут так себе. Алексей Максимович, объясните куратору, что чем выше мощность, тем точнее будут наши расчеты. Нельзя обходиться половинными решениями. Это физика иного уровня, она требует больших энергий». Я посмотрел на 3 зарядные станции в миниатюре, которые физики вынесли на футбольное поле, установив между снеговых сугробов. Лазерами вывели точку пересечения лучей, расставили измерительные приборы. Мы с Петровым встали поодаль. Ничего не происходит, никакого светопреставления. Лагутин щелкает, Фельдман за компьютером щурится близоруко. Потом Костя в перекрестии лучей поставил видеорегистратор. И вдруг мы увидели, как он исчез, а при выключении установок тут же появился. Фельдман аж подскочил. Так, за ужином буду их пытать. Но физики вдруг отключили аппаратуру и снесли все в гараж под крышу. Мы пошли следом за ними. Вопросов я Петрову приказал не задавать. Они должны сами разродиться информацией. «Терпение, мой друг», — шипел я в ухо аспиранту. «Наша щетина превратится в золото». «Какая щетина? Ты с ума сошел?» «Отсталый ты человек, Вася. Это же классика шпионского кино. Подвиг разведчика. Там наш агент во время войны изображал немецкого коммерсанта, который скупал свиную щетину для производства разных щеток, одежных и зубных». Ну ладно». Все шло по плану, но нет ничего тяжелее, чем ждать и догонять. Физики разродились первыми выводами только утром. Они вломились ко мне в 6 утра, судя по красным глазам, не ложились. «Вы чего?» — уставился я на них. «Вы видели, как регистратор исчез?» «Да?» — я притворился. «Не заметил. А когда?» «Во время эксперимента. Я поставил 2 регистратора, один снимал ход эксперимента, а второй я поставил на точке схождения, и он исчез». «Интересно. Он что-то записал?» «Да, он записал». «Прошлое? Куда его занесло? Смотрите сами». Фельдман сунул мне под нос планшет. Вот панорама футбольного поля, мы, гараж, здание центра с тыла, заборы. И вдруг все мигнуло, картинка потемнела. Что это? Тихо, смотрите, он там был 10 секунд. Темно же. У камеры время адаптации 3 секунды, вот. И мы увидели ночь, а в ночи все тоже, кроме нас. Поле, снег, нет снега, дождь.
Судя по времени года, это осень или лето, сказал Лагутин. А почему он вернулся? Потому что мы его не отвели от точки входа, ответил Фельдман. Как только прогиб континуума исчез, материю вытянуло обратно. Можно закинуть машинку с программой движения по маршруту, чтобы она покаталась по двору, нашла, где тут можно было бы узнать время и дату, и вернуться в точку перехода. А при повторном включении-выключении ее втянет сюда. Тогда мы узнаем, где и когда она прибывает. А это Ростику даст уже точные параметры для вычислений. Да уж, парни не зря едят свои печеньки. Я еще раз прогнал записи. Физики ждали моей реакции. Ну что, молодцы. Но это все очень сырое. Докладывать рано. Сейчас вы идете спать, ясно? А вы? А я подумаю, где тут есть календарь и часы, чтобы они тут были давно. Вы, Ростислав, постарайтесь приблизительно просчитать, в какую осень мог попасть ваш регистратор. Прошлую или еще какую. Но не сейчас. Я подозреваю, что в кофейном автомате на первом этаже вы перевели весь запас зерен. Нет, еще есть. Шагом марш по койкам. Они развернулись и, подпирая друг друга плечами, удалились. Если Самсонов найдет им заброшенную промзону в Подмосковье с подведенной энергетикой, значит, ему надо будет обеспечить там режим. О, Господи, сколько сложностей. Это его проблемы. Сна не было. Все мои самые плохие подозрения подтверждаются. Вчера вечером парни мои фактически создали машину времени в миниатюре. Сырую, слепую, глупую, но работающую. Как сказал Лагутин, они смогли запустить генераторы лучей только на 1/10 мощности и получили провал технического устройства в прошлое. Вес граммов 100. Человека они, конечно, сейчас отправить не могут, но дело за малым. Выходит, что теории Ростика верны. Но еще месяц экспериментов на более высоких мощностях, и у них будет массив данных, на основании которых можно будет точно открывать временные порталы. Уже не вслепую, а адресно. В точное время, и проблема будет лишь в одном. Установку можно запускать не везде. То есть сам портал локализован, и отойти от него далеко нельзя. Нарастает естественная энтропия материи. Экспонента, интересно, вертикальные или горизонтальные? Командир отряда партизан Батя сидел у Поченка, ждал повторного включения-выключения. Он знал? Вряд ли. А вот Бегма будет знать, если я снова его предупрежу. Установки Лагутина — это примитивные генераторы СВЧ с автоподстройкой частоты. Ростик все правильно просчитал. Резонанс на высоких гармониках способен пробить нулевую границу времени и создать окно. Могу я повторить его прибор? Почему нет? Моего опыта радиолюбителя на это хватит. Нужно знать параметры частот, резонаторов и волноводов. Эти данные наверняка есть у Фельдмана. Медные короба. Зачем мне своя установка? Не зачем, чтобы Ленчика напугать до холодного пота и жидкого стула. Если я, врач, смогу сделать то же, что и гений-физик, значит, смогу не только я. Нужно всего лишь знать параметры излучений. Феномен Паули. Мы отметили Международный женский день, или как его еще неофициально стали называть, День галантности мужчин. Женя Симонова поплавала в бассейне, окруженная курсантами центра, и расстроилась, что Лагутин ее совершенно не ревновал, видя, как ей рассыпают комплименты атлеты, с которыми тощая форма тела гениального физика не шла ни в какое сравнение. По лицу Кости я видел, что его обуревает какая-то идея. Они с Фельдманом явно чего-то нашуршали между собой и пока не торопятся рассказать. Самсонов на очередном сеансе связи сообщил, что вроде бы нашел какие-то руины с подведенным напряжением и решает вопрос с собственниками. Те не знали, как использовать свою недвижимость, и вдруг, увидав заинтересованного человека, боялись продешевить.
Физики закончили цикл экспериментов на малых мощностях. Решить задачу, куда попадает регистратор, мы не смогли, потому что по закону центра и подлости никаких календарей часов в доступной близости не оказалось. Выход один. Найти такое место, там поставить аппаратуру и заслать машинку с одной целью — получить дату попадания. Пусть все эти цифры условные метки на условной шкале, однако неусловным является отрезок между сейчас и тогда. Фельдман сказал: «Я мог бы взять вычислительную дату Большого взрыва, дающую нулевой отсчет нашего времени, но она имеет погрешность в 21 миллион лет, поэтому точности даже в 1 год я пока получить не могу. Слишком размыта точка отсчета. Если я буду знать отрезок от сейчас и тогда, я сумею вычислить корреляцию и построить таблицу зависимости даты перехода от частоты мощности». Это я отлично понимаю. Банальная газета того дня, куда откроется портал, или компьютер, или телевизор с новостями, или... Я нашел Лагутина. «Долго собирать вашу установку?» «Часа 1,5, ответил удивленный Костя. «А вам зачем?» «Уговор». Я протянул руку, зная, что в коридоре идет запись всего происходящего. «Ты включаешь меня в вашу исследовательскую группу, и если будут какие-то приятные плюшки, делим поровну». «Какие плюшки?» — опять не понял Лагутин. «Чего вы хотите?» «Если я вам решаю задачу точки перемещения с точной датой, часом, минутами, секундами, то вы берете меня в свою команду ученых, совершивших открытие перемещения во времени». «Да мы и так вас считаем своим. Это же вы все замутили», — удивился Костя. «Ты не понял. Мало ли кто замутил. Важно, кто все раскрыл». «Хорошо, я согласен, уверен, что Ростик тоже. Ну и как?» Я положил перед Лагутиным мобильный телефон из 2005 года. «Вот это раритет. Я и забыл, что такие были. Он работает?» «Должен. Надо зарядить батарею и включить функцию синхронизации даты времени по сети. Понял?» «Ага. А регистратор будет записывать показания с экрана. Умница. Мы все как в шорох были, уперлись в эти часы с календарем. Стереотип». «Я и забыл об этих телефонах», — признался Лагутин. «Полвека прошло уже. Откуда он у вас?» «Не скажу. Я действительно не мог ответить на этот вопрос, потому что Сафронов под секретом показал мне запасник реквизита, и чего там только не было из древних вещей. Нашелся и этот раритет, Sony Ericsson K750. Я и не слышал о такой модели». Я открыл телефон и выложил аккумулятор. «Попробуй оживить или подбери замену». «Ты Женю проводил?» — решил я перевести тему. «Да, Алексей Максимович. Мы решили подать заявление», — вдруг выпалил Костя. «Не хотите дождаться защиты диплома?» «Нет, я решил сменить тему на полометь и защищать сразу диплом и кандидатскую по этой НИОКР. Понимаете, лучшего шанса у меня не будет». «Надеюсь, ты еще не написал об этом в институт?» «Нет, я понимаю, что все через вашего куратора». «Молодец. Давай собирай комбинацию из телефона и видеокамеры». Мы разошлись, он в мастерскую, а я к себе, вызвать Самсонова. Центр живет своей жизнью, которую почти не видно. Где все курсанты, чем они занимаются, пустые коридоры, и у меня есть стойкое ощущение, что только мы, трое, проявляем здесь какую-то активность. Физики работают очень бурно. Я попросил сразу, еще когда мы въехали, писать все, что происходит в их комнатах. Исходя из простого, я врач, мне можно. Впрочем, ничего экстраординарного парни и не делали. Один считал, другой чертил и тоже немного посчитывал. Они перекидывались им понятными фразами. Я, просматривая их беседы, старался понять, что было непросто, если не знать предыстории темы исследований. Самсонов не смог сразу ответить, и я решил посмотреть, чем занимались мои подопечные вчера вечером, когда проводили гостю Лагутина. Я видел еще в ресторане, что Фельдман где-то не с нами, что-то задумал. Костя это тоже заметил, поэтому, отправив Женю на минивэне домой, он вернулся к Ростику и принялся допрашивать. Фельдман молчал, собираясь с мыслями. Наконец сказал: «Костя,
Все эти перемещения во времени хрень. В каком смысле? Удивился Лагутин. Это побочный эффект. Ну, промежуточный результат. Главное не это. А что? Фельдман взял свою тетрадку и нарисовал график с 4 осями. Стандартное пространство, 3 значения для материи по объему, плюс масса, плюс скорость относительно точки отсчета. Обычная релятивистская схема. Теперь мы вот здесь ставим твою установку и создаем точку прогиба во времени. Видишь, что происходит? Искривляется пространство, как от гравитации, но значения мизерные. Если принять во внимание, что оно не линейно, а дискретно, то есть состоит из квантов и кварков, то между ними возникают слабые точки. Если в них ударить на субсветовой скорости, образуется кротовая нора, и она откроется в тем более отдаленное пространство, чем выше скорость удара и масса объекта. Это решает проблему межзвездных перелетов, Костя. Есть, однако, нерешенный вопрос. Не куда попадает такой корабль, а в когда. Потому что переход будет не только в пространстве, но и во времени. И у меня нет параметров. Если мы сможем точно знать все взаимодействия, мы сможем относительно точно перемещать такие корабли. Лагутин сел. Я видел по его лицу, что такой масштаб открытия, который они совершили, ему не приходил в голову. Ты помнишь, нам читали лекцию по термояду? Помню. Опыт Филимоненко в 67-м. По холодному синтезу, помнишь? Ну, что с того? Я читал, что МВТУ такую установку создали. На прямом преобразовании дает до мегаватта энергии, при добавлении пары генератора до 10 мегаватт. Это настольный вариант, собранный студентом. Фамилии не помню. Вот что мне нужно в качестве источника. Собираем все в кольцо, в центре сводим все лучи и получаем дыру. Но все это надо собирать в космосе, желательно подальше от орбит спутников Земли. Получится космическая рогатка. Наводим ее на М-31 и пуляем. Обратно. Это я еще не думал. Парни начали ржать так, что я подумал, не рехнулись ли они. Я отключил запись и стал думать. Открытие вышло фундаментальным, то есть его разработка в дальнейшем изменит многие постулаты, на которые до сих пор опиралась физика, создаст массу направлений и в теоретической, и в прикладной физике, а главное, реально позволит человечеству перемещаться во времени и пространстве. А учитывая его жадность и безбашенность, ни к чему хорошему это не приведет в будущем. Империи и галактические войны из области фантастики перейдут в область реальности. Мне все сильнее не нравятся перспективы, которые я вижу от этого открытия. Но я не знаю, как это остановить. Убить физиков не выход. Сам факт возможности уже доказан, и значит, не эти, так другие, но создадут установку. Преодолеть мгновенно 2,5 миллиона световых лет в то время, когда свет галактики, доходящий до нас, еще только родился. А дальше что? Засеять своими нуклеотидами Вселенную? Кажется, я повторяюсь. Парней нужно направлять, чтобы не распылялись. Остановить не могу, так хотя бы упорядочить и придерживать их ретивость. Можно довести проект до создания машины и попытаться помешать Збруеву включить свою установку, которая отправит бригаду на 110 лет назад. Другого выхода нет. Помешать как? За 10 лет до этого юный вундеркинд Костик создаст ее, и она 10 лет будет экономить олигарху четверть финансовых потерь. Если он не найдет возможность заряжать свои аккумуляторы. Черт, а если... Мальчику 12 лет. Он читал работы Теслы, и это натолкнуло его на мысль создать излучающую установку. А если ему как-то подсунуть брошюру Филимоненко о холодном термояде? Тогда он создаст реактор холодного термояда и подарит его дяде. Кроме брошюры, нужно еще добавить идею этого парня о многоядерности реактора с кольцевым запуском. Это будет компактная и очень мощная машинка. Хорошая идея. Отложим. А что еще можно сделать? В принципе, до сих пор разрабатываем РТС, реакторы термоядерного нехолодного синтеза на горячей плазме.
имеет в своей основе принцип прямого преобразования энергии плазмы в электроэнергию, постоянный ток. Из него сделать переменной не проблема. Принцип снятия потенциалов МГД в потоке раскаленной плазмы электроды дают больше 70% КПД, но до сих пор не решена проблема их устойчивости. Нет пока материала, который выдержит такие температуры. Камни плавятся и самые жаропрочные сплавы. Я получал досье Лагутин из института. Его диплом как раз относился к проекту Токамак-21. Но тему раскручивают 100 лет без малого, а решения так и не нашли. Добившись относительной устойчивости плазменного шнура в вакуумном тороиде, не удается создать электроды, чтобы получить напряжение в МГД потоке. Снимает ток индукционно, а это лишь часть выделяемой энергии. Даже тепло толком не отвести, слишком высокая температура. Лагутин в этой теме застрянет и будет расти, как ученый десятилетия, защищаясь, преподавая, издавая учебники, методички. Он женится, обрастет детьми. А вот если он раньше повторит реактор Филимоненко, для него это шанс, прорыв и развитие. Блямкнул экран. Самсонов. Видит меня, развалившегося на диване. «Привет, лоботряс, Лешка. Поручая тебе опеку над этими гениями, я не давал задания разжиреть. Ты чего это? Где твоя спортивная выправка и стать? Меня Валя убьет за то, что тебя испортил». «У вас экран искажает, товарищ генерал», — ответил я, поднимаясь с дивана. «Вес тот же, но если вы мне даете задание поддерживать спортивную форму, я готов выходить на татами каждый вечер. По стрельбе у меня результат 97 из 100. «Да, мне уже доложили», — усмехнулся Самсонов. «Уже спрашивали, что это за врачи у нас такие, с историками». «Леонид Яковлевич, я не претендую, конечно, но ты знаешь, кто я. Напомню еще, что аттестованный офицер российской армии, врач». «Ладно, не заводись. Что у тебя нового?» «Много чего всякого. Разом не рассказать. Думаю, вам лучше приехать, и мы доложим лично и без присутствия электроники». Самсонов потер подбородок. «Буду сегодня к 9 вечера. Подготовьтесь». «Слушаюсь, товарищ генерал. Примем душ и сделаем клизмы». «Клизму я вам сам сделаю. Опыт большой». Не удержался от шутки Самсонов и отключился. К 9 у физиков уже был точный материал по датам. Ростик не хотел докладывать. «Да поймите вы, это еще очень сырое. Надо хоть 100 эпизодов замерить. Костя, ну зачем торопиться? И потом на больших мощностях серию. Алексей Максимович, у нас будет промзона с электрикой наконец?» Требовательно наехал Лагутин. «Мне сказали, что нашли подходящую. Идут переговоры об аренде с хозяевами. Самсонов подъедет, вы все узнаете из первых рук и лично ему доложите результаты». Генерал выслушал физиков. Ростислав, получивший наконец опорные точки времени, выложил перед генералом таблицу зависимостей параметров портала от частоты и мощности излучений. Лагутин подвел итог. «Леонид Яковлевич, технически, если мы раскачаем лампы на максимум отдачи, мы пока открываем тоннель в прошлое на глубину в несколько суток или месяцев. Площадь зоны прогиба получается порядка 5 метров в диаметре. Конфигурация 7-лепестковая, септограмма. Только не звезда, она не лучевая, а лепестковая. Число лепестков на других частотах может измениться. Ростик будет еще создавать математические модели. Нам нужно проводить больше серий испытаний, снимать параметры. Это позволит рассчитать точную систему возникновения порталов. Поэтому я и спрашиваю, когда мы сможем это сделать?» Самсонов, одетый в непривычную для меня генеральскую форму, слушал, не перебивая. Когда физики умолкли, жестом попросил их сесть. «Отличная работа, парни. Теперь я отчитаюсь по всем текущим вопросам. А вы слушайте и не перебивайте. Сперва по Ростиславу. Вы получите пакет заданий от кафедр, включая программ-контроль, и когда сдадите все, вам зачтут курс. Тема диплома для вас условно «Паламеть». Формально придумайте какое-нибудь мудреное название о пространстве и времени. Но материалы по Паламете секретны, поэтому защита будет в закрытом режиме. С вами, Константин, вместе с Женей,
в ее следующий визит подаете заявление на брак через госуслуги. В назначенный срок я обеспечу ваше бракосочетание и свадьбу. Условие одно. В ресторан вы приедете с моими парнями и уедете с ними и молодой женой. Родителей ваших предупредим. Диплом, темы сменили. Ваша установка и серия экспериментов и будет основой для защиты. В правительстве создана межотраслевая группа, которая занята созданием лаборатории времени. Название условное, вероятно, потом будет что-то более нейтральное. Полагаю, через какое-то время вам придется собрать коллектив ученых и написать программу будущих работ и направлений вместе с Ростиславом. Сейчас решается вопрос о выделении субсидий на ваши исследования. О промзоне. Переговоры закончены, территория бывшего механического завода в Серебряных прудах выкуплена. И сейчас туда уже направлена военная часть, которая организует и охрану, и реставрацию инфраструктуры. Я мысленно присвистнул. Хоть это и Московская область, но все равно, что Сибирь. Добираться туда на машине. Впрочем, я забыл, что есть леталки. Все равно это самый дальний район, 160 километров от МКАД. Молодец, Самсонов. Трехграничье, Московское, Тульское, Рязанское. Поселок на берегу реки Осетр. И мне с ними? Бедная Валя. И я бедный. Ну, еще пару недель без нее я выдержу. Но уже она мне стала сниться. И как я ее обнимаю и глаза открою, остается какое-то время ощущение ее тела, прижатого ко мне. Завод тот построили во времена СВО, но после обанкротились и законсервировали. Так что есть все, что может вам понадобиться. Механические цеха, электронно-сборочный, наладка и даже испытательный полигон. А что там собирали? Тяжелый дрон и бомбомет из Змей Горыныч, Кощей, до полутонны грузоподъемности. А также штурмовые дроны «Жар-птица» с турельными шестиствольными пулеметами. Собственники пытались занять нишу для Почты России, чтобы выпускать почтовые дроны. Но госкорпорация свой завод построила в Узбекистане, и этот пришлось закрыть. Я прикинул, технологии вполне подходящие. Микроэлектроника и электромеханика. Надо съездить и посмотреть на предмет удобств. Туда-сюда не намотаешься. Надо, чтобы там можно было жить достаточно долго. Самсонов дал понять, что разговор окончен. «А когда можно будет начать эксперименты?» — спросил Лагутин. «На ремонт жилых помещений нужно месяц. Раньше конца апреля не выйдет. Можете пока продолжать свои серии тут. Сколько уже сделали?» Ростик заглянул в планшет. 370 всего. Из них только 110 с телефоном. Ну, продолжайте. Насчет солярки для дизеля я договорюсь. Привезут. Мы с Самсоновым вышли из лекционного зала. Я взял его за пуговицу. «Леня, я соскучился по Вале. Отпусти меня на недельку-две. Мальчишка без меня отлично справляется. Вася может тут с ними пожить. Истории разные им расскажет, чтобы не скучали». Самсонов пытался хмуриться, но это ему плохо удавалось. Сжимая губы, чтобы не улыбнуться, он ответил: «Собирайся, я тебя отвезу. И не думай, что я тебя испугался». Он все-таки улыбнулся. «Валя пообещала загрызть, если я ей мужа не верну сегодня». «Юху!» — подпрыгнул я разом на всех 4 лапах. Я влез в зуда, не предупредив его. Он, принимая мое тело, начал ворчать, что нельзя так внезапно, что надо вообще-то постучать в грудь его кулаком. Мало ли чем он тут занят. «Заткнись, зануда. К Диане и Вале едем. Чем ты можешь быть занят, шкура?» «Ура!» — возопил мне в ухо киберсьют. «Я так соскучился по моей любимой, что у меня уже видения начались, не поверишь». Это он мне рассказывает. 21 апреля с футбольного поля центра поднялся пассажирский 6-местный дрон, который взял курс на юг. Я дал Зуду задание засечь время полета. Сели через час прямо на территории завода. Стекла дрона тонированы, в темную ночь. Вышли на солнышко и зажмурились. Самсонов верен себе. Территория завода обнесена забором с колючкой и камерами. На углах периметра вышки с автоматическими пулеметами. Правда, смотрят их рыло вроде бы наружу, а не внутрь.
Ну и слава богу. Не успели мы принять жилой фонд, устроенный в бывшем административном здании, очень приличной квартиры на 3-м этаже, как прибыла фура с оборудованием, и физики умчались его принимать. А мы с Самсоновым остались в здании. Он повел меня на 1-й, показал конструкторскую с компьютерным залом, отладочной лабораторией и впустил в небольшой кабинет. «Это твое». Я осмотрелся. Обычный. Стены, стул, стол, компьютер, телевизор, шкаф-сейф от пола до потолка. А это зачем? Вместо ответа Самсонов набрал код, отворил створки, я увидел ряды автоматов, насчитал 12 стволов. На полках рожки, внизу 3 зеленых прямоугольных запаянных банки. Я тупо посмотрел на этот арсенал, а генерал открыл небольшой отдельный ящик вверху этого руж-парка. Там лежали 3 автоматических пистолета Лебедева и коробки с 9-миллиметровыми патронами. Зачем? Нас могут атаковать? Кто? Я не успел спросить Самсонова, для чего он все это приготовил. От кого? Он закрыл дверцы, произнеся вслух код. Запомнил? Да, и зуд записал. Зачем? Вместо ответа Самсонов подвел меня к окну и показал на угловую вышку. Теперь пулемет на ней смотрел внутрь двора. Ого! Мы вышли на площадку, названную Лагутиным испытательным полигоном. Нетерпеливый Костик уже поставил в углах антенны излучателей и лазерными уровнями сводил их направление на бетонный круг в центре. Кабель питания он уже подключил через большой трехфазный пускач, черная квадратная коробка с огромной красной кнопкой, подключенной к трансформатору. Фельдман меланхолично стоял рядом с пускачом и ковырялся в планшете. «Не хочу нагнетать, Леша, но ты сам понимаешь. Снаружи не взять, а вот изнутри, из будущего, проникнуть на территорию вашей лаборатории возможно». «Зачем?» Я действительно не понимал смысла в таких диверсиях. «Материалы, секретные материалы. Ты же понимаешь, ребята начали первыми, а значит у них наработок больше, чем у других, кто пойдет по их колее». Я заметил, что измерительная аппаратура уже расставлена в ключевых точках. Костик сбегал к столу у ограды, где были сложены всякие дополнительные приборы, взял коробку, в которой я узнал все тот же регистратор с телефоном Sony Ericsson, и вернулся в центр площадки. Устанавливал коробку на небольшой трехногой опоре. Я не увидел, что случилось, шагнул Ростик или вдруг почему-то ноги его ослабели. Только в мгновение Лагутин исчез вместе с регистратором и треногой. Фельдман на четвереньках возился рядом с пускачом, лежавшим на мокром бетоне. «Я не нарочно оступился!» Пока он пытался подняться, я подлетел к пускачу и хлопнул по кнопке «Выкол». В центре площадки появился Лагутин. Он дико озирался и увидал Фельдмана, стоящего на четвереньках. И меня у пускача, все понял, выскочил к нам из периметра. «Ростик, ты охренел! Чтобы духу твоего не было на полигоне во время эксперимента! Ты ходячий феномен Паули! Пошел вон!» Самсонов подошел ко мне. «Ну вот, наш первый тимпанавт. И где вы побывали, товарищ Лагутин?» Костик повернул к себе экранчик регистратора, потом показал Самсонову. Там ясно читалось 25.04.2029. «Продолжайте свои испытания, товарищи. Завтра вам привезут рабочих, но я прошу вас, дроны дальше 45-го года в прошлое не засылать и используйте обычные мавики на программном управлении выпуска до 45-го года». Он повернулся ко мне. «Пойдем, Алексей, договорим. Ты ведь хотел меня о чем-то спросить?» «Что тут будут делать рабочие?» «То же, что и раньше, собирать дроны. Только маркировать их прошлыми клеймами от 20-30-х годов, чтобы не возникло прецедента, как с мотором, найденным Карлом Вернером. Люди в прошлом не должны находить артефакты из будущего». Si vis pacem para bellum. Самсонов уехал, оставив меня в состоянии, если не страха, то смятения. Что происходит?
Если по пунктам. Он создает исследовательский объект в отдалении от крупных жилых районов. Оснащает его автоматической системой охраны «Периметр». Под мою ответственность оставляет весьма приличный арсенал личного оружия с боекомплектом, которого может хватить на полчаса хорошего боя в лучшем случае. Нам предстоит воевать, держать оборону. При этом он ничего не объяснил. Ну хорошо, я буду начеку. Рабочие действительно прибыли через сутки. Как оказалось, они все жили тут неподалеку, в поселках в частном секторе. Первым делом мы собрали и установили усиленную систему слежения с камерами ночного видения, датчиками движения, инфракрасными лазерами. Запустив систему, мы еще 2 дня ее отлаживали, чтобы не орала на мышей и крыс, не реагировала на птиц, которые по весне занимаются обустройством гнезд, и летучих мышей, ведущих исключительно ночную охоту за проснувшимися насекомыми. Лагусин, побывавший в 29 году, то есть за несколько лет до своего рождения, рассказал, что он толком ничего не понял. Кроме того, что возник на 10 секунд, увидал каких-то людей и взлетающий рядом с ним квадрокоптер с чугунными болванками, подвешенными под брюхом, услыхал крики, что-то типа «берегись» или «беги», и вернулся снова в свое время. Поэтому он сразу помчался пинать неуклюжего Ростика, который своей жопой включил установки. После попадания в прошлое я загнал Костика в медкабинет и тщательным образом его обследовал. Ведь он, если оставить факт перемещения во времени, несколько мгновений находился под мощнейшим микроволновым излучением. Если обычной СВЧ-печи нужно 2 минуты, чтобы вскипятить стакан воды на мощности 700 Вт, то, что могло произойти с тканями физика, на которые доли секунды влияло излучение в 100 киловатт, он должен был взорваться от перегретой воды в клетках. Обследование показало, что никаких перестроек в органах и тканях кости не произошло, и все равно мы решили больше людьми не рисковать. Я заказал 10 семей лабораторных мышей и крыс. Все традиционно, пусть эти вечные помощники ученых раскроют нам тайны структуры полей в цветке, как называли физики сложную форму электромагнитного поля, образующегося вокруг центра. Я нашел рабочего из стариков, кто трудился здесь в 29 году, но ни о каком странном появлении человека на испытательном поле и исчезновении он не слышал и сам не видел, и никто ни полсловом об этом событии. Вот это меня удивило. Их запугали, сговорились молчать? Видимо, так. В нашей команде появилось 3 ассистента, 2 молодых парня, инженер-наладчик Сергей, инженер-монтажник Петр, а также женщина Настя с необычной специальностью метролог. Как я понял, в суть экспериментов их посвятили весьма поверхностно. И это меня удивило. Парни великолепно знали свою работу и четко выполняли каждое задание, не вникая в конечную цель. «Константин», — говорил Петр, — «мне даете схему, входные и выходные параметры, которые вам нужны. Я ее делаю. А зачем она вам? Меня не касается». Настя проверяла измерительную аппаратуру на соответствие заявленным в сертификатах параметрам. Вместе с рабочими в нашем исследовательском объекте появился серьезный мужчина 50 лет, Сергей Сергеевич, зам по режиму. Он периодически проводил инструктажи, требовал от всех подписи о неразглашении всего происходящего на территории завода. Я его выспросил о 29-м годе. Был он тут? Был. Видел странное появление парня при испытании экспериментальной модели дрона? Нет, не видел. Мне он не мог врать, не должен был. Ведь Самсонов ясно ему дал понять, я тут главный. Только вот должности не определил. Впрочем, Сергей Сергеевич сам мне определил должность, руководитель проекта. Ага, вот хорошо. Я потрошил мышек, составляя список аналитических приборов для медицинской лаборатории. Если привезут Женю, ей будет чем заниматься. Самсонову я отправил смету и список штата для медицинской НИЛ. Меня не оставляла тревога о воздействии лучей в центре и периферии, потому что из памяти не выходил рассказ. 3 немецких солдат сварились, когда пришли в зону светопреставления. Что там случилось и куда они попали? Ровно в 7 вечера к проходной подходили 2 автобуса, и все рабочие вместе с наладчиками, метрологом и поварами уезжали в поселок.
а Сергей Сергеевич объявлял физикам, что полигон в их распоряжении до 6 утра. Сам он на сериях опытов не присутствовал. Зато благодаря ему у нас появилась оптоволоконная линия связи с Москвой, с Самсоновым. Вокруг завода он создал мертвую зону для мобильной связи и навигации, которую мой зуд преодолевал с трудом и оттого терпеть не мог зама по режиму. К маю у нас на краю полигона появился бункер КИА, контрольно-измерительной аппаратуры высочайшего класса, благодаря чему в расчетах Фельдмана становилось все больше точных результатов. Его уравнения и таблицы тоже становились все точнее. И они могли уже не только узнавать, куда попал их регистратор, а отправлять с точностью до 3 часов. Лагутин после своего полета в прошлое категорически потребовал отселить Ростика в дальнее крыло жилого комплекса, чтобы во время экспериментов он не выходил из своих апартаментов, а только занимался вычислениями по получаемым результатам. Я вспомнил, как Лагутин обозвал друга ходячим феноменом Паули и задал запрос в поисковике. Выяснил, что у физиков-экспериментаторов есть серьезные правила. Во время экспериментов в лаборатории не должно находиться ни одного теоретика, потому что их присутствие в лучшем случае приведет к неудаче, а в худшем — к взрыву. Наиболее ярко этот эффект проявился у швейцарского теоретика Вольфганга Пауля, из-за присутствия которого случались разные несчастья в лабораториях. Эпизод с Ростиславом, упавшим на пусковое устройство, собранное на коленке установки, отличное подтверждение верности этого суеверия. Мы отделались малой кровью, а могло случиться что угодно. Была ли охрана у нас? Наверняка была, но мы ее не видели. Только турельные автоматические миниганы на угловых вышках водили тупыми рылами туда-сюда, намекая все под контролем. Ребята занимались изучением зон пространственного искривления на той стороне, для чего посылали на несколько лет назад дроны, набитые измерительной аппаратурой. Я сказал: ребята, в общем так, хотя Ростислав больше не выходил на полигон. После 2-недельного отпуска, что мне устроил Самсонов в марте, я с Валей общался исключительно по связи. Юрий Алексеевич подрастал, и хотя ему было всего чуть больше месяца, он совсем уже не походил на розовое пищащее недоразумение, из-за которого я был бит и гоним. Тесть каждый день мне показывал моего сына, как будто он его сын, и красивый он, и умный, и растет прям как князь Гвидон. Валя уже полностью восстановилась. Когда мы были уверены, что нас, кроме секрет-сервис, никто не слышит, говорили друг другу нежные слова о том, как мы ждем новой встречи. Валя хвасталась вновь обретенной идеальной формой тела, рассказывала, как ей помогает Диана, похвалилась, что мама ей доверила свой монстроподобный байк, и она даже покаталась по окрестностям поселка. Я не стал ее поправлять, что это чоппер. Термин не так важен. Она не спрашивала, когда я вернусь, все равно я не мог бы ответить на этот вопрос, потому что мы все ждали лета. Проломить лоб Безбруева в демянской администрации Самсонову не удалось, слишком силен его авторитет. И олигарх получил разрешение на разработку участка на берегу Паламети. Напряжение нарастало. Я попросил Самсонова разрешить мне слетать еще раз в Демянск, чтобы встретиться с Бегмой. Он отказал. Это лишнее. Но если... Никакого если, Леша, у нас все под контролем. Не надо теребить людей. Хватит уже утечек. Как я не люблю эту фразу «у нас все под контролем». Обычно она указывает на совсем обратное. Ни хрена у вас не под контролем. С Петровым надо связаться. А можно ли подставить аспиранта? Бегма наверняка готовится к заброске. А он вообще понимает это? Установка Збруева, судя по описанию деда Вернера, отключилась только через полсуток, а попаданцы обратно не улетели. Значит, они ушли от точки перехода. Сказать им, чтобы не уходили? Как сказать? И тогда не будет никакого отряда бати. Я тут, как в тюрьме. Поручение, навязанное Самсоновым, уже томило и раздражало. Что-то надо делать. А если от меня только того и ждут, суеты, инициативы, чтобы я раскачивал ситуацию? Выйти на коротких волнах и вызвать любительскую станцию в Демянске? А дальше что?
лупить открытым текстом нельзя, а никаких договоренностей о связи с Бегмой у меня нет. Свадьба Лагутина назначена на июль. Это может быть шанс. Там у нас с Зудом будет возможность связаться с инженером по телефону. Но, опять но. Ростислав уже вывел формулу более-менее точного перехода во времени. Теперь все параметры настроек позволяют знать, на какой промежуток можно скакануть назад и почему лесорубов откинуло на 110 лет. Но нельзя перенестись в точно заданное время. Отклонение по-прежнему составляло от 3 до 10 часов. Мощности обеих станций в Сосново-Борской и Збруевской сложились в точке перехлёста лучей, и образовался не один переход, в который попали лесорубы, а минимум 3 в разных местах, потому что из Соснового Бора луч наверняка шел или пойдет нестабилизированный, как в новых установках Кости. Отсюда и разноцветные столбы полярного сияния. 110 лет плюс-минус год или два — это пока предел. И то повторить такой эксперимент или его выполнить впервые без Сосново-Борской станции нельзя. А что можно? Например, развернуть ее чашку в море, вывести на точку схождения лучей современные ракетоносцы и перекинуть их на 25 лет назад под бочок натовскому авианосцу Джеральд Форд, который своей группой загородил нам выход в Балтийское море из Финского залива. Новый ракетный крейсер — это вам не адмирал Горшков. Это в 100 раз мощнее по вооружению и скорости, а главное, боевые фрегаты можно переместить в тыл натовского флота. Я потряс головой. Этот бред лезет в голову от безделья и психического напряжения. Но в первую очередь еще и потому, что это уже не фантазия, а почти реальность. Сможет ли излучение мощных станций открыть дыру, через которую провалятся сотни тысяч тонн металла и ядерные заряды в ракетах? А как перенесет перенос в прошлое этот заряд? Ведь внутриядерное состояние радиоактивных элементов может как-то отреагировать на энергии, прогибающие время через пространство. Один недоучившийся студент сейчас рассчитывает крайне опасные идеи. И меня не тот факт пугает, что он не окончил обучение, а то, что его выкладки пока ни в чем не ошибочны. Сейчас Лагутин и Фельдман в состоянии исследовательского азарта, какой, возможно, испытывали Ферми, Оппенгеймер и другие, создавшие теоретическую основу первой атомной бомбы, пока они не увидели гриб взрыва в Неваде в 45-м, пока не узнали, какие разрушения и сколько жертв принесли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Что скажут Лагутин и Фельдман, когда к ним придут люди из будущего и покажут, к чему привели их разработки и расчеты? Я понимаю, почему Самсонов загнал нас в это безлюдье. Зачем столько мер безопасности? Что помешает неким, назовем их редакторам, закинуть сюда из будущего тактический ядерный заряд и все, списать потом на феномен Пауля? И никаких разработок по перемещению во времени. Ну ладно. Тяо они не пошлют. Место хоть и малолюдное, но свое. А вот какую-нибудь группу зачистки — это запросто. Придут ночью с глушителями и просто моих физиков пристрелят втихаря. Я вызвал спеца по режиму и поделился с ним своими опасениями. Он не понял. «А как преступники попадут в помещение, не пройдя через двор?» — удивленно спросил он. «Там у нас мышь не проскакивает». «Сергей Сергеевич, не спрашивайте как, просто поверьте, это возможно. Мне нужно оборудовать следящей и тревожной системой все внутренние коридоры. Как прикажете, сейчас смонтируем и за неделю управимся. Глаза будут повсюду». Режимщик удалился выполнять приказ. А может, я параноик? Если гипотетически какой-нибудь патруль времени существует в будущем, хрен я смогу им помешать. «Зуд», — позвал я своего друга, — «можем мы как-то вылезти в Даркнет?» «Не просто, но попробую. А что ты хочешь?» «Проекты Лагутина-Фельдмана надо спрятать там», — ответил я. «Можно. А это все?» «Нет. В случае гибели или даже покушения на кого-то из них, эти публикации должны пойти в открытый доступ на сайты физических журналов, включая Научпоп. И еще свяжись с Блазнова и слей под грифом «Секретно» твоему визави. Ты уверен? Это единственный способ нам всем уцелеть. Слей ему
под видом фантастического романа сам сгенери какую-нибудь приключенческую историю. Меня изрядно завела еще одна ситуация. Дело в том, что подопытные мышки, побывавшие в разных участках фигуры магнитных полей, дохли буквально быстро. Кроме центра, где открывался проход в прошлое, и 7 эпицентров и лепестков, там тоже были участки нулевой напряженности полей. Весь комплекс образующихся пространственно-временных аномалий оказался очень сложным, и, что меня особенно тревожило, нестабильным. Во время серии экспериментов ни разу не удалось точно до секунды попасть в заданное время, и, что еще беспокоило, что Ростику не удавалось поймать связи между стабильностью параметров работы установки и нестабильностью образующихся аномалий. Он, как и все мы, понимал, что вовне есть какой-то фактор дестабилизации, но понять его и описать никак не получалось. Однако в нестабильности улавливалась закономерность, объяснить которую пока не удавалось. Фельдман мне показал на компьютере график этого цветка, я мысленно окрестил его семицветик. Выходила чрезвычайно сложная магнитная конструкция, в которой полярность и фазность поворачивались на 180 градусов 7 раз. Эдакая семикратная петля Мёбиуса, в центре которой образовывался провал, а вот вокруг него на расстоянии примерно 1,5 метров, то есть 3 в диаметре, сила магнитного излучения была такова, что земля, бетон раскалялась до трещинок. До красна не успевала, установка отключалась. Черт, а что же будет на участке лесразработок, когда там возникнет такой цветок с установки в 50 мегаватт за 12 часов? Там должно будет образоваться кольцо расплавленной земли в лесу. Там деревья не сгорят, испарятся просто. А люди, видимо, часть людей тоже просто испарится. 7 лепестков. Почему 7? Простое число. Ростик мне показывал статические зафиксированные картинки графической модели излучения, а я просил вывести на экран видеозапись самых долгих моментов включения установок. Поле и весь цветок пульсировал, причем неравномерно, а как если бы на него наслаивалась речь или музыка. Я предположил, что это модуляция излучением Солнца, и посоветовал попытаться скоррелировать с этими волнами солнечную активность, структуру солнечного ветра, а может быть и не Солнца, а Луны, как ближайшего планетоида с довольно значимой гравитацией. Может быть, это она как-то вносит помехи в стабильность поля. Фельдман меня понял. Я посмотрю, какие внешние объекты могут влиять. Он посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Хотя, так ли это важно, если помеха идет от таких вот источников? Убрать мы ее не сможем. Убрать нет, а учесть и внести поправки, да. Ростик улыбнулся. Вы меня удивляете, доктор Зорин. Для врача вы слишком хорошо разбираетесь в научном методе исследований, в физике и математике. Врач с древних времен, ученый-исследователь, дорогой Ростислав. Поэтому, хоть я и не слишком сильно разбираюсь в физике, особенно в физике высоких энергий, но как ученый в основе своего мышления, я понимаю, что такое метод. А это, по сути, едино для любой прикладной науки, так? В методе есть правило. Если мы не можем устранить помеху, нужно применить фильтр, отсекающий воздействие на систему. В нецифровой электронике это, кажется, называется фильтр сосредоточенной селекции. Фельдман кивнул. Конечно, вы правы. Он взял фазность Луны и ее движение вокруг Солнца с колебаниями приближения и удаления. Алексей Максимович, его трясло от возбуждения. Во-первых, орбита Луны не идеальная окружность, это известно. Во-вторых, ее масса распределена тоже неравномерно. И хоть она и смотрит на Землю одной половиной, этот объем колеблется. Вот эти частоты и вносят нелинейную помеху в стабильность переходов. Вот так мы поговорили неделю назад. Я видел, что ребята семимильными шагами подходят к решению задачи максимально точного перемещения во времени, поэтому бесцеремонно влез в папки Фельдмана и Лагутина и скопировал их прямо в зудо. Мой костюм отлично умеет обходить сервисные программы контроля данных, маскируя свою память под внутреннюю память машин. Каждый день я ждал вмешательства извне в нашу работу,
Понимая, что, окажись я на той стороне, и понимая то, что сейчас понимаю, искал бы способ все это прекратить. И меня, как врача, больше всего беспокоило, что наверняка будут деятели-хирурги с догматом резать к чертовой матери. Напряжение с каждым прожитым днем становилось все сильнее, и я уже не мог спать, даже зная, что жилой комплекс перенасыщен следящей техникой. Если бы не зуд, взявший на себя отсекание сложных срабатываний, мы не спали бы ни одной ночи. 1 мая снова запустили Сосновоборскую станцию. Это я узнал из новостей науки. Если лесорубы полетят к Паламете, ситуация выйдет из-под контроля. А Бегма не знает, что ни в коем случае им нельзя уходить из точки переноса. И они отойдут так далеко, что когда окно схлопнется, вернуться они и не смогут. А у Кости нет точных данных по характеристикам поля, чтобы снова открыть портал сразу после его закрытия. Им для этого нужно лететь на место, поставить приборы КИА, контрольно-измерительной аппаратуры, и снять параметры с образующегося излучения, вычислить необходимые режимы запуска Збруевской станции. Месяц назад я дал задание по цеху собрать отдельного Змея Горыныча, оборудовав его площадкой СРЭП, усиленной батареей и кабиной для груза или пассажира. И когда машина была готова, сам демонтировал ей блок дистанционного управления, подключая напрямую к ЗУДу. Приподнимался я в цеху на пару метров и немного летал, пока никто не видит. Прозрачная капсула на спине дрона могла стоять или лежать для обтекаемости. Демонстрировать полеты на нем я не рисковал. Аппарат со сложными лопастями стоял в углу цеха, накрытый камуфляжным чехлом, дожидаясь своего часа. И вот он настал. Ждать уже нельзя. Я открыл Руж-парк, взял один из пистолетов и принялся набивать ему магазин. Самсонов наверняка знает, ведь стоит датчик, в кабинете есть камеры. Хрен с ним, если позвонит, объясню. Управился с снаряжением оружия я за 10 минут. Вечерами я на обычном токарном станке смастерил 7-сегментный глушитель с латексными перепонками для пистолета. Отец когда-то показывал такой, выстрел похож на хлопок и шипение. Десятка минут Самсонову хватило, чтобы добраться до связи и появиться на экране. «Зорин, что там у вас случилось?» — начал он, не здороваясь. «Пока ничего, Леня, когда случится, будет поздно. Я до сих пор не понимаю, и никто не понимает, кто я тут. Какая у меня должность, звание, вообще. Объясни свои действия». «Леня, ты оставил мне арсенал, при этом кроме нас с Сергеичем тут людей, умеющих владеть оружием, нет. Вот я и подумал, а для кого ты это все оставил? На что намекаешь?» «Я ни на что не намекаю, Леня, я знаю, что иммунитет, если не может справиться с инфекцией, убивает сам зараженный организм. Так он защищает популяцию. Это оружие не для защиты парней, а для киллеров, которые придут их зачистить, если ситуация выйдет из-под контроля. Ты с ума сошел? Зачем это мне?» «Может, и сошел, но ты же знаешь, сумасшедшие себя больными не считают. Чего ты хочешь?» «Спокойной жизни, Леня, уверенности в завтрашнем дне, а у меня этого уже 3-й месяц нет. Я могу дать тебе еще отпуск, если уж так тяжко». «Мы не станем ждать милости от природы», — процитировал я Мичурин. «Взять их у нее наша задача», — набивая 3-й магазин. «Ты можешь ясно объяснить, чего ты собираешься делать?» «Не хочу. Но если ты мне еще доверяешь, то сделай простую вещь». «Чего? Не мешай». «Да, еще, если с парнями что-то случится, а я это сразу узнаю, все их выкладки и формулы окажутся на сайтах физических, физико-математических журналов. А ты знаешь, интернет — это пропасть. Убрать оттуда наверняка что-то невозможно. Поэтому охраняй их, Леня, как себя и свою семью». «Я тебя с говном съем», — прорычал Ленчик. «Ты рехнулся?» «Я обезопасил нас всех, генерал, потому что с каждым днем опасность все ближе. И если нас не убрали до сих пор, значит, это сделают в ближайшее время». Самсонов вдруг успокоился. Он посмотрел на меня насмешливо. «Дурак ты, Лешка. Ладно, решил, делай, но учти, если кто-то из-за тебя погибнет, пойдешь под суд». «Сибис пасом парабеллум», — ответил я. «Спасибо за арсенал». «Ну, и чего теперь?» — насмешка не сходила с его лица. «Не скажу». Я отключил связь.
Зуд открыл на бедре костюма нишу в карман, и я туда убрал пистолет. С другой стороны, в такой же карман затолкал 3 магазина. 31 выстрел. Поднявшись к себе, я извлек из сумки результат своего развлечения на токарном станке, глушитель, и Зуд принял и его в рюкзачок на спине. Потом я спустился в цех, где стоит собранный по моей просьбе дрон Змей Горыныч с двойным аккумулятором, подтащил его к воротам, подготовил к взлету, зашел на платформу и закрыл капсулу. Зуд выпустил захват и подключился к системе управления. Рабочих только что увезли. Мы поднялись над полом, подлетели к воротам, те мягко отползли в стороны. Солнце еще высоко, но ждать темноты я не могу. Через час Костик начнет очередную серию испытаний. Пусть работают мальчики. У меня есть важное дело. Я со двора поднялся, стремительно набирая высоту. Миниганы на вышках задрали хоботы, но угла для захвата цели не хватило, и они меня отпустили, не сделав ни одного выстрела. Внизу у выхода из жилого здания стоял, разинув рот, Сергей Сергеевич. Пасмурный вечер позволил мне быстренько залезть в облака. Зуд перевел мое тело в горизонтальное положение, и мы помчались к 27-му кордону. Когда мы выбрались из зоны постановщика помех, Зуд отправил егерю по ФТ-8 короткое сообщение: буду через 5 часов, готовь баню, Алексей. Если по прямой 650 километров, на скорости под 200 километров лететь 3 часа. Но по прямой не выходит, маршрут пересекает посадочные эшелоны гражданской авиации больших аэропортов. Зуду приходится лавировать, то двигаясь вдоль трасс на высоте 50 метров, то поднимаясь в облака на 3 или 5 сотен. Транспондера у нас нет. Мы вообще нарушители воздушного движения, но мне плевать, дело слишком важное. Пару раз на меня наседал то полицейский дрон, то армейский вертолет, и Зуд нырял до земли, уходя под кроны деревьев, сам включал аппаратуру РЭП, чтобы сбить радары служебных машин. Я видел, что пытался по видео пробить Самсонов и Валя, поэтому отключил всю связь, кроме коротковолновой. Что я задумал? Я не могу подорвать станцию в Сосновом Бору или в Городомле. Если б там смог, они выключили бы передающую. А вот Збруевскую могу. На Савельевском кордоне у меня есть нычка, килограмм тротила и запал для РГД-5. Разнесу эту хреновину в куски. Потом будем оправдываться. А в адвоката я себе приглашу Коротича из Новгорода. Он в теме, даже если суд будет в закрытом режиме. Без тротила. Я добрался до Савельевского кордона только к полуночи. Несмотря на то, что в полете я ничего не делал физически, все равно вышло довольно утомительно от мотаний, которые пришлось устраивать моему пилоту. Я немного успокоился. Рубикон перейден, и нет никаких сомнений. Запуск с Бруевской станции надо исключить. И незачем тревожить Бегму, ведь если не будет второго луча, то и ничего не случится. И цепочка, образовавшая замкнутый круг событий, прервется. Главное очевидно. Для этого нельзя использовать перемещение во времени. Все должно происходить в одной реальности и не использовать пробои во времени. И у меня все складывается идеально. Мне удалось собрать все частички головоломки, и теперь я знаю почти все. Почти, но главное знаю. Слабое звено, даже не слабое, доступное, это Збруевская станция. Я могу подорвать опору ЛЭП, от которой запитался Збруев. Не саму ЛЭП, это попадет под статью теракт, а его трансформаторную станцию. Ее я могу оплатить позже. Со Збруевым мы разберемся. Тогда будет возможность ему все объяснить на следствии. Мне нужно заехать к Карлу Вернеру и забрать мотор. С ним уже двигать в Залучи и выбрать момент, чтобы установить заряд ВТП на участке Збруевской усадьбы. Для этого надо с ним встретиться лично. Передам ему привет от Костика. За 20 минут до посадки послал еще одно сообщение Савельеву. Подлетаю, встречай, З.
Встретили, как обычно, сам егерь и его жена Светлана. «Добро пожаловать, Змей Горыныч», — приветствовал егерь. «Дела пытаешь, аля дело летаешь?» «По делу летаю, принимай аппарат, Макарыч. Махнул, не глядя», — процитировал я капитана Титаренко из фильма «В бой идут одни старики». «Знатная зверюга», — егерь обошел дрон. «моторы, батарейки, пропеллеры. Шкварок нажарю. А если серьезно, по что сорвался? Ведь не в отпуск прилетел. Как жена? В общем, как дела?» «Докладаю. Родила. В феврале принесла сына, 3 с лишним кило. Растет и развивается в штатном порядке. Только меня запрягли в один проект, так что уже 3-й месяц ни жены, ни сына не вижу». «Соболезную», — егерь проводил меня в дом. «Баня еще горяча, сходи, ополоснись и возвращайся, поговорим». Выйдя на грунт Савельского кордона и вдохнув полной грудью, наполненный запахом молодой хвои и зацветающих трав воздух, я расслабился. Напряжение отпускало. Волшебный эффект, мать сырой земли. Я добрел до бани, раскрыл зуды и, выложив из рюкзачка плавки, отправился в парилку. Через 20 минут после ополаскивания под ледяным душем, в одних плавках босиком по молодой траве и лужам, покрытым льдом, завалился в дом егеря. Меня укрыли халатом и принялись кормить. На стол явился графинчик с ивовой настойкой изумрудного цвета. «Макнешь 50? Наливай», — сказал я, повторив в уме, как молитву. Не пьянство ради окаянного, а дабы не отвыкнуть. Ну и напряжение снять нужно. От полета до сих пор все внутри трясется. Мы приняли понемногу савельевской настойки, закусили, и Светлана ушла спать, чмокнув меня в щеку. «Расскажешь, что стряслось?» — егерь взялся мешать угли в печи. «Без подробностей, в общих чертах», — ответил я. «В недалеком будущем должно произойти одно событие, которое в самом примитивном плане вызовет гибель людей. Но главное не это, оно еще и приведет к открытию, которое я могу сравнить с созданием атомной бомбы по своей значимости. И если этому событию помешать сейчас, то, вероятнее всего, открытие не случится, или, может быть, когда-нибудь, много позже, уже без нас. Ну а ты тут при чем?» Так уж вышло, что я от безделья начал копаться в истории, и вот, раскопал. Всем нам на голову проблему. Такую, что не могу рассказать. «И что ты собрался делать?» Егерь подкинул дров в печку. «Взорву одну установку. Тогда все прекратится, может быть». «Уверен?» «На 99%, Саул». «Понятно». Егерь вернулся к столу, поднял снова графинчик. «Еще по 50?» «Хватит, мне нужна ясная голова». «Чем взрывать собрался?» «А вот этого не скажу, не хочу тебя приплетать. Если спросит, ты ничего не знал». «Тот тротил, что как бы внизу лежит, под аэродромом», — сказал вдруг егерь. «Уже там не лежит. Светка нашла, пришлось утилизировать в болото». Это стало ударом, словно обухом по башке. Как же мне теперь быть? «Чего ты взрывать-то собрался?» «Есть один электронный агрегат довольно большой. Там 2 лампы по 100 килограммов весом каждая. Напряжение анодов 1000 вольт. Вот его нужно разнести». «И ты со знанием физики и радио не можешь обойтись без взрывчатки? Возьми сайгу с картечью, не хуже тротила». А ведь он прав. Если аноды замкнуть на землю и дать полную мощность, система сама взорвется. Выгорит трансформатор и кинетрон выпрямителя. Надо только добраться. У меня надежда на невидимость зуда. Можно вылететь в темноте и пока там все спят, по-тихому замкнуть цепи, выставить таймер на автозапуск днем, когда все разъезжаются по учебе работе. Проконтролировать, чтобы не возник пожар, закатить туда пару углекислотных огнетушителей. Оружие брать егеря подставить — это не вариант. Вероятнее всего, я к нему вернуться не успею, повяжет. Егерь молодец, хорошую мысль подкинул. И все равно я бы граммов 100 там заложил для надежности. Под генераторные лампы, клистроны. Стараясь не подавать виду, что собираюсь улететь еще затемно, я сообщил усталым голосом, ибо мне не требовалось ничего изображать. «Саул, пойду я спать. Завтра полечу туда с утреца, чтобы хозяева дома были».
Раз уж нычки моей нет, а не верить Саулу бесполезно, ему меня обманывать незачем. Значит, выход один — затемно вылететь в Залучье, пролезть в пристройку с клестронами и кинуть на выходе перемычку на землю. Медные жилы были в подземном цеху. «Саул, я хочу спуститься в цех под аэродромом. Включи там свет. Чего искать будешь? Медный пруток с полметра длиной. Я тебе так дам. В сарае бобин кабель лежит, трехжильный, 10-тысячник». Я решил не откладывать до утра. «Пошли сейчас, отрубишь кусок». Интересно, а зачем Саулу такой мощный кабель? От ГЭС в лесу на ручье мы протягивали обычный трехфазный СИП на 380 вольт. А где он собрался брать 10 тысяч? Я и спросил, влезая в зуда. Пришло предложение интересное от одной фирмочки. Вместо моей водяной мельницы поставить МГД-установку. Сейчас популярно. В зависимости от скорости и ширины потока развивает до полумегаватта. Только инвертор нужен. Ну, дорого, зато электроэнергии хоть залейся. Можно фонари в лесу развешивать. Так вот, там блоки нужно связывать медными жилами. Понятно. Я порадовался за Саула. Ну и хорошо, что все так легко решается. Наверное, оно к лучшему, что я не беру на себя еще и статью изготовления и хранения взрывчатых веществ. Обойдемся медной жилой. Сиди, сейчас принесу. Принес. Вот. Он поставил к стене пучок из десятка толстых медных жил. Еле перерезал. Там еще стальная рубашка внутри была. Пришлось распустить болгаркой. Утром решил. Я понял, что нужно сказать правду. Нужно. Нельзя врать. Нет, сейчас. Я решил уже не скрывать от него план. К Вернеру не полечу, это потом. Прямо сейчас ночью залезу к Збруеву. Меня пекло что-то изнутри. До ломоты в ногах. Спасибо за хлеб-соль, но я полечу сейчас. Интуиция, Саул, что каждый отложенный час действует против меня. Ты с этим, как его, которого батя твой тогда повязал, согласовал? А Збруев это мебельщик, что ли? Нет, нельзя, он не знает. Да, мебельщик. У него аппарат один стоит уже 10 лет, из-за которого случится беда скоро. Как только он его включит. А не включить не может. Это в его плане. Архангелов генерал не пришлет. Поэтому и спешу, если он допетрит, что я собираюсь сделать. Постарайтесь прихватить. Мне нужно действовать максимально быстро. Саул поднялся и пошел к выходу. Ладно, действуй, как решил. Ты большой мальчик. Могилу отца навестишь? Когда вернусь, ответил я. Днем. Я тебе сообщу. Вот и все. Разговоры кончились. Надо действовать. До усадьбы Збруева больше 100 километров по прямой. Но где-то на этом маршруте сидит автоматическое ПРО, а я опять без транспондера. Придется шепотом ползти лесом к станции Дно, оттуда вдоль железной дороги до Старой Руссы, и там по автодороге к Залучью. Это больше 150 километров, не считая уходов под деревья от дронов-контроллеров, который наверняка летает над станциями. Зуд, сколько нам лететь до Залучья? Час-полтора, как обстоятельства сложатся. Подбираемся к усадьбе Збруева со стороны реки, там оставим коптер. И ты помнишь, датчики движения реагируют на инфракрасное излучение от живых объектов. Не учи меня маскироваться. Светает уже в 4:30, но будет утренний туман от реки, а усадьба стоит на берегу речки Шубинская Робья, так что к забору должны выйти незамеченными. И еще, Леша, если на заборе сработает датчик, до сарая с установкой Збруева 10 метров, мы успеем уйти в тень его, а на рассвете тени длинные. Чтобы перемкнуть аноды, у тебя будет не больше 3 минут. А потом еще включить установку. Она взорвется? Не совсем. Выгорят дросселя выходной цепи и лопнут конденсаторы фильтров. Механически. Это установку повредит, но не фатально. Может еще загореться масло в охлаждении анодов, если... Весь этот треп мы вели, уже двигаясь над болотом и через просеку в сторону станции Дно. Из кабеля я сделал медный веник, который примотал к дрону. Темнота медленно сменялась серыми сумерками, и если бы не ультразвуковой радар Зуда, на моей голове мы бы не раз вломились в кроны сосен,
которые без цифровой обработки картинки в обычном зрении сливались с небом. Белыми точками выделялись в гуще ветвей теплокровные белки, птицы. Они по-разному реагировали на пролет Змея Горыныча над лесом. Кто-то вздрагивал и метался по веткам и стволу, а кто-то вообще не реагировал никак. Станция «Дно» сортировочная, освещена, и мы ушли бочком по темным участкам и выбрались на трассу в обход, Заморино, и высоту держали 20 метров. Полет пока без приключений, жилых строений нет. Дроны, летающие над узловой, на мой пролет в стороне не отреагировали. ЗУД сканировал каналы их связи, все обходилось обычным рабочими сообщениями. Операторам до нас не было дела. На сортировочной шла сборка составов. Мы дважды уходили в тень леса и зависали над самой землей, пропускали пассажирские составы. Вот и старая Русса. Обошли ее южнее и пересекли реку Ловать. Вот эта дорога уже мне знакома. Я по ней и сам гонял. И последний раз такси меня везло от Карла Вернера в Демянск. Я заезжал, чтобы посмотреть на усадьбу Збруева. Еще 15 километров. ЗУД повел машину вдоль реки, но через 5 километров ее русло отклонилось сильно к западу, и мы вернулись к дороге. Машин нет, почтовых коптеров, грузовиков тоже. Только мы прожужжали, но параллельно дороге, в стороне на полкилометра идет просека ЛЭП, той самой линии, от которой Збруев запитал своего монстра. Вот по ней мы и доберемся до усадьбы. Внизу большое поле с какими-то злаками, еще одна дорога, и после небольшой лесополосы уже вырисовывается на фоне светло-серого неба рельеф крыши Збруевского дома с трубами печей и камина. Все как рассчитал ЗУД, на часах 4:20. На востоке небо окрасилось розовым. Облачности нет, но над рекой стелется туман, и он накрывает забор, выходящий к реке. Это прекрасно. Мы тихо опустились на излучине реки, там каменистый отмель. Я, отстегнувшись, на руках перетащил сложивший лопасти дрон под деревья, накрыл его камуфляжным чехлом, что хранится в одном из бардачков леталки. Все предусмотрено, даже опытный грибник в сумеречном свете не сразу разберет, это машина под чехлом или замшелый пень. При переходе через реку ЗУД максимально остудил свою оболочку, так что к забору я выбрался уже, имея температуру окружающей среды. Среагировать могут только ультразвуковые лидары, но их нет. Это же не воинская часть. Лазеры вдоль забора? ЗУД проверил, тоже нет никаких. Мы перемахнули на участок, и все, я совершил преступление. Проникновение на частную территорию, минимум административка. А еще будет нанесение материального ущерба, намеренное. Впереди сарай. Если дверь под замком, придется взломать. Еще бонусы в нехорошем смысле. Господи, имя тебе беспечность. Сарай не заперт и даже приоткрыт. Чего опасаться олигарху на своей земле? ЗУД осмотрел петли. Смазать? Леша, там все в масле, их только недавно обрабатывали. Заходим? Да. ЗУД подсвечивал изображение инфракрасным лучиком. Мы двигались среди газонокосилок, сучкорезок, еще чего-то громоздкого, с торчащими во все стороны то ли рогами, то ли ручками. Сарай большой. И вот за перегородкой я увидел установку. Это действительно монстр, окруженный железными решетками. 2-метровые лампы с анодами в форме испанских воротников, радиаторы. Большой трансформатор, дающий на анод 1000 вольт. Вот их я сейчас свяжу жилами и закорочу на экранирующую решетку. Останется дать ток, и вот большой электромагнитный пускатель. А вот и ручки управления мощностью уходного каскада. Их я повернул на максимум. Вот регуляторы накала катодов. Их сперва нужно разогреть, чтобы эмиссия через лампы пошла на максимум. Я знал, что бесшумно включить все это не выйдет. Магнитные пускачи срабатывают ударом, со звуком выстрела. Дверь я за собой запер, в доме услышать не должны. Подготовив установку к последнему в ее жизни запуску, я отошел к главному рубильнику на электрошкафу. Вот и все. Еще мгновение, и эта хреновина посыплется яркими искрами.
Зуд, есть тут огнетушитель? Сбоку, от тебя, у двери, 50-литровый баллон с раструбом, углекислотный. Отлично. Я повернул рубильник, инстинктивно прикрыв глаза в ожидании ярчайшей вспышки. Ничего не произошло. Я выпустил из пальцев крючья и сорвал внешнюю панель распределительного щита. Зуд, замерь напряжение. 0, Леха. Видимо, где-то снаружи есть еще один рубильник. Проклятие. Я понимал, что если сейчас выйду, меня повяжут. Шума, конечно, не было, но не надо думать, что противник дурнее нас. Я достал из бедренного кармана пистолет, из рюкзачка глушитель и навернул. Значит, придется установку расстрелять. Вернувшись к лампам, я принял стойку, но не успел нажать спуск. «Зорин, не стреляйте!» Голос негромкий, но прозвучал, словно окрик. От неожиданности я чуть не влепил на голос, но зуд мне заблокировал на мгновение указательный палец в перчатке. В голове вспыхнуло, будто действительно взорвалась установка. Это зашкалило в крови значение адреналина. Сердце молотило так, что кровь гудела в ушах. Я сглотнул пересохшим языком и облизнул губы. И зуд выдвинул мне водяной штуцер. «Попей, Леша, это сам Збруев». Вода помогла успокоиться. «Кто здесь?» — прохрипел я, потому что от неожиданности голос сел, не осознавая слова зуда. «Он его видел?» «Это я, Павел Збруев», — говоривший вышел из тени. И я понял, он был тут, где-то за агрегатами. Он видел все мои метания. «Стойте, где стоите, Павел. Установку я должен разрушить». «В этом нет необходимости, доктор. Ваш больной вылечился сам. Операцию делать нет необходимости», — повторил Збруев. «Уберите оружие и пойдемте в дом. Нам есть о чем поговорить». В доме или во дворе засады, и меня тут же скрутят, как только я выйду. Вот почему Збруев ждал меня. Его предупредили. Кто-то сумел меня переиграть. Кто? Самсонов? Он мог отследить меня до Савельевского кордона. Вычислил, что я полезу уничтожить этот агрегат. Мог. Ленчик не дурак. Зато я себя ощущал не просто дураком. Такого стыда и позора мне еще никогда не приходилось испытывать. Меня облапошили как мальчишку. Меня, проект «Вектор». Как же ужасно ощущать провал. Я медленно скрутил глушитель и убрал пистолет. Если сейчас примут, даже нет смысла отбиваться. Глупо. Как все глупо. Что-то не складывалось. Самсонов должен был быть уверен, что я собираюсь грохнуть Збруева, если он мне помешает запустить его установку и улететь в прошлое на 10 лет, чтобы помешать Лагутину собрать ее. Я оставил кучу намеков на эти маневры. Я не говорил об этом открыто, но в моем компьютере я оставил файл с таким рассуждением, и Самсонов его точно видел. И звонили они мне в полете, чтобы отговорить, это ясно. Он и Валю подключил. Валя, у меня не будет возможности с ней поговорить, попрощаться. Я смотрел на фигуру Збруева. Ждите, мне нужно еще 5 минут. Хоть 10, развел руками спокойный, как танк олигарх. Валя ответила сразу. «Привет, радость моя. Ты мне звонил, я не мог ответить. Что-то случилось?» Я старался говорить как можно спокойнее. «Ничего», — она массировала лицо. «Я ее разбудил, просто соскучилась. Звонил Самсону, он говорит, что скоро твое заточение кончится. Вот спала, а ты где?» Что ей сказать? «Валечка, милая моя, прости меня, я дурак. Тебе Самсонов все объяснит». Она встревожилась. «Да что случилось?» Но я уже не мог с ней говорить, горло перехватило, и я отключился. В дворе собор, сейчас мы пойдем, меня шарахнут тазером, и пока окаменевший от высокого напряжения зуд не придет в себя, банально закуют. «Идем», — я шагнул навстречу Збруеву, тот распахнул дверь, я постарался расслабиться в ожидании импульса. Во дворе никого. Ясно, они ждут в доме. Збруев коварно пропускает меня вперед. Накинут стальную сеть. Я поднялся на крыльцо и вошел в большую гостиную. Пусто. Горит искусственный камин. Ночь холодный, но топить дровами расточительно. Зуд просигналил. Целей нет, комната пуста. Збруев запер дверь и сказал: «Чай хотите? Кофе?»
Или немного коньяка? Где группа? Захвата? Закончил мою фразу Збруев. Нет никого. Это не нужно, доктор. Эффект Лагутина-Фельдмана. С людьми нужно разговаривать, честно и открыто. Лукавый обманывает, в конце концов, не собеседника, получая сиюминутную выгоду и превосходство. Он в результате обманывает самого себя. Потому что однажды упрется даже не в стену недоверия, а в полное отторжение в отношениях. Он потеряет то, что стоит очень дорого и не оценивается никакими деньгами. Доверие, репутацию надежного человека. Збруев предлагает поговорить. У него этот самый кредит доверия, прости господи за тавтологию, очень высокий. Ему можно верить. Он хочет сохранить установку. Если он не будет ею пользоваться, хорошо. Я попросил кофе с коньяком и думал, спрашивать самому или дать ему инициативу и слушать, анализируя через детектор лжи. Выбрал второе. Я свернул шлем, обнажил руки, устроившись в кресле, взял кружку с кофе и не спеша наслаждался ароматами кофе и коньяка. Кажется, Збруев тоже предпочитает старый город импортным коньякам. «Алексей, можно без отчества, доктор?» Збруев, одетый в обычный спортивный костюм, тоже пил кофе и рассматривал меня, а я его. Ему около 50, светлый шатен, мягкая светлая борода, серые глаза и все лицо его светлое, открытое и очень простое. Ему хочется верить. На его вопрос я кивнул. «Спасибо. Вы читали мое досье?» Я снова кивнул и добавил «да». «Там много интересного, но есть вещи, о которых писать нельзя. В конце СВО я командовал группой, занимавшейся отловом бандгрупп подробно. Это типа оперативного отряда СМЕРШа. Так что я привык анализировать рассеянную информацию, на которую, может быть, никто бы и внимания не обратил. Когда Бегма начал скупать всякую амуницию явно немирного характера, бейсбол, антибиотики, я его вызвал на открытый разговор. Вы его хорошо мотивировали, Алексей. Я Володю давно знаю, сумасшедшим его не считаю. Артефакты, на которые опирались вы, я тоже знаю. Не мотор Вернера, конечно, но хватало и других находок, чтобы понять, дело нечисто. Про отряд Бати в этих краях легенды ходят, или, вернее сказать, сказки, в которые до сих пор не верили. Я решил разузнать о вас и подключил своих знакомых из Минобороны, а те вывели меня на вашего куратора, генерала ФСО. Я был очень удивлен, что контора ФСО — это очень закрытая организация, удивляться, что среди их агентов оказался врач скорой, глупо. Раз вас взяли в штат, значит нужен. А тут выяснилось, что исчез мой племянник, и в деканате мне намекнули, что Костя занят каким-то секретным проектом, причем вместе с этим очкариком Ростиком. Ну, отлично. Возвращаюсь к вам. Хотел уже связаться, и вдруг узнаю, доктор, ставший отцом, увольняется и тоже исчезает. Куда? А вот тут стена. И никакие связи не помогают узнать, что с вами троими. Кто-нибудь мог бы успокоиться, но не я. Терпеть не могу секретов, которые городят вокруг меня. А тут еще и радионадзор, комитет по частотам и связи приперся. Что это за установка тут у вас во дворе? Объяснил, что СВЧ-антенна, экспериментальное устройство, показал свидетельство о регистрации средств связи. Сами понимаете, иначе такую дуру не зарегистрировать. А эти оказались особенно хитрые. Притащили измеритель мощности и замерили излучение в пике. Говорят, нормы для частного использования многократно превышены. Вот вам штраф, а вот кусачки, и все 3 фазы мне обрезали. Друг, как оказалось, что мне эта установка и без нужды. Хотите знать почему?» Я кивнул, допивая кофе. Збруев включил экран огромной плазмы и вывел на него карту с участком реки Полометь. Вот тут, в 6 километрах ниже по течению от деревни Починок, где пару лет назад оборудовали базу рафтеров и турбазу, связисты поставили вышку сотовой сети «Русь», видите? А ее надо питать, и нет солнечных панелей. Збруев приблизил картинку с дрона. Вот тут на перекатах
Энергетики Руси поставили автоматическую энергостанцию на МГД принципе. И она вырабатывает энергии с запасом, так что и на ретранслятор хватает, и для моих агрегатов можно откачать без ущерба. Вот так. Письмо в местное представительство Руси я уже отправил. Я снова ощутил себя дураком, но лишь на мгновение. Была же мысль слетать на это место и обследовать его. Самсонов не одобрил, нет. Он запретил нам туда эту поездку. Ладно, тут я промахнулся. Но переход же был или будет. Артефакты не исчезли. Ладно, Збруев попросил не уничтожать излучающую станцию. Зачем? По моим расчетам, если исчезнет факт переброски лесорубов, что-то в цепочке событий должно измениться. Зуд, слушаешь? Пишу. Рассчитай вероятность событий при отмене перехода лесорубов. Почему ничего не меняется? Збруев не прислушивался к нашей беседе. Может быть, вам завтрак заказать? Автоматика управится. Послушайте, Павел, зачем вам установка Кости? Вы видите, исключение перехлёста лучей на берегу Паламете не вызвало изменений в реальности. Значит, она все равно используется. Пусть не с отрядом Бати. Или будет использована. Збруев пожал плечами. Этого я не могу объяснить, да и не моя задача. Позвонил Самсонов, этот ваш куратор, и предупредил, что в ближайшее время можете появиться вы, доктор, и попытаться уничтожить установку. Мы решили, что активно мешать вам в этом не надо, но я решил попытаться вас отговорить, и, как видите, получилось. Но почему же тогда все осталось без изменений? Я опять почувствовал раздражение. Мне все не нравилось, или я дурак, или лыжи не едут. Чего-то мы не учли в этой схеме событий. Я не учел. Чего? Может быть, все-таки нужно выключить станцию в Сосновом Бору? Но не убить же на самом деле Костю и Ростика, еще в детстве. Я никогда бы не решился на это. А генерал? Думаю, и он. Искали бы другие способы, как помешать Лагутину создать установку. Я ж думал тогда направить его на разработку реакторов холодного термояда. Я не знаю. Збруев поднялся и забрал мою кружку. Ну так как насчет завтрака? Я ночью ел, еще не проголодался. Вы понимаете, раз ничего не меняется, значит мы чего-то не учли, и ваша станция заработает не сейчас, так потом. Погодите. Олигарх поставил бокалы на столик, и тот сам укатил на кухню. Мои ребята не провалятся в прошлое, не будет отряда под командованием Батищева Бати. Но мы о нем помним, и вы, и действительно ничего не происходит. Может быть, в этом Костя с Рости разберутся. Чего вы хотите? Я хочу быть уверенным, что ваша станция никогда не оживет. Лампы жалко, дорогие. Ну ладно, там в сарае есть слом, идите и разбейте их, и все, что сможете, если вам так будет спокойнее. Если моего слова вам недостаточно. Павел, дело не в слове. Вам я могу верить, но запустить станцию можете и не вы. Пока она цела, существующая реальность не меняется. Збруев пожал плечами. Хорошо, 10 минут вам хватит? Я кивнул и встал. На экране збруевской плазмы высветился значок вызова, конверт с восклицательным знаком. «Вам звонят», — сказал я машинально. Збруев удивленно смотрел на экран. «Мне? В это время? Невозможно». Он взял пульт и нажал кнопку «Ответить», когда я пошел к выходу. За моей спиной раздался голос. «Алексей, не уходи, ты мне нужен». «Это вам звонят, доктор?» — удивленно протянул Збруев. Я развернулся, изучая незнакомое лицо на экране. «Вы кто?» Человек на экране был мне немного знаком, но я не мог вспомнить, где я его мог видеть. Ему под 50, худое изможденное лицо, синяки под глазами, щетина, морщины. Глаза знакомые, улыбка. Но я никак не мог припомнить, где мы встречались. На вызове? Больница, куда доставляли больного? Кто-то из группы Аристея? Нет. «Не важно, кто я, Алексей, важно где». Он отодвинулся, подвигал камеры, и я узнал обстановку моего центра связи в подвале дачи в Нахабино. Адреналин опять зашкалил. В голове стремительно пронеслись мысли. Они захватили Валю, заставили открыть подвал. Это явная демонстрация их силы и возможностей. «Чего вы хотите?»
Я постарался держать себя в руках. До них 500 километров. Что бы я ни сделал, это будет лишь ответом, возмездием. В моем доме в Нахабино нет ловушек, скрытых огневых точек. Это обычный жилой дом, где сейчас живут 2 женщины и младенец. Эти люди в моем доме, в его секретном месте, куда никто, кроме меня и жены, проникнуть не может. Я постарался спросить как можно спокойнее. Что с Валей? Человек на экране дернулся, обернулся куда-то от камеры, переспросил. А что с ней? Спит, наверное, или кормит? Я хочу убедиться, что с ней все в порядке. Позвони по своей линии через Зуда, что мешает? Человек откинулся в кресле, потер ладонями уставшее лицо. Я увидел кольцо на его пальце. Он тоже женат. Зуд, свяжись с Дианой, узнай, что и кто еще в доме. Она отвечает, что в доме кроме Вали, Гали и Юры никого. Иван Александрович уехал вчера к себе домой. Сегодня у него 3 лекции. Женщина и ребенок спят. Нет, Валентина делает зарядку в спорткомнате. Мой собеседник выждал минуты 3 и усмехнулся. Ну что, убедился? Как вы попали в подвал? Решил разобраться я теперь с самым важным. Там вход по биометрии. Они с меня маску сделали и линзы с рисунком радужки. Ради чего? Да все просто, Леш. Установка Лагутина закинула меня прямо сюда. Вы из будущего? Началось, подумал я. Вот уже явное и целенаправленное вмешательство в прошлое. Догадлив, поздравляю. Збруев не участвовал в разговоре и даже хотел уйти, но я жестом попросил его остаться. Напряжение мое чуть уменьшилось, но еще не отпускало. «Зачем вы вмешиваетесь?» Я не мог заставить себя перейти на «ты». Передо мной человек лет на 20 старше меня. «Ты конкретно или обобщенно?» — собеседник усмехнулся. А Збруев вдруг сказал: «Леш, а ведь это вы там». Меня словно обухом шарахнуло. «Это я? Я из будущего?» Узнать себя через годы, если на лице уже накопились не только возрастные, но и ситуативные изменения. «Хочешь знать, что будет?» — спросил я из Нахабина. «Нет», — сразу ответил я в Залучье. «Этого нельзя, это изменит реальный ход, саму реальность». «Умница. Ты тоже. Конечно, Леш, наш разговор изменил бы реальность, если бы не одно «но». Как думаешь, какое?» «Наша встреча зашита в ткань реальности?» — выдал я первое, что пришло в голову. «Вашей реальности, вероятно, так, но необычность заключена в том, что Вселенная намного умнее нас, и по всему получается, что она как бы предусмотрела тот факт, что когда-нибудь, где-нибудь и кто-нибудь попытается пробить нулевую отметку и уйти в прошлое. Она исключила эту возможность, Алексей, сделав так, что проникновение в прошлое стало бессмысленным. Мы можем это, но только в другую реальность, в другой ткани Вселенной, никак не относящейся к нашей. Это как если бы ты мог сготовить обед, но накормить им можешь только соседей и все. Что сделаешь, касается только их. Помнишь притчу о длинных ложках? Вот нечто похожее происходит с перемещением во времени. Хочешь сделать гадость? Соседу. Хочешь спасти мир? У соседа. Напрашивается логичный вопрос. А оно тебе надо? Если твой сосед, во-первых, тебе не ответит и не помешает, и вообще у него для влияния другой сосед, не ты. Если ты сделаешь гадость своему, то он сможет отомстить, но тебе, а другому, глупо или мудро? Я попытался осмыслить сказанное, поэтому, чтобы выиграть время, спросил: что за притча о длинных ложках? Мешался Збруев. А, это я знаю. Если можно, я расскажу. Давай, согласился нахабинский собеседник. Полезно послушать и мне, освежить, так сказать, в памяти. Збруев извлек планшет. Чтоб не напутать ничего, вот, я скопировал себе из Рунета. Мне она очень понравилась. Читаю. Притча. Что такое рай и ад? Однажды один добрый человек беседовал с Богом и спросил его: «Господи, я бы хотел увидеть, что такое рай и что такое ад». «Нет ничего проще», — сказал Господь. Появились 2 двери. Он открыл одну и провел доброго человека внутрь.
Там был громадный круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, наполненная вкусно пахнущей едой. Добрый человек почувствовал, как у него слюнки потекли. Однако сидящие вокруг стола люди выглядели больными, умирающими от голода. У всех были ложки с длинными-предлинными ручками, прикрепленными к их рукам, так что они могли достать до чаши и набрать пищи, но из-за того, что ручки у ложек были слишком длинные, они не могли поднести эти ложки к своим ртам. Добрый человек был потрясен видом их несчастья. Господь сказал: «Ты сейчас видел ад. Эти люди эгоисты, жившие в мире живых только своими интересами и думавшие лишь о себе и тогда, и сейчас, после смерти. Они не могут есть сами, но...» Затем Господь и добрый человек направились ко второй двери. Господь отворил ее. Сцена, которую увидел добрый человек, была идентичной предыдущей. Тут был такой же огромный круглый стол, такая же чаша с вкусной едой, которая заставляла его рот наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг стола, держали такие же ложки с очень длинными ручками. Только на этот раз все они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятный разговор друг с другом. Добрый человек сказал Господу: «Я не понимаю, что происходит». «Это же очень просто», — ответил ему Господь. «Эти люди кормят друг друга, потому что думают о других, а те, что были за первой дверью, думают только о себе. Ад и рай устроены совершенно одинаково. Разница внутри нас». Вот так же и в жизни. Одни, кто понял заповедь «возлюби ближнего», живут в раю, а другие, живущие в законе, как сам для себя, устраивают себе ад. И это не зависит от обстоятельств или законов общества, на которые часто ссылаются люди. Мы сами, своими мыслями, действиями и отношениями к миру выстраиваем свой рай и ад. Так что выбор за вами. Пока Збруев читал притчу, я ее вспомнил и понял, о чем говорил мой двойник. Мы можем повлиять на прошлое другой реальности и не можем на свое. В бесчисленном мире мультивселенных есть два пути, позволяющих развиваться. Невмешательство или сотрудничество. Любая попытка управлять чужой реальностью приведет к хаосу. «Все правильно», — сказал мой двойник. «Алексей, я все окончательные выкладки Фельдмана забил в твой компьютер от руки. Перекачать с нашего хранилища невозможно. Открытие, которое совершили Костя и Ростик, у нас назвали парадокс Лагутина-Фельдмана. И он гласит, что открываемые с помощью интерференции полей коридоры имеют одно направление — в прошлое. Их глубина проникновения зависит от мощности и частотной характеристики резонанса в точках перехода и прямо пропорционально натуральному логарифму от функции, обратно пропорционально расстоянию до Луны в момент возбуждения поля. Потому что важным элементом стабильности является гравитационное постоянное. Сейчас они работают над маркированием реальностей, но уже доказали, что накормить длинной ложкой мы можем только другого человека, то есть вмешаться в прошлое лишь одной реальности, вашей. С чем это связано? Я не знаю, думаю, что с энергетическими возможностями. Просто для более длинного шага нужно слишком много энергии. Ее в условиях Земли не получить. Это как реальность, которая за первой дверью, чтобы добраться до второй, нужно слишком много сил. Пока их нет. Зачем ты вбил расчеты Фельдмана? А зачем ты их решил сложить в Даркнет? Я не вмешиваюсь, Леша. Я даю тебе выбор. Можешь ускорить развитие своей реальности на четверть века. Можешь оставить все как есть. Я смотрел на себя. Какой у вас год? Ты неважно выглядишь, поделился я своим впечатлением. Как Валя? У нас другая реальность, Леша. Валя заняла место Самсонова. У нас не Юра, а Юля. И она, как и я, врач. Только не на земле, увы. Мне, как ты видишь, 55. Давай вернемся к нашим попаданцам, ведь они попали в вашу реальность и вашу историю немного изменили. То есть как? Вот так. Это вы нашли обломки нашего дрона на 5 тонн и все артефакты, доказывающие проникновение.
Благодаря этому открыли эффект Лагутина-Фельдмана раньше. А мы не сразу разобрались, куда пропали люди с Бруева. Связали их исчезновение только к октябрю и несколько раз запускали установку Паши. Збруев привстал и поклонился молча. «Так вот», — продолжал Нахабинский я, — «все прошло не так, как у вас. У вас лайт-версия событий. Всех жертв — это 3 месяца твоей нервотрепки. Я успел предупредить Самсонова, что с нашей стороны никаких вмешательств в вашу реальность больше не будет, вот кроме этого разговора». «А что с с людьми вашего меня?» — спросил Збруев. «Павел», — собеседник с экрана посмотрел на него, — «часть погибла, часть мы сумели забрать. Но самым трудным было не это», — он помолчал и добавил. «Самым сложным было оставить там людей в вашей реальности без нашей команды. Хотя они за 3 месяца успели создать отличный отряд, который словно кость в горле оказался у немцев в самом пекле. Я мог бы написать их историю, но просто слить файл не могу, а сидеть и писать вручную долго. Я не думаю, что вам так уж нужны подробности. Парни наши не знали, что прошлое, в которое они попали, не их прошлое. Они не знали, что в нашей реальности нет никаких следов их борьбы. Могу лишь сообщить, что кроме них там побывали Петров и его Лора. Жень, они выжили. Благодаря им удалось вытащить остатки Збруевской бригады. Я не сразу переключился на то, что и Петров, и Лора — это люди той реальности, где Костик и Ростик оставались студентами, а не мобилизованными учеными для решения ими же созданной проблемы. Как они попали? Костю в Залучье вызвал Павел Збруев, поняв, что исчезновение бригады связано с запуском установки, чтобы племянник разобрался для начала, что это было и живы ли люди. Вы понимаете, Павел, мысленно ваш аналог из нашего мира уже приготовился сесть в тюрьму. Петров с Лорой поехали в Рамушово на раскопки, встретились с Лагутиным и Фельдманом и решили с ними вместе поучаствовать в расследовании, пока за дело не взялись компетентные органы. Женя, Лора и Петров были в лагере на берегу Паламети, когда Фельдман случайно включил установку на 5 минут. Вернулся один Петров, прихватив немецкого связиста. Лора и Женя остались в прошлом, и Женя отыскала партизан Батищева, а Лора прикинулась агентессой, благо Петров ей рассказывал очень много о событиях Демянского котла. Она нашла своего прадеда, Герцера, но убедить его в том, что Германия потерпит поражение, не смогла. Петров ходил за ней, но так как он явный африканец, то придумал какую-то дикую легенду. Я без смеха это вспоминать не могу. Поищите в немецких документах про Петрова. Там он назывался Патрисом Лумумбой, американским агентом. Хотите поржать, раскопайте его историю. Правда, немцам там было не до смеха. Вася такой след из мертвых тел оставил, что его окрестили Шварцергайст, черный призрак. Нахабинский, я посмотрел на часы, я это понял по взгляду поверх камеры. Час уже болтаем. Генератор, конечно, и не такие нагрузки вытянет, как на 20 лет назад скакануть. Но пора и честь знать. Главное, от фатальных глупостей уберег. А другие ты уж сам наделаешь, Леш. Самсонову и Вале привет. Да, Леш, чуть забыл. Дроны, которые следили за вами, посылал я. Прости, мне нужно было понять, на каком вы этапе. «Стой!» — заорал я. «Погоди, ты что, установку Лагутина в подвале собрал?» Какие сложности? Схема есть, расчеты тоже, все работает. Люблю иногда прогуляться в вашей реальности, душевно расслабиться, пивка попить. Когда уж совсем...» Он 2 пальца прижал к горлу. «Вилл тут. Леш, помни, у вас по сравнению с нашей реальностью рай. Берегите ее. Вы молодцы, у вас с мигрантами порядок и дисциплина». «Рай. У нас. Да, наверное, когда есть с чем сравнивать, покажется рай». «И что мне делать?» Я задал этот вопрос не потому, что не знал, скорее машинально, а мой двойник вдруг обернулся и ответил. «Свяжись с Самсоновым, объясни, что ты все знаешь и все понял.
что охранять Костика и Ростика нет нужды, никто им не угрожает. Чтобы они со своими опытами были поосторожнее, не оставляли следов в той реальности, куда могут пройти. Ну, что еще сказать? Валю поцелуй, когда прилетишь сегодня. Все, мужики, прощайте, рад был вас повидать, но больше я не приду. Збруев тоже поглядел на часы. Сейчас мои дети в школу встанут, уже 8 час. Вы от меня вызовете вашего начальника? Нет, я пойду. Спасибо за все, Павел. Бегми, привет. Скажите, ошибочка вышла. Я направился к тому же месту в заборе, где перемахнул. Збруев смотрел вслед с заднего крыльца и махнул рукой. В 5 метрах от меня щелкнула калитка. Ну да, мы не ищем легких путей. Я вытащил Змей Горыныча на ту же отмель, где приземлялся, и взлетел, заложив костюм маршрут до Нахабина. Зуд, чтобы нас полиция и военные не теребили, прицепись к какой-нибудь фуре, пока будет по пути. С дороги вызвал Самсонова, тот отозвался сразу. Я доложил, что в ситуации разобрался, жертв пострадавших нет. Установка Збруева цела, и он ее сам демонтирует или отдаст Косте. Самсонов спокойно выслушал, потом задал один вопрос. «Ты с собой поговорил?» «Да». «Что решили?» «Жить дальше и не считать себя умнее Вселенной, то есть Господа Бога. У ребят теперь работа на всю жизнь и даже больше. Меня волнует лишь одно, что в мире на той стороне могут найтись ухари, которые очень любят вмешиваться в чужую жизнь, считая свое понимание бытия единственно правильным. Как бы исключить их активность? А ведь рано или поздно они влезут к нашим соседям снизу. В свое время мы подумаем и об этом, Самсонов смотрел на меня. Лети домой, Леша, жена заждалась. Приземлив змея во дворе дачи, я спустился в подвал. На экране монитора вижу новая папка, рядом сообщение. Привет еще раз, перед уходом решил набить тебе сообщение. Когда Збруев прочитал ту притчу, я вспомнил другую, но не решился рассказать. Ты ее читал в романе Леонида Соловьева «Хаджа на Средине. Очарованный принц». Помнишь анекдот, который рассказывает Хаджа? Аллах обратился к благочестивому мусульманину с предложением. Проси, чего хочешь, дам тебе, но с одним условием, твоему соседу дам в 2 раза больше. Помнишь, о чем попросил благочестивый? Я вспомнил. Господи, лиши меня одного глаза. Вот именно. Неистребимое желание безнаказанно насрать в тарелку соседа. Зачем? Да не зачем. Мало ли у нас придурков, живущих по принципу. Я это делаю не потому, что нужно, а потому, что могу. Вот что, брат. А если вдуматься, все мы в реальностях братья. За годы изучения лагутинского эффекта открыли еще одну загадку. Назвали ее парадокс Лагутина-Фельдмана. Еще его называют темпоральным рикошетом. Вы его пока не заметили. Сообщи парням, что при отключении полей возврат из прошлого напоминает батут. Объект на несколько секунд перемещается в будущее, и настоящее его догоняет. Вот это уже происходит в текущей реальности. Пусть парни изучают механику пространства-времени в этом направлении. Формулы от наших Ростика и Костика я тебе набил в отдельной папке. Когда им дать эти алгоритмы, решай сам. З. Вопрос, конечно, интересный. Я тот из другой реальности что-то сказал про то, что здесь рай. А что же у них и почему? Через неделю я вернулся в Серебряные пруды. Эксперименты шли полным ходом. Материал набирался богатый. Я отозвал Фельдмана. Ростик, относившийся ко мне с большим пиететом, как и открывателю возможностей темпоральных прогибов, вежливо встал рядом с интерактивным экраном, на который я вывел всю систему эффекта Лагутина-Фельдмана. Он рассматривал уже знакомые формулы с наслаждением, а я даже отошел на шаг, давая ему почувствовать всю их стройность и гармонию. «Это вы собрали?» Он от волнения задохнулся. «Нет», — сразу развеял я его сомнения. «Нет, Ростислав, это все ваше, только через 20 лет и в параллельной реальности. Я решил не затягивать. Чем раньше вы получите эти ответы, тем защищеннее мы будем в будущем от внешнего влияния.
Во-первых, обратите внимание вот на это уравнение. Вы видели возвратный рикошет? Я не придавал ему значения, развел руками теоретик. Значение слишком мало, вязкость реальности после перехода нулевой отметки возрастает многократно по нарастающей, как если теннисный мяч попадает не в твердую стену, чтобы отпрыгнуть, а в зерно, в вязкую массу. Те, кто мне пересылал эти формулы, сейчас изо всех сил ищут способ, как эту петлю рикошета удлинить максимально и получить возможность заглянуть в будущее. Тем более, что оно относится не к параллельной, а к текущей реальности. Это ведь тоже опасно, Алексей Максимович. Фельдман скопировал весь комплекс вычислений в свой планшет. Это, как подглядывать в ответ в конце учебника. Это же нечестно. Лукавство — характерная черта человеческой натуры. Но заглянуть в ответ и справиться, правильно ли решаешь, не так опасно, как крутить ручки в прошлом в надежде исправить настоящее. Тем более, что пока не очень-то получается. Я походил вокруг экрана по классу, обдумывая заключительную фразу. В общем так, Ростислав, вся ваша работа имеет смысл только для одной цели и больше ни для какой. Надо разработать средства обнаружения проникновения в нашу реальность и противодействия этому. Потому что никакой патруль времени этого сделать не сможет. Нужно нашу реальность перевести в разряд запрещенных для любого вмешательства. «Зачем?» — удивленно уставился на меня Фельдман. «Разве это может быть кому-то нужно? Если вмешаться можно только в чужую реальность, для чего это делать?» «Просто так. К сожалению, на свете найдется немало людей, желающих нагадить в кастрюлю соседа, Ростик. Особенно, если это можно сделать безнаказанно. Для самоутверждения, понимаешь? Но есть и другая причина. Прикинь, если соседи из параллельной реальности у нас обнаружат источник ресурсов, например, и придумают, как добытое здесь тащить к себе. А для замещения массы станут перекидывать сюда свои отходы. Только представь себе такой вариант. Нам обязательно надо помешать им хозяйничать. Я оставил теоретика стоять с выпученными глазами. Человечество тысячелетиями жило грабежами и войнами. Неужели оно откажется от этого, найдя еще одну лазейку, еще один источник ресурсов? Никогда. Даже если в результате эта деятельность приведет к разрушению материи Вселенной. Алексей Максимович, он вышел из ступора и помчался за мной к выходу из класса. Это невозможно. Закон сохранения материи, он не просто работает. Те объемы и массы, что попали к нам при переходе лесорубов в Збруево, ничтожны. Они растворились во времени, но промышленные масштабы изъятия масс, как вы сказали, внесут очень серьезные искажения в ткань реальности. Этого нельзя. Вот и подумай, как встать на страже. Я еще раз скажу. Нет на свете такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. И он наплюет на любую опасность обществу и даже мирозданию, если она не угрожает ему немедленно и лично. Фельдман смотрел на меня, стараясь понять. Он уже где-то слышал эту фразу или ее автор я. Политологию им преподавали, а вот политэкономию и тем более труды Карла Маркса — это вряд ли.